Записывайте тригонометрия с нуля. Значит, единственное, что мы не будем проходить, чтобы знать эту тему, это теорема Пифагора. Если вы не знаете, что такое теорема Пифагора, быстрее кликайте на мое видео. Мне, по-моему, есть по теореме Пифагора видос. По-моему, есть. Да, по-моему, есть. Прям вот на этот канал кликайте, там 2-3 минутки быстренько смотрите теорему Пифагора, делайте там задания, которые есть, и возвращайтесь сюда, потому что без этого, ну, я это объяснять не буду. Все остальное я буду сегодня объяснять. Значит, давайте вспомним, когда вы приходили в 8 класс, вам первый раз сказали, что такое синус и косинус. И давайте вот вспомним, что это такое. Значит, есть вот прямоугольный треугольник. И, допустим, у него стороны имеют стороны 3, 4, 5. Да? Здесь прямой угол, это прямоугольный треугольник. И вот вам рассказывают, что такое синус, косинус, тангенс, котангенс. Можно записать, но в принципе нам это не нужно. То есть можете это не писать. Синус, например, угол А, Б, С. Что такое синус? Что такое косинус? Что такое тангенс? Что такое котангенс? Косинус. Пока я это пишу, я поясню. То есть в тригонометрии очень много всего, что если вы не понимаете, нужно учить. Это формулы приведения, это значения тригонометрические, это всевозможные формулы, всякие выведения из этих формул. Короче, очень-очень-очень много всего. Ну, тут можете в интернете вбить. Это очень трудно. Поэтому нам нужно постараться понять это. Да? Ну и плюс, когда ты понимаешь, а не заучиваешь, ты можешь в любой ситуации выкрутиться. Потому что ты понимаешь, как все устроено. Мы поэтому вот будем с нуля разбирать. Значит, синус. Это противолежащий катет. Делить на гипотенузу. Косинус – это прилежащий катет на гипотенузу. Тангенс – это противолежащий катет делить на прилежащий катет. И котангенс – это просто наоборот. Давайте применим, ну то есть используем это. Давайте найдем, например, синус угла А, косинус угла А, тангенс угла Б, котангенс угла Б. Что у нас получится? Вот берем точечку А. И нам нужно противолежащий катет поделить на гипотенузу. Противолежащий катет, это который лежит далеко. То есть четверочка. И мы делим на гипотенузу. Гипотенуза равна 5. То есть 4 пятых. Косинуса мы берем точечку А. Прилежащий катет – это катет, который лежит рядом с точкой. То есть вот этот. Вот он. Вот он. Вплотную прям лежит. Значит, мы 3 делим на гипотенузу. Это будет 5. Получится 3 пятых. Тангенс B. Берем точечку B. Противолежащий катет будет 3. А прилежащий катет будет 4. Котангенс просто это наоборот. Это 4 делить на 3. То есть вот что вам говорили в 8 классе. Что такое тригонометрия. Ой, столько информации. Главное было успеть все это за 1,5 часа рассказать. Продолжаем. Вот это называется геометрическая тригонометрия. То есть когда вы берете конкретно прямоугольный треугольник и в нем находится синус-косинус. Мы будем проходить алгебраическую тригонометрию. То есть эта тригонометрия, она больше алгебра, нежели геометрия. Но там присутствуют элементы геометрии. Так что, вот, ну, это просто зафиксировали. Сейчас об этом больше не думаем. Спускаемся ниже. Я вас прошу. Значит, это не просто какой-то видосик на YouTube, да? Это конкретно урок. Поэтому возьмите, пожалуйста, клетчатую тетрадку. Если у вас есть вдруг циркуль, было бы круто. И, короче, повторяйте то, что я делаю. Вот. Было бы замечательно. Значит, берем клетчатую бумажку и рисуем, рисуем окружность 6 клеточек в диаметре.
То есть 6 влево, 6 вправо. Вернее, ну, в диаметре 12 будет. С радиусом 6. То есть 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6. Правильно? Теперь рисуем окружность. Слава богу, у меня есть технология. Я могу подровнять вот так вот. Оп. Вот так вот. Ну, чуть-чуть пониже вроде. Чудесно. Вот у меня получилось. Ну, давайте проверим. Ровная окружность. Ну, если честно... Так, ну вот здесь точку вижу. Здесь точка есть. Здесь ровно. Ну, вроде нормально. Ну, если где-то накосячил, то не сильно. Вот давайте так и оставим. Так и оставим. Это чуть уменьшим. Это вот так вот. Это вот так вот. То есть мы нарисовали окружность и провели в ней координатные плоскости. То есть x, y, как мы обычно пишем, только вместо осей x, y мы вместо x будем писать косинус, вместо y будем писать синус. Поменьше. Так, косинус, синус. Что мы делаем дальше? Так, видно хорошо? Да. Давайте запишем, можете это отдельно записать, что радиус в этой окружности будет равен 1 сантиметру. Да? То есть неважно, сколько клеточек, и неважно, как у вас это выглядит, просто вот мы рассматриваем окружность с радиусом 1 сантиметр. Слушайте, мне кажется, вот это чуть-чуть и нужно влево. Вот, по-моему, она немножко... Вот, по-моему, вот так вот, да. Радиус 1 сантиметр. Значит, вот возьмем это как точку 0,0, да, 0. Тогда вот она для многих тяжелая, особенно для понимания. То есть, поэтому вот я стараюсь очень детально. Сейчас все, вот, то есть повторяйте за мной. Значит, поставили в центре окружности, да, то есть вот мы только об окружности сейчас говорим. В центре окружности нолик. Я напомню, что радиус и вообще есть, но сегодня мы об этом говорить не будем. То есть, ну, мы их затрагивать будем. Да, мы будем формулу приведения и понимать, как это работает, говорить. Значит, смотрите, вот нолик. Значит, вот от нуля до сюда, если у нас радиус 1 сантиметр, то это будет 1 сантиметр, да? То есть вот здесь будет единичка, да? По оси косинус здесь будет единичка. Это понятно, да? Значит, и сверху от нуля до верха будет единичка. Значит, от нуля влево какое будет значение? Можете догадаться? Я напомню, что это у нас координатная ось, да? Как вот графики строите, да? Вот как x, y. Слева у нас какое значение будет? И какое будет значение снизу? Намекну, что оно такое же. Это значение будет минус 1. Минус 1. Отлично, Юлия. Теперь давайте, смотрите, что сделаем. Давайте поделим вот, то есть у нас получилось 4 четверти, да? Вот кто немножко графики так делал, понимает, что есть 4 четверти. То есть они полностью все равны. Значит, первая четверть, да, называется она, потом идет вторая четверть, потом идет третья четверть и четвертая четверть. Это, думаю, хоть раз слышали, в школе вам объясняли. Вероника, Юлия, привет. Привет, Вероник. Четверти, думаю, слышали. То есть 4 четверти. Теперь давайте каждую четверть поделим пополам. То есть вот прям ровненько. Поставим вот так точечки. Ну, это ювелирная работа на самом деле. Ну, я думаю, что где-то вот тут вот. Давайте, чтобы ровно было, проведем параллельную прямую. Давайте через Shift можно, как в фотошопе? Да, можно. Вот так вот. Проведем отсюда вот так вот. Вот так вот. И должен получиться квадрат. Ну, возможно, он кривой чуть-чуть.
Давайте еще раз попробуем. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. О. Ну, сейчас получше вроде. Ну, примерно, короче, должен получиться квадрат у вас. То есть мы взяли каждую четверть и нашли там точечки, серединки. Я просто хотел, чтобы ровно было. Вот она. Раз точечка, два точечка, три точечка, четыре точечка. Да? Поделили пополам. Теперь давайте, смотрите, если у нас вот здесь вот нолик, да, здесь нолик, здесь единица, да, это 6 клеточек. Раз, два, три, 4, 5, 6, да. Давайте возьмем половину. Вот тут 3 клеточки будет, да. И как бы, ну, отсечем вот так вот, такую линию ровную, да. То есть это ровно будет какое значение? Если вот это 0, вот это единичка, то вот это будет 1/2. Понятно? Ну, ровно половина пути от 0 до единицы. Окей? Теперь давайте сделаем здесь то же самое. Вот такой. Оп. Вот такой прямоугольничек. И теперь... Так. Значит, здесь у нас вот будет 1/2. Здесь будет минус 1/2. Сначала давайте вот тут... здесь мы еще половинку не взяли, да? Давайте еще вот здесь половинку возьмем. Вот 3 клеточки, да? Вот она идет. Раз, два, 3, 4, 5, 6. То есть от 0 до единицы это, ну, от единицы, да? А если половину, то она будет вот здесь. Вот это будет 1/2. Это понятно? Что здесь 1/2? Надеюсь, да. Проводим такую же вот прямую. Оп. И вот так вот делаем вот такой прямоугольничек. Оп. Немножко кривой. Вам, конечно, через линейку лучше все это делать, но у меня, слава богу, есть Shift. И у нас получилась вот такая сложная штучка, которая... Кстати, давайте только не красненьким цветом, а черненьким все сделаем. Вот такая страшная штука. Сейчас я объясню, что это такое. Давайте окружность чуть побольше сделаем, чтобы она виднелась за счет этих точек. А теперь давайте отметим все точечки, которые вот у нас падают на окружность. Значит, вот точечка падает на окружность. Значит, вот это, во-первых, единица. Ну, давайте не будем пока, и ладно. Вот это, вот первая точечка, вот вторая точечка, вот третья точечка, вот четвертая точечка. Вот еще. То есть на каждой четверти у нас будет по 3 точки переходных. Вот здесь точечка, 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 точечка. Что давайте сделаем? Здесь у нас минус 1/2, да? Раз мы влево двигаемся, да? От 0 до минус 1 будет минус 1/2. Снизу также от 0 до минус 1 будет минус 1/2. Так, хорошо. Смотрите дальше. Если... Давайте мы посмотрим конкретно наверх. Наверх. Представьте, что вот это стадион. Вот именно круг. Давайте я немножко уберу сейчас. Сейчас. Вот так вот. Представьте, что... Я верну потом это. Представьте, что это стадион, и вот это нолик. Давайте, нет, вот так сделаем, смотрите, вот. Я просто другую окружность нарисую. Вы можете тоже дополнительную окружность нарисовать, да? Мы потом вернемся туда еще. Поэтому не удаляйте. Вот это будет старт. Нолик такой. Вот вы пришли на стадион, и там есть какое-то вот место, с которого старт начинает бегать, да? И вот вы отсюда, допустим, хотели добежать вот сюда. То есть пробежать полкруга, ровно полкруга. Давайте рассмотрим эту точку с точки зрения градусов, да? То есть это будет 180 градусов, да? Ну вот если здесь 0, здесь 180, здесь будет 360, да? То есть
можно так линию провести, чтобы вам проще было, да, как по полокружности, да, будет, это будет 180. Так вот, смотрите внимательно, у нас радиус равен 1 сантиметру, и вот это расстояние, которое он пробежит вот отсюда до сюда, с радиусом 1 сантиметр, это расстояние равно 3,14 сантиметров, 15 и так далее. Вот это и есть число π. Еще раз, можно зафиксировать, записать. Число π – это расстояние по половины окружности с радиусом 1 сантиметр. Ну, не совсем нет на самом деле, но вот мы рассматриваем окружность с 1 сантиметром, потому что она самая простая. Вот. Там как ни меняй, все равно число π будет. Потом об этом поговорим. Короче, еще раз, это расстояние длины половины окружности с радиусом 1 сантиметр. Значит, то есть 3,14 сантиметров там и так далее. Значит, почему записывают число π, а не 3, 14, 15? Ну, потому что оно кривое. Понимаете? Потому что, ну, типа, например, его на 2, ну, как ты поделишь? Ну, типа, там, что-то 1, 5, что там, 7, 0, 7. Ну, короче, понимаете, да? То есть на 3 делить на 6 это просто нереально каждый раз. Причем там числа после. Поэтому, чтобы вот никаких математических вычислений не производить вот с этим числом, просто заменили его другой буковкой. И эта буковка называется π. Поэтому вот здесь будет π. Вопросик, вам понятно, что такое число π? Чтобы мы шли дальше. Давайте еще запишем. Вот как вы видели, что π и 180 стоят в одной точечке, что π равно 180 градусов. Мы это будем вот так вот рассматривать. Просто запишем, что π это 180 градусов. Чудесненько. Чудесненько. Смотрите, если π это 180 градусов, да, тогда чему будет половина равна вот здесь вот полпути, который она пробежит? Сколько это градусов будет? Это будет 90 градусов. А если она вот, допустим, вот она пробежала от 0 до 90 градусов, да? Потом от 90 до 180, это еще плюс 90. А если она еще хочет пробежать вот такую половинку, это будет 270 уже. И если еще захочет 90, это и будет 360. А 360 это целый круг. Окей? Супер, Юля молодец, отвечает. Вам тоже советую. То есть давайте вот пока оставим такие значения. Вот 0, 90, 180, 270. Давайте посмотрим, что будет, если она пробежит четверть пути. То есть, сколько это будет? Четверть от 180, это будет 45 градусов. Окей? То есть 180 поделить на 4. Да? Это будет 45 градусов. Вот она пробежала 45. Еще пробежала 45 от 90. Еще пробежала 45, это будет 135. Еще пробежала 45, это 180. Еще 45, это 215 градусов. Запоминать их не нужно будет, если что. Еще 45, там 215. 225, по-моему. Да, 225. Еще 45, 270. Еще 45, это 315. И еще 45, это будет 360. Так, оп, 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 оп. Это если мы делим на 4 части. Давайте мы возьмем и запишем вот эти значения, которые мы вот вывели. Значит, что у нас здесь будет? Синус чуть отдалим. Чтобы у нас здесь было местечко вот так вот. Значит, запишем, что здесь у нас 90 градусов. Да? Здесь 180 градусов. Здесь. Сейчас. Отдалю тут чуть-чуть. Вот на этом рисунке старайтесь более-менее аккуратно, потому что мы полностью заполнять ее сегодня будем.
Здесь у нас будет 270 градусов. Здесь 360, ну, либо лучше 0 просто написать, 0 градусов, да. Вот смотрите, вот, если мы вот так возьмем, вот четверть. Вот четверть. Вот четверть, вот до этой точечки, вот этой. И вот четверть. Вот мы поделили на 4 части. Значит, вот в этой точке будет 45, здесь будет 90, здесь будет 135 и здесь будет 180. Давайте подкрашу еще раз точечки, они куда-то улетели у нас. Давайте запишем это. 45, 90, 135, здесь 180. Ну, тут дальше понятно, тут сколько будет. Давайте тоже запишем, что 225, да, 225, 270 записали, и здесь будет 315. Давайте дальше. Давайте окружность поделим. Сначала нашу половинку, вот так, поделим пополам, вот так вот. Да, провели вот от 0 до 180, да, 0, 180. И теперь поделим не на 4 части, а на 6 частей. Сейчас делаю пополам, каждую на 3, на 6 частей. Значит, сколько градусов будет каждое деление? Мы делим на 6 ровных частей. 180 делим на 6, это будет 30. Будет 30, будет 60, 90, 120, 150, 180. Делим еще на 6 частей. Здесь будет 210, еще 30, 240, еще 30, 270, еще 30 будет 300, еще 30 будет 330 и 360. Давайте теперь закинем это на наш рисунок. Смотрите, где у нас будут эти точки. То есть делим на 6 ровных частей. Вот они у нас как раз и будут. Раз, два, три, 4, 5 и 6. 6 ровных частей. То есть вот, запомните, вот здесь значения, вот они. 6 ровных частей. Давайте теперь запишем их на наш рисунок. Значит, 30, 60, 90 записано, 120, 150 и 180. Здесь что у нас? Ну, давайте дополним. 210, 240, 270 записано, 300 и 330. Все, мы закончили. То есть с градусами разобрались, да? Вот чему каждая точечка равна, да? Тут, думаю, все разобрались. Теперь главное. Помните, я вам говорил, хотя можем попроще даже не начинать еще с π. Давайте начнем, посмотрим, что вот здесь будет. То есть вот здесь мы разобрались, 1/2 будет, да? А давайте узнаем, что вот будет здесь значение и что будет за вот здесь вот значение. И мы не просто зазубрим это, да, или послушайте вы меня, почему так, а вы поймете, почему. Именно поймете, почему это так. Значит, смотрите, давайте нарисуем, вот рассмотрим 45 градусов, вот это. Нарисуем вот такую линию. Оп. И проведем вот так вот вниз перпендикуляр. Тут даже потолще можно. У нас получится прямоугольный треугольник. Причем вот этот угол у нас 45 градусов. Да? Как вот здесь написано, 45. Да? Полклетки делим. Здесь у нас 90, так как это перпендикуляр. И значит 45-90, значит здесь будет тоже 45 градусов. Как я говорил, теорему Пифагора мы сегодня проходить не будем, поэтому вот единственное, что вы должны сегодня знать. Давайте вот этот треугольник мы вот сюда переместим. — 45 градусов, 90, и значит третий угол будет 45.
Радиус у нас равен 1 сантиметру. То есть вот эта линия, вот эта, она и будет радиусом. Да? Вот эта линия, она будет радиусом. Значит, это 1 сантиметр. А две другие стороны мы не знаем. Запишем их как x. И давайте найдем их по теореме Пифагора. Находим их по теореме Пифагора. X в квадрате плюс x в квадрате равно единице в квадрате. Получится 2х в квадрате равно единице. Делим на 2. Получится x в квадрате равен 1 вторая. Кидаем под корень, чтобы найти x. Получим корень из 1 второй. Получим корень из 1, корень из 2. Корень из 1 это 1. Снизу просто остается корень из 2. Дробь называется иррациональная. Чтобы избавиться из-под корня, мы домножим на это же значение. Получится корень из 2 на корень из 4. Получится корень из 2 на 2. То есть тут немножко нужно знать теорему Пифагора. Вот. То есть мы нашли, что вот эта сторона и вот эта сторона равна корню из 2 на 2. Давайте это запишем. Сотрем здесь. Вот это тоже сторона, вот это у нас будет вот здесь вот, корень из 2 на 2. Окей? Так, сейчас еще здесь 45 подотрем. Записываем, что вот здесь вот у нас получится значение корень из 2 на 2. Что не видно? Какой конец? Да, я могу, вот, удалить. Сейчас видно. Сложили иксы, поделили на 2. Получилось x в квадрате равно 1 вторая. Закинули под корень. Вот, разложили вверх и низ. Сверху получится единица. Домножили на корень из 2. Получилось корень из 2 на 4. Получится корень из 2 на 2. Все. Записали, что вот эта точка у нас, да, где 45 градусов, это будет корень из 2 на 2. И вот здесь вот, да, вот это тоже расстояние. Это тоже будет корень из 2 на 2. Корень. Вот так аккуратненько. Корень из 2. Блин, жалко, меньше шрифта нету. Корень из 2 делить на 2. Ну, на автомате давайте запишем слева, да, там будут такие же значения, только отрицательные, да. Здесь будет минус корень из 2 на 2. И здесь будет минус корень из 2 делить на 2. Осталось узнать последнее значение. Это будет вот здесь вот. Я очень надеюсь, что вы вместе со мной, если вы еще не начали, вы должны, пожалуйста, нарисуйте вот то же самое, что мы вместе делаем. То есть нарисовали окружность, разбили по градусам, поделили пополам каждую четверть, потом нашли, где у нас будет половинки, вот эти линии провели, вот, из них сделали прямоугольники, вот получилась такая фигура, можно сказать. Давайте найдем последнюю точку, вот эту. Как вы видите, вот эта точка, это у нас 30 градусов. Так что давайте построим треугольник. Только вы отдельно где-нибудь делаете. Вот я вам показываю. Вот. Получится прямоугольный треугольник. Вот этот угол у вас 30 градусов. И давайте мы его отдельно нарисуем справа. Радиус, как я говорил, равен единице, 1 сантиметру. Вот от центра до края. Давайте нарисуем где-нибудь его сбоку. Рисуем прямоугольный треугольник. Вот он вот так вот у нас идет. Вот мы высоту проводим и соединяем вот здесь вот. Прямой угол, он 90 градусов, вот здесь 30. Смотрите, есть, значит, это 1 сантиметру равно, сразу можем записать. Есть такое правило в геометрии, одно. Катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. Значит, вот этот катет равен 1 второй. Есть такое правило в геометрии. Можете прочитать. Тогда нужно найти вот эту сторону. Да? Нам как раз нужна вот эта сторона. Вот эта. Давайте по теореме Пифагора мы ее найдем. Что у нас получится? Х в квадрате плюс 1 вторая в квадрате
равно единице в квадрате. Получится х в квадрате плюс 1/4 равно единице. 1/4 перекидываем. Получится х в квадрате равно 1 минус 1/4. Получится х в квадрате равно 3/4. Чтобы найти х, кидаем его под корень. Получится корень из 3/4. Получится корень из 3 делить на 4, на 2. И это и есть ответ. Ну, давайте вот так распишу. Корень из 4. Если будет корень из 3, делить на 2. Вот так получается это значение. А не потому, что это написано в табличке. То есть просто все через теорему Пифагора делается. Поэтому мы берем наш потрясающий рисуночек, над которым я уже тут стараюсь много минут, и пишем вот сюда корень из 3. Давайте мы это сделаем вот так, по-хитрому. Корень из 3 на 2 запишем. Сожмем. И потом просто скопируем. Сюда. Сюда. Только здесь минусик будет. И вот снизу. Здесь будет отрицательное значение. Минус корень из 3 на 2. Надеюсь, видно. Вот у нас получилась такая немножко грязненькая, но тригонометрическая окружность. Теперь, при чем здесь всякие пишки и почему это есть тригонометрическая окружность? Так вот, давайте мы возьмем это всю окружность и на отдельный лист, ну, то есть вот так вот вынесем сюда. И давайте рассмотрим, что такое градусы. Я вам говорил в начале урока, что π это 180 градусов, да? Тогда давайте... Здесь 180, да? Тогда давайте вот вместо 180 вот здесь запишем в скобочках. Так, что за сообщение? Нельзя так. Да, все. Тогда давайте напишем вместо 180 π. А вместо 90 сколько будет? То есть если 180 это π, а в 90 это в 2 раза меньше. Кто-то дизлайками поставил. Я вижу. 180 градусов. π это 180 градусов. Тогда, если π это 180, то 90 градусов, да, то в 2 раза меньше. Это будет π поделить на 2. То есть, ну, как раз, если π 180, да, 180 поделить на 2 будет ровно 90. Тогда 45 это еще в 2 раза меньше. Это будет π на 4. Тогда 30 это что? Это 180 нужно поделить на сколько, чтобы получилось 30? На 6. Это будет π поделить на 6. 60. На сколько нужно π поделить, чтобы получилось 60? Это π на 3. Дальше у нас идут, это вот типа, можно вот так вот записывать. π на 6, 2 π на 6, 3 π на 6, 4 π на 6. Да? То есть вот это будет, ну, можно записать это 2 π на 3. Потому что 2 умножить на 180 поделить на 30, поделить на 3 будет как раз 120. Вот у нас идет π на 4, 45, еще 45, еще 45. Это будет 3 умножить на 180 и поделить на 4. А вместо 180 мы просто пишем π. И еще это как раз будет 180. Так, сейчас меня слышно, все нормально? Вроде нормально. Так, здесь мы идем, что здесь 30, еще 30, еще 30, еще 30, еще 30. Это будет 150, да? Значит, π на 6, 2 π на 6, 3 π на 6, 4 π на 6, 5 π на 6. Это будет 5 π на 6. В скобочках пишем. В скобочках, оп, оп. Только все надо первым шрифтом. Вот тихо, что я сделал. Вот так вот. Во. Дальше.
5 пи на 6. Давайте запишем. Значит, 5 пи на 6, 6 пи на 6. Это будет 7 пи на 6. Значит, 8 пи на 6, вот, 8 пи на 6, 9 пи на 6, 10 пи на 6, 11 пи на 6. Давайте это запишем. 11 пи на 6. Потому что 11 умножить на 180 и поделить на 6, это как раз будет 330. Давайте посмотрим вот так вот. Смотрите. Пи на 3 это 60. Еще пи на 3. 2 пи на 3. 3 пи на 3. 4 пи на 3. Ой, не так вот. Пи на 3. 2 пи на 3. 3 пи на 3. 4 пи на 3. Вот это можем записать. 4 пи поделить на 3. 4 умножить на 180 и поделить на 3 будет 240. Потом 5 пи на 3. 5 пи на 3. И 6 пи на 3. 6 пи на 3 сократить, это будет просто 2 пи, то есть целый круг. Оп, 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 оп. Что мы еще не обозначили? Еще не обозначили на 4, да? Значит, пи на 4 это 45, и еще 45, и еще 45, и еще 45. Еще 45. То есть это сколько? Раз, два, три, 4, 5. Это 5 пи, где мы делили на 4. 5 умножить на 180 поделить на 4 будет 220. Давайте только поближе сделаю, чтобы было понятно, что кто где. Вот это в скобочках, вот это. Вот это в скобочках вот здесь. Вот это вот тут. Оп. 270, сейчас мы тоже об этом поговорим. Здесь, значит, 5 пи на 3. И здесь у нас, что было? 5 пи на 4, 6 пи на 4. И здесь будет 7 пи на 4. 7 пи на 4. И здесь будет 8 пи на 4. Если сократить 8 на 4, будет как раз тоже 2 пи. Это можно убрать. Все. Так. Ну, еще по половинке, вот самое простое поговорим, да? Значит, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, 360 градусов. То есть 90 это пи на 2, 2 пи на 2, значит, это будет 3 пи на 2. Окей? Вот эта точка, 270, это будет 3 пи на 2. 3 пи на 2. Ну так, ладно, оставим. Все, весь тригонометрический круг у нас готов. Осталось делать примерчики. Так, давайте ссылку кину. Кто там, может, не видел. Сейчас. Так, теперь суть нашего дела. Я буду давать какие-то вам значения. Например, я буду говорить косинус, например, там 45 градусов. Вы берете 45 градусов, да, и опускаете на косинус. Вот у вас получается какое-то значение. Ну, думаю, тут ничего сложного не будет. Самое сложное это было вот разобраться в этих градусах. Что такое пи? Что такое вот, как эти значения получаются, да? Откуда все это происходит? Почему снизу отрицательные значения? Почему слева тоже отрицательные, справа положительные, да? Почему, что такое 11 пи на 6, да? Что это 11 умножить на 180 поделить на 6. То есть вот мы раз пи на 6, 2 пи на 6, 3 пи на 6, 4 пи на 6, 5 пи на 6, 6 пи на 6, 7 пи на 6, 8 пи на 6, 9 пи на 6, 10 пи, ну а там я где-то пропустил. Короче, 6 пи на 6, 7 пи на 6, 8 пи на 6, 9 пи на 6, 10 пи на 6, 11 пи на 6. Вот. И могли бы так без конца обойти. А 12 пи на 6, 13 пи на 6, 14 пи на 6, 15 пи на 6, 16 пи на 6, 17 пи на 6, 18 пи на 6. И так далее, бесконечно можно продолжать. Давайте еще запишем, что 2π это 360. Это целый круг. Целый круг. Это нам сейчас понадобится, когда мы будем делать примеры. Целый круг.
Так, сейчас. Главное, чтобы трансляция не вырубилась, и мы нормально сидели, занимались. Сейчас я примерчики найду. Вот они. Так, значение мы нашли. Вот оно. Давайте мы сделаем... Поближе откроем. Вот оно. Вот они примеры. Я подготовил. Так, чуть поменьше надо только сделать. И давайте вместе, вы можете уже начинать делать их, а мы вместе будем писать. Что у нас получится? Так, сейчас еще посмотрю, вам видно? Вам видно, чудесно. Значит, синус 3π на 2. Значит, еще раз напоминаю, что вот эта штучечка у нас это у нас косинус, вот эта штучка у нас синус. Все, что лежит на окружности, да, вот эти точки, это только на окружности. Вот эта единичка, это лежит только на косинусе, да. То есть, и не путайте вот эти значения и вот эти значения. Это на косинусе и синусе. Все остальное на окружности. То есть, еще раз, мы находим точку 3π на 2. Вот у нас точка 3π на 2. Давайте мы ее подкрасим. Вот она. И теперь опускаем эту точку на синус. Что у нас получится? Это будет, она уже лежит на синусе. Давайте отметим синус. Вот он. Да? Она уже лежит на нем, и значение будет равно минус 1. Потому что снизу у нас по синусу минус 1. Понятненько? Едем дальше. Косинус 23π на 6. Давайте разберем, как это делать. Давайте мы это запишем. Косинус 23π на 6. Ну, прежде всего, давайте поделим в столбик, что такое 23π на 6. Если поделить столбик, то это получится косинус 3,5 π, правильно? И давайте мы разложим это вот таким образом. Посмотрите. Косинус 3π плюс 5π на 6. Да? От этого же ничего не изменится. 3π плюс π на 6 плюс 5π на 6 будет 3,5π на 6. И теперь смотрите. Вот если вы стоите в этой точечке, да, у вас есть какое-то значение, например, да. А если вы, то есть вот это вот так вот вы прошли, да, это вы прошли расстояние π на 6. А если вы пройдете расстояние 2π плюс π на 6, вот вы прошли 2π, и вот вы прошли π на 6. Вы оказались в этой же точке. Поэтому, если вы сделаете целый круг, значение не изменится от этого. Поэтому мы можем отсюда просто 2π убрать. Понимаете? То есть давайте это разложим. Ну, я потом не буду этого делать. Сейчас я покажу это. Значит, будет что? Косинус 2π плюс π плюс 5π на 6. И вот эти 2π мы просто уберем. Ну да, я понял. Но я 3π разложу как 2π плюс π. И 2π мы уберем. Потому что π нельзя убирать. А вот 2π это целый круг мы можем убирать. Останется у нас косинус π плюс 5π на 6. А что такое π плюс 5π на 6? Общий знаменатель делаем. Это будет косинус 11π на 6. Да? Вот здесь вот представляем единичку, делаем общий знаменатель. Находим точку 11π на 6. Она у нас вот здесь вот. И опускаем ее на что? На косинус. Получится значение корень из 3 делить на 2. Едем дальше. Синус 323. Синус 323. Мы могли бы представить 4π. Ну, можно так представить. Просто мы еще пока отрицательно не трогаем, вон они чуть ниже будут.
323 делить на 6. Да? Давайте сразу поделим 323 на 6. Что это будет? Это будет 53, 53, по-моему, да? Это будет 53 пи и 5 пи на 6. 53,5 пи на 6 будет у нас синус, да? То есть мы в столбик поделили. Избавились от неправильной дроби. Теперь, смотрите. Вот если вы стоите в точечке, вот, например, вот здесь вот она отмечена, вы прошли 2π, ничего не изменилось. Вот остались в этой же точке. 4π, 6π, 8π, 10π, 20π, 40π, 50π, 52π. Вы остались в этой же точке. Поэтому мы можем разложить это вот так вот. Я последний раз так показываю. Это 52π, да, то есть четное количество π, плюс π, это будет 53π, плюс 5π на 6. 52π мы просто убираем, останется синус π плюс 5π на 6. Получится то же самое значение, получится синус 11π на 6, только уже не косинус, а синус. Находим точку 11π на 6. Куда-то берем. Точечка у нас вот здесь вот находится. И опускаем ее на синус. Получится минус 1/2. Получится минус 1/2. Косинус 315. Ну, тут все просто. Берем, находим просто 315, да. Это то же самое, что 7 умножить на 180 и поделить на 4, то есть 7π на 4. Опускаем на косинус, да? На косинус. Это будет корень из 2 на 2. Давайте рассмотрим, что такое синус 660. Синус 660. Так. Я напомню, что π у нас это 180, а 2π это 360. Поэтому давайте мы 660 разложим как 360, то есть 2π, да, плюс 300. И теперь от 360 можем просто избавиться. И это будет, потому что это 2π, это целый круг, да, и останется просто синус 300. Ищем угол 300 градусов. У нас он вот. Да, вот 300 градусов. И опускаем на синус. Это будет вот здесь вот. Будет минус корень из 3 на 3. Есть какие-то вопросики у кого-то? Задавайте, потому что... Ну, дальше пойдет уже проще. Минус корень из 3 на 2 только. Вот. Давайте косинус 3000. То есть, может быть, кому-то непонятно, как я получил всякие там значения π делить на 6. Кому-то непонятно, откуда π на 4, откуда 7π на 4, может быть, непонятно. Почему именно в этих точках стоят. То есть, задавайте любые вопросы, я отвечу. Если все понятно, то пишите плюсик и едем дальше просто. Я пока запишу, что у нас будет косинус 3630 градусов, да? Еще раз напоминаю, 2π это 360, да? Значит, как можем разложить? 3600 это как 10π будет, да? Ой, как 20π, да? Как 20π и плюс 30 градусов. То есть я вот для вас могу еще раз расписать, да? Это будет 20π, потому что π это 180, значит 3600 это будет 20π, плюс 30 градусов. 20π просто убираем. Я опять специально это написал, да? Вот. Получится косинус 30 градусов. Находим 30 градусов на окружности и опускаем на косинус. Это будет корень из 3 на 2. Теперь давайте поговорим об отрицательных значениях. Вот синус минус 2π на 3. Смотрите, если в обычное, вот когда мы делали, мы шли
против часовой стрелки, вот так вот, да, то в отрицательных значениях мы будем идти по часовой стрелке. То есть, смотрите, если обычно мы, например, шли 2 π на 3 расстояние вот так вот, то сейчас мы просто эту же стрелку используем и идем в обратную, то есть в противоположную сторону. Мы нашли эту точку, и теперь опускаем ее на синус. Это будет минус корень из 3 на 2. Понятненько? То есть мы идем такое же расстояние, просто в противоположную сторону. Давайте дальше. Косинус, тут уже расписывать нужно. Косинус минус 27 π на 4. Давайте мы разложим, ну, поделим для начала. Что это будет? Это будет косинус минус 6 π на 4. Правильно? 27, да? Да. То есть это как можем разложить? Это будет косинус минус 6π минус π на 4. Как плюс 6π, так минус 6π. Это просто целый круг мы сделаем. Просто неважно в какую сторону. Но так мы останемся в этой точке. Поэтому 6π минус 6π. Мы можем спокойно избавляться от четных пишек. Просто убираем их. И тогда у нас получится косинус минус π на 4. Осталось найти это значение. Да? Вот если мы в обычное состояние шли вот так вот π на 4 расстояние, то теперь мы просто идем это же расстояние, только в другую сторону. И с этой точки мы что делаем? Опускаем на косинус. Получится корень из 2 на 2. Домашнем задании у вас будет таких 27 примеров, поэтому советую сейчас разобраться. Лучше задать лишний вопросик, я отвечу. Потому что ДЗшка в этот раз будет большая. Кстати, по прошлому ДЗшку тоже скинул. Так, ну поехали. Синус. Что у нас по времени? Полчасика осталось. Блин, целый час болтал, прикиньте. Синус минус 311 на 3. 311 π на 3. То есть никогда не бойтесь таких больших чисел. Просто делим в столбик. Получится 103, да? Минус 103 π... Вот так вот, да? Минус 103,2 π на 3. 2 π на 3. Вот так вот, да? Если в столбик поделить. Мы можем избавляться только от четного. Так что давайте запишем это вот так вот. Синус минус 102 π минус π. И здесь 2 π на 3 еще будет. Ну, давайте вот так вот. Минус 2 π на 3. От целых мы избавляемся. Получится синус минус π минус 2 π на 3. Давайте сложим это. Это получится синус минус 5 π на 6. Давайте поймем, что такое минус синус 5 π на 6. Вот, давайте возьмем расстояние 5 π на 6. То есть вот у нас. Вот мы обычно вот так пошли. Вот, и пришли бы в эту точку. А нам нужно идти в противоположное значение. Ой. Ну, вот. И теперь мы идем вот в обратную сторону просто. Получится вот так вот. Вот. Будет вот эта точечка. Вот эта. Вот эта точечка. И мы из этой точечки опускаем куда? На синус. Это значение будет минус 1/2. Минус 1/2. Напишите плюс. Понятно вам? Не сложно или как? Ну, вообще должно быть сложно. Но я старался как можно вот проживать все детали. Не знаю, как получилось у меня это. Судить вам. Потому что я-то с одной версии смотрю, когда я уже какие-то мелочи могу, например, знать, и мне не нужно, например, в голове их говорить. А вы, например, какие-то мелочи, там, например,
То, что на 6 делений делить нужно, например, можете не знать. И поэтому я могу, например, забыть о них рассказать. Потому что я считаю, что как будто, ну, я это знаю, значит, зачем это рассказывать лишний раз. Могу какие-то вещи забыть. Так что давайте косинус минус 330. Смотрите, как еще можно сделать. Вот это предлагал то ли Леня Маффин, я не помню, кто предлагал. По-моему, да. Через положительное делать. То есть смотрите, как это можно сделать. Я как говорил, что вы можете убирать пишки. Вы так можете и прибавлять или вычитать. Смотрите, мы можем это записать, минус 330. Мы можем добавить 2π. Получится косинус. Потому что если вы добавите 2π, ничего не изменится. Вы будете в этой же точке, понимаете? То есть вы стояли в одной точке, вы 2π добавили, вы стоите в этой же точке. Будет 360 минус 330. И это получится просто косинус 30. Вот это очень удобный способ, если вам трудно с отрицательными числами. Также, кстати, во всех можно тех прошлых было примерах сделать. Типа к 103π добавить там плюс 104, например, да? И у вас получится положительное значение. Это если вам трудно с отрицательными числами в обратную сторону идти. Окей? То есть будет косинус 30, это будет вот здесь вот, опускаем на косинус, будет корень из 3 на 2. Про вот этот способ понятно? Надеюсь, понятно. Вот это я точно хорошо объяснил сейчас. Даже я понял, прикиньте. Так, что там, еще 2. Так, ну давайте вот через положительное сделаем. Что там? 6π это сколько? Это... 720 просто. Нет, подожди, может 4π, да? Нет. 360, 720, да? Просто через 720 сделаем. Это будет что? Синус 720 минус 675, да? Это будет просто синус 45. Вот видите, как это просто? Мы просто добавили 4π вот к этому. И синус 45 у нас корень из 2 на 2. Давайте еще раз этот способ используем. Вот сюда добавим 3600 и еще 360. Это добавим, ну здесь сложное значение. Давайте не будем, ладно. Добавим 3600. 3600 минус 3645 будет косинус минус 45. Эта точечка у нас вот здесь вот минус 45, да? То есть вот 45, а вот минус 45. Опускаем на косинус, будет корень из 2 на 2. И мы закончили с этим заданием. Давайте подытожим все моменты, которые вот мы сегодня изучили, прошли. Значит, окружность у нас имеет радиус 1 сантиметр. Значит, вверх 1, вправо 1, слева, так как это, можно сказать, как график, слева минус 1, снизу минус 1. Поделили пополам все вот эти единички, будет 1 вторая, 1 вторая, минус 1 вторая, минус 1 вторая. Запомнили, что π это 180 градусов. Поделили на 6 частей, у нас получилось 30, 60, 90, 120, 150, 180. Поделили на 4 части, у нас получилось 45, 90, 135, 180. Поделили на 2 части, это 90, 180. Поделили на 3 части, это 0, 60, 120, 180 и так далее. И у нас получились такие градусы. Потом эти градусы, так как π 180, перевели в пишки, да, то есть 180 поделить на 6 будет 30, да, 180 поделить на 4 будет 45, 180 поделить на 3 будет 60, то есть градусы перевели в пишки. Потом нашли значение для каждого градуса, да, вот через, где там, вот через треугольнички я объяснял, да, вот здесь вот про 45 градусов, вот здесь про 30, ну и 1/2 там понятно. Она сразу полклетки отсекает, половина радиуса. Вот, значит, весь круг это 2π. Если мы прибавляем эти 2π, ничего не изменяется, мы стоим в этой же точке. Косинус отвечает за лево, за право, синус за вверх-вниз. То есть, если вам, еще раз, смотрите, допустим, вот вы забыли тригонометрический круг и сидите на уроке, например, да? То есть, что вам нужно делать? Например, вам говорят косинус 10π на 6, а вы не знаете, вы забыли, у вас нет тригонометрического круга, что вы делаете? Вы рисуете окружность.
делите ее, давайте вот вместе с вами прям, еще раз это сделаю. Рисуем окружность, делим пополам. Пишем, что здесь 0, здесь π. Это вы помните, надеюсь, это запомнили. Делим на 6 частей сначала. И вам же нужно 10 π на 6, да? Делим на 6 частей. Что у вас будет? Π на 6, 2 π на 6, 3 π на 6, 4 π на 6, 5 π на 6, 6 π на 6. А вам 10 надо. Значит, и вы низ делите на 6 частей, да? Делим на, значит, будет сколько? 7 π на 6, вот она, да, вот это было 6, это 7 π на 6, 8 π на 6, 9 π на 6, 10 π на 6. Вот вы эту точку нашли. И теперь вам говорят косинус, вы опускаете на косинус и смотрите, что здесь значение будет. Вот и все. Или 11 π на 6, да, если вам нужно, вот опускайте сюда. Если вам на синус нужно, опускайте на синус. Если вам надо на 3, вы также вверх делите на 3 части, если вам не хватает, делите низ на 3 части. Вот так находятся точки. А если вдруг вам непонятно все еще стало, либо вы можете просто наработать, либо у меня есть специальное видео по вот тому, как разделять на части. Можете посмотреть, плейлист называется «Тригонометрия с нуля». Вот, там я подробно прям вот каждую мелочь разбирал. Ну, плюс там все с нарезками, поэтому там быстрее. Ладно, продолжаем. Продолжаем. Так, давайте тангенс, котангенс. Ну, во-первых, давайте запишем, что тангенс... Что такое тангенс, что такое котангенс. И после вот этих примерчиков мы на сегодня, я думаю, закончим. Я на самом деле хотел больше рассказать, но не будем спешить. Я хочу, чтобы все поняли. Что такое тангенс, котангенс? Прежде чем мы приступим. Мы, конечно, могли бы в тригонометрический круг добавить ось тангенс, ось котангенс, но можно сделать проще. Смотрите, тангенс это просто синус делить на косинус. А котангенс, как и в геометрии, это просто наоборот. Это косинус делить на синус. Сейчас я покажу, как это делать. Давайте возьмем нашу окружность. Чудесно. Оставим ее здесь. И вот здесь вот будем использовать. Смотрим. Тангенс π на 6. Что мы делаем? Мы берем точку π на 6. Смотрите внимательно. Сейчас мы еще раз проверим, видно, все отлично. Да, видно. Поближе приближу. Берем точку π на 6. Берем значение, да, я еще раз напомню, это синус поделить на косинус, да. Мы берем значение синуса, это 1/2, и мы делим на значение косинуса, это корень из 3 на 2. Тогда получится. Там, конечно, все можно через теорему Пифагора объяснить, но на самом деле так проще. То есть, это чтобы без лишней информации вот вам так давать. Опять же, потому как работает тангенс-котангенс, можете посмотреть в плейлисте тригонометрия. Вот там я чуть подробнее это рассказал, но тут попроще будет. То есть мы берем, просто делим, что у нас дробь переворачивается, будет 1/2 умножить на 2 корня из 3, 2 сокращается, получится 1 корень из 3. Чтобы избавиться от иррациональности в дроби, домножим на корень из 3, получим корень из 3 на 3. Едем дальше. Котангенс 29 π на 6. 29 π на 6 по-быстренькому раскладываем. Что это будет? Это будет 7π плюс π на 4. Да? То есть это 6π плюс π на 4. Избавляемся от 6π. Получится котангенс 5π на 4. Находим точку 5π на 4. Она у нас будет находиться вот здесь вот. Вот она, 5π на 4. Вот видно? 5π на 4. Теперь мы берем значение по котангенсу, у нас значение по косинусу. Это минус корень из 2 на 2. Минус корень из 2 на 2. И мы делим на значение по синусу. Это минус корень из 2 на 2. Но если одно и то же число поделить само на себя, получится единица. Понятненько? Едем дальше. Это вот, чтобы не заучивать, чтобы вот это не делать всяких таких штук, вот можно просто запомнить, что такое тангенс, что такое котангенс. Продолжаем.
323 π на 3. Сколько это будет? 100... 107. Это 107 π и 2 π на 3, да? То есть сразу 106 убираем, оставляем, побыстрее буду делать. Это будет π плюс 2 π на 3. Общий знаменатель делаем, это будет 5 π на 3. Осталось найти тангенс 5 π на 3. Находим точку 5 π на 3. 5 π на 3 у нас вот тут вот. Что мы делаем? Нам нужен тангенс. Значит, мы синус, да, синус, это корень из 3 на 2. Мы делим на косинус, на 1/2. 1/2 перевернется, да. Это получится просто корень из 3. Есть какие-то вопросики по тому, как делать с тангенсом и котангенсом? Или все просто? Тогда продолжаем. Котангенс 300. Давайте... Что? Давайте. Ну, просто находим 300. Что у нас? Это и есть точка, да? Вот она, 300. Что мы берем? Котангенс. Это у нас косинус. 1/2 мы делим на синус. Это будет делить на корень из 3 на 2. Дробь переворачивается. Получится 1 делить на 2. Умножить на 2 корня из 3. Двоечки сокращаются. Получится 1 делить на корень из 3. Чтобы дробь избавиться от иррациональности, домножим на это же значение. Получится корень из 3 делить на корень из 9. Получится корень из 3 делить на 3. Только там сейчас моя вебочка мешается. Вот, надеюсь, так вам видно. Получится корень из 3 делить на 3. Тангенс 690. Берем, избавляемся от пишки сразу. Минус 360 делаем. Побыстрее давайте. Минус 360 делаем. Это будет 330. Правильно? 330. Находим точку 330. Вот она у нас. Значит, делим синус. У нас минус 1/2 на косинус. Это корень из 3 делить на 2. Получится минус 1/2 умножить на 2 корня из 3. 2 сокращается. Получится минус 1 корень из 3. Домножим на корень из 3, чтобы избавиться от иррациональности. Получится корень из 3 на 3. Причем минус. Минус корень из 3 на 3. Какие-то вопросики, может быть? Почему, например, вместо 690 у нас стало 330? Есть вопросы у кого? Почему я так сделал? Здесь будет что там? Минус корень из 3 на 3. Котангенс 3660. 3600 сразу убираем. Котангенс будет 60. Находим 60. Берем котангенс у нас. Это что? Это косинус делить на синус. Значит, корень... значит 1/2 поделить на корень из 3 на 2. Переворачиваем. Будет 2 корня из 3. Короче, получится корень из 3 на 3. Так, тангенс минус π на 3. Минус π на 3. Находим точечку. Вот у нас π на 3, да? В обратную сторону вот будет. Давайте немножко почищу. Тут много уже нагадил. То минус π на 3 будет вот точка. Вот она. Это как будто мы из 360 вычтем 60. Не плюс 60 пойдем, а вычтем 60. Будет просто 300 градусов. Теперь нам нужно найти тангенс.
Это мы синус минус корень из 3 на 2 делим на 1/2. Переворачивается. 2 сокращается, 2 сокращается. Потом минус корень из 3. В ТЗшке вы с этим наработаетесь. Ой, там веселье вообще. Так. Немножко устал без перерыва. Ну ладно. Так, минус 35 на 6. Давайте поделим. Что это будет? Это будет 5 целых. Давайте сразу минус 4, минус 4 пи, минус пи, минус 5 пи на 6. Минус 4 пи убираем. Это будет котангенс минус 11 пи на 6. Минус 11 пи на 6 это то же самое, что просто пи на 6. Это будет вот здесь. То есть вот вместо того, чтобы пройти вот такой круг, мы пройдем вот такой круг. Вот сюда. То есть вот эту точку, да. Нам нужен котангенс. Значит, что? Это у нас косинус. Мы делим на синус. Косинус у нас корень из 3 на 2. Делим на синус. Это 1/2. Переворачиваем. Будет 2 первых. Просто получится корень из 3. Видите, как довольно все просто. Хотя выглядит очень страшно. Цифры, конечно. Когда первый раз видишь, типа думаешь, блин, что за жесть, как это делать? Но по факту, видите, это ничего трудного нету. Просто упрощаете, кидаете находите на окружности точку, смотрите синус-косинус, просто делите друг на друга. Вот и все. Так, 315 пи на 4. Давайте поделим, что это будет. 75 плюс 3, 78, да? Минус 78 пи, минус 3 пи на 4. Минус 78 пи убираем, если я не ошибся. 312, да, 78 будет. Да, получится тангенс минус 3 пи на 4. 3 пи на 4 это у нас вот. Минус 3 пи на 4 это у нас будет вот эта точечка. Берем синус. Это минус корень из 2 на 2. Делим на минус корень из 2 на 2. Это будет единичка. Так, давайте вот сюда добавим просто 360. Это будет котангенс 45. Вот сюда 360 добавили. Да, просто 2π добавили. Остались в этой же точке. Если к точке добавить 2π, то останемся в этой же точке, если я пальчиком ударил. Котангенс 45. Корень из 2 на 2. На корень из 2 на 2 будет единица. Тангенс минус 750. Давайте плюс 720 добавим. Это будет тангенс минус 30. Да, 720 добавили. Это 4π. Что это будет? Минус 30 у нас. Это вот тут вот. Это π на 6. Да, то есть минус π на 6. Вот она будет точечка. Тангенс это у нас минус 1/2. Делим на корень из 3 на 2. Переворачиваем. Это будет минус корень из 3 на 3. И последнее на сегодня, и мы заканчиваем урок. Котангенс минус 3720. Как бы это в начале тяжело не звучало, но сейчас мы это можем легко сделать. Просто давайте прибавим 3600. Это будет котангенс минус 120. Да? То есть, что такое вот у нас 120 от нуля пройти? Вот столько будет. Значит, здесь будет пройти вот столько будет. Берем вот эту точечку. Котангенс у нас это косинус делить на синус. Косинус минус 1/2 делим на синус. Это на корень из 3 на 2, то есть корень из 3 здесь. Причем минус. Да? Двоечки сокращаются, будет корень из 3 на 3. Причем с плюсом, потому что минус на минус будет плюс. И мы закончили этот один из самых сложных уроков по тригонометрии. Потому что дальше будет намного все проще.
То есть, серьезно, это очень забавно, но вот первый урок в тригонометрии, он самый тяжелый. Потому что, ну, типа, там, формула приведения, ну, типа, там, просто точка передвигается на чуть-чуть. Там, уравнения тригонометрические, они довольно простые, типа, там, все по одной формуле делается. Там, просто подставляешь одну буковку дальше и все. Поэтому вот этот урок, я очень надеюсь, что вы все поняли. Я старался прям каждую деталь, вот вы видите, до самого конца, я каждый раз повторял, как мы что получаем, как мы что прибавляем. Очень старался донести до вас. Надеюсь, что вам было понятно. А у нас 8 минут еще. Ну, пофиг, пораньше не закончим, потому что я все рассказал, все, что должен был. Значит, что мы прошли? На самом деле мы прошли где-то занятий, не знаю, месяц, может быть, 2 обучения в школе. То есть мы прошли, что такое тангенс, котангенс, косинус, синус. Мы прошли, что такое радианы. Мы прошли, что такое число π. Мы прошли вот эти все π наши, деление полей, части всякие, тангенсы, котангенсы, отрицательные значения, это вообще как отдельная тема. Вот. Все это мы успели за один урок пройти, я считаю, что это очень круто, очень круто. Поэтому закончим пораньше сегодня. Плюс у нас перерыва не было, поэтому нормально. 1,5 часа мы точно прозанимались. Всем спасибо за урок. С вами был, как всегда, Спартак Спартакович. И увидимся на следующем уроке по тригонометрии. Всем пока. Короче, вот здесь вот у нас 0 либо 2π. Здесь π на 2. Здесь π. Здесь 3π на 2. Все вернулись? Балдеж. Значит, так, проводим синус-косинус. И, значит, вот такая шляпа работает. Смотрите. Записываем 2 шляпы. Значит, шляпа номер 1. Если π на 2, если 3π на 2, то типа меняется. То типа меняется, короче. Меняется. Косинус на синус, синус на косинус. А если π 2π, то не меняется. То не меняется. Теперь про знаки. Теперь про знаки. Смотрите. Типа берем знак исходной функции. Что это значит? Давайте вот несколько примеров выпишем, я наглядно покажу. Допустим, синус t плюс π на 2. Косинус t минус π на 2. Синус π плюс t. Косинус p минус t. Синус 3π на 2 плюс x. Косинус альфа плюс 3π на 2. Синус 2π плюс t. Так, мне нормально слышно? Опа, дизлайки уходят потихонечку. Смотрите, значит, тема такая. Мы вот берем, например, точку π на 2, и мы что-то добавляем к ней, да? Мы что-то добавляем. Во-первых, если у нас написано π на 2, функция сразу меняется. Пишем косинус. π на 2, функция меняется, будет синус. π, функция не меняется, будет синус. π, значит, не меняется, будет косинус. 3π на 2 меняется, значит, это будет косинус. 3π на 2 меняется, значит, будет синус. 2π, значит, не меняется, будет синус. С этим понятно? Продолжаем дальше. По знакам, что у нас? Смотрите, π на 2, и мы что-то добавляем к этому. Здесь стоит плюсик, мы что-то добавляем, значит, мы будем в этой четверти, правильно? Во второй. А какие у нас значения будут? Вот здесь у синуса. Вот здесь у нас у синуса везде значения положительные. Значит, мы пишем плюс. Идем дальше. Если вот косинус, да, то есть минус π на 2. Минус π на 2 где у нас находится? Он находится вот здесь вот. Вот здесь вот. И мы от этой точки, как бы сказать, мы идем,
То есть мы добавляем к этой точке, да? Когда мы из отрицательных чисел идем как бы в плюс, то мы идем как бы вот сюда. Понимаете, да? Потому что у нас было минус π на 2, и мы что-то к нему добавляем. Мы идем против часовой стрелки. Значит, мы идем вот сюда. Вот это, отсюда идем сюда. Здесь у нас значения по косинусу. Какие? Положительные. Вот здесь 1/2, корень из 2 на 2, корень из 3 на 2. То есть мы смотрим на вот это значение косинуса. Оно будет положительное. Идем дальше. Синус π плюс t. Смотрите сейчас. Так, как бы вот это стереть. Синус p плюс t. Значит, находим точку π. И мы идем, значит, добавляем что-то к этому углу. Значит, мы будем в третьей четверти, да? Мы после π и добавляем что-то и будем в третьей четверти. То есть мы смотрим, какие у нас будут значения вот здесь на синусе. Синус в третьей четверти, он будет отрицательный. Вот здесь все значения отрицательные на синусе. Значит, мы пишем здесь минус. Здесь написали плюс. Понятно? Едем дальше. Значит, здесь будет плюс, здесь минус. Что у нас дальше? Косинус p минус t. Вот у нас было p, и мы вычитаем, то есть идем в обратную сторону, мы вычитаем это значение. Тут у нас значение на косинусе отрицательное. Да? Вот, смотрим вот сюда. Отрицательное. Значит, будет минус косинус. Окей? Идем дальше. Как у нас появилось t минус π на 2? Так это я не понял. Так это я просто пример дал. Не понял вопроса. Ну, я просто такой пример сказал. Да, это примеры, это просто набум примеры. Вместо t можно a подставить, x, что угодно. Это просто какой-то угол неизвестный. Не-не-не, это не таблица, это конкретные примеры. Мы сейчас таблицей не пользуемся. Вот, мы пользуемся вот этим. Если π на 2, 3 π на 2 меняется, косинус на синус, синус на косинус, и смотрим на знак исходный, то есть на знаке мы его смотрим вот тут вот. Смотрим дальше, что у нас здесь? Так, это мы сделали? Нет. P, вот мы в точке P, и мы вычитаем какой-то угол, то есть мы будем во второй четверти. А на косинусе, вот сюда смотрим, у нас здесь значение на косинусе отрицательное, значит пишем минус косинус. Идем дальше. 3 π на 2. 3 π на 2 поменяли. 3 π на 2 у нас вот здесь вот точечка. И мы добавляем какой-то угол. То есть мы идем вот сюда. Мы добавляем какой-то угол. Значит, это будет четвертая четверть. Смотрим на начало. Синус. Синус у нас что в четвертой четверти? Вот здесь вот. Вот синус. Он у нас отрицательный. Значит, будет минус. Окей? Дальше идем. К 3 π на 2 мы добавляем тоже уголочек. Да? И только смотрим на косинус. Мы смотрим не вот сюда, а мы смотрим на косинус. А что у нас в четвертой четверти косинус? А у нас косинус положительный, значит будет плюс. И последнее. 2π плюс альфа. Ну вообще можно 2π просто убрать, но давайте посмотрим просто с точки зрения, как это работает. Во-первых, не меняется. Во-вторых, вот у нас точка 2π, и мы просто идем вот сюда. Да? Значение у нас вот здесь по синусу положительный, поэтому будет плюс синус. Вот так понятно, чуваки? Если я понял, значит многие поняли. Мне кажется. Так понятней? Балдеж, мне кажется. Надо теперь видосик снять по формуле приведения, чтобы я снова не забыл. Пожалуйста, напишите плюсик, что понятно было, чтобы у меня самооценка поднялась. Ё-моё. Я что, зря вместо того, чтобы эти чай делать, сидел гуглил, как это делается. Вот. Супер. Ну, я доволен. Ладно. Главное, что вы поняли. Супер. Теперь. Что дальше? Ну, теперь мы научились применять... Значит, давайте теперь что, поделаем примерчики на формулу приведения. И теперь без таблички вы уже попробуйте сделать. Я поставил лайк. Супер. 2-1 теперь. Ну, по формулам приведения это конец. Но теперь вы попробуйте сами это делать. А у нас же были примеры, да? Во, мы как раз на этом и потренируемся. Только без таблички. Давайте вот попробуйте через эти два свойства.
Так, да, единственное, вот, можете вот эти два свойства взять и попробовать еще раз вот эти примерчики, потому что я так и не увидел от вас ответики. Ну, потому что я хреново объяснил, и вы, в принципе, не могли это сделать. А теперь давайте без таблички это сделаем. Но если хотите, можем вместе. А вот ДЗ я уже дам, вы уже отработаете. Давайте вместе, окей, сделаем. Рисуем окружность. Проводим, ну, так, оп, оп. Значит, нолик, π, 3π на 2. Здесь также 2π, здесь π на 2. И поехали. К π на 2 мы добавляем какой-то угол. Π на 2 добавили какой-то угол. Значит, это будет вторая четверть. Это у нас был синус. Если π на 2, то он меняется на косинус. Правильно? Вот. Вон у нас там. Если π на 2 или 3 на 2 меняется на косинус. Смотрим значение на синусе. Что у нас здесь будет? Какое значение на синусе? Будет положительное. Получится плюс косинус. Плюс косинус x выйдет просто отсюда. Понятненько? Едем дальше. Так, это оставляем. Следующий пример. Косинус 2π на 2 плюс x. Значит, во-первых, π на 2 меняется, сразу синус будет. Да, π на 2 добавляем какой-то угол, это будет здесь. Смотрим на косинус, здесь будет отрицательное значение, да? Вот тут на косинусе отрицательное. А я дальше решал. Кого дальше? Вот эти примеры? В смысле, ты уравнение решал? Ну, я с тобой вроде проходил. Ну, блин, а ребята-то не все знают. Ну, хорош. Но мы просто чуть попозже будем делать. Мы сейчас только формула приведения проходим. Короче, здесь будет отрицательное значение. Будет минус. Вот. Будет минус синус. Окей? Едем дальше. π на 2 минус t. То есть, что это значит? Мы были в точке π на 2 и вычитаем. Значит, мы идем куда? В первую четверть. Во-первых, это у нас π на 2, значит, меняется. Это будет косинус, да? И смотрим на начальную функцию. У нас здесь будет плюсик, потому что вот здесь значение по синусу положительное. Будет плюс косинус. Плюс косинус. 2π минус t. Давайте, мы могли, конечно, 2π убрать, но давайте, чтобы наработать это. Во-первых, находим 2π. 2π у нас здесь. И минус t. Мы идем, значит, по часовой стрелке. Это будет четвертая четверть. Смотрим на косинус. Косинус у нас в четвертой четверти положительный. Значит, пишем плюс косинус. Плюс косинус t. И здесь t. Едем дальше. 3π на 2. Меняем функцию. Сразу будет синус. 3π на 2 вот здесь. И добавляем t. Какой-то угол. Значит, здесь будет четвертая четверть. Что у нас это? Что у нас это? Это будет... Косинус у нас здесь будет положительный. Значит, это будет плюс. Круто. Вроде понятно. Ну, супер. Синус. Значит, что у нас? Плюс π. Значит, не меняется функция, да? Точка π у нас вот тут. И мы добавляем какой-то угол к ней. Значит, это будет третья четверть. Смотрим на синус. Значит, знак будет какой на синусе? Вот здесь вот. Будет отрицательный. Будет минус синус t. 90 минус альфа. 90 у нас вот тут вот. И мы вычитаем альфу. То есть идем сюда. Это будет первая четверть. При том, что это 90 это π на 2. Мы меняем сразу функцию. Это будет синус. И знак у нас на косинусе здесь положительный. Будет плюс синус альфа. 360 у нас. Это вот тут вот. Так, давайте сотру. 360 это тут. И мы вычитаем, идем сюда, то есть, да. Это будет четвертая четверть. Так как это 2π, у нас функция не меняется, а знак у нас в синусе здесь отрицательный. Значит, будет минус синус альфа. 270 то же самое, что 3π на 2. И мы вычитаем от этой точки, идем сюда. Это будет третья четверть.
Смотрим по синусу, у нас здесь будет отрицательное значение. И так как это 3 π на 2, то она меняется на косинус. Будет минус косинус альфа. Вот и все. А теперь можно переходить к тригонометрическим уравнениям, в принципе. Что нам еще нужно? Да, в принципе, можно идти уже. Погнали. Все, решать вторую часть профиля уже готово. И как я и сказал, что первый урок, он будет самый тяжелый. Все остальное дальше пойдет, это вообще детский сад. Значит, что это такое? Записывается это вот так вот. Арк син, арк кос. Смотрите, когда мы вот начинали на прошлом уроке проходить и находили какие-то значения, мы брали какую-то точку, например, π на 6, и опускали ее, например, на косинус. И у нас получалось какое-то значение. Но бывают такие задачи, то есть вам иногда по-разному нужно, вы разные знаете, и по-разному нужно находить. Бывают такие задачи, что вам известна точка на косинусе, а вам нужно найти расстояние на окружности. То есть, допустим, вам известно вот то, что на косинусе будет корень из 3 на 2. Но проблема в том, что корень из 3 на 2 два значения. Два значения. Первое значение это π на 6. И второе значение это минус π на 6. Потому что в минус π на 6 по косинусу будет тоже корень из 3 на 2. И вот для таких целей придумана такая вещь, как арк-косинус. Когда вы говорите, я хочу найти арк-косинус корня из 3 на 2, мы рассматриваем только первую и вторую четверть координатную. То есть мы рассматриваем значение только вот тут вот. Не понял. Вот тут вот. И дальше мы не можем выходить. У нас получится, что это будет значение равно π на 6. Понятно? То есть давайте еще раз пример приведу. Рисуем окружность. Проводим, например, линию. Я говорю, например, аркосинус нуля. 0 у нас находится вот здесь вот на косинусе. И у этого косинуса могут быть два значения. Первое значение это π на 6. Второе значение это минус π на 6. Ну, либо еще 9 π на 6. Да? Ну, либо 3 π на 2. Не суть. То есть это все, они все находятся в этой точке. Просто 2π добавить. Так вот, в аркосинусе мы рассматриваем только первую и вторую четверть. Поэтому значение... Что за π на 6, я не понял. Что несу? π на 2. π на 2, и здесь минус π на 2. Да. Либо 3 π на 2. Вот что я хотел сказать. 9 π на 6, чуть несу. Вот. Но мы рассмотрим только первую и вторую четверть. Поэтому аркосинус нуля будет равен π на 2. Что такое аркосинус, понятно? Это конкретно нам нужно будет в тригонометрических уравнениях. То есть, если вам дают значение именно на косинусе или на синусе, да, ну, конкретно в нашем случае на косинусе, то у вас есть у этого значения у этого значения есть какие-то два других значения. Ну да, по-другому не могу сказать. Вот. И мы выбираем только то, что находится в первой и второй четверти. Надеюсь, понятно. Давайте следующая тема у нас арксинус. Это две разные темы на самом деле. Но тема довольно простая. Арксинус. Нарисуем окружность. Проведем синус. И допустим, опять же говорю, вот бывает, когда нам дают там косинус π на 4. И мы берем π на 4, опускаем вот сюда. Да? Но допустим, что мы не знаем. Да? И допустим, это будет корень из 2 на 2. Корень из 2 на 2. И допустим, я говорю арксинус корень из 2 на 2. Что у нас может быть с корень из 2 на 2? У нас может быть два значения. Первое значение это π на 4.
Второе значение это 3π на 4. Как думаете, какое значение мы возьмем здесь? Что мне делать с ней? Ребят, какое значение будем брать? Чувствую еще сильней. Пи на 4. Спасибо, Ланимафин. Верно. То есть будем рассматривать только первую и четвертую четверть. Потому что на вот от нуля можем идти только сюда и сюда. Вот. Супер. Привет, Айдар. Поэтому рассмотрим только первую и четвертую четверть. Понятно? Поэтому значение будет π на 4. Давайте еще раз рассмотрим. Приведем синус. И, допустим, будет минус корень из 3 натрия. У нас может быть два значения. Это минус π натрия. И здесь будет минус 2 π натрия. Мы берем только то, что из первой и четвертой четверти. Да? Поэтому значение арксинус минус корень из 3 на 2 будет минус π натрия. Ну, либо 4 π натрия, 5 π натрия, но решение уравнений, тема вида косинус х равно а. Вот такая тема. Значит, смотрите. Обычно у нас вот тригонометрическое уравнение выглядит вот так вот. Косинус х равно какому-то числу. Вот это тригонометрическое уравнение называется. Чтобы его решить, мы должны написать х равно плюс-минус, как я уже говорил, арк-косинус вот этого числа, которое здесь записано, плюс 2πk, ну или 2πn, давайте 2πn писать, 2πn, где n принадлежит z. Давайте мы вот здесь немножко остановимся и разберемся, что здесь написано. То есть у вас какое-то дано значение на окружности, и вам нужно найти значение на конкретно косинусе. Вот это значение. Что такое, например, то есть, ну вот это я объяснял, да? Это просто из двух точек мы выбираем одну. Вот что такое приставка arc. А вот что такое 2πn? Давайте вот нарисуем окружность. Тут внимательно послушайте, потому что многие этого не понимают. Вот, допустим, мы возьмем точку π на 4. И если я к этой точке добавлю 2π, то есть что это будет? Это эта точка. И вот я добавил 2π. Это будет точка 9π на 4. Но я окажусь в этой же точке. И значения все у нее будут абсолютно такие же. То есть в этом случае, да, я добавил 2π. Я могу добавить 4π. Могу добавить 6π. 10π. Да, 100π. Или, например, вычесть 100π. Но я все равно окажусь в этой же точке с этими значениями. Поэтому все значения, которые будут оканчиваться на этой точке, они будут подходить сюда. Поэтому что такое 2πn? Это 2π умножить на количество оборотов. То есть можете записать n или k. Это количество оборотов окружности. Не всегда это так, но вот в косинусе и синусе это так. Вот это запишите. То есть это вот такое немножко пояснение. На самом деле это не так. Это просто обычное число, которое увеличивается на 2π. Полный оборот это само 2π. Ну, давайте вот так вот это запишем. Вот. То есть количество оборотов 2π. Если n равно единице, это 1 оборот. Да? 2π на 2 это 2 оборота. Если n равно 3, это 3 оборота. Вот.
И что такое n принадлежит z, можете тоже написать. Это вот буковка n принадлежит целым числам. Z это, вот если помните, там есть натуральные числа, целые числа, рациональные числа, действительные числа, эти квадриллионы, нет, как они, я не помню, как они называются, короче, какие-то кривые числа, там типа, там, не помню, что после действительных чисел идет. Там тоже какое-то множество чисел идет. Ну так вот, суть в том, что z это целые числа. Вот, можете записать. То есть это 1, 2, 3, минус 2, минус 3, вот такие числа. То есть не дробные, не десятичные, не корни. Да? Вот обычные такие натуральные числа плюс отрицательные. Надеюсь, понятно, что такое вот здесь все, какие мелочи. Давайте попробуем это сделать как-нибудь. Давайте решим вот такой пример. Косинус х равно корень из 2 на 2. В первую очередь, что мы делаем? Мы пишем х равно плюс-минус арк косинус вот этого значения, корень из 2 на 2, плюс 2πn, где n принадлежит z. Но я напомню, что это писать обязательно. То есть, если вы это не напишете, это считается как ошибка. То есть, это не все значения, которые вы записали. Вот. Потому что, ну, то есть, там может быть 9π на 6, а может быть там еще какое-то там, типа, там, значение в этой точке находиться. А вы только одно из них написали, поэтому это неверно. Теперь находим, чему равен аркосинус корень из 2 на 2. Давайте вместе это сделаем. Рисуем окружность. Если вы не знаете, чему она равно. Проводим косинус. Корень из 2 на 2 где-то вот тут находится. Ну, тут есть два значения. Тут и тут. Мы берем только первой и второй четверти. Оно будет вот здесь вот. Получится х равно плюс-минус π на 4. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Это и есть ответ. Вот это мы будем делать задание номер 13 во второй части профильного ЕГЭ. Есть какие-то вопросы? Лучше задавайте сейчас. Там спросите еще раз, там, что такое πn, что такое 2π, что такое z, что такое аркосинус, что такое арксинус. Либо просто можем продолжить еще делать. То есть, вот основной вид, главное, запишите. Вот он. И давайте пойдем дальше, раз вопросов нету. Допустим, 2 косинус х равно корень из 3, например. Минус корень из 3. Сначала, перед тем, как у нас нестандартный вид, мы пытаемся решать его как обычное уравнение. Делим на коэффициент х. Получится косинус х равен минус корень из 3 на 2. А все остальное по стандарту. Плюс-минус аркосинус вот этого значения. Минусик, если есть, то пишем в скобочках. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Получится х равно плюс-минус. Давайте найдем, что такое аркосинус минус корень из 3 на 3. Минус корень из 3 на 3 на косинусе у нас вот тут вот. Это 5π на 6, либо минус 5π на 6. Мы берем вот это 5π на 6. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Вот такой ответ будет. Еще? Давайте еще. Давайте проще взять с нашего прекрасного сайта «Решу ЕГЭ».
Так, например, тригонометрические уравнения. Сейчас какой-нибудь попроще выберу. Желательно бы еще с формулы приведения, чтобы мы и то закрепили. Везде синус. Ну хорошо, давайте тогда я сам придумаю. Давайте. 4 косинуса х равен равен 4, например. Ну, не очень интересно, но давайте такой, окей. Что мы делим на 4? Получится косинус х равен единице. Пишем, что х равно плюс-минус аркосинус единицы, плюс 2πn, где n принадлежит z. Тогда получится х равно плюс-минус, рисуем окружность, проводим косинус, единица у нас будет вот здесь вот. Это будет в обоих случаях 0. Поэтому х равен плюс-минус 2πn, где n принадлежит z. Вот такой будет ответ. Это понятно вам, как делать? То есть, если я вам подобного типа примера, да, вы сможете сделать, да? Давайте тогда про синус поговорим. Так. Давайте поговорим про синус. Пишите. Решение уравнений вида синус х равно а. На самом деле тут все то же самое, но там немножко формула отличается. Значит, синус х равно а. На самом деле есть две формулы, и давайте мы про каждую поговорим. Вы можете использовать, какую вам больше удобно. Значит, первая формула звучит так. Так, арк синуса. Давайте сразу накопирую, потому что много писать. Арк синуса плюс 2 пика, плюс 2 пен, где n принадлежит z. А во втором случае это π минус арк синуса плюс 2 пика. Это вот первая формула. Вторая формула выглядит чуть потяжелее, но она одна. Это минус 1 в степени n умножить на арксинус а плюс πn, где n принадлежит z. Значит, проще, конечно, формула вот эта, но тут нужно два ответа писать. А вот эта формула посложнее, но тут нужно один ответ писать. И очень часто бывает, что вот когда здесь 0 получается, здесь очень легко прям выходит, очень быстро. А вот здесь нужно дважды это писать, и это не очень удобно. Вот, поэтому смотрите сами, какую формулу вам удобнее. Значит, поясню про каждую из формул. Вот давайте нарисуем окружность и проведем синус. Вот, допустим, у вас есть какая-то точка, какое-то значение. Например, арксинус А. Арксинус А — это расстояние какое-то, да? То есть вот у вас, например, от 0
Да, например, вот такое расстояние. Я его подкрашу сейчас. Вот, например, там π на 6, да? Ну, грубо говоря. Но мы не знаем, что это за расстояние, да? Вот это расстояние. А вот здесь вот написано π минус это расстояние. То есть вот у нас π, и мы обратно пройдем это расстояние. Но вот как раз у вас получится обе эти точки, которые как раз падают на синус. Вот видите? Вот это и будет эта точка. Окей? Также и тут. То есть минус 1 он просто показывает на знак, да, то есть если у вас 1 здесь будет, у вас будет минус, если 2, то будет плюс, если 3, то будет минус, если 4, то будет плюс, да, она просто на четную степень кидает. То есть по сути это как плюс-минус работает, ну вот если так грубо идти, но не совсем так, то есть не совсем как плюс-минус. И плюс оно еще вот влияет на вот эту n-очку. Проводим синус, да. Значит, допустим, у вас там есть π на 6, да, там, если n равно нулю, да, вот там π на 6 будет здесь вот, да, это будет 1 на π на 6, вот будет тут значение. Если, например, n равно единице, то у вас будет минус, да, то есть минус 1 умножить на π на 6 плюс π, да, вот здесь единичка будет. Это будет 5π на 6. То есть, ну, как раз вот оно значение это будет. То есть вы из π, опять же, как в прошлом было, вычтите вот это π на 6. Ну, потому что на минус 1 умножаете. Потом дальше там n равно 2. Да, вы будете вот здесь вот. У вас получится положительное значение, у вас получится 2π плюс π на 6. Потом вы подставите n равно 3, вы будете вот здесь вот. У вас будет 3π минус вот это значение. Ну, короче, вот какую удобнее вам формулу использовать, я вот, наверное, буду вот эту больше лучше использовать. Ну, я и вот этой умею пользоваться, поэтому смотрите сами. Они обе рабочие. Вот. Короче, записали. И давайте переходить к примерам. Допустим, какой-то пример будет. Синус х равно корень из 3 на 2. Давайте я вот это скопирую, чтобы не переписывать 200 раз и не тратить на это время. Получится арксинус корень из 3 на 2 и π минус арксинус корень из 3 на 2. Получится. Давайте нарисуем окружность и зайдем, поймем, что такое у нас корень из 3 на 2. Это у нас π на 3 точка. А здесь будет π минус π на 3. Осталось посчитать. Это будет 2π на 3. Вот получится такой ответ. Как-то так. Продолжаем, чё? Давайте мы можем, знаете, что сделать? Мы можем сделать один примерчик из 13-го. Раз мы теперь знаем синус, да, давайте быстренько решим. Вот, например, такой. Ну, там одну формулу я буду использовать, вы еще не знаете, мы на следующем занятии о ней поговорим. Я вам дам их на дом переписать. Вот, конкретно вот, 13-е задание профиля. Давайте мы его сделаем. Давайте я скажу, что косинус 2х это... Ну нет, давайте окей, разложим его. Ну просто вы не знаете, это 1 минус синус в квадрате х равно. И найдем по формуле приведения вот это. Что здесь будет? Если π на 2, то меняется на косинус. Да. Если... то есть вот у нас была π на 2, мы добавили здесь уголок.
Здесь что у нас? Здесь синус будет положительный, поэтому будет плюс косинус x. Так, давайте единичку по основному тригонометрическому тождеству заменим на косинус в квадрате x плюс синус в квадрате x минус синус в квадрате x равно косинус x. Короче, просто вот это все сократим. Как вот это конкретно делать, там две формулы, мы чуть попозже о них поговорим. Косинус просто кинем влево. Короче, у нас получится вот это. Вынесем косинус за скобку. Ща. Ой, только единственное, я напутал. Там будет... Там мама. Там будет 2... Я неправильно разложил, там другая формула. Хотя... Не, там 2 косинуса x будет, да. Там будет 2 косинуса x, вот так вот. Вот, и минус косинус x, да. Короче, ладно. Там вот так вот будет. Там будет 2 косинус в квадрате x, минус 1, и здесь будет косинус x. Вот так вот. Мы это перекидываем. Будет вот так вот. 2 косинус в квадрате x минус косинус x. Блин, тут через квадратное просто. Я не хотел так делать. Ну ладно, окей. Минус 1. Там метод замены. Получится 2y в квадрате минус y минус 1. Опять же, пояснять это сейчас ничего не буду. Я просто хотел перевести в уравнение все. Что там будет? 1 плюс 8 будет 9. 1 плюс 3 делить на 2 на 4 будет 1. Здесь будет минус 1 вторая. Получится косинус x равен 1. И во втором случае косинус x равен минус 1 вторая. Вот что нам надо. Нам надо было вот это. Так, теперь что делаем? X равно по старой схеме плюс-минус r косинус от единички плюс 2pk, где k принадлежит z. Плюс 2pn, где n принадлежит z. Здесь что будет? X равно плюс-минус r косинус минус 1 второй плюс 2pk, где k принадлежит z. Нарисуем окружность. Единичка у нас в нуле находится. А минус 1 вторая у нас находится вот здесь вот. Это у нас что? D это 2π натрия. Здесь будет плюс-минус 2π натрия. Плюс 2pk, где плюс 2pn, где n принадлежит z. А здесь будет 0 плюс 2pn. Это будет просто 2pn, где n принадлежит z. И на сегодня мы на этом закончим. Не самый лучший пример, конечно, который могу взять. Я думал, попроще просто будет. А там и формула двойного угла, и основное тригонометрическое тождество, и метод замены, и квадратное уравнение. Вот, я хотел просто, думал, там косинус x получится за скобочку вынести. Короче, что мы сегодня прошли? Мы сегодня с горем пополам прошли формулу приведения. Мы сегодня прошли... что мы еще прошли? Аркосинус, арксинус. Мы прошли уравнение вида косинус x равно а, синус x равно а. Поделали немножко тригонометрические уравнения. Повторили, в принципе, какие-то моменты. Но вот самое главное, что вот мы формулу приведения прошли и разобрались со знаками, как все это менять. Вот. На следующем уроке, значит, можно сразу... Вот эта формула и вот эта формула. И вот эти две формулы. Можете их сразу записать. Значит, что это такое? Значит, первое, это то вообще, на чем строится вся тригонометрия, это называется основное тригонометрическое тождество. Основное тригонометрическое тождество. Тождество значит равенство.
То есть синус в квадрате какого-то угла плюс косинус в квадрате какого-то угла — это единица. То есть вы можете из синуса, то есть как бы синус, если вот перекинуть, да, он будет 1 минус косинус в квадрате. Единицу можете представлять как вот это, косинус можете представлять как 1 минус синус в квадрате. То есть во все стороны вы можете использовать эту формулу, она очень часто используется. Ее, пожалуйста, запишите. У меня был такой случай, там не совсем формула тригонометрического основа тригонометрического тождества была, но суть в том, что формула очень важная была. И препод зашел на лекцию, там первые уроки только были, он написал эту формулу на доске, типа большим шрифтом, и просто и вышел, и типа закрыл дверь. Типа никто выйти не мог. И мы просто сидели 1,5 часа своими делами занимались и смотрели на эту формулу. То есть настолько важная была формула, чтобы все ее записали, запомнили. Вот, мы сидели там, гуглили про эту формулу, типа того. Поэтому, вот, пожалуйста, вот это не потеряйте. Это очень важная формула, она используется очень часто. Основное тригонометрическое тождество. Значит, что вот это за две формулы? Это, короче, вот есть, например, синус 30 градусов, да, или там синус 60 градусов. Короче, это удвоенное синус удвоенного угла. То есть его можно вот разложить вот так вот. Типа, например, синус 30, там, да, вы можете разложить там как 2 синуса 15 на косинус 15, типа того. То есть в некоторых случаях это нужно сделать. Вот. И косинус. Там еще есть некоторые формулы. Давайте я их тоже выпишу. Значит, формулы двойного угла. Они очень часто используются. Давайте сейчас какую-нибудь картиночку найду. Ну вот. Кривоватая, конечно, картиночка. Сейчас. Ну вот этого будет достаточно. Вот такая. Это называется формула двойного угла. Пожалуйста, тоже запишите их. Сейчас мы будем ими пользоваться, сейчас мы будем их применять и смотреть, как они работают и в одну сторону, и в другую. То есть мы будем и собирать в этой формулы, и раскладывать на эти формулы. Так, сейчас я проверю еще раз, со звуком все ли четко. У меня что-то с YouTube не открывается. Так, ну вроде пропуска кадров нету. Здесь все четко. Да, все, всем еще раз привет. И поехали тогда делать. Я просто беру наобум примеры. И давайте мы попробуем их разложить. Ну, допустим. Допустим, вот начнем с задания номер 9. И уже потом пойдем к нашей второй части. Допустим. Давайте вот можно заодно повторить формулы приведения. Да нет, давайте потом. Не, давайте вот такое, например. Сейчас. Вот такой примерчик. Это вот мы будем использовать основное тригонометрическое тождество. Сейчас я увеличу его. Вот такой пример. Так, видно вам его? Да. Значит, ну, это пока не важно, просто вот пример. Вот пример, да. 5 синусов в квадрате а плюс 13 косинусов в квадрате а равно 6. Давайте шестерку представим через основное тригонометрическое тождество. Основное тригонометрическое тождество у нас вот, еще раз говорю. Вот. То есть мы единицу, давайте вот так вот запишем. 5 синусов в квадрате а плюс 13 косинусов в квадрате а равно 6. Давайте 6 представим как 6 умножить на 1. Мы же можем так сделать, да? 6 умножить на 1 будет 6. Я это для наглядности пишу. Теперь единицу представим через основное тригонометрическое тождество. То есть это синус в квадрате альфа плюс
косинус в квадрате альфа. Давайте раскроем скобочки. Что у нас получится? У нас получится 6 синусов в квадрате альфа плюс 6 косинусов в квадрате альфа. Давайте перекинем все влево. Или можно вправо. Давайте вправо все перекинем, почему бы нет. Получится 6 синусов в квадрате альфа плюс 6 косинусов в квадрате альфа минус 5 синус в квадрате альфа минус 13 косинус в квадрате альфа равно нулю. То есть не бойтесь вот этих сложных значений. Ну просто представьте, что это одна буковка, это другая буковка. То есть просто вместо буковки вы пишете синус в квадрате. Вот, что, сократим подобное, да? Получится что? Синус в квадрате альфа, да? 6 минус 5 будет синус в квадрате альфа 1. И плюс 6 минус 13 будет что? Минус 4, еще 3. Минус 7 косинус в квадрате альфа равно нулю. Что теперь можем сделать? Ну, можем все уравнение поделить на... Нам что нужно было найти? Нам нужно было найти тангенс. Что такое тангенс? Тангенс это синус поделить на косинус. Так давайте все уравнение поделим на косинус. Поделим на косинус в квадрате альфа. Вот это поделим на косинус и вот это поделим на косинус. Что у нас получится? Получится синус в квадрате альфа делить на косинус в квадрате альфа минус 7 косинус в квадрате альфа делить на косинус в квадрате альфа равно нулю. Здесь сокращается все, будет просто 7. Здесь будет просто тангенс. Тангенс в квадрате минус 7. Получится, семерочку перекинем, тангенс в квадрате альфа равно 7. Нам нужно было найти... ну все, найдите тангенс в квадрате альфа, он равен 7. Вот и все. Вот давайте подробненько разберем, кому здесь непонятно, какие вот манипуляции я сделал. Давайте вот разберем. Сейчас я подкрашу. Задавайте вопросы, вот где, какое действие вам было непонятно. Давайте вот пронумерую, может быть, как-нибудь. Значит, первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое. Ну, восьмое понятно. Вторая строчка по формуле. Да, то есть, еще раз, единица, у нас формула, вот она. Вот, единица это то же самое, что синус в квадрате альфа плюс косинус в квадрате альфа. И мы просто единицу заменили вот через вот это. Как метод замещения, когда вот систему уравнения решаете, вот также мы единичку заменили на вот это. Вот. Да, вторая формула, вторая строчка по формуле. Потом мы перекинули все в одну сторону, ну как уравнение делается, да. Вот раскрыли скобки, перекинули все в одну сторону, посчитали. Да? Посчитали, получилось вот это. Ну, вы не можете решить, типа вот здесь не как пример, поэтому нужно как бы в одну переменную все перевести, да. То есть, либо можно было поделить на синус, да, но тогда у вас получился бы котангенс. Это, в принципе, был правильный ответ, но раз нас просят найти тангенс, то нужно делить на косинус, да, чтобы получился тангенс. Потому что тангенс это синус делить на косинус, поэтому надо делить на косинус. Вот. Вот если мы вот это поделим на косинус, будет просто минус 7. А если вот это поделим на косинус, вот это, то будет тангенс. Потому что, ну вот, синус на косинус будет тангенс. Здесь получился тангенс, здесь получилось минус 7. Вот. Перекинули минус 7 вправо, получили ответ. Давайте еще. Это вот задание номер 9. Давайте сделаем вот такой сложный пример. Выглядит он очень страшно.
То есть, если бы, вот, например, вы пришли бы, ну, например, не готовились бы, да, и пришли бы на экзамен, увидели бы вот такое, то, мне кажется, вам было бы страшно. Я сейчас не знаю, как его делать, но предполагаю, как предполагаю. То есть, давайте вот... Я не уверен, что нам потребуется основное тригонометрическое тождество, но давайте вот пока сделаем его. Смотрите, ну, здесь можно сделать через пропорцию, вот так вот, крест-накрест. То есть, что у нас получится, давайте выпишем. 3 синус А минус 5 косинус А плюс 2 равно... нам нужно умножить этот на 3. Да, вот так вот. А вот это умножим на 1. Получится синус А плюс 3 косинуса А плюс 6. Умножить на 1. Ну, это то же самое будет. Давайте раскроем скобочки. Что будет? 9 синус А минус 15 косинус А плюс 6. Здесь будет то же самое. У нас сокращаются шестерочки. Это хорошо. Шестерочки можем сразу сократить. Бам-бам. Давайте перекинем все в одну сторону. Посмотрим, что получится у нас. Получится 9 синус А минус 15. Видно хорошо вам, Детекляну? Так, 1080. Да, видно вроде нормально. Ну, кривопочерк, конечно, но это не исправить. Минус 15 косинусов А минус синус А минус 3 косинуса А. Когда перекидываем, знак меняем. Равно нулю. Вот это... Давайте другим цветом тоже подкрашу. Вот это складываем с вот этим. Вот это складываем с вот этим. Получится 8 синусов А минус 18 косинусов А. Ну, на что поделим? Давайте на 2 поделим хотя бы. На 4 нельзя, да? На 2 будет 4 синус А минус 9 косинусов А. Смотрите, нам нужен тангенс, значит делим на косинус. Понятно? Делим все на косинус А. Потому что тангенс это синус делить на косинус. Вот это число делим на косинус. Вот это число делим на косинус. Получится слева у нас 4 тангенса минус 9 равно нулю. Девяточку перекидываем и делим на 4. Получится тангенс равно 9 поделить на 4. Это и будет ответ. Ну, если перевести, да, в десятичную дробь, это будет 2,25, правильно? Давайте еще раз пронумеруем и вот задайте вопросики, где вам было непонятно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот из пунктов. Какое что мы использовали? Ну, тут, в принципе, мы вообще ничего не использовали, кроме как вот делили на косинус. То есть просто как уравнение с x, y. Только просто вместо x написан там синус, а вместо косинуса написан там y. Я наоборот сказал. Всем все понятно? Ну, давайте я повторюсь. Значит, еще раз. Вначале мы воспользовались пропорцией, да, просто крест-накрест перемножили, чтобы с дробями не играться, да. Вот, перемножили, раскрыли скобки. Второй пункт, раскрыли скобки. Избавились от шестерок, плюс 6 там, да. Перекинули все в одну сторону. Синуса с синусами сложили, косинуса с косинусами. Получилось вот это. Поделили на 2. И потом, чтобы перевести вот это в тангенсы, мы все поделили на косинус. Получилось вот это. Здесь получится тангенс, здесь получится единичка. Ну, то есть, вернее, 9 умножить на 1. Иксы к иксам, числа к числам. Да? И поделили на коэффициент икса.
Получится тангенс равен 9 четвертых, а это и есть 2,25. Давайте дальше. Давайте... Это могу на дом дать. Вот давайте вот двойной угол. Вот, мы же хотели формулами попользоваться. Давайте двойной угол. Давайте сразу сюда формулу двойного угла перекину. И начинаем делать. Раскладываем. Давайте по какой формуле? Ну, можем по вот этой, но у нас только синус не будет известен. Можем по вот этой разложить. Давайте по вот этой разложим. Что у нас получится? Будет 9 умножить на косинус 2а, да? 9 умножить, косинус 2 раскладываем, будет 2 косинуса в квадрате а минус 1, да? Раскроем скобочки, это будет 18 косинусов в квадрате а минус 9. Косинус а у нас это 1/3. Значит, косинус в квадрате а чему будет равен? Как вы думаете? Если косинус а это 1/3, тогда косинус в квадрате а чему будет равен? Напишите, пожалуйста, в чатик. Еще раз вопрос. Косинус а это 1/3. Значит, косинус в квадрате а это... Привет, Айдар. Айдар, мы тут как раз это вот, мне нужна помощь. 1/6? Нет. Нет. Айдар, как раз у тебя тоже вопросик. Смотри, 1/9. Супер. Да, потому что 1/3 в квадрате это то же самое, что 1/3 на 1/3 это будет 1/9, да? Надеюсь, всем понятно. Поэтому вместо косинуса в квадрате а мы пишем 1/9. Минус 9. Здесь сократится, будет 2. 2 минус 9, ответ минус 7. Еще раз. У нас был вот такой пример. Мы косинус 2а вот это заменили по формуле вот этой. Да? Ну просто у нас синус неизвестен, да, нам известен косинус, поэтому желательно, чтобы синусов не было. Мы использовали именно эту формулу. Вот. Вот мы ее заменили, да, косинус 2а. Раскрыли скобочки, у нас получилось вот это. И вместо косинуса в квадрате а подставили 1/9. Получится 2 минус 9, ответ минус 7. Давайте еще. Сейчас. Как вы так сократили? Разве так можно? Поясни, что именно сократил? Что я сократил? А косинус куда делся? Смотрите. Вот видите, у нас в условии... У нас написано, вот, косинус 2а. Мы косинус 2а представили как 2 косинуса в квадрате минус 1. У вас написано, что по условию написано, что косинус а это то же самое, что 1/3. Ну, смотрите, если у вас x равен 1/3, тогда x в квадрате чему равен? 1/9.
Мы вместо x в квадрате написали 1/9, понимаете? Вот представьте, что это x, тогда x в квадрате, то есть косинус в квадрате, будет 1/9. Мы вместо косинуса в квадрате, вот вместо вот этого, записали 1/9. Понимаете? Маффин, тебе понятно или нет? И поясни, что значит, как я так сократил? Я ничего не сокращал. Я заменил, я раскрыл косинус 2а, а потом вместо косинуса я подставил... Так вы вместо косинуса просто 1/9 написали. Просто написали, объясните. Так, хорошо. Ну да, ну смотри. Смотри. Допустим, косинус а. Это тут же не сказано, что а это 1/3. Тут сказано, что косинус а это какое-то значение. Например, 20, да? Например, 20. У нас в примере было. Давайте заново сделаем. Вот давайте по-другому представим. Давайте представим, что вот здесь написано x. X равно 1/3. Да? Так пойдет? Значит, получится что? 9 умножить на косинус 2х, да? Косинус 2, ладно. Потом через x представлю, просто вот это x пусть будет. Раскроем, что получится 9 умножить на 2 косинуса а, да? И вот это представим как x. То есть вот это x будет 2х минус 1. То есть вот это у нас, еще раз говорю, x это представим через косинус. Не, сложно. Давайте по-другому. Я запишу, что косинус x, косинус а это 1/3, и это y. Вот так вот. Тогда получится 9 косинус 2а. Что будет? 9 умножить на 2 косинус а минус 1. И вот здесь вот я косинус а заменяю под y. Получится 9 на 2 y минус 1. Раскрой скобки. Получится 18y минус 9. Но у нас y равен 1/3. Только там в квадрате, да? Блин. Да, у нас здесь y в квадрате. Здесь y в квадрате, да. Если у нас y равен 1/3, то y в квадрате будет 1/9. Вот я вместо y в квадрате подставляю 1/9. Вот я это вот сюда подставляю. Все, я понял. Окей. Ну так подставлять можно, но это не сокращение. Это замена просто. Так, давайте только оставлю это. Хотя ладно, пофиг, тут я фигню писал, тут я просто объяснял через другие переменные. Окей, давайте доедем дальше. Давайте вот такой же еще пример сделаем. И вот такой еще есть. Это, по-моему, на приведение у нас. Мы сегодня не весь урок этим будем заниматься. Мы просто пытаемся отработать некоторые формулы, а потом пойдем снова 13-е делать. Именно первую часть 13-го. Так. Сейчас. Вон. Поехали, раскладываем. Нам известен косинус, да? Давайте снова по этой формуле попользуемся. Возьмем наши формулы, вот они у нас. И поехали. Минус 47 умножить на косинус 2а. Что у нас получится? Получится минус 47 умножить на 2 косинус в квадрате минус 1. Раскроем скобки. Будет минус... Сколько? 94, да? 94 косинуса в квадрате минус 47. У нас косинус а равен минус 0,4. Тогда косинус а
будет равен 0,16, правильно? Ну, либо давайте запишем это по-другому. 16 сотых. Там что-нибудь сократится. 94 это простое число. Нет. Просто не хочу считать. Ну, давайте, окей. Тогда получится минус 94 умножить на 0,16. Минус 47. Блин, а можете посчитать? Это мне очень впадло. То есть я могу, но... Да, там сложные расчеты. Там же плюс 47. Почему? Вот, минус 47. Тебе плохо видно, что ли? Минус 47. Минус. Ну да. Да, плюс 47. Да, я понял. Да. Плюс 47. Да. Я здесь минус не увидел. Да. Да, здесь будет плюс 47. Я просто что-то внимание на вот это задумался, сколько здесь будет. Ну, придется считать, там кривые числа будут, поэтому и ответ, скорее всего, кривой будет. Поэтому посчитайте, пожалуйста, прямо сейчас. Я пока следующий пример перепишу. Так, например, вот такое. Мы с вами не делали еще такого. И как я ответик увижу у вас, мы пойдем сразу следующее делать. Ну, там можно на 2 сократить, будет 8,50. Там будет 47 на 8. 47 на 8 делено на 50. Там можно еще сократить на 5. По-моему, на 4 можно умножить будет. Или сотых просто оставить. Легче, наверное, просто сотых оставить. 94 на 16 умножить, и там будет сотых. (94 на 16) это что, 940? 940 пополам это 470. 940 плюс 470 плюс 94 сотых. (62,034). Бля, ну давайте проверим. Так, будет 15,04 минус 47. Причем минус, да? Это будет... здесь плюс 47. Чуть опять не накосячил. Это плюс 47 будет 31,96. Угу. Проверьте, верно у меня сделано? Ну да, если вычитать, то будет так, как у тебя. А тут мы складываем числа с разными знаками. Вроде верно, если моя арифметика не подводит меня. Все, продолжаем дальше тогда. Значит, смотрите, как делать такое. Очень просто. Очень просто. Это вам прям повезло, если вам такое задание было. Но оно, в принципе, стандартное. То есть оно часто бывает. Смотрите, ну, видно, что, да, 9 и 84, 4 и 86 дают 90 вместе. Вспоминаем наш прошлый урок по теме формула приведения, да? Неважно, какие цифры здесь написаны. Просто синус 86. Давайте представим, как синус 90 минус 4. Мы же можем так представить, правильно? 90 минус 4 будет 86, правильно? Значит, мы 86 можем так представить.
Вспоминаем формулу приведения теперь. Если 90 это π на 2, значит сразу меняется на косинус. 90 у нас вот здесь вот. И мы от 90 вычитаем какой-то угол. Значит, значение на синусе будет положительное вот здесь вот. Поэтому получится косинус 4, а здесь 51 умножить на косинус 4. Ответ 54. Ой, 51, прошу прощения. Всем понятно, как я это сделал? Если нет, задавайте вопросики. Вы за это бабки платили, так что вы имеете спокойно право задавать вопросы. Вам же нужно понять, как это делать. А плюс 8. А, да, еще плюс 8. Молодец, следишь. И плюс 8 будет 59. Верно подмечено. Так. Что, давайте еще. Давайте вот такое. Смотрите, сразу, да, видим, что 37 и 53 дают 90. Значит, давайте пользоваться этим. Давайте вот это представим, косинус 53 представим как косинус. Ой. Представим как косинус. Сейчас. Шрифт маленький. Как косинус, например, косинус в квадрате 90 минус 40, минус 37, да? Представим это вот так. Там плюс 1, и здесь косинус в квадрате 37 плюс это. Значит, что здесь будет? Давайте рассмотрим. Кружочек. Косинус у нас где? Косинус вот тут вот. Да? 90 у нас сверху, и мы идем вот сюда. То есть будет первая четверть. Здесь у нас косинус положительный. Да? И меняется на синус. Получится косинус в квадрате 37 плюс синус в квадрате 37 плюс единица. Основное тригонометрическое тождество у нас вот здесь работает. Вот это будет единичка просто, да? Косинус в квадрате любого угла плюс синус в квадрате этого же угла будет единичка. Единичка плюс единичка будет 2. Не забываем про числитель. Получится 19 делить на 2. Ответ 9,5. Есть какие-нибудь вопросики? Причем, кстати, если не ошибаюсь, если вот здесь, например, получилось бы, минус, да, то есть у косинуса, то в итоге был бы плюс, потому что мы, в квадрат возводим. А все равно был бы плюс. Так что, в принципе, тут на знак даже смотреть не нужно. Ну, когда квадраты только. Но лучше смотреть все-таки, на всякий случай. Что еще? Ну, опять же, видите, 14,76. Давайте 76 представим как косинус в квадрате 90 минус 76. Ой, 90 минус 14. Что у нас? 90 меняется на синус сразу.
90 вот тут вот, идем в эту сторону, да, вычитаем. Значит, будет здесь положительное значение на косинусе, смотрим вот сюда. Будет плюс синус 14. Получится косинус в квадрате 14 плюс синус в квадрате 14 плюс 3. Вот здесь вот у нас, вот здесь у нас единичка плюс 3. Получится 1 плюс 3. И все это делить на 59, делить на 4. Это будет сколько? Это будет 15 минус 1. Это будет 14,75, если в столбик поделить. Ну, я могу оформить получше, конечно. Давайте так сделаем. 59 делить на косинус в квадрате 14 плюс синус в квадрате 14 плюс 3. И уже получится вот это. Ну, тут главное видеть, что просто 2 числа дают 90. Да, надеюсь, тут сложность возникает у кого-то, нет, кому-то это, ну, то есть трудно. Ну, вот просто пользуемся прошлым уроком. То есть какой-то угол, да, делаем просто одинаковые углы делаем, в этом суть. Чтобы там было 14 и там 14. Вот и все. Я думаю, можно это оставить на дом и пойти поделать что-нибудь другое. О, давайте вот такое. Во-во-во, нашел. Интересное. Тоже задание номер 9, которые помогают нам отработать всякие свойства в тригонометрии. Давайте мы все их сделаем сегодня. Ну, сейчас, вернее. Записывайте первый пример. Так, смотрите. Вот тут вот. В прошлом мы, например, у нас был косинус 2х, да? И мы как бы раскладывали, да, косинус 2х раскладывали как что-то. А здесь наоборот. То есть давайте вернем вот наши формулы. Где они у нас? Вот. А тут наоборот. Вот посмотрите внимательно. То есть написано, вот если так смотреть, синус какого-то угла, то есть 12, да, это можно как 6 умножить на 2 разложить, чтобы было понятно. Написано синус какого-то угла, да, неважно какого, умножить на косинус какого-то угла. Так это и есть синус двойного угла, вот посмотрите. Видно всем? То есть, давайте перепишем пример. Да? 6 умножить на 2 синус 11. Косинус 11 делить на синус 22. Ну, вы сразу можете увидеть, почему вы подумаете о двойном угле, потому что здесь, видите, угол в 2 раза больше. Значит, сверху что получится? Получится 6 умножить на синус в 2 раза больше 22, а снизу синус 22. Бам, бам, ответ 6. Понятно, как мы заменили в обратную сторону эту формулу? О, у нас уже полурока прошло, ничего себе быстро как. Ну, я просто стараюсь никуда не спешить, чтобы все поняли. То есть... Давайте следующий пример. Следующий пример. Так.
Смотрите, синус в квадрате чего-то минус косинус в квадрате чего-то. У нас есть такая формула? У нас есть наоборот только, да? Ну, это просто, можно просто минус за скобочку вынести, да? И получится то же самое. Косинус куда дели? Ну, смотри, у тебя по формуле идет. Вот, допустим, там косинус, синус 180, да? Это 2 умножить на синус 90, да, то есть 2 раза меньше, двойной угол, и косинус 90. Вот мы вот это все представили через синус, то есть все, косинус пропадает. Ну, могу доказать это, да? Синус 180 чему у нас равен? Это что у нас? Это 0, да? Да. Получится 2 умножить синус 90, это 1/2. И косинус 90 у нас это 0. Получится 0. Ну, не самое лучшее доказательство, но, в принципе, оно тоже равно. Степановев, тебе понятно? Ну, мы просто заменяем, тут все пропадает. Мы обычно вот так вот раскладывали, брали синус двойного угла и раскладывали вот так. А сейчас мы собираем вот это, и у нас получается синус в 2 раза больше. Просто формулой пользуемся вот этой, вот она. Только в обратную сторону. Мы вот это заменили вот так вот. Ну все, надеюсь, понятно. Так, это убираем. Смотрите еще раз, у нас в формуле косинус минус синус, да? А здесь синус минус косинус. Значит, давайте минусик за скобку вынесем. Получится минус 24. И уже будет косинус в квадрате 17. Минус синус в квадрате 17. Вообще можно и без этого, но я просто наглядно стараюсь все делать. Да? И теперь заменяем это как косинус двойного угла. Получится минус 24. Косинус 34. Понятно? То есть вот это мы заменили вот по вот этой формуле. Вот. У нас угол стал в 2 раза больше. Был 17, стал 34. И у нас в знаменателе косинус 34. Бам-бам. Ответ минус 24. Но спасибо, что задаете вопросы. Особенно отлично, если мне получается на них ответить. Так, ну вот это 90 минус 26, да, это можете сами сделать. Вот здесь вот просто значение нужно находить, да, то есть вы находите тангенс π на 6, находите синус π на 6, синус π на 4, и все перемножаете. Там получится какое-то число. Я это не хочу делать, можете сами сделать, это просто... Отработка первого урока, можно сказать. Ну, такое можно сделать. Это потяжелее, такое потяжелее задание. Сейчас вот это 2 примера сделаем, пойдем на перерыв 5-минутный. Давайте по-быстренькому. Ну, тут формула приведения, да? P минус какой-то угол, да? Если, значит, не меняется, будет 3 косинуса. Было P, какой-то угол, это здесь будет. Косинус здесь будет отрицательный, поэтому минус 3 косинуса. Π на 2, значит, меняется, будет косинус. Π на 2 плюс какой-то угол, да, это будет 2/4, будет синус положительный. Смотрим вот сюда, не на то, что получится, а на синус. Будет положительный. Снизу 3π, от 2π сразу избавляемся, то есть это будет что? Это будет косинус π плюс b, да. Если π, то не меняется, это будет косинус. P
Добавляем какой-то угол. Здесь значение по косинусу будет отрицательное. Будет минус косинус. Сверху у нас получится минус 2 косинуса b. Снизу будет минус косинус b. Ответ минус 2. Просто отработка формул приведения. Надо было лучше это на дом давать, конечно. А я что, накосячил? А, да, плюс 2. Блин, не надо было говорить, надо было, чтобы вы ошибку заметили. Понятно, почему здесь... понятно, почему здесь плюс 2? Давайте быстренько. Здесь минус 7 мы берем. Это будет... значит... минус π плюс а. Плюс косинус 3π на 2 плюс а, снизу синус p плюс а. Давайте быстренько сделаем. Что здесь было? Было минус π, это было вот здесь вот, да? Значит, не меняется. Во-первых, это будет синус сразу, 2 синуса. И когда мы от минус p идем в плюс, это будет вот сюда, да? Значение у синуса здесь будет отрицательное, будет минус 2 синуса. 3π на 2, значит, меняется на синус. Это будет 3π на 2 вот здесь вот мы идем, добавляем угол. Здесь будет значение по косинусу положительное, значит, плюс. Снизу не меняется, так как π, будет просто синус. π плюс угол, это будет отрицательное значение по синусу, вот здесь вот. Поэтому будет минус синус. Что сверху получится? Получится минус синус, снизу будет минус синус, ответ 1. И мы уходим на 5-минутный перерыв. В 18:24 продолжим урок. Для тех, кто еще здесь. Интересно, чем будем заниматься. Мы сейчас повторим две темы, которые нам понадобятся в тригонометрии. Первая тема это будет метод группировок 7 класса. И также повторим метод подстановки в квадратных уравнениях. Кто проходил биквадратное уравнение, знает, что это такое. Ну, там несложно. Сейчас я объясню все это. А пока отдыхаем.
Поехали. Значит, немножко отвлечемся от тригонометрии, но в то же время, то есть это нам нужно конкретно, вот в задании номер 13 будет, в задании номер 15. Короче, тема очень важная, но нам нужно ее пройти. Это, значит, метод группировок. Тема очень простая, то есть ребятам, которые вот в 11 классе, кто напишет, что я ее не понял, я тому скину 200 рублей на карту. Но я не верю, что вы не поймете ее. Ну, то есть... Это вообще нужно каким-то сверхразумом быть, чтобы не понять. А может, я, кстати, объяснял ее, но я не уверен. Не, я вроде не мог объяснять. Вряд ли. Вот такая тема, метод группировок. Без всякого пояснения сразу просто делаем. Значит, раскидаем. Вот. Так, мне видно, слышно все. Раз, два, три. Звук слышно, видос все видно. Чудесно. Раскидаем похожие числа по скобочкам. Вот здесь троечки будут. Вынесем вот отсюда то, что есть одинаковое. Вынесем x. От первой скобки останется x квадрат, отсюда останется минус 1. Отсюда вынесем общее, троечку. От первого останется x квадрат, от второго останется минус 1. Видите, скобки одинаковые. Это называется общая скобка. Выносим ее, а в другую скобку выписываем все то, что стоит за скобками. Пример сделан. Понятно, что такое метод группировок? То есть вот это объясняет обычно часа 2. Там 2-3. Ну, то есть, давайте еще. Давайте я в ДЗ это дам. Давайте мы 6 сделаем. Похожие числа за скобки закинули. Вынесли общее. Вынесли общее. Ну, одинаковое, да? Здесь ашки есть, тут двоечки. Осталось а плюс b, а плюс b. Одинаковая скобка а плюс b. Выписали ее. А в другую скобку все то, что стоит за скобками. 2 плюса. Понятненько? Что такое метод группировки, вам понятно? Просто мы это будем использовать, то есть нам это часто нужно. Это называется там подтема разложения на множители. Вот. Такой способ вы должны уметь делать. Если вам вдруг непонятно, у меня есть на YouTube видео, посвященное методу группировок. Можете посмотреть. Но, думаю, вот все это можете дома проделать. Это мы не будем сейчас разбирать долго. Следующая тема, идем, которую мы пройдем, это метод подстановки. Метод замещения называется. Замещение. Это обратное действие методу подстановок. Давайте сделаем вот так вот. Вот такой пример. Смотрите. Это очень похоже на квадратное уравнение. Но здесь мешается 4-я и 2-я степень. Поэтому мы x в квадрате заменяем как другую переменную, как y, например. Это называется метод замещения. У нас получится такое уравнение. Y в квадрате минус 5y минус 6. Находим дискриминант. Это будет 1. Находим y первое. Это будет 2,5. А нет, стоп. 5 плюс 1 это 3. И 5 минус 1 это будет 2. Теперь вот эти ответы подставляем вот сюда. У нас получится x в квадрате равен 2, x в квадрате равен 3. Тогда x первое получится плюс корень из 2, x второе получится минус корень из 2, x третье получится корень из 3,
Х четвертое получится минус корень из 3. Вот такие ответы. А кому вот это понятно? Можете плюсики поставить, что вам обе темы, вот метод группировок и метод замещения, понятно? Потому что, ну, это почти в каждом примере будет использоваться, когда мы будем решать тригонометрические уравнения. И это просто такой инструмент для решения уравнений. И вы должны знать его. Супер. Для Немафин, Воробушек, Айдар, вы все понимаете? Прекрасно. Надеюсь, другим тоже понятно, кто там смотрит в записи. Или кто не пишет в комментариях, что мы осуждаем. Вот, ну ладно. Раз все поняли, давайте тогда переходить сразу к примерам. То есть попробуем полноценный пример 13 уже сделать. Уже не просто какую-то часть, а конкретно. Например, вот. Тригонометрические уравнения, разложение на множители. Задание номер 13. Сейчас. Ну вот отличный пример. Так, очень надеюсь, что вам пример хорошо видно, это очень важно. Ну, можно еще чуть побольше в данном случае. Вроде хорошо видно. Значит, сразу же видим, что здесь постоянно понижение степени. Поэтому давайте выпишем в скобочке, да, воспользуемся методом группировки. 2 косинус в кубе х и плюс 2 косинус х. Да, тут двоечки есть. А в другую скобку возьмем минус косинус в квадрате х минус 1. Значит, что у нас общее здесь есть? Здесь есть 2 косинуса х. Останется косинус в квадрате х плюс 1. Отсюда у нас у каждого числа есть минус, поэтому вынесем минус 1 за скобки. Останется косинус в квадрате х плюс 1 равно 0. В первой скобочке, вот у нас общая скобка. Выписываем общую скобку. Косинус в квадрате х плюс 1. Это общая скобка. Тогда что у нас будет во второй скобке? Можете написать, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы вы понимали. Два косинус х минус 1. Чудесно. А теперь мы пользуемся прекрасным правилом из 4 класса. Если один из множителей равен нулю, то и все произведение равно нулю. Значит, вот это приравниваем к нулю. И вот это приравниваем к нулю. Если или то у нас получится 0, то значит нам и то и получится. И то нас устроит. Значит, и давайте решим. Вопрос, можем ли мы решить вот этот пример? Есть у кого-нибудь идеи? Вот розовеньким, давайте не розовеньким, а зеленым я вот обвел. Можем ли мы это решить?
Почему, Айдар, ну или кто-нибудь другой, ответьте, почему мы не можем это решить? Ну, потому что если число в квадрате и плюс 1, оно никак не может 0 дать, да? Положительное число плюс 1 никак не может. Ну, можем это легко проверить. Просто плюс 1 перекинуть вправо. Получится косинус в квадрате х равен минус 1. А такого быть не может. Поэтому... Ну, я понял, что ты знаешь. Значит, поэтому х не имеет... нет решения. Ну, если тут был бы минус 1, мы бы перекинули минус 1, кинули бы под корень и решали бы вот как обычное уравнение. Но давайте вот это решим тогда. Что у нас будет? Минус 1 кидаем направо, делим на 2. Получится 2 косинус х равно единице. Делим на 2. Будет косинус х равен 1 вторая. И вспоминаем наш вот конец прошлого урока. Давайте даже вверх отмотаю. Сейчас. Так, это мы сегодня делали. Вот у нас. Вот, решение вида косинус х равно а. Вот вспоминаем, как мы вот здесь вот делали. Вот эта формула нам будет понадобиться здесь. У нас получится х равно плюс-минус арк косинус вот этого значения 1/2 плюс 2πn, где n принадлежит z. Значит, я напомню, что 2πn это целый, вот 2π это целый круг, а n это количество раз, количество целых оборотов, количество оборотов окружности. Потому что, ну, они будут останавливаться в этой же точке. Вот. И n принадлежит z, n это вот эта буковка, и она принадлежит целым числам. То есть она может быть минус 1, минус 2, минус 3, либо 1, 2, 3. Вот. А аркосинус это мы просто из всех косинусов рассматриваем только те, что находятся в первой и второй четверти. Находим, чему равен аркосинус 1/2. Рисуем окружность, проводим косинус. 1/2 будет вот тут вот. И нам нужно только то, что из первой и второй четверти. Это π натрия. Так, что за сообщение? Плюс-минус π натрия. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Ну все. Вот ответ. Давайте мы отмотаем. Посмотрим, видно ли вам всякие мелочи. Да, видно, все отлично. Оп, вот так вот. Это можно так перенести. Если у вас какие-то вопросики, потому что, ну, вот это уже самое стандартное задание номер 13. То есть это вторая часть, это уже... Ну, сложное задание считается. Поэтому лучше задайте вопрос. Тут много используется чего? Метод группировки, разложение на множители. Вот здесь мы разложили. Решение тригонометрических уравнений, аркосинусы. Тут много всего. Это вторая часть, да. Это задание номер 13. Так, ладно, это вторая часть, да. И поехали дальше еще, давайте тогда. Если вопросов нету. Давайте чуть посложнее.
За это задание уже дается 2 балла. Кстати, ну я, по-моему, показывал уже. Но я еще раз покажу. Я на первом уроке, по-моему, это показывал. Сейчас. Может, кто пропустил. Вот. Вот про все задания вообще. В ЕГЭ. Вот можете скрин сделать. Посмотреть, ну, глобально, что, сколько баллов, что как переводится, какое задание что. Вот здесь все есть. Вот мы сейчас проходим вот это задание, номер 13. Потом мы будем задание номер 15 проходить, потом 17, потом 19. Вот. Зафиксируем их и потом вот перейдем в геометрию. Это будет 3, 6, 8 и 14. И мы должны вот выйти вот сюда. Вот в это поле. Ладно. Немножко отвлекся. Поехали. Давайте также выносим за скобочки. Похоже, да, что у нас? Ну, во-первых, здесь синус 2х. Нужно это разложить. Да, мы это никак не сможем разложить. Поэтому давайте разложим это по какой формуле. Давайте воспользуемся нашей табличкой. По какой нам проще будет. Ну, давайте по первой, да? У нас, в принципе, других нету, да, что я фигню несу. Раскладываем по двойному углу. Что у нас получится? Первое. Это будет 2 синус х умножить на косинус х минус 2 корень из 3 косинус в квадрате х минус 4 синус х плюс 4 корня из 3 косинус х равно 0. В первую скобочку давайте запишем 2 синус х косинус х и минус 4 синус х. Во вторую скобочку запишем минус 2 корня из 3, не забываем про знаки, косинус в квадрате х плюс 4 корня из 3 косинус х. Из первой скобки что можем общее вынести? У нас есть двоечка, у нас есть синус, двоечка. От первого останется косинус х, от второго останется минус 2. Отсюда можно вынести... Смотрите, если мы вынесем 2 корня из 3, ну, во-первых, косинус, да, и 2 корня из 3, и здесь 2 корня из 3. Но если мы вынесем, тут знаки будут противоположные. Поэтому сразу вынесем минус 2 корня из 3 косинус. То есть вот это вынесли, остался косинус х, да, минус ушел. И здесь мы минус вынесли, поэтому будет минус. Да, был плюс, минус вынесли, значит будет минус. Будет 2, просто 2, это мы вынесли. Это мы вынесли, а здесь осталась только двоечка. Пользуемся методом группировки. Вот у нас общая скобка. А все остальное закидываем во вторую скобку. Равно 0. Так. Смотрите, вот тут нужно внимательно послушать. Смотрите, у нас отсюда выйдет косинус х минус 2 равен 0. Да? Если один из множителей равен 0, то все произведение равно 0. Давайте минус 2 перекинем, и вот так получится у нас. Косинус х равно 2. А можем ли мы это решить?
или нет? Давайте, пока вы пишете, я вот это выпишу. Ну, можно вот так прям сразу сделать. Равно нулю. Нет, нет. Кто-нибудь знает, почему вообще нельзя? Поделим сразу на 2, все. Больше 1 и меньше 1 не может быть. Да, потому что у нас в окружности косинус, вернее, вот косинус, он вот такой. И у него значение отсюда до сюда. То есть все, что находится за окружностью, у нее не работает. Радиус равен единице. Но смотри, а вот у котангенса и тангенса может быть? У котангенса и тангенса. Может быть, например, 2, 3. Да, у котангенса и тангенса может быть, потому что они как касательные к окружности. То есть у них на самом деле всего одна точка пересечения. Она вот тут вот и вот тут вот. Они находятся за окружностью, поэтому у них могут быть какие угодно. Да. Типа того, типа бесконечно. Поэтому у них могут быть любые значения. Только у них не может быть... Давайте, кстати, затронем эту тему. Смотрите, у них не может быть какого значения? Вот, например, вот котангенс, да? У него не может быть значение равно нулю. То есть котангенс нуля у него не может быть. Почему? Потому что мы из центра должны будет провести сюда линию и опустить на котангенс. А эта линия будет параллельно котангенсу. И мы никак не можем эту точку опустить, поэтому котангенс нуля нет решения. Вот. И то же самое, да, по аналогии. По аналогии у тангенса это π на 2. Это вот здесь вот π на 2, да. Если мы вот сюда проведем, вот, у него тоже не будет иметь решения. Это единственные точки, которые, не имеют смысла. Все остальное, котангенс и тангенс подходит. Вот. В нашем примере это не имеет смысла, просто я решил рассказать, раз мы это затронули. Так, поделили на 2. Здесь что будет? Синус х минус корень из 3 косинус х. Так, у нас синус и косинус. Значит, что делаем? Давайте поделим на косинус и сделаем тангенсы. Получится синус х делить на косинус х минус корень из 3 косинус х на косинус х равен нулю. Здесь будет просто единица, здесь будет тангенс. Тангенс х равен корень из 3. Решаем. Я, кстати, говорил про решение уравнений тангенс х равно а, нет? Напомните, пожалуйста. Тангенс х равно а я объяснял, как они делаются? Или давал формулу хотя бы. По-моему, я давал. По-моему, давал. Или не давал. Походу не давал, да? Ну хорошо, давайте я дам еще раз, если не давал. Там все очень просто, она очень простая. Значит, можете записать. Решение вида котангенс х равно а. Значит, здесь будет х равно арктангенс а плюс пк. Ну, pn, да? И здесь будет х равно арк котангенс а плюс pn.
Понятно? Ну, то есть супер все просто. То есть ведь тангенс и котангенс это на самом деле намного проще, чем, например, тоже синус сделать. Тут все очень просто. Так, запишите это, и мы продолжаем. Так, ну, вам только тангенс нужно видеть, поэтому вот так вот оставлю. Да, и пишем сразу x равно арктангенс. Так, я не объяснял, наверное, что такое арктангенс. Давайте объясню. Тоже тема очень простая. Давайте прямо вот тут вот. Она вообще все по аналогии делается. Тут очень все по аналогии. Значит, окружность, да? И вот у нас идет тангенс. Да? И давайте синус проведу для понимания. Вот, допустим, есть значение... Короче, мы рассматриваем только в первой и четвертой четверти. Окей, значения. То есть вот тут вот, которые будут отражаться, да, например, там 2 π на 3, да, она будет, вот это значение, она будет дублироваться сюда, да, то есть две точки есть, вот здесь и вот здесь вот, и все это будет там минус 1, например, да, то мы рассматриваем только первую и четвертую четверть. И в котангенсе то же самое, да, как у косинуса. Мы рассмотрим только первую и вторую четверть. Можно вот специально проводить косинус. Вот. Только первая и вторая четверть. Это у котангенса. А это у тангенса. Понятно? У тангенса как у синуса, у котангенса как у косинуса арки. Тут все абсолютно то же самое. Давайте вот немножко поясню, потому что я тангенс мало говорил. Давайте вот такой вещи поговорим. Потому что я потом забью на это, и лучше сейчас я расскажу. Значит, смотрите. Допустим, проводим вот тангенс, да? Я просто объяснял тангенс через отношения, и поэтому про сам тангенс я не рассказывал. Допустим, у него здесь значение корень из 3. Там тут 1, тут корень из 3 натрия. Да, я вспомнил, почему я не объяснял, потому что я через отношения объяснял. И, то есть я, например, говорю, тангенс π на 4, да? То есть что вы делаете? Из центра проводите π на 4, потом идете сюда, да? То есть обычно мы через сетку делали, но вот так вот. Но в то же время, если я, например, скажу тангенс 5π на 4, да? Мы вот из центра ведем вот сюда, а тут значения нету, тут нет тангенса. И оно у нас отражается, идет вот в эту точку. Поэтому и это значение будет единица, и вот это. Давайте еще покажу пример. Например, тангенс 5π на 6, да? Он где-то вот тут вот будет, да? И он отразится вот сюда. И это значение будет минус корень из 3 натрия. Как и тангенс 11π на 6 или минус π на 6. Он тоже будет в этой точке, это тоже будет минус корень из 3 натрия. То есть они отскакивают, если вы видите, где тангенса нет, он просто отскакивает как пружина. Понятно? Более детально, вот если вы хотите вот разобраться в том, как вот работает вот это тангенс-котангенс, у меня есть специальное видео по тангенсу и котангенсу на YouTube, можете глянуть. По-моему, урок номер 3, тригонометрия 10 класса. Ну, в принципе, буквально это знать не нужно. Главное, что вы знаете, вот от первая, вторая четверть у котангенса, первая, четвертая у тангенса. Короче, тангенс корень из 3 находим, что тут будет? X равно арктангенс корень из 3, да? Находим арктангенс корень из 3, это что будет? Так, корень из 3. Это что, π натрия? Да. Плюс πn. Это будет просто π натрия плюс πn. Вот и все. То есть это верхняя точка у тангенса, вот он вот так вот идет. Вот здесь вот у него нолик,
Вот здесь вот у него минус 1, здесь у него единица, здесь корень из 3. Здесь минус корень из 3. Вот это верхняя, да, это будет вот тут вот. Значение π натрия. У нас получился вот такой ответ. И это на самом деле не концовка, там еще будет пункт Б, но мы чуть попозже будем проходить его уже не на этом уроке. И давайте мы сделаем еще один примерчик и на сегодня закончим. Вот давайте такое. Выглядит интересно. Число зрителей 8. Сегодня прям все собрались в понедельник работать. Вот такой примерчик. И давайте мы косинус представим через основное тригонометрическое тождество. Да? Я покажу, как это еще раз делается. Например, синус в квадрате x плюс косинус в квадрате x равно единице. Давайте синус перекинем. Получится косинус в квадрате x равен единице минус синус в квадрате x. И давайте мы вот это заменим на вот это. У нас получится корень из 2 синус в кубе x минус корень из 2 синус x плюс 1 минус синус в квадрате x. Заменили. Равно нулю. Что-то я потерял. Вот этот минусик здесь был. Нормально. Так. Минус, плюс, минус. Все четко. Выносим общее. Давайте вот это в одну скобочку. Опа. А это в другую скобочку. Здесь можем вынести корень из 2 синус. Останется синус в квадрате x. Здесь будет минус 1. И давайте вот здесь вынесем минус 1, чтобы у нас знаки были наоборот. Потому что, видите, тут 1 минус синус, а здесь синус минус 1. Вынесем минус 1 и поменяем знаки в скобочках. Получится синус в квадрате x минус 1. Метод группировки. А во вторую скобку все то, что стоит за ними. И у нас получится два уравнения. Синус в квадрате x минус 1 равен нулю. Во втором случае корень из 2 синус x минус 1 равен нулю. Только в квадрате, да? Нет, просто синус. Так, ну давайте по очереди решать, что здесь будет. Единичку перекидываем, будет синус в квадрате x равен единице. Кидаем под корень, будет синус x равен плюс-минус единица. Так, сейчас потом гляну. Здесь будет минус 1 перекидываем. Будет 1. Делим на корень из 2. Будет синус x равен 1 делить на корень из 2. Домножим на корень из 2. Получим синус x равен корень из 2 на
на корень из 4 получится корень из 2 на 2. Получится синус х равен корень из 2 на 2. Вот так вот. Осталось решить два уравнения. Так, в первом случае что у нас будет? Значит, синус х равен единице, синус х равен минус единице. Это одно и то же значение будет на самом деле, потому что... нет, не одно и то же, это будет два значения. Одно будет здесь, одно будет здесь. Давайте тогда по отдельности рассмотрим, да? То есть рассмотрим это как два уравнения. Синус х равен единице, и синус х равен минус единице. И третье будет синус х равен корень из 2 на 2. В первом случае. Так, x1. Там всего один ответ будет. Что у нас? Сверху у нас это π на 2. π на 2 плюс πn, где n принадлежит z. Я бы мог еще написать, типа, вот как по формуле писать, да, π минус π на 2 плюс πn, но это то же самое значение будет, да, то, что π минус π на 2, это и есть π на 2. Поэтому я писать это не буду в этом случае, потому что у единички всего одна точка. Ну, вы можете написать это, то есть в теории, это не будет ошибкой, но мне лень это писать, и это не нужно писать. Значит, второй случай, это минус единичка по синусу, это будет минус π на 2. Там тоже будет одно значение, можно написать еще π минус π на 2, это будет, ну да, это будет π на 2, но это будет тоже самая точка, поэтому... Только там плюс 2 пн. Да. Вот так вот. Да, иначе получится другая точка. Да, плюс 2 пн, прошу прощения. И здесь, вот здесь уже будет два значения. x3 будет аркосинус корень из 3 на 2. Давайте запишем здесь. Арксинус корень из 2 на 2. Плюс 2 pn, где n принадлежит z. X... Что здесь будет? x4 будет π минус арксинус корень из 2 на 2 плюс 2π, где n принадлежит z. Так, x3 будет равно корень из 2 на 2. Это что у нас? Это π на 4 плюс 2π, где n принадлежит z. А x4 это будет π минус π на 4, это будет 3π на 4 плюс 2π, где n принадлежит z. Итого у нас получилось 4 ответа. Значит, ответ номер 1, ответ номер 2, ответ номер 3 и ответ номер 4. И все это будет наш ответ. В идеале, конечно, вот так вот писать. Что происходит? Я жму Ctrl-C. О, все. Так, вон. Здесь. И вот так вот. Вот это будет ответ. И на этом урок мы закончили сегодня, ребят. Значит, что мы прошли сегодня? Мы прошли формулу двойного угла, мы прошли основное тригонометрическое тождество, мы повторили формулы приведения, мы прошли арктангенс, аркотангенс, мы прошли решение уравнений вида тангенса, решение вида уравнений котангенса. Мы прошли сегодня метод группировки, мы сегодня прошли метод замещения. Все эти темы мы использовали, все эти темы мы применили, все эти темы мы записали. Поэтому считаю, что много сегодня прошли за этот урок. И
следующий урок, я уже думаю, мы посвятим тому, что будем уже работать над всеми этими вещами, нарабатывать их, отрабатывать, понимать какие-то хитрые случаи и уже разбирать конкретно 13-е задание. То есть, по сути, мы прошли тригонометрию. Я вас поздравляю. Осталось... Давайте. Значит, первый пример. Косинус 2х раскладываем. Это что у нас будет? Давайте по какой формуле разложим. Вот сначала вот это решим. Если π на 2 мы прибавляем, то это сразу будет косинус. Если к π на 2 добавить что-то, это будет вторая четверть, по синусу у нас будет плюс. Это будет плюс косинус. Поэтому давайте разложим это как 2 косинуса в квадрате х минус 1. И все это равно плюс косинус. Перекинем косинус. Получится 2 косинуса в квадрате х минус косинус х минус 1 равно 0. Сделаем метод замены, как мы делали на прошлом уроке. Давайте косинус х представим как какую-нибудь букву. Например, y. У нас получится такой пример. Получится 2y в квадрате минус y минус 1 равно 0. Дискриминант будет равен 9. y1 равно 1. y2 будет равно минус 2 на 4, минус 1 вторая. Вот эти два значения подставляем вот сюда. Отсюда у нас выйдет косинус х равен 1, косинус х равен минус 1 вторая. Осталось решить два примера. Х равно... Что у нас? Плюс-минус аркосинус единицы плюс 2πn, где n принадлежит z. Здесь у нас х равно плюс-минус аркосинус минус 1 второй плюс 2πn, где n принадлежит z. Здесь что? Аркосинус единицы давайте найдем. Проводим косинус. Единичка у нас вот тут вот. Это значение 0 будет. Плюс-минус 0 плюс 2πn. х1 равно 2πn просто. Где n принадлежит z. Так, во втором случае у нас минус 1 вторая. Проведем косинус. Вот здесь у нас 0, вот здесь у нас минус 1 вторая. Мы выбираем только первую, вторую четверть. Это будет 2π на 3, если не ошибаюсь. Плюс-минус 2π на 3. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Вот мы и сделали пункт А. Ребят, напишите, пожалуйста, понятно вам было, есть какие-то вопросы, то есть как мы что заменили, потому что пример, является самым стандартным, то есть, таких, там, процентов 70 заданий вообще ничего не понял. Серьезно? А на каком моменте? Давай мы разберем, хорошо. Так, сейчас. Просто когда до этого молчали, просто, возможно, я что-то объяснял, и вы на тот момент не поняли, и мы как бы пошли уже дальше. Сейчас. Сейчас я пронумерую все. Значит, первое. Первое. Значит, на трансу на 4 минуты опоздал. Хорошо. Значит, вот у нас пример. Вот он. Вот это мы раскрыли по косинусу двойного угла. Формула двойного угла. Я на прошлом занятии просил записать ее. Или на позапрошлом. Дальше. Вот это раскрыли по формуле проведения. Как ее делать? Это у вас было, во-первых, домашнее задание. Во-вторых, мы это отрабатывали 2 урока. После этого перекинули все в одну сторону. У нас получился вот такой пример. То есть вот. Первое. Второе.
Пункт третий. Мы, чтобы сделать квадратное уравнение, сделали метод замены. Мы проходили это на прошлом уроке. Метод замещения назывался он. Задание номер 4. Вот. У нас получилось квадратное уравнение. Мы решили квадратное уравнение. Как это? Ну, то есть тут, надеюсь, все понятно. После этого мы вот эти значения, которые у нас получились, подставили вместо y. У нас получился пункт 5. Вот. И вот. Получилось два уравнения. Но что жесть? В каком пункте непонятно, что я сделал? Тебе непонятно, что такое формула приведения. Давай, окей, я только один пример уберу, потому что, походу, мы быстро не стартанем. Ты был на прошлых уроках? Ты делал ДЗ? То есть, что такое, значит, еще раз. Вот какие мы тут моменты использовали? Значит, формула приведения. Метод замещения. Квадратное уравнение. И решение. Значит, формула двойного угла. Формула двойного угла. И решение уравнений вида косинус х равно а. Я больше не могу сделать. Вот текст. Мы вот сегодня эту тему закончили, так что мне норм. Сегодня где? В школе? Это очень странно. Так что мы это как бы так быстрица проходим, как будто мы в 10 классе. Ну окей. Степанович, еще раз, вот поясни, что непонятно, потому что я уверен, что то есть кто-то сидит и кому-то тоже непонятно, но он просто молчит. Поэтому лучше я объясню. Леня Маффин, специально для тебя, вот ты можешь наперед делать, я вот примерчики сделаю, я тут пока ребятам объясню. Вот. Можешь поделать, сделаешь сам, потом я сделаю, посмотришь, верно у тебя или нет. Если неверно, то увидишь, где ошибки. Давай. Остальным ребятам, которые вот тоже сидят, смотрят, поясните, вам остальное понятно или нет? Потому что, пример, я говорю еще раз, пример сам по себе тяжелый. То есть мы тут много тем используем. И если вам на каком-то этапе непонятно, например, на первом, вот скажите, вам непонятно, как мы разложили, например, косинус 2х, да? Или как вы представили вот это по формуле приведения? Более-менее, окей. Еще раз, значит, разложили по формуле двойного угла. Можете посмотреть ее там, либо в интернете, либо вот в тетрадке, она у вас должна быть. Дальше, вот это по формуле приведения, да, раз π на 2, то меняется на косинус, а если, вот, да, если вторая четверть, то будет синус положительный, поэтому плюс. Я думал, я накосячил здесь, и чуть не, да, все нормально. Перекинули влево, вот, из этого сделали квадратное уравнение при помощи метода замещения. Получилось квадратное уравнение, решили квадратное уравнение, подставили под пункт 3, получились вот таких два примера. Просто решили их. Степановев, все еще жду тебя. Либо давай я следующее объясню, а мы к этому вернемся, если ты записал уже. Либо сделай скриншот, например. И когда поймешь, что у тебя неправильно, мы к этому вернемся. Чтобы просто не ждать очень долго. Записал. Так, ну вот в каких моментах тебе непонятно? Давай, вот пункт 1 тебе понятен? По очереди прям иди. То есть вот как мы использовали формулу двойного угла. Я еще раз могу ее скинуть, хорошо, пока все равно думаешь.
Первый потерянный. Второй. Во втором пункте мы ничего не делали, мы просто мы перекинули влево. Вот, я взял это и перекинул влево. Второй понятен? Как уравнение детское. Ну, третье непонятно, да? Но посмотри метод замещения. На прошлом уроке мы проходили. Я просто косинус x записал под другую букву. Вот вместо, например, айфона я буду писать x. Значит, у меня там x, давай x в квадрате. Там, ну, я просто записал например, там, слово бутылка под слово x. Это метод замещения. Третий, да. Ну так какой непонятен? Четвертый. Как квадратные уравнения решаются? Ну, я думаю, четвертый пункт точно понятен. Это самый простой пункт здесь. Ладно, первый не понимать. Я пока что выложу формулу приведения. Вот, формула двойного угла. Вот, это по первому. Пятый непонятен. Посмотри, в каком это уроке, пацаны, было, когда мы решали уравнение вида косинус x равно а. И тебе нужно, по-моему, второй урок посмотреть. По-моему, второй урок посмотри. Ну, то есть там вот прямо сейчас быстренько перейти, посмотреть, как решается вот такой пример. И что такое арксинус, аркосинус. Ну, я могу еще раз повторить. Окей. Значит, мне, в принципе, не сложно. Уравнение вида косинус x равно а. То есть, как решаются такие уравнения. Мы пишем, что x равно плюс-минус аркосинус буква А. Ну, так вот понятно. Ну, а как ты будешь, как ты первый и потом третий смотрел? Они же последовательно идут, типа, сначала ты первый идешь, потом второй, потом третий. Это как смотреть Гарри Поттера первого, а потом третью часть, и такой, а что там, Дамблдор умер, что ли, типа? Ну, короче, ну вот в чем ошибка. Значит, аркосинус плюс 2π n, что n принадлежит z. Почему это так, я объяснять уже не буду, я объяснял это на уроке, это долго. Грубо говоря, это количество кругов. n это просто целое число, z это целое число. Вот сюда поставляешь буковку а и находишь аркосинус. Аркосинус, что это такое? Это мы рисуем окружность, и вот, например, есть значение там 1/2 на косинусе. У нее есть две значения, вот тут и вот тут на окружности. Мы берем только то, что на первой, второй координатной четверти. Под b попозже чуть-чуть. Может быть, мы сейчас все а проделаем, а потом будем b делать. Сначала пока что ашки. Я сегодня начал пересматривать Гарри Поттера. Тоже. Я перед сном включаю обычно. Короче, вот еще раз. Формула косинус x равно а. Говорю, прямо сейчас можешь идти смотреть пока что, потому что дальше ты не поймешь, просто что мы будем делать. Так, а мы продолжаем, потому что мы уже потратили 17 минут. Ужас. Все. Поехали. Хватит болтать. Метод замещения, вот прошлый урок. Поехали. Давайте выпишем. Давай. Ну просто пролистай, типа, вот именно момент, где я разбирал косинус x равно а, и минут через 15 возвращайся прям сюда. Мы, в принципе, тем же самым будем заниматься. Так, вот такой пример. Давайте метод замещения, да, потому что четвертая, вторая степень, мы не можем квадратное уравнение решать, поэтому делаем метод замены. Представим как, ну, например, давайте z. Да? Что получится? 4z квадрат минус 4z плюс 1. Дискриминант равен нулю, да? z1 равно чему? 4/8, да? 1/2. Берем вот это, подставляем сюда. Получится косинус в квадрате x равен 1/2. Ага, тогда косинус x равен плюс-минус 1/4. Так, а вот тут немножко уже придется теории подкрупить. Это уже все записывайте, тут уже все слушайте.
Сейчас я проверю, что я ошибку не допустил на всякий случай. Не, это нормально, просто... Или нет? Не-не-не, я тупой просто. Я просто тупой, там же под корень надо закинуть. Не-не-не, все нормально. Не, я просто думал через аркосинус сделать. Нет, просто под корень, если закинем, да? Это будет косинус x равно плюс-минус корень из 1 делить на корень из 2. Это получится косинус x плюс-минус 1 делить на корень из 2. Это получится косинус x равно плюс-минус домножим на корень из 2. Получим корень из 2 делить на 4, то есть на 2. На корень 4, то есть на 2. Вот. Так, давайте сделаем вот так. Чтобы 3 строчки не писать. Вот так вот. Что у нас получится из этого? У нас получится два уравнения. В первом случае косинус x равно плюс корень из 2 на 2. Во втором получится косинус x равен минус корень из 2 на 2. Решаем тригонометрические, ну то есть примеры вида косинус x равно а. В первом получится плюс-минус аркосинус вот этого значения. Так, я сейчас все скопирую, потому что мне впадло это будет переписывать несколько раз. Pn, где n принадлежит z. Давайте мы вот тут скопируем. Так, сейчас я посмотрю, вам видно все, вот если так настолько мелко. Ну, нормально, нормально вроде. Я потом приближу. Хотя можно вот, ну, чуть-чуть не хватает. Вот, ну, вот так вот, нормально, ладно. Здесь что получится? Аркосинус корня из 2 на 2 давайте найдем. Нарисуем окружность, проведем косинус. Здесь у нас нолик, здесь единичка. Значит, корень из 2 на 2 будет вот здесь вот. Это π на 4. Давайте минус корень из 2 на 2 найдем. Вот здесь вот сразу. Это будет вот тут вот. Мы берем только первой второй четверти. Это у нас что будет? Это 3π на 4. Все. Вот пункт А. А как делать пункт Б? Я думаю, либо мы в конце урока будем делать, либо вот прям к этим же заданиям, либо на следующем уроке. Есть вопросики какие-то по вот этому заданию? Как бы что все влазило так, а? Ну, вроде прям сейчас вот прям так, прям все идеально, как в Майнкрафте прям все собрал. Давайте поясним, что мы делали. Ну, то есть, просто постарайтесь в этом какую-то сложность не видеть. Постарайтесь разобраться в каждом пункте. Первое. У нас дано так называемое биквадратное уравнение. Значит, что это такое вот по-русски? Это уравнение с сложными степенями. Да? То есть, его всегда можно сделать в квадратное уравнение. Просто, ну, вторую степень прячете, грубо говоря. Вот как я это сделал. И получилось самое обычное детское квадратное уравнение из 8 класса. Мы его прорешиваем, находим ответ. И обратно подставляем вот сюда, когда мы узнали, чему равен z. Вот. У нас получилось вот это. Из этого вышло, что косинус x равен плюс-минус корень из 2. Надеюсь, понятно, почему плюс-минус, потому что если x в квадрате равен 4, да, то x равен плюс-минус 2.
Это так я пояснить, почему плюс-минус, и почему мы решаем два примера, а не один. Потому что это два разных числа. Вот. Чтобы избавиться от квадрата, мы кинули в корень. Вот. Корень из единички это 1. Корень из 2 не находится. Чтобы избавиться из-под корня, мы домножаем на этот же корень. Получится корень из 2 делить на корень из 4. Это будет плюс-минус корень из 2 на 2. И потом решаем два уравнения. Такое и такое. Вопросики есть? Надеюсь, нету. И мы продолжаем дальше. Давайте запишем следующий пример. Он выглядит тяжелее. Я ставлю его здесь, если вдруг кто там придет, вдруг кому непонятно будет, чтобы мы это успели разобрать. Плюс вы можете сами сюда заходить, я могу ссылочку кинуть, смотреть, там что-то двигать. Записываем сверху пример. Выглядит он сложно. Давайте сразу я формулы двойного угла возьму, чтобы нам пользоваться ими. Так, и давайте какой-нибудь формулы воспользуемся. На самом деле можно любой, просто какой-то проще будет. Ну, смотрите, если мы возьмем вот эту, у нас просто синус пропадет. Видите? То есть, ну, это очень удобно будет. Согласны? Поэтому давайте так и сделаем. Давайте вот это заменим на вот эту формулу, на первую. Получится. То есть мы вот это заменяем как косинус в квадрате а минус синус в квадрате, ну то есть не а, прошу прощения, а х. Да? Х плюс синус в квадрате х равно 0,5 заменим как 1/2. Это то же самое. Бам. 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 Остается косинус в квадрате х равно 1/2, что мы уже решали. И, если честно, я не очень хочу это второй раз решать. Ну, я могу скопировать это просто. А потом, кто будет в записи смотреть, такие: о, мы так быстро сделали этот пример. Так. Вот тут такие же абсолютно значения получатся. Как это делать, понятно, ребят? Так, посмотрю лицом, я с вами ничего не закрываю. Нет, ничего не закрываю. То есть 13 номер, он очень простой. А главное, вот некоторые вещи понимать. Как формула приведения, двойной угол, там, метод группировки, там, базовые квадратные уравнения и решение вот таких, там, косинус х равно а, синус х равно а. Все. Больше ничего делать не надо. Ну, пункт Б еще, но он простой. То есть его один раз понять, вот прям за 5 минут и все. Есть, правда, сложные, некоторые учителя сложно объясняют их. Там их можно разными способами делать. Я вам объясню самый простой, самый четенький, вообще пушка, прям 100% способ, супер легкий. Чуть попозже о нем поговорим. А пока что едем дальше. Так. Давайте запишем следующий пример. Косинус 2х минус 3 косинуса х плюс 2. Давайте я вам вопрос задам. Какой формулой мы воспользуемся вот здесь вот? Какой вы хотите? Это, знаете, как сериал, в котором ты принимаешь участие. Вот мы с вами так же будем. Вот какой нам проще будет формулой воспользоваться? Или какой вы хотите? То есть есть 3. Можем воспользоваться любой. Есть, конечно, варианты попроще.
Косинус 2х минус 1. Ну, кто первый написал, тот и будем делать. 2х минус 1. Хорошо. Так, давай. Заменим это на 2 косинуса в квадрате. Только не x, не а x. Да, минус 3 косинуса x плюс 2 равно 0. Сразу видим число в квадрате, то есть неизвестное в квадрате, неизвестное плюс 2. Это квадратное уравнение. Делаем метод замены. Заменим буковкой p. Получится квадратное уравнение. 2p квадрат минус 3p плюс 2. Дискриминант. 9 минус 16. Я минус 2 потерял? Да, я минус 2 потерял. Минус 1, вернее. Вот здесь вот, когда 2х заменил. Теперь делаю еще раз метод замены. Косинус х равно p. Получится 2p квадрат минус 3p плюс 1 равно 0. Дискриминант будет 1, 9 минус 8. p первое получится 3 плюс 1 делить на 4, это будет 1. p второе равно 3 минус 1 делить на 4 будет 1 вторая. Подставляем. Сейчас. Покрасивее оформить хочу. Опа. Подставляем вот сюда. У нас получится, что косинус х равно 1 вторая. И косинус х равен единице. И осталось решить эти два примера. Вот так вот. В первом случае косинус х равно единице. Давайте прорешаем, что это будет. Х равно плюс-минус аркосинус единицы плюс 2πn, где n принадлежит... Одни косинусы сегодня, кстати. Я не выбирал, если честно, специально, так чуть ни одного синуса нету. Давайте мы сделаем вот так, чтобы я это не переписывал тысячный раз. Единичка. Получится аркосинус единицы это 0. Плюс 2πn просто будет 2πn, где n принадлежит z. Во втором случае это первый ответ. Во втором случае косинус х равен 1 вторая. Так, сейчас посмотреть, чтобы башкой своей не загораживать. Отлично. Косинус х равно 1 вторая. Х равно плюс-минус аркосинус 1 второй плюс 2πn, где n принадлежит z. Х равно, давайте нарисуем окружность, проведем косинус и посмотрим, где у нас 1 вторая. 1 вторая это самое первое здесь значение. Это будет π натрия. Вот π натрия, 2 π натрия, 3 π натрия. Плюс-минус π натрия. То есть это по сути то же самое, что косинус 1 второй. Только мы рассматриваем первую вторую четверть. Это и есть приставка arc. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Вот такие два ответа. Всем все понятно? То есть пример ничем не отличался от прошлых. Типа метод замещения, квадратное уравнение. Подставляем в метод замещения, решаем два уравнения. Ответ. Вот и все. Едем дальше. Так. Это мы четвертое сделали уже, да? Да, давайте тогда еще добавим. Давайте по одному буду, чтобы...
Блин, а можно с синусом? Хочу с синусом поделать. Косинус. Вот давайте с синусом. Так, стоп. Вот это, да? Такой примерчик, вам видно? Да, вроде видно. Значит, что делаем сразу? Двойной угол давайте разложим. Я еще раз сюда притащу формулы. Для вашего спокойствия. И давайте вот этой воспользуемся опять. Подождите, у нас опять пропадет синус. Я это точно только что не делал. Так, а как можно сделать так, чтобы синус остался? Вот это, давайте вот это сделаем, чтобы синус остался. Окей? Вот этой. То есть, если мы так воспользуемся, то опять косинус будет, да? Мы, конечно, можем постоянно через косинус сделать, но давайте, это же разные примеры бывают. Давайте вот первую формулу воспользуемся. Не, вру, второй. Что это будет? 1 минус 2 синус в квадрате. Это мы косинус 2х представили. Плюс синус в квадрате х равно 3 четвертых. 0,75 записали как 3 четвертых. Надеюсь, это вы умеете делать. То что 3 поделить на 4 будет 0,75. Можете, ну, окей. 75 сотых вы так можете представить и до конца сокращать. Будет 3 четвертых, если вот объяснить, как это делать. Потому что в тригонометрии всегда лучше все представлять в обычных дробях. Это просто запомните. То есть мы, когда будем проходить экономические задачки, там суть в том, что будут очень большие числа. Например, там будет типа... Ну, смотрите, например, будет 1 целая, вот хороший пример, 125 тысячных в пятой, например, в четвертой степени. Вот кто-нибудь может это возвести? Ну, в любом случае, если вы и можете, у вас это потребуется минут 15, да? Потому что это нужно четырехзначное число умножать на четырехзначное, оно станет семизначным, там, грубо говоря, или там семизначным. 1000 на 1000, да, семизначным. Потом еще на четырехзначном, оно станет десятизначным. И вам в конце десятизначное число придется на четырехзначное умножать. И вот, ну, просто нереально огромное число получится. Как делается в математике хитро, вот, если вы знаете, что такое 1/8, то это 0,125. Поэтому вот это можно записать как 9 восьмых, и получится 9 в четвертой, 8 в четвертой. Это уже намного проще найти. Это 81 в квадрате и 64 в квадрате. Ну, согласитесь, намного проще считать вот это, чем десятизначное число умножать на четырехзначное. Поэтому можете запомнить, когда вы работаете с тяжелыми числами, дробными, не целыми, да, намного проще работать с обычными дробями, чем с десятичными. Это мы будем хорошо проходить, когда мы будем проходить экономические задачки. Вот. Ну, это так, немножко отвлечение, короче. Может, запомните. Так, что? Тут сократится с этим. Получится единичку мы кинем вправо. Да? Давайте синус кинем вправо, а вот это кинем сюда. То есть справа будет синус в квадрате х, а справа будет 1 минус 3 четвертых, это будет 1 четвертая. Кидаем под корень, да? Что это будет? 1/2, правильно? Это будет плюс-минус 1/2 равно синус х. И осталось посчитать два уравнения. В первом случае синус х равен 1/2. Во втором случае синус х равен минус 1/2. Так, давайте я... Ой. Ладно, придется писать. Ладно, пишем. Арк синус 1/2 плюс пика
Pn, где n принадлежит z. Давайте скопируем. И поменьше сделаем. Так, вот здесь будет π минус это значение. Здесь будет арксинус минус 1/2. Минус 1/2 это x3. И x4 будет π минус арксинус минус 1/2. Давайте найдем, что это за значение. Так, я своим лицом не заграждаю, ничего. Нет. Нарисуем окружность, да, поймем, что это за значение. Проведем синус. 1/2 это у нас самое первое значение на синусе. Мы рассматриваем только первую и четвертую четверть. Это у нас будет π на 6. То есть здесь вот π на 6 и здесь π на 6. Давайте сразу минус 1/2 найдем, да. Минус 1/2 вот здесь, минус 2 здесь. Это минус π на 6. Окей? Вот и все. Поэтому, значит, x1 будет. Кстати, там 2πn. Я прошу прощения, это моя ошибка. Просто объясню, почему я допустил эту ошибку. Я где-то года 2 пользовался формулой немножко другой. Минус 1 в степени n умножить на арк синус плюс пк, где k принадлежит z. Эта формула объединяет две эти формулы, и поэтому я привык просто в арксинусе писать pk. Но если вы используете эту формулу, всегда пишите 2πn. Ну, то есть k не n не важно, а вот здесь 1 в этой формуле. Просто она кривая, ее сложнее объяснить. А вот здесь вот, ну, понятней. Поэтому 2πn, естественно, это моя ошибка. В первом случае получится π на 6 плюс 2πn. Во втором случае получится π минус π на 6. Давайте распишем. Плюс 2πn, где n принадлежит z. То есть это будет 5π на 6. Плюс 2πn, где n принадлежит z. В следующем будет что? x3 будет минус π на 6 плюс 2πn, где n принадлежит z. И в четвертом получится π минус, вот здесь внимательно, минус π на 6, окей? Плюс 2πn, где n принадлежит z. Потому что само значение отрицательное, и плюс мы вычитаем его. Поэтому x4 будет плюс в итоге π на 6, это будет 7π на 6. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Итого, давайте выпишем все ответы, чтобы они у нас криво не были записаны. Значит, ответ номер 1, ответ номер 2, ответ номер 3 и ответ номер 4. Ну, как видите, вот с синусом немножко потруднее все-таки возиться. Просто тут больше писать нужно. Но по факту то же самое, абсолютно ничем не отличается. Писать чуть побольше, да. Вот у нас будут ответы. Есть какие-то вопросики? Давайте в целом так покажу еще раз картину. И посмотрю, не закрываю ли я лицом что-то. Чуть-чуть, по-моему, закрыл 7π на 6. Так, оп. Убрал, 7π на 6 там. Ничего важного. Давайте подытожим просто, что мы, значит, здесь заменили формулой двойного угла, вот этой. Я так захотел просто. Я мог бы и проще сделать вот через это, но я вам показал, как через синус сделать. То есть можно так, как хотите делайте. То есть в тригонометрии все очень прекрасно, это очень много, то есть вы, грубо говоря, один пример можете решить там 5 разными способами, то есть это реально так, типа. Поэтому
нет какого-то особого, это как в геометрии, да, вы не можете там типа раз, два, три, типа, вы должны вот так вот делать. Хотя на самом деле это не так, но, то есть у вас нету какого-то строгого графика, как делать. Вы можете разными способами, и все равно у вас получится правильный ответ, и это пойдет как правильное решение. Поэтому любым способом можно делать. В этом прикол тригонометрии есть небольшой. Посчитали, получилось, что синус в квадрате x равен 1/4. Избавились от квадрата, закинули под корень, получилось плюс-минус 1/2. Решили два уравнения. Вот, вот. Решили первое, вот второе. Вот тут досчитали второй, досчитали четвертый. И выписали все ответы. А то, что ответы разные, это норм, я через косинус сделал. Ответы не могут быть разные. Но если хочешь, мы можем проверить, ответы не могут быть разные. Давай, я могу проверить специально, типа, показать, что ответы будут одинаковые. Давайте сделаем через косинус. Воспользуемся формулой номер 1. Что у нас получится? Там просто плюс-минус, ты еще учитывай, типа... То есть, ну смотри, короче. Что там будет? Будет косинус в квадрате x минус синус... Так, давайте сейчас я на чистую уберу. Одинаковый, да? Не, ну давайте, я уже все, ты меня забатил уже. Я уже хочу сделать. Просто я объясню, что можно любым способом делать. Мы это быстро сделаем, потому что косинус легко делать. Быстренько заменяем. Здесь равно 3/4. Бам-бам. Получится косинус в квадрате x равно 3/4. Кидаем под корень. Почему 3/4? 3/4? Это будет что? Плюс-минус корень из 3 на 2, да? В первом случае. Во втором случае. X равно... Так, давайте мы так сделаем быстренько. Вот это возьмем. Скопируем, потому что мне очень впадло это писать. И здесь тоже. Корень из 3 на 2 минус корень из 3 на 2. Что получится? X равно плюс-минус. Рисуем окружность, проводим косинус. Корень из 3 на 2 у нас вот здесь, вот здесь. Вот это будет плюс-минус π на 6. Плюс 2 πk, где k принадлежит z. Во втором случае у нас минус корень из 3 на 2. Это вот здесь вот. Это будет плюс-минус 5π на 6. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Значит, теперь объясняю. Вот у нас два ответа. И вот два ответа. Давайте теперь просмотрим, почему там было 7π на 6. Вот смотрите, видите, у нас в ответе 7π на 6. Объясняю. Только здесь плюс-минус. Вот давайте нарисуем окружность. И построим точку 7π на 6. Вот у нас π идет, да? Там π на 6, 2π на 6, 3π на 6, 4π на 6. Вот будет точка 7π на 6. И вот точка 7π на 6 это то же самое, что минус 5π на 6. Понятно? Это одна и та же точка. То есть, либо вы от нуля пойдете вот до π и прибавите π на 6, либо вы отсюда пойдете минус 5π на 6. Но вы в итоге будете в одной точке. Это, грубо говоря, вот смотрите, доказываю, 7π на 6 минус 2π. То есть минус целый круг. Это что будет? 7π на 6 минус 12π на 6. Это будет минус 5π на 6. Понятненько? Это просто одна точка. А все остальное у нас сходится. Вот π на 6, вот она. А вот минус π на 6, плюс 5π на 6, вот.
и 7 π на 6 просто по-другому записано. Но это ответ тоже одинаковый. Просто если мы вот сюда в n-ку подставим минус 1, как я говорил, вот в n подставим n равно минус 1, то получится такой же ответ. Для этого как раз вот мы везде вот это вонючее пишем плюс 2πn, где n принадлежит z. Вот именно для таких случаев, потому что могут разные ответы получиться. Понятно всем? Если мы вот вместо n подставим минус 1, то как раз и будет 5 π на 6 плюс 2πn. Ну, не так вообще, но там точка будет 5 π на 6. Фу. Надеюсь, пояснил, что можно таким и другим способом. Все, давайте дальше. По времени, что у нас? 40 минут осталось. Перерывчик? Так, дизлайки на месте. Давайте без перерыва сегодня. Можно на 5 минут просто раньше закончить. Так, давайте посложнее сделаем. Пишите новая подтема, значит, тригонометрические уравнения с ОДЗ. Кто знает, что такое ОДЗ? Только не надо писать, что это область допустимых значений. Смысл мне объясните, что это такое? Еще раз вопрос. Ребят, кто знает, что такое ОДЗ? То есть, еще раз, не область определения, да, функции, или область определения значения, или как угодно, а смысл какой? Что такое ОДЗ? Сказал все, что можно, кроме области допустимых значений. То есть чем это отличается от обычных? Почему нам здесь нужно ОДЗ? Кто-нибудь есть какие-нибудь идеи? Мы, естественно, все это будем проходить. Вот самое главное ОДЗ, это в 15-м задании, это неравенство. Там мы будем прям вот сидеть и тупо находить ОДЗ, то есть на самом начале. Потому что корень. Молодец, Лани Маффин, верно. Значит, ОДЗ у нас есть там в x квадрате. Это некоторые вещи, когда мы идем в обратную сторону. Это мы поговорим в неравенствах. В 13-м нас интересует только корень и только знаменатель, в котором может получиться 0. Это значение перемены, при которой это выражение определено. Макс, ну сложно, ничего не понятно, но... Короче, это то значение, какие мы можем находить, и в то же время мы выписываем, которое не можем. То есть, значит, первое, что корень у нас в сумме, корень по итогу должен быть больше нуля, больше либо равен нулю, и что у нас в знаменателе не должно быть нуля. Вот это все, что нам нужно использовать. И еще, чтобы синус был от минус 1 до единицы, это я уже объяснял, и косинус там от минус единицы до единицы, в квадратных скобочках только. Вот. Ну, по-моему, это... Да, по-моему, это здесь не нужно. Ну, вообще просто может пригодиться. Но это вы помните, да, что синус у нас, они вот только в окружности. Мы используем с радиусом 1, да, поэтому они дальше не могут выходить. Ну, еще легко это объяснить, да, тем, что... Почему от минус единицы до единицы, могу вам объяснить. Например, возьмем треугольник, да. Синус и косинус – это какая-то сторона делить на гипотенузу, да, а гипотенуза всегда больше. Поэтому если у вас, например, здесь 7, да, то здесь, ну, как минимум будет 8, понимаете? Поэтому катет делить на гипотенузу никогда не будет больше единицы, понимаете? Поэтому синус и косинус в рамки единицы, ну, за единицу не могут выйти, окей? Ну, такое вам объяснение такое детское. Ладно, давайте, хватит болтать. И давайте сделаем. Во-первых, да, запишем сразу, что косинус x у нас должен быть больше либо равен нулю. Да? Теперь найдем нули функции. Да? Значит, 2 синус x
плюс 3 плюс корень из 3 равен нулю. И косинус x равен нулю. То есть, если один из множителей равен нулю, то и все произведение равно нулю. То есть, решать это не нужно, там, перемножать как-то, и все. Мы просто сразу, вот как будто мы вынесли косинус за скобку и просто решаем. Вот. Нашли нули, что будет? Так, перекинем корень из 3 и поделим на 2. Будет синус x. Корень из 3 перекинули, будет минус корень из 3. Поделили на 2, будет делить на 2. И здесь будет просто косинус x равно нулю. Значит, что получится? X равно... Это 1000 раз выписывать. Вы уж извините меня, но я очень ленивый. Типа, я вот не люблю это 1000 раз писать. К сожалению, это делать нужно. Вот, но я это очень не люблю. Так. Здесь будет корень из, минус корень из 3 делить на 2. Здесь будет минус корень из 3 делить на 2. Тогда здесь будет что? X равно плюс-минус r косинус 0 плюс 2 pn, где n принадлежит z. Здесь получится, что нарисуем окружность, да? Проведем косинус, пам-пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, рассматриваем, только это будет π на 2, плюс-минус π на 2. Так, здесь что? x1 у нас получится, нарисуем окружность, проведем синус, минус корень из 3 на 2, это у нас снизу, да, вот тут вот. Это минус π на 3 точка. Будет минус π на 3 плюс 2πn. Снизу получится π минус минус π на 3. Давайте сразу посчитаем, не будем расписывать. Это будет 4 π на 3. Плюс 2πn. Все, мы пример сделали. Единственное, да, вот причем здесь плохо ОДЗ, потому что нужно это в пункте Б делать на самом деле. Что у нас косинус y должен больше нуля. Это больше в пункте Б покажется, да, а здесь это никак по сути не показывается. То есть на самом деле я зря взял ОДЗ-шку. Я думаю, что мы скорее это на следующем уроке будем проходить. Мы прям на этих же примерах будем, я думаю, отрабатывать. То есть сейчас я хочу закрепить прям стабильно так пункт А, что все поняли. Давайте, да, не будем вообще трогать УДЗ. Я забыл, что мы пункт Б не делаем. Давайте такое. Мое имя-то и по фамилии на бабках. Сейчас еще полчасика вас помучаю. И уже на следующем уроке мы заканчиваем тригонометрию. Ну, то есть последний вот урок будет следующий по тригонометрии. Так что, если у вас есть какие-то вопросики, задавайте, потому что дальше тригонометрия не скоро будет. Ну, скоро, но я думаю, не раньше ноября. Потому что я бы хотел геометрию полностью пройти. Мы не прошли 10-е задание. То есть мы пройдем 3-е, 6-е, 8-е, 10-е. И я думаю, потом мы пойдем неравенство 15-е делать. Будем неравенство долбить. Нифига, уже час прошел. Да. Поехали. Косинус 2х. Давайте сначала формулу приведения воспользуемся, да? Если π на 2, сразу меняем на синус. Знак что у нас делается? π на 2 добавляем что-то. Будет положительный. Стоп, косинус будет отрицательный. Прошу прощения. Вот косинус, да? К π на 2 добавили что-то. Это будет вот здесь вот. Это будет отрицательное значение. Минус корень из 2 синус х. Плюс 1. Какой формулой воспользуемся? Где они у нас там?
Ну, давайте. Раз у нас синус есть, давайте воспользуемся вот такой формулой. Ну да. Да. Потому что первый будет неудобно. Там придется через основное тригонометрическое тождество вот единичку раскладывать. Короче, неудобно. Давайте вот это воспользуемся. Там, скорее всего, квадратное уравнение будет. Значит, что будет? 1 минус 2 синус в квадрате а минус корень из 2 синус х. Здесь, кстати, косинус 2х было. Равно 0. Минус 2, так, синус х плюс 1 равно 0. Давайте сразу поделим на минус 1. Получим 2 синуса в квадрате а плюс корень из 2 синус х минус 2 равно 0. Так, дискриминант у нас будет 2 плюс 16. Так, я вот... Блин, а я забыл. Слушайте, вот тут есть эксперты, кто шарит. Если вот кто не знает, что такое половинный дискриминант. Корень из 2 подходит под этот половинный дискриминант или нет? Ну, вряд ли вы кто-нибудь знаете, что это такое. Это 8 класс, довольно редкая тема. Это когда коэффициенты а, б и с четные. Ну, как бы корень из 2 это 1,4. Ну, а почему здесь получается 18? Так, 2 минус 4 на 2 минус 8, минус 8 на минус 2 плюс 16. Так, а я все правильно, может быть, я где-то накосячил. Не, ну я могу, конечно, сделать это через корень из 18, и там что-то там придумать, там потом как-нибудь корень из 20 выйдет, мы делим там на 2, и там потом что-то сократится, типа пятерку, четверку вынести, там будет 2 корня из 5, мы сократим, будет корень из 5, ну типа, и потом в квадрат возведем, что-то такое, но что-то сложное. Так, замените корень из 2 синус за переменную. Точняк. Не, подожди, ну я это сделал уже просто в голове. Да, я это сделал просто, я уже... Это понятно, это я сделал в голове. Синус а равно y, получится 2 y в квадрате плюс корень из 2 минус 2. Плюс... Я просто наперед начал думать. Ну, тут то же самое. Тут получается 2 плюс 16. Я правильно считаю? Ну, b в квадрате. Ну, на 2 может поделить. Тут короче, блин, я просто очень не хочу объяснять, что такое половинный дискриминант. Можете в интернете погуглить, она вам не нужна, эта формула. Ну, давайте без нее попробуем сделать. Окей, пусть будет корень из 18. Это 3 корня из 2, ладно. Да, наверное, просто из-за вот этого здесь такой будет. Значит, 3 плюс 16, да, будет дискриминант 18. Что получится? y1 равно минус корень из 2 плюс корень из 18. Все, я понял. Я что-то 18 криво разложил. Все, я понял. Это же 3 корня из 2 просто. И делить все это на 4. А во втором случае будет минус... Да, я что-то 18 по-другому разложил. У меня что-то получилось... Ладно, я что-то сложить как-то думал.
минус корень из 2 минус корень из 18 делить на 4. Корень из 18 разложим. Это будет 3 корня из 2. Потому что 18, 9 умножить на 2, девятку выносим, это будет 3 целых. Делить на 4. Здесь будет минус корень из 2, минус 3 корня из 2 делить на 4. Получим минус 4 корня из 2 делить на 4. 4, 4 сокращаем, получится минус корень из 2. Так, а такого быть не может, да? Ну, сейчас проверим. А здесь будет 2 корня из 2 на 4. Сокращаем, это будет корень из 2 делить на 2. Вот это нам точно подходит. Так. Игорь, это у нас что, синуса? Давайте подставим. Синус А равно корень из 2 на 2. Синус А равно минус корень из 2. И пишем, что А нет решений. Нет решений. Потому что корень из 2, если вы примерно попробуйте, это 1,4 умножить на 1,4. Приблизительно. Там не точно. Но это около, вот получится 2. А это больше, чем единица, поэтому нет решений. Мы решаем только вот этот примерчик маленький. Осталось просто решить вот этот пример. Что у нас будет? А равно... Так, давайте я поленюсь. Возьму вот это, скопирую. Опа. Опа. Оп. Оп. Ой, какая прелесть, а? Вот так бы всегда, вот так бы в тетрадке делать. Вот это было бы вообще балдеж, просто целыми днями математикой бы занимался. Сейчас представь, в тетрадку все это переписывать. Ну, такие вот дела. Значит, x1 получится. Давайте нарисуем окружность, проведем синус. Корень из 2 на 2 посерединке находится вот здесь вот. Это будет π на 4. Да? Получится в первом это π на 4. Плюс 2π, где n принадлежит z. Во втором получится π минус π на 4. Это будет 3π на 4. Расписывать это тоже не буду. Мы это уже сделали сегодня раз 10. Вот такие два ответа получится. Ну вот, как видите, довольно, даже вот в обычном, в квадратном уравнении у меня возникли проблемы, потому что я просто, побоялся, что будет неправильный ответ, и пытался выше ошибку искать. Но, как видите, вот даже просто сложное было квадратное уравнение. Еще раз, вдруг никому не понятно, вот про 18, да? Корень из 18, это то же самое, что 9 умножить на 2, это то же самое, что корень из 9 умножить на корень из 2, это то же самое, что 3 умножить на корень из 2. Надеюсь, всем понятно. Тема корня. Так, 20 минуточек. Поехали. Дальше. Решаем сложные примерчики. Вот давайте такой. Ну, выглядит сложно, но на самом деле вроде легкий. Пункт Б мы будем уже решать на следующем уроке. Смотрите, вот такой пример. Во-первых, давайте запишем, что синус х не равен нулю. И запомним это. И теперь можем спокойно делать общий знаменатель, да? Давайте вот здесь представим как единичку и сделаем общий знаменатель. Значит, здесь ничего не будем делать. Здесь домножим на синус х. Здесь домножим на... Ну, давайте, ладно, перепишу. Сразу запишем две первых. Здесь домножим на синус х, сделаем общий знаменатель. Здесь домножим на синус в квадрате х. Получится вот такая дробь.
2 синус в квадрате x минус 3 синус x плюс 1. Я их местами поменял, да, вот так вот. То есть 2 умножить на синус в квадрате, вот, 3, минус 3 умножить на синус x и плюс 1, вот. Давайте заменим синус x как y. Получится вот такое уравнение. 2y в квадрате минус 3y плюс 1 делить на y. Вот кто со мной будет дальше заниматься, кто будет проходить неравенство, послушайте внимательно. Вот если вы делаете уравнение, тут достаточно написать, что y не равно нулю и дробь равна нулю, когда числитель равен нулю. То есть просто решаем вверх. Но когда вы решаете неравенство, именно неравенство, знаменатель также может влиять на знак. Поэтому никогда в неравенствах не избавляйтесь от знаменателя. То есть всегда его оставляйте, если там неизвестное. Если там просто число, то спокойно избавляемся. Если там неизвестно или переменная, или что угодно, да, y, z, p, там что угодно, то всегда оставляем его, потому что это половина задания у вас уберет. Вот так делать нельзя. То есть всегда оставляем, мы это опять же будем разбирать на теме неравенств. Пока что просто запомните, что в уравнениях нам насрать, просто пишем y не равен нулю, а в неравенствах нельзя убирать. Еще раз, чтобы дробь была равна нулю, нужно, чтобы числитель был равен нулю, поэтому числитель приравниваем к нулю. Дискриминант равен, мы уже, по-моему, такой сегодня решали, это будет 1. y1 будет равно 1, y2 будет равно 1/2, да? Подставляем это вот сюда. Ну, мы такой, блин, если честно, решали уже. Я даже, не хочу это прорешивать. Ну, мы прям 1 в 1. Ну, там 1 было и 1/2. Возможно, там косинус был. Я точно помню, делал. Во, там косинус, а у нас что? А у нас синус. Ладно, все, не ленюсь, окей. Давайте это уберем. И запишем. В первом случае у нас будет синус x равно единице. Во втором будет синус x равно 1/2. Но все-таки чуть-чуть я поленюсь. Опа. Оп. Оп. Просто меняем здесь вот это значение. Очень похоже на то, как люди курсовую делают. Просто берут под копирку все. И сюда вставляем 1/2, сюда 1/2, сюда единичку. Опачки. Опачки. И писать ничего не надо. Так, ну давайте найдем, что у нас получится. Если синус равен единице, то что это? Это π на 2 будет, да? Вот здесь единица, это будет π на 2. В этом случае тоже получится π на 2, поэтому запишу это как один ответ. Потому что π на 2 и π минус π на 2 это будет π на 2. Поэтому пишем только один ответ, это π на 2 плюс πn. Причем это, кстати, ошибка считается, если вы напишете два одинаковых ответа. Поэтому нужно понимать, что π на 2 и π минус π на 2 это один и тот же ответ. То есть выйдет, что у вас просто π на 2. Это важно. То есть нельзя писать два одинаковых ответа. Во втором случае получится, что рисуем окружность, синус, это у нас 1/2, будет вот тут. Это у нас что? Самое начальное значение π на 6.
Значит, x2 будет π на 6 плюс 2πn. Во втором случае это π минус π на 6. Это будет 5π на 6 плюс 2πn, где n принадлежит z. Итого у нас получилось 3 ответа. Вопросики какие-то есть по этому чудесному заданию? Я думаю, еще один примерчик сделаем, и, может быть, 2, и на сегодня закончим. Так, корень тоже туда из 2. Это что, это старое просто сообщение или что? Да, наверное, да. То есть, что мы сделали в этом примере? Мы сделали общий знаменатель, написали, что синус x не равен нулю. У нас не равен нулю, да? Потому что синус x равен нулю только когда x равен нулю. Вот у нас он не равен нулю. Что? Ну, в основном вот это синус x равно нулю, я как говорил уже про УДЗ, да, оно нужно только в пункте b. Пункт b мы будем рассматривать на следующем уроке. Поэтому просто пока записываем так, потом я покажу, как это работает. Сделали общий знаменатель. Числитель равен нулю, тогда и вся дробь равна нулю. Метод замещения сделали. Получилось такое, решили квадратное уравнение. Вот тут вот. Получилось 2 уравнения. Бам-бам. Посчитали, все по стандарту. Давайте еще парочку сделаем. Сейчас что-нибудь вот посложнее. Вот прям, что мне в глаза, прям вот что не хочется делать. Давайте выберу прям вот самое тяжелое. Ну, серьезно вот. Вот, например. О, вот это выглядит тяжело. Там и тангенс, и значение какое-то кривое. Вот, то есть, такое бы я не очень хотел делать, значит, оно тяжелое. И давайте вы тоже попробуйте его сделать. То есть, корни, все страшно, страшно. Вот такое никто не хочет делать. А значит, нам нужно его сделать. Запишем, что тангенс x, сразу метод замещения. В чем простота этого примера единственная? Это в том, что здесь сразу же подготовлено под квадратное уравнение. Запишем под буковку y. У нас получится квадратное уравнение y в квадрате. Плюс 1 плюс корень из 3 y плюс корень из 3 равно нулю. Тут нужно просто хорошо уметь решать квадратное уравнение. Все верно. Дискриминант. Тут давайте распишу. Это будет 1 плюс корень из 3. Все это в квадрате. Минус 4 умножить на 1 умножить на корень из 3. Получится 0. Дискриминант будет. Раскрываем по квадрату суммы. Это будет 1 плюс 2 корня из 3 плюс 3. Минус 4 на 1 будет минус 4 корня из 3. Получится 4 минус 2 корня из 3. И нам нужно понять... Ну, корень из 3 точно меньше, чем 2, поэтому здесь будет число положительное, да? То есть 3 это примерно 1,7, если не ошибаюсь. 1,7 на 1,7 это 2,89, да. То есть это точно меньше 4, поэтому оно будет больше 0. Поэтому вот такой будет дискриминант. Давайте найдем y1, y2. y1 равно, тут все буду расписывать, значит, минус 1, минус корень из 3, плюс корень из 4, минус 2 корня из 3, делить. На самом деле, я только что подумал, что здесь можно проще через виету сделать. Но давайте, ладно, раз мы уж начали, то сделаем так. Я думаю, проще можно через виету как-то сделать. Здесь что будет? Минус 1... минус корень из 3, минус корень из 4, минус 2 корня из 3. Делить на 2.
Так, 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 так. Так, давайте для начала проверим, ничего ли я не накосячил, значит. Это будет минус, это значение. Так, 1 плюс 2 корня из 3 плюс корень из 3. Да, все верно. Это будет 4. Это будет минус 2 корня из 3. Но мы можем представить это как типа что будет корень из 18. Это будет корень из 6... Нет. Подождите. Нет, это будет корень из 16 минус корень из 12. Смотрите, по-моему, проще по Виете сделать. Я думаю, что, значит, потому что тут а равно единице. То есть, ну, тут можно поизвращаться и посчитать. Я, честно, пока не вижу, как это, но, скорее всего, это время займет. Значит, теорема Виета. Давайте быстренько запишем. Может, кто не знает. Значит, например, x в квадрате минус 5x, на простом примере покажу, плюс 6 равно 0. Выпишем коэффициенты b и c. Значит, теорема Виета звучит так. Значит, x1, x2 это корни. Получится минус b делить на a. И x1 умножить на x2 получится c. Вот это называется теорема Виета. То есть акцент вам нужно делать на умножение и потом смотреть так, чтобы получилось сложение. Привожу пример. Значит, а делить 1 тут не важно. Вообще тут тоже делить на а. Можно было просто скобки раскрыть и объединить. Какие скобки? Типа группировкой сделать? Типа y плюс корень из 3y плюс y в квадрате? Да, ты прав. Да, молодец, Леня Маффин, да. Методом группировки можно сделать. Ну, сейчас мы сделаем через Виету, я еще группировкой покажу. Значит, здесь у нас что будет? Минус 5, причем минус b у нас, да? Минус b, поэтому будет плюс 5, и при умножении должно получиться 6. Значит, какие числа при умножении дают 6? Можно все выписать, это 2 на 3 и 6 на 1. Ну, что в сумме давали 5, это 2 и 3. Понятно? Поэтому x1 это 2, x2 это 3. Давайте сделаем по теореме Виеты в наш случай. В первом случае у нас при сложении должно получиться минус единица на минус корень из 3, а при умножении должно получиться корень из 3. Ну, я могу сразу догадаться, что это корень из 3 и единица. Причем минус корень из 3, а минус единица. Потому что минус корень из 3 умножить на минус единицу будет корень из 3. И при вычитании это будет минус единица минус корень из 3. Это вот через теорему Виета. Теперь давайте попробуем способом Лени Маффина. Значит, что это будет у нас? Это будет... Так, ну давайте сразу вот здесь вот рассмотрим. Да, это будет y в квадрате плюс y плюс корень из 3y плюс корень из 3 равно 0. Я просто думал, что он тяжелый, типа, и нужно именно вот так вот решать, а видишь, тут не особо получается дискриминант. Так, вот это в одну скобочку возьмем, вот это в другую. Значит, y в квадрате плюс y плюс корень из 3y плюс корень из 3 равно 0. Вынесем здесь y, будет y плюс 1. Здесь вынесем корень из 3.
будет y плюс 1. Общая скобка у нас будет y плюс корень из 3. Нет, это то, что за скобками. А эта скобка будет y плюс 1. И тогда y1 равно минус 1, y2, как вы видите, получилось те же самые значения. Давайте это делаем. У нас тангенс x равен y, подставим под тангенс. Блин, у меня дальше не отдаляется. Давайте я уменьшу чуть-чуть. Сейчас, секунду. Мне иногда заносит, типа, я все увеличиваю масштаб, все увеличиваю, а потом уже нельзя уже ничего сделать. Так, и здесь пример тоже уменьшу. Вот, чудесно. Вот такие 3 способа решения такого одного примера мы нашли. Значит, что тангенс x, подставляем тангенс x равен минус корень из 3. И тангенс x равен минус 1. Ну, решения уравнений тангенс x очень простые. Это просто арктангенс корня из 3 плюс πn. X равно арктангенс единицы плюс πn. Ну, где n принадлежит z, мне впадло это писать. X равно x1. Получится арктангенс корня из 3. Давайте нарисуем. Это что у нас будет? Корень из 3 это самое большое значение. Ну, можно синус на косинус поделить. Там будет, по-моему, π на 3. Π на 3, если не ошибаюсь. Π на 3 плюс πn. И здесь у нас единичка, она по центру находится, это π на 4 плюс πn, где n принадлежит z. Мы закончили сегодняшний урок. И на этом официально закончили пункт А. Такое задание. Еще раз всем привет. Дизлайки пошли, я вижу. Решаем быстренько пример. Значит, что здесь будет? Так, вебка моя, чтобы голову не загораживала. Все нормально. Вебка моя, чтобы голову не загораживала. Пишем 2, π на 2 меняем на синус. Π на 2 здесь, минус x. Идем в первую четверть. В первой четверти все положительно, поэтому будет плюс равно тангенс x. Да? Что можем сделать? Тангенс у нас это синус делить на косинус. Перекинем это влево. Получим 2 синус x. Сделаем общий знаменатель. Будет 2 синус косинус. Снизу косинус x минус синус x равен нулю. Перекинули в левую сторону, сделали общий знаменатель. Пишем, что косинус x не равен нулю. И просто вверх приравниваем к нулю. Так, и опять, я что-то хотел поменьше, в итоге опять широко пишу. Значит, приравниваем вверх к нулю. Выносим синус за скобочки. Мы это уже делали. От первого числа остается 2 косинус x минус 1. И в первом получится синус x равен нулю. Во втором получится 2 косинус x минус единица равно нулю. В первом получится... Я не буду опять же расписывать. Нулю у нас равен в нуле, да? И π. Да, то есть π минус 0 и 0, да? Ну, давайте один из пунктов напишем, что π... Нет, давайте это окей, запишем 2 πn, а во втором запишем π плюс 2 πn, где n принадлежит z. В косинусе здесь что? 1 перекинем, поделим на 2,
Получится косинус х равен 1/2. Получится х равен 1/2 у нас. Это π натрия. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Пункт А сделали. Мы сегодня особо касаться его не будем. Так, просто повторяем. Вот у нас пункт А. Это значит вот это и вот это. Что мы теперь делаем? Вот посмотрите, смотрим пункт Б. Что мы делаем? Выписали. Давайте пункт А еще раз выпишу. x1 это 2πn. x2 это π плюс 2πn. x3 это плюс-минус π натрия плюс 2πn. Где n принадлежит z. Вот пункт А. Теперь пункт Б. Перенесем немножко задание вниз. Нас просят указать конкретные точки в промежутке от минус 2π до минус π на 2. Давайте нарисуем тригонометрическую окружность. Отметим минус 2π. То есть вот у нас нолик, да? И минус 2π, это просто целый круг мы сюда сделаем. Вот она будет точка минус 2π. А если от нолика идти в минус π на 2, да, вот она будет здесь точка. И вот от минус π на 2 мы пойдем вот сюда в минус 2π. Поэтому промежуток у нас будет вот такой. Я его обозначу вот так вот. И нам нужно на вот этом промежутке красненьком обозначить конкретные точки. Значит, первый вариант – это подстановка. То есть, смотрите, что мы делаем. У нас написано, что n принадлежит z. Мы берем, например, n равно нулю. Да? То есть вот пункт B пишем. Пишем n равно нулю. Что у нас получится во всех этих трех вариантах? Пишем x1 равно, здесь будет 0. x2 будет π. x3 будет минус π. Во-первых, плюс π натрия. Во-вторых, минус π натрия. Ну, я могу плюс-минус написать. Пока что здесь это просто не важно. После этого пишем n равно единице. И мы вот сюда подставляем единицу вместо n. Что получится? x4 получится 2π. Нам единицу не нужно, нужно отрицательное значение. Давайте минус 1 подставим. Минус 1. x4 будет минус 2π. x5 вот сюда подставляем вместо n минус единичку. Что будет? π минус 2π это будет минус π. Шестое. Это мы вот сюда подставим вместо π, вместо n, минус 1. Давайте лучше как два случая-то рассмотрим. В первом случае будет π натрия минус 2π. В другом случае будет минус π натрия минус 2π. Здесь получится минус 5π натрия. Здесь получится минус 7π натрия. И нам этого достаточно. То есть у нас получилось вот 7 точек. Теперь нужно понять, подходят ли они под наш промежуток. Подходят ли они под наш промежуток. Значит, точка номер 1, 0. Она не подходит. Она типа вот если отсюда еще крутить, она вот тут будет. То есть она не доходит до нашего промежутка. Значит, следующая точка π. Ну, точно не подходит, у нас только отрицательная. Значит, не подходит, не подходит. Плюс-минус π натрия. Плюс π натрия точно не подходит. А вот минус π натрия, она будет вот тут вот. Давайте ее обозначим. Но она нам не подходит. Поэтому можем такой крестик поставить. Это минус π натрия. Четвертая точка. Минус 2π. У нас в условии сказано квадратная скобочка, что минус 2π. Вот видите? Значит, нам эта точка подойдет. Обозначим ее вот так вот розовеньким. Минус 2π. Это подходит. Минус π.
у нас будет вот здесь вот минус π. Поэтому тоже обозначим ее. Нам эта точка подойдет. Минус 5π на 3. Это как, она как раз находится между минус π на 2 и минус 2π. Она находится вот здесь вот. Минус 5π на 3. Обозначим ее. И последняя точка минус 7π на 3. Минус 7π на 3, она идет после минус 2π. То есть она будет уже дальше. Она где-то будет вот тут вот. То есть она нам не подходит. Минус 7π на 3 нам тоже не подойдет. И тогда ответ у нас будет в пункте Б минус π, минус 2π, минус 5π на 3. Все. Давайте какие-то вопросики по пункту Б. Так, вот так вот сделаем. Всем еще раз привет, кто только подключился. Мы сегодня проходим 13 пункт Б. Вот, задавайте вопросы по тому, как вам... Ну, то есть мы решили пункт А, вот, понятно, тут все как обычно. Есть другие варианты. Значит, первый вариант — это неравенством через тригонометрический круг, вторая. И третья еще есть, как-то, по-моему, что-то через уравнение, вот. Смотрите, мы к концу года мы будем... То есть вот когда мы уже все темы пройдем, мы будем брать конкретные варианты, как ребята решали, да, и как их эксперты проверяли. И там вот вы увидите, что пункт Б у ребят, и у них вот так вот просто целый лист забит вот этими неравенствами просто. И там очень легко допустить ошибку. И вот просто тут просто чисто статистика показывает, что когда люди решают через тригонометрическую окружность, они, во-первых, понимают, что они делают. Тут немножко понимать нужно тригонометрическую окружность. Плюс это проще, намного проще оформлять. Поэтому именно я вот таким способом буду объяснять. Я считаю, что он самый правильный. Можно делать по-другому. Это уже вот смотрите, 13b с помощью неравенств. Я его разбирать не буду, он сложнее намного, там легко ошибиться. Вот. Там нужно, типа, ты берешь то есть точку конкретную, закидываешь ее в два промежутка, и потом делишь там... Типа здесь плюс pn, и находишь, в каких n-ках может находиться она, типа того. Короче, этот способ мне не нравится, на нем много ошибок. Там с точки зрения оформления он просто очень тяжелый. Поэтому вот по такому способу будем делать. Через тригонометрическую окружность. Давайте следующий пример. И давайте пойдем выше. Вот на примерах, которые мы уже делали. Пойдем вверх. Вот мы здесь сделали, да? И будем брать только вот эти ответы наши. Так, вправо уйдем. И возьмем само задание. Сами пункты А вы можете отработать в дозашке. Я вот сегодня как раз выложил только ее. Сейчас, секунду. Да, сами пункты Б в ДЗшке отработаете. Но сегодня мы вот разбираем только пункт Б. Потому что я не хочу это на много занятий растягивать. Смотрим. Вот. Там точно 11π на 6? Подождите. Там, нет, это просто шапочка такая. Это π сама. Вот, π на 6, да. Плюс 2π. Рисуем окружность. Идем от меньшего к большему. Сейчас. Отвлекает тут. Находим π. Вот у нас точечка π здесь находится. 5π на 2 это что такое? Это 2,5π. То есть это вот. Вот это 2π, вот здесь будет точка, давайте отметим ее, 2π, а вот здесь будет точка 2,5π, то есть 5π на 2, если в столбик поделить, да. Ну, вот здесь для наглядности могу написать 3π на 2, чтобы ориентироваться в самой тригонометрической окружности.
Я еще, как я проще делаю, то есть, как можно еще делать, тоже как вариант, брать именно вот в моменте арксинуса, то есть арксинус 1/2. Вот ты берешь, например, синус, вот, например, вот такие можно значения брать. То есть просто тупо берешь и синус 1/2 подставляешь, то есть рисуешь синус, и вот где 1/2, там тупо подставляешь два значения. Так тоже можно. Я этот способ, думаю, покажу на второй 45-минутке. Немножко с кривым оформлением, а об оформлении мы поговорим в конце года уже. То есть именно как это красиво оформлять так, что приняли под баллом. Так, что я говорил? Вот. От π идем до 2,5π. Обозначим. Вот такой промежуточек у нас будет, да? И подставляем n-ки. Давайте что? Начнем с нуля. Поехали. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. Я думаю, этого достаточно будет. Можно это скопировать, чтобы в дальнейшем не пользоваться. Чтобы не писать. Так, ну поехали. Подставляем 0. Что у нас будет? Первое будет π на 6. Второе будет 5π на 6. Третье будет минус π на 6. В дальнейшем мы не будем отписать варианты, которые не подходят. То есть тут очевидно. Значит, дальше идем 7π на 6. Все. Да, это мы 0 подставили. Дальше идем. n равно единице. Что будет? Будет 2π плюс π на 6. Это 12, 13π на 6. Вот сюда подставляем. Это будет 12 плюс 17π на 6. Вот сюда подставляем. Это будет 11π на 6. Сюда подставляем единичку. Это будет... там намного больше. 19π на 6. Ну, я думаю, нет смысла двойку подставлять. Да, потому что там будет уже под 4π везде. Да, вот единственное, только вот сюда бы можно было подставить, но там тоже не подойдет. Поэтому давайте посмотрим. Значит, начинаем мы с π, то есть все, что меньше π, нас не устраивает. Нас это не устраивает, нас это не устраивает, нас это не устраивает. Вот это нас устраивает. 7π на 6. Это больше, чем π. Точка будет лежать вот здесь вот. 7π на 6. 13π на 6. Это больше, чем 2π на π на 6. Она будет вот здесь вот точка лежать. 13π на 6. Галочку ставим. 17π на 6. Что такое 17π на 6? Это больше, чем 5π на 2. Да, можно на 3 домножить, будет 15π на 6. Она где-то будет вот тут вот. Она будет вот здесь вот. 17π на 6 нам не подходит. 11π на 6. 11π на 6 находится у нас вот тут вот, не доходя до 2π. Нам эта точка подходит. И это нам тоже подходит. И это нам тоже подходит. И последнее у нас, что 11π на 6 мы записали. 19π на 6 это больше, чем 3π. Но это нам точно не подходит. Итого ответ B у нас будет. Какие точки? Это 7π на 6. Это 11π на 6. И 13π на 6. Есть ли у вас какие-то вопросики по этому заданию? Ну, по-моему, все очень просто. То есть тут просто какие точки входят в этот промежуток, какой-то нет. Вот по подстановке, куда я n подставлял, по тому, какие числа я ставил, а какие не ставил. Есть какие-то вопросы? Вот. Ребят. То есть еще раз, вот у нас пункт А. Вот пункт А. Вот мы выписали весь пункт А. Потом мы нарисовали окружность. Да? От π до 5π на 2. Нам нужно все точки, которые находятся между ними, да, от π
до 5π на 2 нам нужно найти точки, которые находятся вот здесь вот. И мы вместо n подставляем циферки 0 и 1. Потому что 2 не подойдет, минус 1 она тоже будет меньше, чем π. Вот. Ну, у Айдара нету. Надеюсь, у других тоже нету, раз молчите. Так, а давайте еще. Например, вот давайте выпишем. Так, это просто что? Это два ответа таких? Ну вот они, наверное, да? Вот два ответа. Плюс-минус π на 6 и плюс 5 на 6 плюс 2 πn. Но это и... Блин, нет, здесь непонятно, какой ответ я писал. Блин, как же непонятно оформляю. Вот, например, вот здесь четко видно. Два ответа. Давайте мы это возьмем. Так, берем вот это. И берем наше задание. Так, нам нужен только пункт Б, мы даже пункта не смотрим. От 2π до 3,5π. Рисуем окружность. 2π у нас это то же самое, что 0. Потом идет, что здесь 3π. Здесь идет 3,5π. Можно это перевести в дробь. Это будет, что... Ну, можно записать 3,5π, на самом деле, без разницы. Вот так пусть будет. А здесь будет 2,5π, чтобы для наглядности вам. Подставляем сюда n-ки. Да, n, например, равно нулю. Подойдет нам что-нибудь? Нет, сразу не подойдет, давайте пропустим. n равно 1. Что у нас будет? x1. Если мы вот сюда единичку поставим, это будет 2π плюс π на 4. Давайте сразу, кстати, промежуток обозначим. Промежуток у нас будет вот такой. 2π плюс π на 4. Делаем общий знаменатель. Это будет 9π на 4. Это два круга, плюс еще π на 4. Эта точка будет вот здесь вот. Она нам подходит. x2. Вот сюда поставим π на 4. Ой, единичку. Это будет что? Это 3π на 4 плюс 2π. Это будет 11π на 4. Это нам подходит. Эта точка будет вот здесь вот. Что? Все вроде? При n равно 0 не подходит. При n равно 2. Там будет 4π. Там будет тоже под 4π. Так, а там точно ответы правильно я сделал? Где это пример брал? Это в скобочках было. Там всего один пример был. Да, тогда верно. Да, там только вот верхняя. Поэтому пункт Б будет состоять вот так вот. Пункт Б это 9π на 4 и 11π на 4. Как-то так. Как я говорил, пункт Б очень простой. То есть тут вообще никаких... Даже усилия не нужно, каких-то даже о чем-то думать не нужно, какие-то синусы, косинусы находить. Тут вообще ничего нету. Просто кружочек, и в него n-ки подставлять нужно, и все. Ну и понимать просто, что такое промежуток. От 2 до 3,5. Вот. Едем просто дальше. Так, вот здесь вот. Как хорошо, что я вот здесь вот выписал ответы. Берем вправо, выносим их. Это мы сделали пункт А. Теперь смотрим пункт Б. От минус π до минус 2,5π, если в столбик поделить. Рисуем окружность. Обозначим минус π. Обозначим минус 2π. И обозначим минус
2,5π, если поделить столбик. Вот она и есть это. И нам вот отсюда нужно дойти вот сюда. Берем и подставляем n-ки. Давайте воспользуемся тем, что вот здесь вот накопировал. Вот тут вот. И подставляем. Но нолик нам сразу, наверное, не подойдет. Да, нолик не подойдет. Давайте сразу брать минус 1. n равно минус 1. Что у нас будет? Минус 2 плюс π на 2. Это будет минус 3π на 2. Подставляем сюда. Будет минус 11π на 6. Я сейчас не буду останавливаться на арифметике. Ладно, тут сами можете проверить, посчитать. Минус 1 сюда подставляем. Будет минус 7π на 6. Я просто вот сюда во все подставляю минус 1 в n-ке. Следующее. Подставляю n равно минус 2. Будет минус 5π на 2. Чуть меньше. В следующем будет 4 на 6, 24, минус 1, минус 23 π на 6. И вот сюда подставляем минус 2, вместо n будет 24 минус 5, минус 19 π на 6. И этого достаточно будет. Потому что они уже за края выходят. Давайте обозначим точки. Во-первых, минус 3π на 2. Да? Минус 3π на 2 у нас вот здесь вот будет находиться. Это нам подходит. Минус 3π на 2. Давайте другим цветом подкрасим. Это вот здесь точечка находится. Минус 11π на 6. Это подходит нам точка. Она будет находиться вот здесь вот. Минус 7π на 3. Нам подходит. Она находится вот здесь вот. Минус 7π на 6. Минус 5π на 2. Минус 5π на 2. У нас скобочка квадратная, потому что это, и поэтому точка нам подойдет. Это и есть минус 5π на 2. Вот эта точка. Минус 23π на 6. Она больше. Она где-то вот здесь вот находится. Она нам не подойдет. Вот это нам не подойдет. Вот это подойдет. Вот это подойдет. Вот это подойдет, вот это подойдет. Минус 19π на 6. Это за 3π. Да? Да, и это тоже нам не подойдет. Поэтому ответ будет 4 точечки. Давайте выпишем их. Пункт Б. Это минус 7π на 6. Если я, конечно, нигде не накосячил с арифметикой. Минус 3π на 2. Минус 3π на 2. Минус 11π на 6. Минус 5π на 2. Вот это будет пункт Б. А вот это пункт А. Ребят, можете хотя бы плюсики-минусики поставить, чтобы я просто понимал, нужно ли подробно останавливаться на каких-то моментах, типа вот, что я почему я, например, вместо n подставляю минус 1, почему минус 2, почему не 0 и 1, то есть, вот кроме Айдара, можете поставить плюсики, минусики? Мы можем типа заново повторить, мы можем заново пункт А сделать, и потом переходить к пункту Б, вот. Если вам, например, пункт А не был понятен. Если вы, например, не понимаете, как найти минус 11π на 6, например. Ну, хотя это первый урок уже, поэтому не уверен, что это стоит затрагивать. Это в ДЗшке нужно было отрабатывать. То есть, главное, чтобы у вас не было проблем с поиском точек. Это вот самый первый урок. А в принципе, больше тут теории никакой нет. Просто вместо n-ки подставлять циферки.
Ну, короче, сегодня что-то менее активное. Ну, значит, просто едем дальше. Давайте берем примеры. Так, это что? А где здесь? Так, π на 3 плюс πn, π на 4. Давайте вот это сделаем. Вот это. Чуть вправо уйдем. Рисуем окружность. Обозначим 4π. 4π у нас вот здесь вот. Это то же самое, что просто с нуля 2 круга сделать. И 5π на 2 это целый круг, и еще π на 2. Это вот здесь вот будет. То есть можно как 2,5π обозначить. Здесь будет 3π. Снизу будет 3,5π. И вот он. Вот мы идем по окружности. От 2,5π до 4π. Так, ну давайте вместо n не будем единичку брать, потому что там значение будет меньше, чем 2,5 появляться, да? Поэтому давайте сразу... А даже если мы 2 возьмем, тут будет π на 3 плюс 2π, и тут π на 4 плюс 2π нам тоже не подойдет, поэтому давайте сразу 3 брать. Что это будет? Это будет π на 3 плюс 3π, это будет 10π на 3. 10π на 3. А во втором случае будет 13π на 4. И все. Если мы возьмем уже n4, там уже будет за 4π. Поэтому всего будет 2 точечки. 10π на 3 это что? Это 3 круга и еще π на 3. Вот здесь вот будет значение. 10π на 3. И 13π на 4 это 3 круга и еще π на 4. Это будет вот здесь вот. Ответ пункта Б. 13π на 4 и 10π на 3. Продолжаем. Так, а у меня есть вообще еще примеры? Так, сейчас я посмотрю. Может, мы что-то еще не разобрали? Вот это, по-моему, не разбирали, да? Или... Блин, нет, по-моему, это разбирали. Разбирали. Так, π на 4, 3π на 4. Это разбирали. Вот здесь вот. Да, вот это. Вот это давайте разберем. Вот это в бок уйдем. Вот у нас сделаны пункта, которые мы сделали на прошлом уроке. То есть, если вы делали, то они в тетрадке должны остаться. Это было бы очень клево. Рисуем окружность. Что, значит, нам нужно от 3π на 2, да, это 1,5π. 1,5π у нас это вот здесь вот. Давайте я прям так буду писать, 1,5π. До 7π на 2. 7π на 2 это 3,5π. То есть это что? Это здесь будет 2π. Здесь будет 2,5π. Здесь будет 3π. И здесь будет 4π. Это, кстати, довольно... Нет, здесь будет 4π, а здесь будет 3,5π. То есть в одной точке. Это очень, кстати, необычное задание, что у нас вся окружность будет подходить. То есть любая точка, лежащая на окружности, нам подойдет, но только в пределах этого промежутка. Поэтому давайте рассматривать. Еще раз, от 1,5π до 3,5π. И давайте... У нас... Я вот эту штучку... Вот она нам понадобится сейчас очень сильно. Потому что вариантов будет много.
Давайте сразу что? У нас положительные числа, да? Будем 0 не брать. Или возьмем 4 пи на 3 есть. 4 пи на 3 это что? Это не хватает. Плюс-минус пи на 2 не хватает. Значит, давайте берем n равно единице. Что это будет в первом случае? Это будет 5 пи на 3. Во втором случае это будет... это будет что? Это будет 10 пи на 3, да? 10 пи на 3. Здесь что? Здесь плюс-минус. В первом случае, где плюс, получится 5 пи на 3. 5 пи на 2. В другом случае, где минус, получится 3 пи на 2, что нам тоже подойдет. Теперь n равно 2. Значит, первое. 4 пи минус пи на 3 это будет 11 пи на 3. Во втором случае здесь будет перебор. Ну, давайте запишем. Это будет 12 плюс 4. 16 пи на 3. Если не ошибаюсь. Здесь, если плюс, там будет перебор. Это будет 9 пи на 2. Ну, заметно, что здесь перебор. А если минус, то это будет 7 пи на 2. Это нам подойдет. Не могу понять ваш способ решения. Вы просто... Вот у нас, видишь, пункт А. Тебе видно? Пункт А. Вот n это количество кругов вокруг окружности. N это количество кругов вокруг окружности. То есть заранее это уже какие-то точки. Это какие-то точки. Но к ним каждый добавлен 2πn. И тебе нужно вот найти такое n, чтобы оно было в этом промежутке. Ну, давайте поясню. Например, у вас есть какая-то прямая. Например, от 0 до 100. И у вас, например, есть 2х, да? Ну вот, грубо говоря, 2х. И вас спросят, при каком значении... Значит, вот так вот. Вот так. При каком значении x... ну, только вам не значение нужно, а вам конкретно нужно ответ найти. При каком значении x, типа, попадет в промежуток от там 14 до 17, например, да? То есть пишем здесь 14, 17, да? И что у нас будет? У нас при x равно 7, при x равно 8, у нас будет 14 и 16. Ответ будет 7 и 8. Вот если в таком смысле. Вот у нас только не x, а у нас n. Мы n берем там 1, n берем 2. Вот у нас в этот промежуток попадет вот эти две точки. Вот первая точка и вот вторая точка. Вот что мы делаем. Мы находим конкретный, то есть под x можно любую подставить цифру. Это вот 2πn. Под x можно любую цифру подставить. Нам нужно конкретные. Конкретно это будет 4,16. Так просто можно ведь, например, синус x равно... Да, вот я и говорил, мы второй вот этот способ рассмотрим на второй 45 минутке. Это один из способов. Это называется метод подстановки. Он вообще для супер тупых. То есть он самый не косячный. Понимаешь? Можно воспользоваться вторым способом. Просто про вторым способом тебя могут прикопаться, типа, а что, а здесь непонятно. Я вот говорю просто, вот есть статистика, типа, вот там 13-е задание сделано, например, через неравенство, там, грубо говоря, решено 16% учеников сделали пункт Б. А вот есть, например, окружностью, и там, грубо говоря, 20% учеников решен пункт Б. Вот чисто вероятность. И поэтому я вот объясняю, самый тупой способ здесь накосячить почти невозможно. Можно в одном способе накосячить, мы о нем поговорим чуть позже. Это там, грубо говоря, вы должны выходить за промежутки, чтобы точно удостовериться. Но мы сейчас просто пытаемся суть понять и решить, конкретно именно решить. Окей. Второй пункт мы вот сейчас вот минут через 10 как раз будем разбирать, когда мы будем синус x наводить на окружность. Это именно подстановка называется. Так, что здесь? 7 пи на 2. Это я вот сюда подставил, да? Все, да? И тройку нет смысла подставлять.
Или есть смысл подставлять? Нет, нет смысла подставлять. Хотя вот сюда... Нет, тут плюс будет. Нет, тут мы выйдем, да? Тут мы уже выйдем в любом случае. Там будет 6π. Не, мы тут выйдем. 4π минус π на 3. Это что, 11π на 3? Это мы написали. Все, значит, записали. Теперь закидываем точки на окружности. Значит, 5π на 3. Нам подходит? Да, это будет вот здесь вот. 5π на 3. Вот она где-то вот тут будет. Это приблизительно где-то 1,66. Дальше 10π на 3. Это сколько? Это 3 круга плюс π на 3. Это вот здесь вот точка будет. 10π на 3. 5π на 2. Это у нас вот здесь вот. 5π на 2. Нам подходит. Дальше. 3π на 2. Это нам подходит. Это вот здесь вот будет. 11π на 3. 11π на 3 нам... Это что? Это 3 целых круга. Это нам будет вот здесь вот. Да? Это нам не подходит. Она будет за окружностью. То есть это нам не подходит. Это тоже не подходит. 9π на 2 нам не подходит. 7π на 2 нам подойдет. Она будет в этой же точке. Подожди. Сейчас еще раз. 5π на 3 записал. 10π на 3 записал. 5π на 2 сверху записал. 3π на 2 снизу записал. И 7π на 2 записал. А что-то мне не нравится. А что так много точек? 5 точек получается. Я такого не помню в Б-пункте. Сейчас дайте проверю. 4, 8, 4, 5, 5, 7. Решу ЕГЭ. Может, у меня пункт А неверный? Сейчас чекнем. 4 точки. Так, подождите, значит. Так, от 3π на 2 до 7π на 2. Там косинус, там ОДЗ было. Да. Там ОДЗ было, что косинус x должен быть больше нуля, поэтому точка не подходит. Мы про это поговорим, когда неравенство будем проходить. Вообще должен был на этом заговорить. Ну, короче, пофиг, это потом будем проходить. Короче, вот эта точка не проходит, потому что у нас косинус x больше нуля. То есть мы можем рассматривать только вот первую и четвертую четверть. Мы чуть потом про это поговорим. Когда будем с УДЗ играться. Короче, вот 10π на 3 не подойдет. Пункт Б будет у нас 5π на 3. 5π на 2. 7π на 2. И 9π на 2. Стоп, нет. 5π на 3 и 3π на 2 еще. 3π на 2. Вот. Вот 4 буквы будут. Кого пропустил? Так, все везде мы сделали пункты Б. Сейчас мы уходим на перерыв 5 минут. Синус x, косинус x, плюс корень из 3 синус x, да, равно нулю. Синус выносим за скобку. Будет 2 косинус x плюс корень из 3 равно нулю. Первое приравниваем к нулю будет синус x равно нулю. И второе будет 2 косинус x равно, корень из 3 перекидываем, получится косинус из x равно минус корень из 3 на 2. И на самом деле нам даже решать вот дальше не нужно. То есть понятно, что пункт А решить нам нужно это делать, но сейчас я покажу именно графический способ, как делать вот с такого момента, вот о котором говорил Лани Маффин. Вот смотрите, вот, то есть понятно, что еще раз это делать нужно. Просто мы сейчас проходим метод, то есть дорешивать нужно в пункте А. Но сейчас я конкретно пункт Б показываю. Пункт Б. Рисуем окружность. У нас от 5π на 2, да, 2,5π. Это целый круг. Плюс вот здесь вот 2,5π до 3,5π. Да? То есть 3π вот здесь вот будет. И вот здесь 3,5π. И теперь мы накладываем вот эти два графика, которые у нас есть. Значит, первый график. Рисуем синус x. Рисуем синус x вот так вот. И отображаем
где синус х равен нулю. Синус х равен нулю вот здесь вот у нас. И мы опускаем перпендикуляра на окружность. Вот эта точка у нас не попадает, она не входит в наш промежуток, потому что у нас вот промежуток. Я его оранжевеньким подкрашу вот так вот, да, от 2,5π до 3,5π. А вот эта точка подходит, мы ее подкрасим, это будет 3π. Теперь построим следующий график. Это косинус х, во-первых, построим косинус. Вот он у нас. Могу побольше даже сделать. Теперь найдем минус корень из 3 на 2. Вот, давайте 3π уберу, чтобы здесь было наглядно. Минус корень из 3 на 2 у нас вот здесь вот. И теперь с этой точки мы опускаем два перпендикуляра на нашу окружность. Первое значение будет вот здесь вот. И первое значение, и второе значение будет вот тут вот. И третье значение еще 3π. Вот и все. Вот мы сделали пункт Б. Это называется именно графический способ. Он вот, ну, я вот примерно таким всегда делаю, он самый удобный. Но тут немножко нужно понимать тригонометрию. То есть тригонометрический круг, что такое синус, косинус, вот. И смотрите сами. Давайте обозначим. Значит, ну, тут π на 6 не хватает, тут π на 6 хватает. Значит, первая точка будет 3π. Здесь мы добавляем π на 6, да. Это что будет? 3π плюс π на 6, это будет... Что? 19π на 6, да? А здесь 3π мы вычитаем π на 6. Это будет 17π на 6. Вот такой пункт Б. Вопросы? То есть еще раз, рисуем окружность, показываем интервал, рисуем синус х равно нулю, показываем, где у нас синус х равен нулю, да, вот эта точка не подходит, вот это. Вот эта точка подходит. Потом рисуем косинус, он у нас розовенький, да, розовенький. И опускаем две точки на окружность перпендикуляры. И получается вот эта точечка, это у нас 17π на 6, то есть 3π минус π на 6, да. Либо и 19π на 6. То есть 3π плюс π на 6. Будет 19π на 6. Так что вот точка 3π. Давайте еще. Есть какие-то вот вопросы? Или тяжело, или как? Балдеж? Так, например, вот это. Главное, чтобы синус косинус был. Вот. Супер. Пойдет. Вот такая шляпа. Опять же, на пункте А не... Пункт А будем делать очень быстро. Так, поехали. Так, по двойному углу раскладываем. Это будет 2 синус косинус плюс корень из 2 синус минус 2 косинуса минус корень из 2. 2 косинус, не, выносим косинус. Здесь будет 2 синус. Можно двоечки вынести, да? 2 косинус. Здесь будет синус минус 1. Здесь вынесем корень из 2. Будет синус минус 1. В первой скобке получится синус минус 1. Во второй скобке будет 2 косинус плюс корень из 2 равно нулю. Значит, переравниваем к нулю. Получится синус х равен единице. Во второй получится плюс корень из 2 накидаем направо. Делим на 2. Получится косинус х равен минус корень из 2 на 2. И теперь... Опять же, еще раз говорю, мы должны прорешивать в теории это дальше, но я сейчас объясняю именно решение пункта Б, поэтому мы делать этого не будем. Поэтому берем вот это и уезжаем направо. А то вдруг кто-то так сделает на экзамене, это будет очень смешно, типа. Так делать, конечно, нельзя. Рисуем окружность. Обозначаем точечку Пи, она у нас вот тут вот.
5 π на 2, если в столбик поделить, будет 2,5 π. Вот здесь 2 π, вот здесь 2,5 π. Обозначаем первый график. Это пусть будет косинус. Пусть будет розовенький. Находим, где у нас 2 минус корень из 2 на 2. Это вот тут вот. И опускаем две точки. Давайте сначала покажем, где у нас промежуток, да, от π до 2,5 π. И теперь опустим перпендикуляра. Вот первая точка. Вот вторая точка. Нам это не подходит. Теперь нарисуем второй график. Это у нас будет что? Давайте тоже это черненьким подкрашу, так, чтобы не путалось. Второй график, это у нас синус х равен единице. Нарисуем синус оранжевеньким, потолще. Проведем синус. И синус у нас единица равен сверху. Это единственная точка. Это нам это подойдет. Вот эта точка. Так как скобки у нас квадратные. Зелененьким. Тогда получится пункт Б у нас ответ. Это 5 π на 2. Ну, либо 2,5 π. И эта точка у нас, это что? Π плюс π на 3. Не, это π на 4, да? Корень из 2 на 2. Это π плюс π на 4, это будет 5 π на 4. Вот и все. Такой понятный вам способ. Балдеж. Едем дальше. Следующий пример. Опять же, на пункте не останавливаюсь. 3 π на 2 меняем на синус. Так, 2х остается. Значит, что это у нас? 3 π на 2. Что-то добавляем. Это будет четвертая четверть. Косинус четвертой степени положительный. Получится синус 2х равно косинус х. Перекидываем налево. Раскладываем. Получится 2 синус косинус минус косинус равно нулю. Косинус выносим за скобку. Получим 2 синус минус 1. В первом случае получится косинус х равен нулю. Во втором случае получится единицу перекидываем направо, делим на 2, получится синус х равен 1/2. Берем вот это, берем пункт Б и уходим направо. Рисуем окружность. Обозначаем точку 4π. 5 π на 2 это 2,5 π, то есть это 2 π и еще вот здесь вот, да, 2,5 π. Значит, давайте нарисуем косинус. У нас косинус х равен нулю. Слева у нас здесь минус 1 по косинусу, здесь единичка, значит 0 будет по центру, вот тут вот. И мы из этой точки, да, опускаем перпендикуляры. Это будет вот сюда. И это будет вот сюда. Это будет 3,5 π. То есть нам эта точка подойдет. И нам здесь эта точка подойдет. Рисуем следующий график. Это синус х равен 1/2. Вот синус у нас. 1/2 у нас посерединке ровно вот здесь находится. Опускаем. Давайте обозначим, кстати, наш промежуток, да, от 2,5 π до 4 π. И вот из этой 1/2 мы опускаем на окружность точки. Вот здесь вот и вот здесь вот. Синус 1/2, я напомню вам, расстояние будет π на 6, да. Значит, вот, отсюда, вот здесь 3 π, это то же самое, что 3 π вычесть π на 6. Это будет 5 π на 6 плюс 2 π.
17 π на 6. Короче, это то же самое, что 5 π на 6, просто 2 π добавьте. Вот эта точка. Итого ответ пункт Б. 5 π на 2, ну то есть 2,5 π. 17 π на 6, то есть 5 π на 6 плюс 2 π. И 3,5 π, то есть 7 π на 2. Вот такой пункт Б. Как видите, тут расписывать еще меньше. Другое дело, что вы должны понимать, да, куда вот эта точечка опускается, да, что типа там косинус там нуля, там это одно, там, куда опускать перпендикуляры. То есть тут немножко хотя бы знать что-то надо. В прошлом способе вообще, вот ты просто можешь быть супер тупым, ты просто под n-ку цифры подставляешь бесконечно, и там точно попадешь. Ну, этот способ тоже не считается сложным. Сложно это вот через неравенство, потому что там можно ошибиться. Продолжаем работать. Так. Сейчас. Давайте что-нибудь другое возьмем. Так, тригонометрические уравнения. Так, где только косинус давайте не будем делать. Тут. Ну, давайте вот этот. Окей, здесь хотя бы косинус интересный. Пример мы, по-моему, делали. Ну, я уже не помню. Поехали. Раскладываем, давайте, что там будет. Будет косинус в квадрате минус синус в квадрате плюс синус в квадрате равно 1/2. Бам-бам. Получится косинус в квадрате равен 1/2. Тогда косинус x равен плюс-минус корень из 2 на 2. Если вам непонятно, как я это решил, посмотрите лучше прошлый урок. Там мы конкретно разбирали, по-моему, этот же пример. То есть у нас получился первый график. Это косинус x равен корень из 2 на 2. И косинус x равно минус корень из 2 на 2. Это два разных графика. Не нужно путать, что это типа плюс-минус просто. Теперь берем пункт B. Рисуем окружность. Обозначаем, где у нас... Так, минус 2π это просто начальная точка, только круг назад. Здесь минус 3π. Здесь минус 2,5π. Так, стоп. Нет, прошу прощения, вот здесь будет минус 2,5π. А здесь будет минус 3,5π. И нам нужно вот этот промежуток. Да? Так, рисуем косинус. Значение у него будет корень из 2 на 2. Корень из 2 на 2 у нас находится вот тут вот. Опускаем на окружность. Получились две точки. Вот это и вот это. Эта точка не подходит. Та точка подходит. Корень из 2 на 2 это π на 4, то есть минус 2π минус π на 4 это будет минус 9π на 4, если я не ошибаюсь. Строим следующий график. У нас тоже на косинусе, поэтому очень удобно и очень видно будет. Минус корень из 2 на 2 у нас вот тут вот. Опускаем с этой точки на окружность. Здесь мы как бы прибавляем π на 4. Это будет минус 11π на 4. А здесь мы вычитаем π на 4. Поэтому идем как бы в положительную сторону. Это будет минус 13π на 4. Итого пункт Б. Минус 9π на 4. Минус 11π на 4. Минус 13π на 4. Ну, и вот эта точка не подходит, да, потому что она не на нашем промежутке лежит. Это будет минус 3π на 4, вот эта точка. Или, не вру, это будет минус 7π на 4, да. Но она все равно не подходит вот сюда.
Так, вот смотрите, например, на решу ЕГЭ этот пример решают неравенство. Давайте мы его сделаем без неравенства. Ой, не то. Не то скопировал. Вот такой примерчик. Метод замены. Мы проходили это. Косинус х меняем на y. Будет 6y в квадрате минус 7y минус 5 равно 0. Дискриминант будет 49 плюс 120. Будет 169. Будет 7 плюс 13 делить на 12. 7 минус 13 делить на 12. Здесь будет 20 двенадцатых. Нам это не подходит по условию. Поэтому можем забивать. А здесь будет минус 6 двенадцатых. Это будет минус 1 вторая. Это нам подходит. Не подходит, потому что косинус не может быть больше единицы. Поэтому мы это сразу нет решений. Нет решений. Поэтому рассматриваем только один график. Это косинус х равен минус 1 вторая. Вот сюда вот это подставляем вот сюда. Не знаю, зачем тут было неравенствами решать. От минус π до 2π. Ага, минус π у нас вот здесь вот. Ага, я понял, потому что тут 3 оборота. Значит, здесь будет нолик. Потом здесь будет снова π. Ага, я понял, зачем здесь неравенствами. Но вот смотрите, окей, будем учиться тогда делать так. Значит, то есть, смотрите, здесь промежуток, вам видно? Такое редко довольно бывает. Я вот такое видел пару раз всего за всю жизнь. То есть, тут промежуток у нас 1,5 оборота. То есть, одна и та же точка будет 2 раза копироваться. Сейчас я это покажу, это несложно. Давайте нарисуем. То есть, по итогу что у нас будет? От минус π до 0, потом до π и еще до 2π. То есть, видно вам, да? Значит, от 0, от π. Я вот так буду вот так идти. До 0. До π. И потом вот здесь вот еще второй раз так. Оп, и до 2π. Вот. Здесь будет 2π. Значит, что у нас будет? Рисуем косинус х. Оп. Показываем минус 1 вторую. Минус 1 вторая у нас здесь нолик. Здесь будет минус 1 вторая. И опускаем на окружность. Ну, тут, как видите, здесь будет ответ. Это что, π на 3? Значит, это будет... Причем это вот после, это уже после оборота, это 0. Это будет 2π на 3 точка. Да? Это вот после нуля. После нуля идет она вот здесь вот 2π на 3. 2π на 3. А здесь это будет сначала... Это будет минус 2π на 3. Это вот эта точка. А потом вот эта точка, да, уже который второй оборот. Это будет 4π на 3. То есть вот смотрите. Вот смотрите за моей мышкой, типа будет понятно. Минус π, минус 2π на 3, минус π на 3, 0, π на 3, 2π на 3, вот эта точка. 3π на 3, и вот здесь будет 4π на 3, вот эта точка. То есть пункт Б у нас 2π на 3, минус 2π на 3, тут, конечно, в порядке возрастания, и 4π на 3. Такие 3 точечки будут. Ну, говорю, такое задание очень редко бывает, то есть просто следите вот за тем, как вы движетесь по окружности. Едем дальше. Ну, мы сейчас, походу, все примеры вообще из 13-го решим, и вам уже просто ничего не останется. Да не, есть, конечно, они, но...
За последние 3 урока мы очень, конечно, много решили уравнений. Это отлично. Давайте быстренько. Что? Ну, давайте через какую? Через синус? Нет, давайте 2 косинуса. 2 косинуса х минус 1 минус 5 корней из 2 косинус х минус 5 равно 0. Что это будет? Там косинус в квадрате только. Давайте косинус х заменим на y. Получится 2y в квадрате минус 5 корней из 2y минус 6 равно 0. Дискриминант будет 50 минус 4 на 2 на минус 6. Это будет 8 на минус 8 на минус 4. Плюс 32. Стоп. 2 на 4. 8 на 6. Фигню несу. 48. Все равно не получается. Двадцать пять на 2 50. 4 на 2 на 6. 8 на 6 48. Плюс 48 98. Что там с корнем получится? Давайте посмотрим, окей. Да, я что-то все время боюсь, что типа неверно. Да, просто если мне самому дали бы это задание, я бы всегда дальше бы решал. Меня эти корни не останавливают. Просто первая часть, да, плюс 48 будет 98, это 49 на 2. Значит, x1 получится 5 корней из 2 плюс корень из 98 делить на 4. Здесь будет 5 корней из 2 минус корень из 98 делить на 4. Это будет что? Это будет 5 корней из 2 плюс... что это? Это 7 корней из 2 делить на 4. Получится, что 5 плюс 12 корней из 2 на 4 делим на делим. Это будет корень из 3 на 2. Подожди. Это будет 3 корня из 2. Такого быть не может, поэтому рассматриваем второй случай. Это будет минус корень из 2 на 2. Подожди. Тут что будет? 7. Да, будет минус корень из 2 на 2. Ну, можете сами посчитать, там будет минус корень из 2 на 2. Там 5 минус 7, минус 2, делим на низ, будет корень из 2 на 2. И еще с минусиком. Так, итого у нас получится, вот это не подходит, потому что на больше единицы будет, а вот это нам подходит. Получится у нас косинус х равен минус корень из 2 на 2. И берем наш промежуток. Рисуем окружность. Минус 3π у нас вот тут вот. Минус 1,5π. То есть минус 2π вот здесь вот. Это чуть-чуть не хватает, это вот здесь вот. Минус 1,5π. Обозначаем промежуточек. Он идет вот так вот. Минус 2π, минус 2,5π, минус 3π. По часовой стрелке. Обозначаем косинус. Минус корень из 2 на 2 у нас вот тут вот. Это π на 4. Вот эта точка единственное, что нам подходит. Это мы прибавляем π на 4. Это будет минус 11π на 4, если не ошибаюсь. Так, то что один ответ это нормально. Давайте проверим ГДЗ. Все верно. Кстати, надо будет сохранить вот этот примерчик с точки зрения квадратного уравнения. Он интересный. Я прям сохраню его. Ну, пункт Б, видите, очень простой. Типа. Ну, вот эта точка, естественно, не подходит, потому что она вне промежутка. Че, 15 минут? Ребят, может, какие-нибудь вопросики зададите? Что-то прям сегодня это... Либо все очень просто, типа, все всем понятно, и, типа, никаких сложностей нету, но, типа, вот я уже сколько разобрал, ну, не знаю, ну, заданий 20-25, вот за 2 занятия. И, ну, сложнее особо не придумаю.
То есть, и на экзамене у вас не будет сложнее. То есть, вот вы конкретно вот это будете решать. Вы это сможете решить? Если сможете, тогда все, моя задача выполнена. Хоть вы молчите, но балдеж. Ну, а если что-то непонятно, лучше задайте вопросик. Я могу... О, например, вот такое. Но это скорее пункт... Это скорее пункт А мы сейчас разберем. Если с пунктом Б все понятно, вот такую вещь разберем. Такое бывает. Я, к сожалению, это почему-то не попадалось мне. Значит, бывает в арктангенсе, просто когда проходишь тригонометрию в 10 классе медленно, то там же есть табличные значения, да, типа, а есть нетабличные значения. Вот сейчас мы разберем нетабличные значения. Так, давайте это разложим. Это будет 2 косинус в квадрате х плюс 2 синус на косинус равно 3. А что там, 1,5 получится? Ну это... Стоп. Ну да. А что с тройкой сделать? Но я могу представить ее как через тригонометрическое тождество и поделить все на 2. Давайте так и сделаем. Потому что тут тройка никак не катится. Давайте сделаем синус в квадрате плюс косинус в квадрате. И плюс 2. То есть вот тройку так разложим. Перекинем все влево. Получим 2 косинус в квадрате х плюс 2 синус на косинус минус синус в квадрате х минус косинус в квадрате равно 2. Что-то, мне кажется, я лишнее сделал. В итоге 5 чисел получилось. Получится... теперь на 2 не смогу делить. Тут синус есть. Так, а что сложно? Так, может, я что-то неправильно сделал? Тут 2 синус. Все, я понял. Да, тут 4 должно быть. Вот здесь 4 должно быть. Все, тогда отменяем. Да, там 4. 4 потерял. Вот здесь 4, здесь 4, здесь 4. Равно 3, равно 3. Тогда просто выносим... Выносим 2 косинус за скобку. Останется косинус х плюс 2 синус х равно 3. Так, наконец-то, окей, тяжелый пример, окей, есть, так, ну на 2 поделим, ну допустим, будет косинус х на косинус х плюс 2 синус х равно 1,5. Я могу разложить 3 как 3 через тригонометрическое тождество. Давайте так и сделаем. То есть вот на вот этом этапе я 3 разложу как 3 на синус в квадрате х плюс косинус в квадрате х. Перекину все влево, раскрою скобки. Получится 2 косинус в квадрате х плюс 4 синус х косинус х минус 3 синус в квадрате х минус 3 косинус в квадрате х равно 0. Получится 4 синус косинус х минус 3 синус в квадрате х минус косинус в квадрате х.
Что здесь можно сделать? Можно попробовать все поделить на косинус и сделать квадратное уравнение через тангенс. Давайте попробуем. Косинус в квадрате х. Что получится? Получится 4 син косинусов делим на косинус. Минус 3 синус в квадрате делить на косинус в квадрате. Минус косинус в квадрате делить на косинус в квадрате. Значит, отсюда получится косинус сокращается, будет 4 тангенса. Здесь будет минус 3 тангенс в квадрате. Здесь будет минус 1 равно нулю. Давайте поделим на минус 1. Получится 3 тангенс в квадрате минус 4 тангенс плюс 1 равно нулю. Очень надеюсь, что я не ошибся. Вроде все верно сделал. Пример, кстати, интересный. Дискриминант равен 16 минус 12 равно 4. Тангенс x... Ой, что несу? Ну, там замену, естественно, нужно было сделать. Тангенс x равен y. Получится 3y в квадрате минус 4y плюс 1 равно нулю. Дискриминант еще раз равен... Что там говорил? 4, да? Тогда y первое равно 4. 4 плюс 2 делить на 6. Это 1. Y второй будет 4 минус 2 делить на 6. Это будет 2 шестых. Это будет 1 третья. Во! Вот весь, на самом деле, прикол этого задания вот в 1 третьей, а не в том, как сложно мы это решили. Вот на этом все стопорятся. То есть вот здесь вот, это вот считается типа такой high level, ну, самое сложное вот. Вот сейчас слушай меня внимательно, послушайте, вот проснитесь на 8 минут. То есть тут я просто пользовался разными штуками, типа тригонометрическими свойствами, просто понимал, что из 3 чисел ничего нельзя сделать. Вот, пытался что-то вынести, но пока здесь нуля не будет, ничего не получится. Поэтому забил и попробовал, ну, типа, представить тройку через основное тригонометрическое тождество. Да? Написал 3 равно 1, и вместо 1 написал вот это. У меня получилась вот такая чехибельдерда. И я увидел, что, типа, ну, если везде на косинус поделить, да, то здесь выйдет косинус сократится, останется синус на косинус. Здесь синус на косинус в квадрате, будет тангенс в квадрате. А здесь просто единичка будет. И получится квадратное уравнение. Вот, это, конечно... уже видеть надо, типа, тут, ну, либо пробовать все варианты. Тут немножко практики надо, конечно. Потому что, ну, нет никакого принципа. Тут просто, тут всем можно, типа, перейти как-то. Нету какого-то принципа, короче. Что я говорил? Так вот весь прикол этого примера в 1 третьей. Я только из-за этого начал его делать. Я не знал, что здесь такая сложная фигня. Вот давайте мы это запишем. У нас получится тангенс x равно 1 третья, и тангенс x равно единице. Вот обычно, когда у нас синус, косинус, все вот это такое, у нас обычно здесь табличные значения. То есть 0, минус 1, 1 вторая, корень из 2 на 2, корень из 3 на 2, там корень из 3, 1, минус 1, вот типа табличные значения. А вот это значение не табличное, 1 третья. И смотрите, как оно делается. Вот давайте мы это возьмем. И вот сюда нафигачим. Вот тут уже, да, сейчас постарайтесь внимательно послушать. Рисуем окружность. От 0,5π, да, это вот здесь вот, π на 2, до минус 3,5π, это вот здесь вот, минус 3,5π. Обозначим здесь минус π, здесь будет нолик. И давайте нарисуем тангенс. Тангенс, он идет параллельно оси синус. Он идет вот так вот. Что такое 1 третья? Получается, котангенс будет равен 3. Но если синус поделить на косинус, это 1 третья, да? То косинус поделить на синус будет 3, да. То есть, если ты решал, например, если ты, например, все поделил на
Тут можно все поделить на синус? Тут будет косинус на синус, тут будет... Да, да. Если ты решал через котангенс, то там будет троечка, да. То есть так тоже можно. И ответы у тебя в любом случае будут верные. Такие же. Так, что я говорил? Так вот, тангенс идет параллельно оси синус. И напомню вам значение у тангенса. Значит, у него вот здесь вот нолик, вот здесь нолик. Вот здесь идет -1, вот здесь вот идет 1. А у вас значение на тангенсе 1/3. То есть смотрите, вот у вас единица, значит, разделим это на 3 части, вот это будет 1/3. Это не табличное значение. Что мы делаем? Мы идем обычно из центра и ведем к этой линии. И плюс нам нужно еще как бы симметричное значение. То есть вот когда мы опускаем, да, две точки, она вот пойдет вот так вот. Вот так вот она пойдет. У нас получится два значения на окружности. Вот это и вот это. Так, у нас от минус 3 π на 2 до минус π на 2. Это как? В какую сторону? Это вот так вот, да? Это вот так вот. То есть нас интересует только вот эта точка. Тангенс единицы у нас вот здесь вот, да? Мы из центра ведем сюда, и она дублируется вот здесь вот. Ну, представим, что вот этот центр окружности немножко кривой. Да? Это центр. Здесь будет значение очень простое, оно будет табличное. Это будет минус 3 π на 4. То есть можем сразу в пункт Б его записать. А вот это немножко... тут нужно немножко понимать, что такое тригонометрический круг. Значит, смотрите. Вот когда мы, например, если бы мы решили это уравнение, да, мы написали бы тангенс x равно 1/3. Мы бы записали x равно арктангенс 1/3 плюс пк. И дальше мы ничего не смогли бы сделать, потому что значения 1/3 нету. Мы бы так и написали арктангенс 1/3. А что такое арктангенс 1/3? Арктангенс 1/3, внимательно посмотрите, это вот это расстояние. Вот это расстояние будет арктангенс 1/3. То есть, например, вот это расстояние, другим цветом, вот это расстояние, это арктангенс одного, что является, что, это π на 4, да? И здесь оно там будет минус 3 π на 4. Вот именно вот это π на 4 расстояние, да? Просто мы здесь прибавляем его, это расстояние. То есть мы от минус π прибавляем вот это расстояние, и получится вот это. То есть просто вот это в 3 раза меньше. Это арктангенс 1/3. Это расстояние в 3 раза меньше. Вот вопрос. Я вот буду ждать до конца, пока вы не напишете. Ну, наверное. Вот смотрите, вот эта точка. Тогда чему будет равна? Вот эта точка. Вот это расстояние. Арктангенс 1/3. Тут у нас минус π. Опа. И мы как бы идем вот сюда. Тогда чему будет равно вот это расстояние? Вот эта точка конкретная. Минус π плюс арктангенс 1/3. Красавец, Маффин. Ну вот 13-е задание ты уже полностью сделаешь. Все. То есть вот это, ну, наверное, самое сложное задание, которое может попасться именно по тригонометрии. Верно. То есть мы к этой точке, так как мы идем против часовой стрелки, мы добавляем это расстояние. Мы добавляем расстояние арктангенс 1/3. И в пункте Б мы так и запишем. Первая точка это минус 3 π на 6, минус 3 π на 4, а вторая точка это будет минус π плюс арктангенс 1/3. Я в ДЗшке обязательно понадаю вот таких заданий, довольно тяжелых, чтобы, если они вдруг вам встретятся, вы их смогли сделать. Блин, 19:00, конечно, хотелось бы еще вот типа такого примера сделать, но я думаю, на хорошей ноте мы сегодня вот закончим. Нужно будет пояснять, то есть некоторые моменты не доказывать, да, то есть если вам нужно полное с доказательствами, то лучше посмотрите просто запись прошлого урока, а сегодня просто будет такое
краткое повторение, что ли. То есть подытоживание материала, можно так сказать. Значит, вся тригонометрия рассматривается в прямоугольном треугольнике. Давайте нарисуем. Так, пишем. Тригонометрия. Она рассматривается в прямоугольном треугольнике. Прямоугольного треугольника стороны называются катет. Катет. Гипотенуза. Катет и катет рядом с прямым углом лежат. Гипотенуза, самая наибольшая сторона, лежит всегда напротив прямого угла. Теорема Пифагора звучит так. Значит, катет в квадрате. Катет первый в квадрате плюс. То есть, сейчас. Катет в квадрате плюс катет второй в квадрате равен гипотенуза в квадрате. Гипотенуза. Вся она в квадрате. То есть давайте приведем какой-нибудь пример. Вот прямоугольный треугольник, да. Здесь будет, например, 3, здесь 4. Нам нужно найти гипотенузу, да. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно х в квадрате. Будет 9 плюс 16 равно х в квадрате. 25 равно х в квадрате, тогда гипотенуза равна 5. Как я говорил уже на уроках геометрию, теорему Пифагора вы должны знать идеально. То есть это самая важная тема в геометрии и в тригонометрии. То есть это самая важная тема. Без нее вы дальше никуда не поедете. Теорема Пифагора самая важная тема в тригонометрии и геометрии. То есть от нее все строится. Все доказательства, все свойства. Все начинается с теоремы Пифагора. Поэтому, пожалуйста, заучите ее. И прям вот сделайте на ней акцент. Окей, с теоремой Пифагора разобрались. После этого у нас появляется в 8 классе, когда мы прошли теорему Пифагора, появляется первый урок по тригонометрии. Появляется определение слова синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Вспомним, что это значит именно с тригонометрической точки зрения. Нарисуем прямоугольный треугольник, обозначим вершины ABC. И давайте запишем, что такое синус, что такое косинус, что такое тангенс, что такое котангенс. Синус — это противолежащий катет делить на гипотенузу. Косинус — это прилежащий катет делить на гипотенузу. Тангенс — это противолежащий катет делить на прилежащий катет. Котангенс — это наоборот. Это прилежащий катет делить на противолежащий катет. Давайте на конкретном примере это разберем. Допустим, у нас треугольник со сторонами 3, 4, 5. Как мы только что разобрали. Тогда вот возьмем вот эту буковку А. Тогда синус угла А. Это будет противолежащий катет. Что есть 4. Делить на гипотенузу. Будет 5. Косинус. Это прилежащий катет. Делить на гипотенузу. Это будет 3/5. Тангенс. Это противолежащий катет. Делить на прилежащий катет. То есть 4 на 3. И котангенс — это наоборот. Это прилежащий катет делить на противолежащий катет. То есть вот что такое косинус, синус, тангенс, котангенс с геометрической точки зрения, да? Она есть с алгебраической, а это с геометрической. То есть вот такую тригонометрию мы закрыли. После этого, то есть вам еще единственное, что нужно знать тему окружности. Ну это вот мы проходили с вами на уроках геометрии. После этого появляется тригонометрия алгебраическая. Значит, напоминаю, у нас есть...
Давайте мы нарисуем этот круг красиво. Вам как советую делать 6. Давайте, ну, можно поближе, да, сделать. 6 клеток влево, 6 клеток вправо, 6 клеток вверх, 6 клеток вниз. Ну, проще по основаниям протыкайте. Так, 3, 6. И потом циркулем просто чиркните. Да, у нас получится вот такая окружность. Чуть-чуть вниз вот сюда. Вот, и здесь у нас центр. Так, я точно правильно сделал? Давайте, подождите, вот здесь центр. 6, 3. Сейчас, подождите. 6, 3. 6. Нет, на один ниже нужно. Вот так вот. О, теперь отлично. Вот, теперь центр сразу виднеется. Вот он. Нарисуем окружность с радиусом 6 клеточек, да? То есть, ну, просто для рисунка, чтобы точный рисунок был. Так, уменьшу шрифт. Расстояние от центра до края, да, у нас будет 1 сантиметр. 1 сантиметр. И вот сюда, да, тоже проведем такую линию. Значит, смотрите. Представим, что этот круг — это стадион, по которому мы бегаем. И мы стартуем вот с этой точечки. Вот с этой точечки. Это старт. Да? Старт. И мы бегаем по кругу, как белка в колесе, да? И, допустим, то есть радиус у нас 1 сантиметр. Вот отсюда до сюда 1 сантиметр. Вот если взять вот это расстояние, половины круга, вот это красные линии, да? И выпрямить вот так вот в прямую линию, можете это сделать самостоятельно. Например, взять веревочку, смотрите, например, сделать окружность с радиусом 1 метр, да, и взять большую веревку. И когда вы сделаете, вот чтобы у вас веревка пол окружности вот так обхватывала, и вы веревку потом вот так вот выпрямите, да, вот так, ну у вас, конечно, руками не получится это, но у вас получится 3,14 метра. Вот, это и есть число π. То есть расстояние половины длины окружности это 3,14 сантиметров. Почему число π? То есть, еще раз, отсюда до сюда полкруга это 3,14 π. Почему число π? Почему оно так написано? Ну, потому что, например, тебе нужно вот это число поделить на 4, да? Но ее неудобно делить на 4, но это впадлу делать, типа. 3,14, там еще какие-то числа после этого. Делить на 4. Там 314 делить на 4. Так, что там? Там 87, 0,87. Короче, фигня какая-то. Для этого, чтобы не париться, взяли, написали 3014, это просто вот как x, да? Только не x, а π. Просто за какую-то букву приняли. Просто рандомная буква. Поэтому вместо 3,14 сантиметров мы будем писать π. Расстояние равно π. Тогда, если пол круга равно π, тогда весь круг сколько равен? Если пол круга это π, тогда весь круг чему равен? Это будет 2π. Окей? А если пол круга это π, тогда сколько будет четверть круга? То есть, вот смотрите, вот это π, а вот половина от этого сколько будет? Это будет π делить на 2. То есть, вот смотрите, π делить на 2, еще π делить на 2, и еще π делить на 2. Это получится 3π на 2. Значит, напоминаю, да, у кого проблемы с дробями. В числителе мы пишем то количество частей, которые мы взяли. Например, вот здесь вот, да, разделили окружность на 4 части.
Нет, половинку на две части поделили, и нам нужно вниз идти. Вот будет 3, 4. То есть мы делили на две части, да, половинку окружности, и взяли из них 3. Раз, два, 3. Взяли 3, делили на две части половинку окружности, поэтому 3 π на 2. То есть не всю окружность делим, да, на две части, а именно половинку делим на две части. Вот то, на сколько частей мы делим, мы пишем снизу. То, сколько частей мы берем сверху, пишем сверху. Так, надеюсь, это понятно. Теперь, если у нас расстояние от центра до края единица, да, то расстояние от центра до верха будет единица. Расстояние от центра до лева, там будет отрицательное значение, да, потому что это как ось х. И расстояние от центра до низу будет тоже единица, но только отрицательное, минус 1. Давайте мы возьмем половину от этого расстояния. Типа вот так. Половину от этого расстояния вот так. Половину от этого расстояния вот так. Половину... Вот так. И половину от этого расстояния. Вот так. Теперь... Теперь по вот этой линии возьмем тоже серединки. Да? Что у нас? Вот серединка, да? Вот серединка. Вот серединка. Лучше продолжить ее вот так вот. Вот серединка. Так, здесь возьмем. Вот она идет. Вот серединка. Теперь соединим вот эти. Вот видите, да? Теперь краюшки. Вот я обозначу точки, которые у нас есть, да? Красненьким. Вот. 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 Теперь соединим их либо по горизонтали, либо по вертикали, как сможете. Вот, допустим, здесь мы соединим по вертикали точки. Оп. Потому что у них будет одинаковые значения. Здесь по вертикали соединим тоже. Здесь можем по горизонтали соединить точки. Здесь можем по горизонтали соединить точки. Так, и еще будет значение... вот под углом 45 градусов. Вот смотрите, видите, она клетку ровно пополам будет делить. Вот так вот. Ровно пополам клетку делит. Даже можно вот чуть-чуть вот сюда. Отлично. Так. Вот так вот. И такую же вертикальную линию делаем. Чтобы она клетку пополам рубила, это будет угол 45 градусов. Чудесно. Теперь точки между собой соединим. Вот так вот. Так, стоп, что-то немножко не получается. Вот. Чудесно. 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 И у нас получился огромный тригонометрический круг. Теперь обозначим новые точки, которые у нас появились. Вот они. Вот они. Вот они. И вот они. Это у нас на каждой четверти будет 3 определенных значения. Здесь. Давайте можно все в черный теперь покрасить. И уменьшить до единички. Вот так вот. Значит, смотрите. Это называется тригонометрический круг. Значит, вот у нас π на 2, π, 3 π на 2, здесь будет 2π. Если мы брали половину расстояния, да, ну, то есть вот, смотрите, 6 клеток это единица, значит 3 клетки это будет 1/2. Вот здесь вот, блин, могу я вот увеличить? Я думаю, не буду, ладно. Здесь пишем 1/2. Да, то есть половина расстояния от этого. Значит, вот здесь будет 1/2.
Вот здесь будет минус 1/2. Потому что представьте, что это как ось X. Да? Слева она будет отрицательная. Блин. Слишком маленький пиксель, она не хочет двойку записывать. Нормально. И здесь будет тоже минус 1/2. Как мы найдем следующие значения, посмотрите конкретно вот лучше на уроке. Я это конкретно там объяснял. Там по теореме Пифагора мы высчитываем. Там берем углы, там 45 градусов, 45 градусов. Оба обозначаем за x. Посмотрите конкретно в записи урока. Сейчас я уже конкретные значения скажу. Мы их выводили, эти значения. Здесь будет значение корень из 2 на 2. Здесь будет значение корень из 3 на 2. И давайте я накопирую. Ну, конечно, ювелирная работа. Двойка плющится. Так, минус корень из 3 на 2. Я очень много трачу времени на тригонометрический круг, потому что это самое важное, что есть в тригонометрии. Все остальное это уже пару формул просто использовать. Нужно и буквально изучить тригонометрический круг. Где какое значение, откуда, как оно появляется, как его строить, как его находить. То есть вы должны каждую деталь в тригонометрическом круге понять. Поэтому я все так вот буквально расписываю, второй раз подряд уже. Так, вот здесь будет минус корень из 2 на 2. Так, здесь все записал. И сверху корень из 3 на 2, да? Ой-ой-ой, тихо. Корень из 3 на 2. Чудесно. Все, тригонометрический круг готов. Теперь можем записать, что... Давайте красным цветом подсвечу. Что красненькое у нас, чтобы лишних чертежей, красненькое это косинус, красненькое это косинус, а зелененькое это синус. Синус. И распишем значения, которые есть. Опять же, почему конкретно какие значения, да, мы разбирали на уроке. То есть я сейчас лишь просто повторю. Да? Например, разделим. Хотя можно... Окей, я могу вот это просто оставить как основной рисунок, а здесь делить. Например. Только я более быстро это буду разбирать. Да? Берем вверх. И, допустим, нам нужно разделить на 4 части. Да? Делим пополам. И еще пополам каждую половиночку. Значит, мы разделили на 4 части. В знаменателе сразу пишем 4. Да? Значит, вот это значение, это будет 1, 2, 3, 4. Да? Значит, вот это значение будет π на 4. То есть 1 π на 4. Либо просто π на 4. Вот это 2 π на 4. Либо π на 2. Да? Вот это будет 3 π на 4. Мы взяли 3 части, да, вот здесь вот в этой точке. И здесь будет 4 π на 4, просто π. Потом делим дальше. Мы также делили на 4 части. Поэтому здесь будет 5 π на 4. Здесь будет 6 π на 4.
Либо можно сократить, это будет 3π на 2, что мы писали уже, да? Здесь будет 7π на 4, а здесь будет 8π на 4, что можно сократить, это просто будет 2π, что мы уже писали. Поэтому давайте заполним угловые значения вот такие. Значит, что здесь у нас будет? Здесь будет π на 4. Вот это значение π на 2 у нас записано уже. Вот это значение будет 3π на 4. Да? И здесь будет π, это записано. Так, здесь будет 5π на 4. И вот здесь вот будет 7π на 4. Заполнили. Теперь давайте поделим на 6 частей окружность. Делим пополам. Делим пополам. И еще по 3 части, да, чтобы по 6 было. На 6 одинаковых частей делим. Раз мы делим на 6 частей, в знаменателе сразу пишем 6. Если мы берем одну часть, вот здесь вот, то это будет π на 6. Если мы берем вот здесь вот, это будет 2π на 6. Либо это можно сократить, это будет π на 3. Здесь будет 3π на 6. Можно сократить, будет π на 2. На 3, да? 4π на 6. Можно сократить, это будет 2π на 3. Либо 4π на 6. То же самое. 4π мы взяли, поделили на 6 частей. И здесь будет 5π на 6. Давайте это все заполним. Здесь будет π на 6. Поделили на 6, взяли одно. Здесь будет π на 3. Взяли две части, потом в конце сократили на 2. Здесь будет 2π на 3. Это то же самое, что 4π на 6. Взяли 4 части, делили на 6. И последняя точка 5π на 6. Давайте низ тоже поделим на 6 частей. Делим пополам. Делим каждую половину еще на 3 части, чтобы было 6 ровных частей. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7π на 6. Дальше. Делим на 6, да? Это будет 8π на 6. Можно сократить. Это будет 4π на 3. 9π на 6. Можно сократить. Это будет 3π на 2. Мы уже записали. 10π на 6. Можно сократить. Это будет 5π на 3. И последний 11π на 6. Здесь будет 12π на 6. Что можно сократить, это будет просто 2π. Давайте заполним табличку. Значит, вот это значение. Мы взяли 5 частей. Мы взяли 7 частей. Я, возможно, перепутал, да? Нет, все верно. Мы взяли 7 частей, делили на 6. И это будет 4π на 3. То же самое, что 8π на 6, просто сокращенно на 2. Здесь будет 10π на 6. Это то же самое, что 5π на 3. Просто на 2 сократили. И последнее будет 11π на 6. Вот мы, по сути, нарисовали тригонометрический круг без тангенса, без котангенса. Но вот тут будут все значения. То есть, если нам нужно найти, например, какое-то значение, например, я говорю там косинус там, π на 4, да, я беру, да, нахожу точку π на 4. Вот эта точка. И мне нужно найти косинус. Я опускаю ее на косинус, и у меня получается значение корень из 2 на 2. Вот опустил, получился корень из 2 на 2. Если мне нужно, например, синус 11π на 6, я нахожу точку 11π на 6. Вот она. И опускаю на синус. Вот синус у нас зелененький. Получится минус 1/2. И все в таком ритме. То есть, если вам нужно отработать именно нахождение чисел на окружности, в файлике у вас есть, значит, урок по тригонометрии, теория, первый урок по тригонометрии, там, по-моему, есть на отработку. Обязательно посмотрите. Если... Сейчас я проверю, дайте точно проверю, чтобы не соврать. Если такого нету, то я сегодня дам на ДЗ это. Так, курс чайник записи 2. Так. Тригонометрия. Так, с нуля теория.
Да, да, все верно, все верно. Там 27 примеров. Ну, тут не видно, наверное. Или видно? Вот, я прямо сейчас вывел. У вас это вот ДЗшечка, вот можете ее сделать будете. Можете прямо сейчас сохранить, поделать это, потренироваться. Напомню, что 2π, если что, это 360 градусов. Кому вот сложно градусы переводить в пишки. Так, а мы продолжаем пока что. Все, с тригонометрическим кругом закончили. Если нам нужно какое-то значение косинус, мы находим это значение на окружности, опускаем на нашу линию, которая нам нужна. Да? Горизонтальная линия — это косинус, вертикальная — это синус. Бывают еще отрицательные значения. Если честно, их я не буду уже на этот круг заносить. Ну, давайте поговорим об этом. Блин, я боюсь не успеть. Нет, час остался. Ладно. Сколько смогу, столько смогу. Может быть, второй урок запишем по тригонометрии. Значит, вот поделили на... Вот здесь у нас стар, да? И вместо того, чтобы идти здесь π на 6, 2 π на 6, 3 π на 6, мы просто пойдем... То есть, например, как добраться до вот этого значения, например, да? Либо пойти вот так вот, да? Либо мы можем пройти вот это расстояние. В первом случае это будет 11 π на 6. В другом случае это будет расстояние минус π на 6. И в том случае мы окажемся в этой точке. Поэтому, ну, можно записать. Опять же, с отрицательными значениями можете также поиграться. Там в ДЗшке это есть. Допустим, какие будут значения здесь? Будет минус π на 6, да? Потом четверть, это будет минус π на 4, минус π на 3, минус π на 2. Здесь будет минус π. Ну, то же самое, только вот мы вот так вот шли, а теперь просто в другую сторону. Абсолютно полностью такие же значения. Минус 2π на 3, минус 3π на 4, минус 5π на 6. И так далее. Вот весь тригонометрический круг просто как будто перевернули его. Только с минусом теперь. Окей? То есть, ну, тут только нарабатывать надо. Если вдруг вы это не знаете, тут только нарабатывать надо. Я особо тут много не расскажу. Просто берете, например, синус минус 5π на 4 и думаете, где будет минус 5π на 4. Идете так, делите на 4 части, да? Так, раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Ага, не хватает. Вверх еще делим на 4 части. Раз, два, три, 4. Типа 5, 6, 7, 8. Ага, 5 вот здесь вот. Нам что нужно? На синус. Опускайте на синус, смотрите значение. Вот. Что еще? Давайте формулы приведения. Значит, блин, мне нужно прям с того урока формула приведения. Комменты открой. В смысле? Они у меня открыты. Блин, Илья, ты всегда вкидываешь что-то вот... всегда что-то вкидываешь, типа лагает стрим или комменты открой. Они у меня открыты всегда. Ща. Так, как мне комментарий сделать реально? Я тоже не могу. А, вот сейчас вижу, открой комменты. Все. Что-то не... Во, вроде нормально. Все, тогда спасибо, да. Что-то я комментариев реально не видел. Формула приведения, да? Давайте запишем. После того, как вы научились находить значения на окружности, опускать их на синус, на косинус, пройдем, что такое формула приведения. И давайте я прям вот с прошлого урока возьму примеры, потому что придумывать сейчас и искать это очень долго. Я, главное, суть объясню.
Это был, по-моему, второй урок по тригонометрии. Так, вот тригонометрия, может быть, 3. Так, аркосинус, раксинус, это уже, наверное, не то. Да, тут мы уже тригонометрические уравнения решаем. Так, а мне второй нужен тогда. Так, тригонометрия для чайников, урок 2. Так, нет. Это вообще 7 минут идет. Так, производные. Тригонометрия, урок 3, старт 9:40. Может быть, это... Так, нет, тут я формулу уже объяснял. Всякие двойные углы, разложение на множители. Значит, второй урок. Блин, ссылку не могу найти на него. Вот, нашел, по-моему, чайник. Во, нашел. Сейчас уберу. Все, я сделал. Так, значит, формула приведения. Значит, очень простая тема, которую мне в школе объясняли очень криво и заставляли зазубривать табличку. И до того момента, пока я не начал преподавать, я не знал, как нормально понимать эту тему. Значит, всего есть два простых правила. Правило первое. Мы смотрим... нет, если π на 2 или 3π на 2, то функция меняется. И правило второе. Смотрим на начальную функцию. Вот и все два правила. Значит, смотрим, как это работает. Если видите π на 2, сразу вместо синуса пишем косинус. А видите косинус и π на 2, пишем сразу синус. Видите π на 2 и 3π на 2 нету, значит будет синус, ничего не меняется. Нету π на 2, нету 3π на 2, значит оставляем косинус. 3π на 2 видим, сразу на косинус поменяли. 3π на 2 видим, сразу на синус поменяли. 2π, нет ни 3π на 2, ни π на 2, оставляем синус. Так, синус t, синус t, синус t, синус t, синус t, синус t. И теперь по знакам. Нарисовали окружность. Значит, здесь у нас 0. Ну, можно 2π обозначить, окей. Здесь будет π на 2. Здесь будет π. Здесь будет 3π на 2. Вот такую схему для себя нарисовали в голове. И ищите. К π на 2 нужно добавить какой-то уголок. То есть он будет... Вот смотрите, вот. У вас 3 четверти. Вот к π на 2 вы добавляете какой-то уголок. Значит, он будет во второй четверти. То есть он будет вот тут вот. Смотрите на синус. Вот в синусе какие у вас значения? Да, синус у нас вот эта линия. Вот. Синус у вас вот эта линия. Вот какие у вас будут тут значения на синусе? Они будут положительные, поэтому ставим плюс. Сори за минус уши. Да что ж такое? Не могу дышать. Дальше. Так. Минус π на 2, это у нас снизу будет, да, вот здесь вот. Минус π на 2. И мы к нему добавляем какой-то угол. То есть это будет четвертая четверть. Значит, и смотрим на косинус. Смотрим на косинус. Ну, в четвертой четверти у нас косинус будет какой? То есть вот здесь вот какие-то значения, да? Вот косинус. И вот тут значения будут положительные.
Поэтому пишем плюс синус. Едем дальше. Синус p минус t. P плюс t. Берем p, да, и добавляем к нему какой-то угол. Смотрим на синус, да, вот здесь у нас синус будет. И вот тут три значения, да, они все будут отрицательные. Поэтому пишем минус, отрицательный, минус синус. Едем дальше. P минус t. P минус t, то есть от P мы вычитаем какой-то угол, мы будем во второй четверти. Смотрим на начальную функцию, на косинус. Косинус у нас во второй четверти будет отрицательный. Слева у нас отрицательный будет косинус, да? Поэтому минус косинус. Три π на 2 плюс х. 3π на 2 плюс х, это будет четвертая четверть, где-то вот здесь вот будет. Смотрим на начальную функцию, это синус. Синус вот здесь будет отрицательный. Поэтому пишем минус косинус. Идем дальше. 3π на 2 плюс альфа. 3π на 2 плюс альфа это четвертая четверть. Косинус у нас, смотрим на начальную функцию, да, он будет здесь положительный, поэтому будет плюс синус. Плюс синус. И последнее. 2π плюс альфа. 2π плюс альфа это будет первая четверть. И смотрим на начальную функцию синус, это будет положительный вот здесь вот. Поэтому пишем плюс синус t. Надеюсь, что такое формула приведения, теперь всем понятно. Можете потренироваться, у вас есть в ДЗшечка, можете там посмотреть. Это за второй урок, по-моему, ДЗшка там была. Вот, формула приведения объяснил. Едем дальше. Что у нас? Отрицательные числа объяснил, синус, косинус. Давайте тангенс, котангенс. Смотрите, ну, во-первых, можно сразу записать, что тангенс это синус делить на косинус, а котангенс это косинус делить на синус. Либо это можно рассматривать типа противолежащий на прилежащий, прилежащий на противолежащий, да? То есть смотрите сами. Просто вот из вот таких там гипотенузы сократятся, и так и получится синус на косинус, короче. Давайте их нарисуем. Нарисуем вот так окружность и проведем тангенс. Тангенс параллелен у нас синусу, вот, да? А котангенс, он параллелен косинусу, вот так вот. Давайте запишем значения, которые есть у котангенса и какие есть у тангенса. Значит, вот здесь будет значение 0. Вот здесь значение будет минус 1. Вот здесь значение будет 1. У тангенса и у котангенса. Вот здесь одно и то же. Вот здесь значение будет корень из 3. Вот здесь значение будет тоже корень из 3. Здесь будет значение минус корень из 3. Здесь значение будет корень из 3 делить на 3. Минус корень из 3 делить на 3. Где-то вот тут вот. Да? Минус корень из 3 делить на 3. А здесь будет корень из 3 делить на 3. Здесь будет корень из 3 делить на 3. Конечно, лучше все поменьше написать. Ну, короче, я так быстренько накидываю. Здесь будет минус корень из 3 на 3, да? То есть, если слева по косинусу отрицательные, значит и на котангенсе также, да? Справа положительные, справа положительные. То есть на котангенсе как на косинусе, на синусе как на тангенсе. Здесь вот как раз будет минус единичка. И если вот дальше продолжить, там будет минус корень из 3. Вот все значения тангенса и котангенса. И напомню, да, что если, например, вам нужно там тангенс 5π на 4, да, вот здесь вот, например, то вы что делаете? Вы берете из центра, проводите линию, да, и потом она просто вот сюда дублируется. То есть как пружинка отпрыгивает. Я это, во-первых, и на курсе по тригонометрии объяснял. Можете у меня на YouTube посмотреть плейлист с тригонометрией. Там и тангенс, котангенс конкретно объяснял. И на вебинарах, которые вы смотрели, там тоже можете это посмотреть. Как она пружинивает и так далее.
Короче, и тут будет значение, и тут будет значение, и эти оба значения будут 1. Также там, например, 3 π на 2, да, но вот тут вот будет. И так далее. То есть главное, что она отпружинивает, да, вот сюда идет, например, и она отпружинивает вот сюда, типа того. То есть, потому что, например, для тангенса у него нет значений в третьей и четвертой четверти, да, а у котангенса нет значений в третьей и в четвертой. Здесь, если второй в третьей, а здесь третьей и четвертой, нет значений. Поэтому они отпружинивают. Ну, вот, короче, что такое тангенс, котангенс. Короче, ну, это самое, вот, на самом деле, простое. Тангенс, котангенс довольно простые, хотя звучат, например, страшно, да. Ну, котангенс звучит мило, конечно, но... Давайте пройдем, что такое арк. Сейчас, подождите, дайте я вспомню, что нам еще нужно знать. Так, ну научились мы находить значения формулы сокращенного умножения. Так, уравнение чуть попозже. Давайте пройдем, что такое арксинус. 4 темы сразу. Арксинус, арккосинус, арктангенс, аркотангенс. Значит, везде, в этих всех, это 4 разные темы. В каждой из этих тем есть приставка arc. И слово синус, косинус, тангенс, котангенс. Значит, что такое приставка arc? Вот, допустим, будем идти от обратного. Наша окружность, да? И, допустим, на косинусе... Давайте нормальный круг сделаем. Например, вот так вот, да? И, допустим, на косинусе, да, у нас будет значение 1/2. И у косинуса в значении 1/2 есть два ответа. Это π на 3, и это минус π на 3. Либо 5 π на 3. Неважно, это одна и та же точка. Так вот, чтобы не писать нам, да, чтобы не писать нам косинус 1/2, да, два значения, придумана штука арк-косинус. И в приставке арк-косинус мы рассматриваем только первую и вторую четверть. И поэтому пишем, что арк-косинус 1/2 это только π на 3. Понятно? То есть мы рассматриваем только первую и вторую четверть, а нижнее вот это мы не рассматриваем. Едем дальше. С синусом. Давайте такую же окружность красивую возьмем. Где-то вот здесь, да? Проведем синус. И, допустим, пусть у нас вот 1/2 где-то будет здесь, да? У нее есть два значения. Вот у 1/2, да? Это вот здесь вот. Это π на 6, да? И это значение 5 π на 6. И чтобы нам не писать два значения, придумали такую штуку, как арк. Арксинус 1/2 это будет только из первой и четвертой четверти. То есть мы берем только π на 6. И идем дальше. Прекрасную окружность. Дальше идем. Арктангенс. Тут еще все проще. У арктангенса в принципе нету значений слева. Поэтому мы только рассматриваем правую сторону. Понимаете? Только в первой и четвертой четверти. У него нет значений справа. Поэтому арктангенс это будет как раз первая, четвертая четверть. То есть, например, арктангенс минус 1, да? Минус 1 у нас есть в двух значениях. Вот тут вот. И вот тут вот, да? Вот он. Вот здесь минус 1, да? У нас есть двух значений. Мы берем только первую, четвертую четверть. Это будет вот это значение. Это будет минус π на 4. Аркотангенс. То же самое.
Давайте вот так вот. У котангенса arc котангенс. У котангенса нет значений снизу. Поэтому аркотангенс это все значения только сверху, из первой и второй четверти. Поэтому если мы говорим там аркотангенс корня из 3, да, то корень из 3 у котангенса это справа, вот он. Вот где-то вот тут вот, корень из 3, да. И это будет два значения, вот здесь и вот здесь. Мы берем только из первой и второй четверти, это будет π на 6. Надеюсь, вам понятно, что такое приставка arc. В косинусе и в котангенсе это первая, вторая четверть мы берем, рассматриваем только, чтобы не было два значения, да, а в синусе и в тангенсе это будет первая и четвертая четверть. Немножечко вебочка моя закрывает. Это после фанты. Так, у нас есть 40 минут еще, чтобы прийти к тригонометрическим уравнениям. Так, дайте я фанту возьму, и мы продолжим. Я взял фанту, и мы можем продолжить. Давайте что? Ну, давайте формулы еще повторим, да. Конечно, лучше бы учебник мне достать. Либо просто я их могу скопировать, когда мы тригонометрию проходили. Так, где у нас тригонометрия? Так, мы корни что-то проходили. О, сколько всего, чуваки. Просто посмотрите, это все мы делали. Вы просто представьте, это все мы делали. Просто это десятки часов работы. Это такая красота на самом деле. Блин, не верится, просто не верится, что все это моей рукой и вашим временем вот это было все забито. Капец, столько всего. Просто нереально. Я тут вырисовывал все. Капец. Так, это первый урок. Где там тригонометрия? Это ниже должна быть. Так, это производные объяснял. Это задание номер 12. Производные мы делали. Это пошли степени. Это я логарифмы объяснял. Так, это мы что-то... Это мы какие-то задачки делали. 11, наверное. Так, и вот пошла тригонометрия. Вот формула приведения. Вот мы формулу приведения делали. Аркосинус, арксинус. Пошли тригонометрические уравнения делать. Фида синус х. Так, вот. Вот что надо. Так, где формулы? Сейчас. Вот это нам надо. Основное тригонометрическое тождество нам надо. Что еще? Это мы записали. Так, вот это нам надо. А, это оно и есть. Нет. И все, здесь мы уже начали уравнение решать, да? А где двойной угол? А, вот двойной угол, да? Так, больше я формул не давал, да? Ну, значит, не надо. Так, ладно, этого достаточно. Тогда возвращаемся. Сейчас, если мне получится найти. Проще, мне кажется, перезайти просто на доску.
Сейчас я не найду иначе. Проход. Так. Вон, чудесно. Я скопировал. Значит, запишите основное тригонометрическое тождество, да. Еще нужно записать, что такое тангенс, котангенс, да. Еще раз, тангенс это синус делить на косинус, котангенс это косинус делить на синус. Формула двойного угла, формула приведения я объяснил. Что еще? Блин, ну если что-то еще надо будет, я напомню. Но я не помню ничего такого особого. Есть еще формулы суммы, но мы конкретно будем разбирать, когда уже будем просто 13 делать. Там... Когда кривые углы будут. Ладно. Давайте вот о чем поговорим. О чем? Ну, применять формулы двойного угла я тоже не особо хочу. Это просто формулы, да? То есть просто подставляете, пользуетесь ими. Мы конкретно за них разбирали. Давайте вот запишем решение уравнений. Решение уравнений вида синус x равно а, косинус x равно а, тангенс x равно а, котангенс x равно а. Это 4 вида уравнений, вообще 4 разные темы. Мы также давайте запишем это вот под один лист. Вот так возьмем. Поделим на 4 части. И запишем. Например, косинус x равно а. Синус x равно а. Тангенс x равно а. Котангенс x равно а. Это 4 формулы, 4 разных тригонометрических уравнения. Находятся они по разным формулам. Здесь мы делаем x равно плюс-минус. Находим арк косинус от числа а плюс 2πn, где n принадлежит z. Почему именно 2πn, я объяснял, тоже можете посмотреть. Потому что, чтобы вернуться к этой же точке, нам нужно пройти целый круг. А в отличие от тангенса и котангенса, который нужно полкруга всего лишь пройти, потому что у них точки зеркалятся. В синусе x1 равно арк синус плюс 2πn, где n принадлежит z. И x2 это π минус это значение. В тангенсе все просто. X равно арк тангенс числа а. Кстати, да, здесь не записал. Числа а плюс πn, где n принадлежит z. Здесь то же самое, только арк котангенс. Арк котангенс числа арк котангенс числа а плюс πn. Вот это 4 формулы решения тригонометрических уравнений. Пожалуйста, запишите их. Это вам 100% понадобится. Ну, то есть это каждое задание из каждого тригонометрического. Вот оно будет из них. Одна из этих формул. Так, еще раз. Формула приведения объяснил. Как находить значение на окружности объяснил. Что такое синус, косинус объяснил. Что такое тангенс, котангенс объяснил. Аркосинус объяснил. Отрицательные значения объяснил. Двойной угол дал. Основное тригонометрическое тождество дал. Что тангенс можно заменять как синус на косинус, а котангенс можно как косинус на синус объяснил. Что, можно примеры, получается, делать? Все? За сколько я справился? За час, короче. Ну, такое. Конечно. Полгода программы за час объяснять, это сложно. Давайте попробуем. И по ходу, пока мы будем делать... Давайте сначала с 9 начнем. Всякие свойства подкрепим. А потом... Ну, правда, мы это недавно делали.
Ну ладно. Когда мы проходили в тригонометрии формулы. Ну, просто ничего нового я не смогу вам дать, поэтому нам придется отрабатывать на этих же примерах. Найдите тангенс, если косинус у нас корень из 10 делить на 10. Так. Смотрите, чтобы найти тангенс, тангенс это синус делить на косинус. То есть для этого мы можем через косинус найти синус, да? Давайте запишем, что синус угла А равен 1 минус косинус в квадрате А. Это формула основного тригонометрического тождества. Синус в квадрате А плюс косинус в квадрате А равно единице. Да? Также можно перекинуть. Получится синус в квадрате А равно единице минус косинус в квадрате А. Все это кинуть под корень, и вот получится вот это. Надеюсь, понятно, да? Теперь подставим вот сюда косинус. Что получится? Синус А равен единица минус корень из 10 на 10 в квадрате. Синус равен 1 минус 10 сотых. Ноль девять получится. Так, 0,9 нету корня. Ща. Корень из 10 на 10, это сверху будет 10, снизу 100. 1 десятая. 1 минус 1 десятая, 0,9. Или я еще туплю? Окей. Можно попробовать без синуса сделать. Хорошо. Ну, допустим, синус кривой, окей. Я, конечно, могу... В принципе, могу поделить. Что это будет? Корень из 0,9. Как написать корень из 0,9 по-другому? Это 9 делить на 10, да? Это корень из 9 делить на корень из 10, да? Это будет 3 делить на корень из 10, домножить на корень из 10. Это будет 3 корня из 10 делить на 10, да? Это будет синус. Правильно? Окей. Ну, короче, 1 минус 10 сотых это будет 0,9. Я вот нашел корень 0,9, получилось вот столько. А теперь я что? Теперь тангенс. Это что? Синус делить на косинус. То есть 3 корня из 10 на 10 я поделю на косинус. Это корень из 10 делить на 10. Получится что? Переворачиваем вторую дробь, да? И сокращаем. Бац, 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 бац. Ответ 3. Единственное, давайте посмотрим знак. У нас сказано, что А принадлежит промежутку от 3π на 2 до 2π. Давайте нарисуем окружность. Так, там вебка моя не мешает? Нет. Вот 3π на 2. Вот 2π. То есть это вот отсюда до сюда. Это четвертая четверть. Тангенс у нас четвертой четверти. Вот он, 3 значения, они отрицательные. Поэтому будет ответ минус 3, а не 3. Окей? То есть вот для этого здесь дано вот эта штучка.
То есть так-то ответ 3, но так как он отрицательный, будет минус 3, да? 3 это расстояние, грубо говоря, а минус 3 это ответ. Так. Давайте дальше. Что у нас? Ну, то же самое. Давайте сделаем, окей. Тут я, конечно, по-тяжелому делаю через арифметику, но окей. Давайте найдем сразу косинус. Получим 1. Я сразу в квадрат возведу. 1 минус 25 26, да? Получится 1 20, корень из 1 26. Получится косинус. Это корень из 26 на 26, если домножить на корень из 26, да? Тогда тангенс будет равен синус, то есть минус 5 корень из 26 делить на корень из 26, сразу перевернем. Это будет 26 делить на корень из 26. Здесь будет минус 5 на 26, снизу будет 26. 26, 26, минус 5 ответ. Смотрим на четверть. Это π от π до 3π, там ответ положительный будет, поэтому ответ минус 5 будет. Или... Или нам нужно еще значение косинуса найти. А принадлежит от π на 3π на 2. Значит, косинус... Какой у косинуса будет вот здесь вот? Это будет с π до 3π на 2. Это отрицательный, да? Значит, будет минус 5π на 26. На 26 делить на корень из 26. Короче, минус на минус даст плюс получается. Я просто знак у корня, а у косинуса не нашел. Минус синус на минус косинус будет плюс тангенс. Короче, на самом деле здесь можно было знак не смотреть, пофигу на знаки забить, найти число, а знак просто смотреть по вот этому значению. Окей? Ну, на самом деле я понимаю, что я не в ту степень нахожу, это просто мы отрабатываем формулу основного тригонометрического тождества. Я думаю, можем забить это, вы дома, я думаю, поделаете спокойно. То есть, тут то же самое, я ничего нового не покажу. Давайте поделаем тригонометрические уравнения, попробуем. Давайте я прям сразу возьму ЕГЭшный формат. Не буду ничего упрощать. Например, тригонометрические уравнения. Давайте только попроще вариант. С разложением на множители. В моем понимании, это самые простые примеры. Так, ну для начала давайте найдем формулу приведения, да? Что будет? 2 π на 2, значит, сразу меняем на синус. Я это объяснял только что. Π на 2 минус какой-то угол. Это будет первая четверть. Первая четверть везде положительная, поэтому будет плюс 2 синуса х равно тангенс х. Тангенс х можем записать как синус х делить на косинус х. Да? Домножим на косинус х. Получится 2 синус х умножить на косинус х равно синус х. Синус х перекинем, получится 2 синус х косинус х минус синус х. То есть вы должны просто это видеть как какая-то буковка на буковку, типа x на y. То есть не нужно в этом... Это просто обычное детское уравнение.
Видите одинаковый синус? Выкиньте его за скобку. От первого осталось 2 косинус. От второго остался минусик, минус 1. И все это равно нулю. Если один из множителей равен нулю, то и все произведение равно нулю. Значит, тогда в первом случае синус х равен нулю. Во втором случае 2 косинус минус 1 равен нулю. Будет 2 косинус х равен единице. Делим на 2. Косинус х равен 1/2. И решаем два тригонометрических уравнения. Получится x равно... Смотрим, где у нас... Что происходит? Сайт повис. Нарисуем кружочек, поймем, где у нас синус 0, да? Нарисуем синус. Сверху будет единичка на синусе, да? Снизу будет минус единичка на синусе. Значит, по центру будет нолик на синусе, да? Значит, из нуля кидаем на окружность. Это значение будет 0. Поэтому x1 это 0 плюс 2πn. В другом будет π плюс 2πn, где n принадлежит z. Здесь будет x равно плюс-минус аркосинус, да, по формулам, которые я вам давал вот недавно, плюс 2πn, где n принадлежит z. Что такое 2πn, где n принадлежит z? Зачем это нужно? Это тоже было в уроках по тригонометрии. Посмотрите, пожалуйста, там я буквально вот сидел и объяснял это. Что такое π, что такое n, что такое n принадлежит z, зачем это каждый раз писать. Я все это объяснял. Значит, давайте нарисуем косинус. Вот здесь сотрем окружность. Просто я как бы повторяю, но я же не могу просто все мелочи, да, повторять, иначе, ну, это столько же уроков уйдет, сколько мы вот проходили тригонометрию, а там ушло где-то уроков 5-6. Поэтому некоторые такие детали, вот как, например, объяснять, что такое плюс 2πn, я не буду. Давайте возьмем косинус, да, нарисуем 1/2. 1/2 здесь вот. У нас два значения. И мы берем только из первой и второй четверти, потому что приставка arc. Это будет что? Это π на 3. Плюс-минус π на 3 плюс 2πn, где n принадлежит z. Пункт А мы сделали. Да? Вот он будет. Остался пункт Б. От минус 2π до минус π на 2. Нарисуем окружность. В первом случае у нас график синус х равно нулю. Во втором у нас косинус х равен 1/2. Чудесно. Значит, здесь напишем минус 2π. Да? То есть это вот так вот было. Здесь минус π на 2. То есть мы вот так вот шли, да, значит, наш промежуток будет вот такой. И обозначим значение, которое у нас есть, да. Синус х равен нулю. Это у нас, вот, мы с розовенького опускаем на окружность. Будет две точки. Да? И теперь с зелененького опускаем две точки. С одной второй, да? У нас вот тут вот она. Это вот тут и вот тут. Это вот здесь вот. И вот эта точка, она не подходит нам. Значит, ну здесь будет минус 2π. Здесь будет точка минус π. Да, то есть вот она идет. Минус π, минус 2π. И вот эта точка... То есть само расстояние косинус х 1/2 это π на 3. Да? Значит, мы от минус, вернее, к минус 2π мы прибавляем вот это π на 3 расстояние. Вот мы идем в эту сторону. То есть, когда отрицательное, мы идем
по часовой стрелке, когда положительно, мы идем сюда. Вот мы от минус 2π проходим вот это как раз расстояние π натрия. Получится, делаем общий знаменатель, будет минус 5 π натрия. Ответ пункт Б. Это минус 2π, минус π и минус 5 π натрия. Как-то так. Давайте еще. Возьмем вот этот пример. Разложим сразу синус 2х. Это будет 2 синус х на косинус х. Плюс корень из 3 синус х. Выпишем общее за скобочку. Во второй скобке все то, что осталось. То есть будет 2 косинус. Во второй будет плюс корень из 3. Приравниваем это к нулю. Здесь приравниваем к нулю. Сразу корень из 3 кидаем направо. Будет минус корень из 3. Делим на 2. Получится косинус х равен минус корень из 3 на 2. И решаем два уравнения. В первом случае я переписывать не буду. Получится вот это. Мы только что находили эти значения, да? Здесь синус х равен нулю. А здесь найдем. Можем для нашего удобства нарисовать окружность. Провести косинус. Минус корень из 3 на 2 это почти минус 1. Он будет вот здесь вот. И мы рассматриваем только первую и вторую четверть. Это вот здесь будет. Это значение 5π на 6. Это взять 5π, и когда мы делим половинку окружности на 6 частей. Получится х равно плюс-минус 5π на 6 плюс 2πn, где n принадлежит z. Ну, мы там должны были еще написать тип плюс-минус аркосинус минус корень из 3 на 2, и потом написать х равно плюс-минус 5π на 6 плюс 2πn, где принадлежит z, но неважно. Это у нас пункт А. Теперь пункт Б. Давайте нарисуем сразу. Рисуем окружность. 5π на 2 это 2,5π. Да? Значит, вот здесь вот будет 2π. А здесь будет 2,5π. То есть 5π на 2. Здесь будет 3π. И здесь будет 3,5π. То есть 7π на 2. Это и есть. Нам нужно от 2,5π до 3,5π. Вот так вот. Да? Окей. Синус х равен нулю, да? Проведем синус. Давайте розовенький. И опустим значение. Здесь будет, но она будет не подходит нам. И плюс-минус 5π на 6, да? То есть это косинус х минус корень из 3 на 2. Проведем косинус вот так вот. Минус корень из 3 на 2 у нас вот здесь вот почти минус единица. Вот здесь вот. И будут два значения. В первом случае это мы от 3π вычитаем π на 6. То есть, ну, либо мы к 2π можем добавить 5π на 6, либо от 3π вычесть π на 6. То есть 3π минус π на 6. А здесь мы к 3π добавляем π на 6. Либо 4π минус 5π на 6. Как хотите, что мы в том случае получится одинаково. Поэтому пункт Б у нас будет вот эта точка. Это будет 17π на 6. Следующая точка это будет 3π. И последняя точка вот это будет 19π на 6. Вот такой пункт Б. И вот такое задание. Достаточно простое. Есть ли какие-то сложности у вас? Вот скажите, типа, где у вас трудности возникают? Сложно ли вам
работать с тригонометрическим кругом, все ли значения там понятны. Может быть, вам непонятно, что такое 2πn, или, например, 5π на 6, там, или что такое 3π, или что такое 5π на 2, непонятно. Вот какие-то вопросы просто задавайте, я постараюсь пояснить. Ну, потому что я рассказал все, что я знаю о тригонометрии. Ну, постарался, окей, вкратце рассказать все, что я знаю о тригонометрии вот за час 20. Позадавайте какие-нибудь вопросы, давайте пообщаемся. То есть, если вам реально, вот, то есть, если пришли на повторение, сидите час 20 и слушайте меня, значит, ну, либо вы очень ответственный ученик, который все смотрит и все слушает и все делает, либо вы что-то не понимаете, да? А если вы что-то не понимаете, я хочу понять, что, чтобы вы поняли. Вот. Вы за это бабки платите, поэтому задавайте вопросы и будем разбираться с вашей проблемой, чтобы эту проблему исправить. Нет вопросов, чуваки? Балдеж, вот это, конечно, красота. Так, ну, я могу просто еще парочку примеров сделать, и мы на этом закончим. Давайте, может, что-нибудь тяжеленькое разберу. Сейчас что-нибудь тяжеленькое выберу. Давайте формулу приведения. Вот это поделаем. И закончим на этом. Я, возможно, их разбирал уже. Я уже не знаю, сотни примеров просто тригонометрических уравнений решил. Думаю, что, скорее всего, решал. Просто аналогов нету этого задания. Значит, ну, поехали. Если видим просто π, да, то будет также 3 косинуса. Π минус какой-то угол, это будет вторая четверть косинус, это отрицательно, минус 3 косинуса b. Синус π на 2 меняем сразу на косинус. Π на 2 плюс что-то, это вторая четверть в синусе положительная. Снизу 3π, это то же самое, что π, значит не меняется, пишем косинус, b, знак будет π плюс какой-то угол, это четвертая четверть, будет минус косинус. Получится минус 2 косинуса b делить на минус косинус b равно нулю, да? Это 9, это не 13, я прошу, блин, я тупанул. Тут просто будет ответ 2. Блин, это уже не равно нулю. Я не то взял вообще. Я и думаю, что-то похожее, да, тут просто 2, тут не нужно уравнение решать. Ща, я не то взял. Что-нибудь тяжелое. Я что-то видел, там спина 12 было, вот. Ну, я это разбирал на уроке, правда. Сейчас я попробую найти. Вот это реально тяжелое задание, где там... Блин, с кем же это делал? С Инной вроде. Дайте секунду. Ну, давайте вот с ОДЗ, окей, сделаем. Такое я точно уверен, что мы делали немного таких примеров. Ну, хотя, если вы проходили тему неравенства со мной, я думаю, бояться ОДЗ вам не стоит. Значит, прежде чем решать какой-либо пример, да, у нас есть корень и есть знаменатель. Сразу пишем, что минус синус х не равен нулю, значит, синус х не равен нулю. Плюс минус синус х должно быть больше нуля. Значит,
синус х должно быть меньше нуля. Это ОДЗ наша. То, что я обвел. После этого можем спокойно решать пример. Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю. Поэтому косинус х заменяем как y. Получится 6y в квадрате минус y минус 2 равно нулю. Дискриминант равен 1 плюс 20... 48. Будет 49. 1 плюс 7 делить на 12. Это будет 8 на 12. Это что? Это 4 шестых. Это 2 третьих, да? Y равен 2 третьих. И y равен 1 минус 7. Это минус 1 вторая, да? Минус 1 вторая, второе значение. Так, тогда получится, что косинус х равен минус 1 вторая. Косинус х равен 2 третьих. Верно? Ну, вот это значение, смотрите, мы могли бы, конечно, проделать его. Я могу даже сделать его, потом объяснить, почему оно не подойдет. Ну, окей. Но на самом деле подойдет только вот это, потому что это оно отрицательное. Вернее, это положительное значение, а нам подходит только где синус х меньше нуля. Подожди, нет. Где у нас синус х меньше нуля? Это снизу, да? То есть вот здесь вот. Да? То есть нам подходят только вот такие значения. Причем точки вот эти выколотые. То есть здесь синус х будет меньше нуля, это нам подходит. А 2 третьих, она может быть и здесь. Да, поэтому вот будет ответ, окей. Решаем тригонометрические уравнения. В первом случае здесь что будет? Х равно... Так, минус 1 вторая, это что? Это сверху... Это 2 π на 3, да? Плюс-минус 2 π на 3. Плюс 2 π, где n принадлежит z. А вот это будет сложнее, это не табличное значение. Получится плюс-минус арк-косинус. Арк-косинус. 2 третьих. Плюс 2 π, где n принадлежит z. 2 третьих, это... То есть вот 1 вторая, да? 2 третьих где-то будет вот здесь вот. То есть косинус, вот это вот такое расстояние, вот такое, вот оно. Либо вот это, вот здесь вот, да? Поэтому вот здесь вот у нас будет. Это плюс арк косинус 2 третьих. А здесь будет минус арк косинус 2 третьих. Это пункт А мы сделали. Посмотрим пункт Б. Его нету. То есть нам нужны конкретно вот эти ответы. Смотрите, ну, тогда окей. Тогда второй ответ будет, что плюс-минус 2 π на 3, да? То есть это минус 1 вторая, это вот здесь вот, да? Вот тут вот и вот тут вот. И нам подойдет только... Что это за значение будет? Это минус 2 π на 3, да? Это только минус 2 π на 3. Тогда x, получается, x равно... Ответ. Минус 2 π на 3 плюс 2 πn, где n принадлежит z. И минус аркосинус 2 третьих плюс 2 πn, где n принадлежит z. Я думаю, ответ такой. Но, если честно, вот именно с уравнением, ну, вроде так. Да, все верно. Да. Немножко по-другому делали, но неважно. Ответ получился такой же. Ну, вот в чем сложность, да, это когда вот просто нет табличные значения. Вы должны понимать, что такое косинус 2 третьих. То есть вот,
косинус 2 третьих. Вот у вас есть, например, косинус... Сейчас. Сейчас у нас занятие закончилось, я быстренько поясню. Вот есть косинус единицы, да? Это то значение, где косинус равен единице. То есть вот здесь 0, здесь единица, здесь минус единица. То есть вот здесь вот косинус равен. А 2 третьих, ну это вы просто берете вот тут вот, да? Делите на 3 части, 1, 2, 3. Вот будет 2 третьих. И отсюда кидайте на окружность. Просто это будет не конкретное значение, а это будет значение арк косинус 2 третьих. То есть вы не знаете это значение, поэтому оно так записывается. Арк косинус 2 третьих. Потому что если, например, 1 второе было бы, это арк косинус 1 второй, это пи натрия. Окей? То есть оно находится, оно табличное. Арк косинус 1 второй оно находится. А арк косинус 2 третьих оно не находится. Поэтому так и остается. Ладно. Ребят, всем спасибо за урок. Мы сегодня повторили, что такое тригонометрия, с чего она начинается, что это в прямоугольном треугольнике, что такое тригонометрический круг. Опять его нарисовали, опять его заполнили. Прошли формулы приведения, прошли отрицательные значения, прошли аркосинус, арксинус, арктангенс, аркотангенс, прошли виды уравнений, тригонометрических уравнений, записали формулы двойного угла, основные формулы... Основные тригонометрические тождества. Что еще? Поделали немножко примерчиков. Поделали немножко с основным тригонометрическим тождеством всяких штучек. Посчитали уравнения, с формулой проведения разобрались. Как-то так. То есть, в основном я постарался, как смог, за 1,5 часа все темы повторить. Вот. Если вам все еще непонятно, лучше просто пересмотрите прошлые уроки по тригонометрии. Но в целом, это вот вся информация, которая вам нужна, прежде чем приступать к 13А, 13Б. Сделать это задание. Просто я слышал некоторые проблемы, давайте мы поговорим об этом. Какие конкретно вещи нужно сюда? Ну, давайте, значит, во-первых, знание тригонометрического круга. То есть вы должны полностью его знать. Знание тригонометрического круга. Значит, формулы двойного угла. Формула приведения. Решение уравнений. Синус х равно а, косинус х равно а, тангенс х равно а. Ну, просто формулы знать, да? Тангенс х равно а. Что еще? Формула метод группировки. ОДЗ. Это, ну, это из 15-го, в принципе, следует. Что еще? Значит, метод замены. Давайте какую-нибудь задачку откроем. Сейчас. Так, просто посмотрю, что еще нужно знать. Так, ну, например, вот тригонометрические уравнения. Ну, вот, например, разложение на множители, двойной угол, решение уравнений. Ну и подстановка бета, это уже пункт бета отдельно уже. Главное пункт А решить. Если вы А решаете, то там, скорее всего, Б решите. Значит, формулы тангенса, котангенса и основное тригонометрическое тождество. Значит, нужны квадратные уравнения, естественно, знать. Хотя бы чуть-чуть. Квадратное уравнение. ОДЗ.
Тангенсы, квадратное уравнение, разложение на множителя, двойной угол, двойной угол, двойной угол, формула приведения, метод замены, формула приведения квадратного уравнения. Ну, вроде все, да? Ну, может быть, что-то еще, что я об этом рассказывал, естественно, просто я не могу вспомнить сейчас. Двойной угол. Ну, еще бывает, типа, синус суммы. Ну, можно и без него делать. Там можно разложить, короче. Не обязательно. Вроде не обязательно. Короче, вот этого с головой достаточно, чтобы делать 99% тригонометрических уравнений, да? То есть знать тригонометрический круг полностью, где синус, где косинус, какие значения где, как он что крутится, в какую сторону, отрицательные, положительные значения, где какие значения, как находить точки. Вот это все, это, ну, просто теорию смотрите. Опять же, у вас все это есть в записи. Формулы двойного угла. Просто научиться использовать их. Мы, по-моему, использовали их на 2-м или на 3-м уроке. Формула приведения. Я на 3-м уроке, по-моему, легко объяснил их очень. Там 2 правила всего. Одно, типа, это мы, если π на 2, 3 π на 2 меняем меняем график, и потом смотрим на основную функцию. Решение уравнения — это также просто тупо под формулу числа подставлять. Метод группировки скидывал на прошлом занятии урок. У меня есть эта запись на YouTube. Кому надо, опять же, можете в чатик написать, я вам скину еще раз. ОДЗ. Мы каждый раз это на 15-м разбираем. Тут, надеюсь, проблем нету. Типа, да, под корнем не может быть отрицательного числа, в знаменателе не может быть нуля. Все. И число в квадрате не может быть равно отрицательному числу. Метод замены. Ну, это типа там, x в квадрате, там, b плюс x в квадрате. Мы там x в квадрате заменяем как z. Получится там zb плюс z. Ну, типа того. То есть метод замены, надеюсь, понятно, что такое. Мы это каждый раз тоже используем. Формула тангенса, котангенса, основной тригонометрический, ну, тангенс — это синус делить на косинус, да? Котангенс — это наоборот, это косинус делить на синус. И основное тригонометрическое тождество — это синус в квадрате альфа плюс косинус в квадрате альфа равно единице. Ну и знать квадратное уравнение. Вот у меня только недавно урок вышел по квадратному уравнению, на этом же канале можете глянуть, последний ролик. Если вы не знаете, как, ну или у вас плохо с квадратными уравнениями, там есть отработка, ДЗ, все это бесплатно. Пользуйтесь. То есть, если вот это все знаете, то есть конкретно, да, опять же, акцент делаю вот на вот это. Вот это самое главное здесь. Вот это нужно на это сделать акцент. То есть, главное тригонометрический круг. Все остальное уже пойдет, выходит из него. Давайте делать, короче. Я просто немножко хотел пояснить, да, вдруг кому-то каких-то знаний не хватает для того, чтобы сделать каждый пример. Да, у кого-то проблемы с 13-м, но мне же пишут, типа там, я там сделал 12-е, там 15-е и 17-е. А почему 13-е не сделали? А, не знаю. Давайте разбирать. Сегодня будем просто сидеть, решать 13-е, смотреть на ошибки и играть в Киберпанк. О, в смысле, не понял. Блин, может реально в Киберпанк играть после, не ехать никуда? Да не, ладно. Так, давайте решим уравнение. Смотрите. Ну, во-первых, выпишем ОДЗ, да? У нас ОДЗ, что минус 6 синус x должен быть больше либо равен нулю. Это ОДЗ. Тогда поделим на 6, на минус 6. Получится, что синус x меньше либо равен нулю. Понятно? Вот она ОДЗ у нас. И теперь используем правило. Если один из множителей равен нулю, то и все произведение равно нулю, да? То есть, в принципе, мы вот это уже сделали, да? Что здесь синус x равен нулю. Ну, можем записать, да?
синус x равен нулю. Тогда вот это приравниваем к нулю. Что у нас получится? Корень из 2 синус в квадрате x плюс косинус x минус корень из 2 равно нулю. Что можем здесь сделать? Как квадратуру не решить? Поделить все, например, на синус в квадрате. Тогда, подожди, тогда справа будет синус, да? Можно разложить корень из 2 и сделать через косинус, да? Давайте так и сделаем. То есть мы минус корень из 2 представим как синус в квадрате x плюс косинус в квадрате x. Основное тригонометрическое тождество. Вот как раз только что я говорил, да? То есть вот я первый пример беру, абсолютно случайный. Что мне потребовалось? ОДЗ. Значит, что? Что там использовал? Основное тригонометрическое тождество, вот оно. Ну, пока что ничего еще из этого. Сейчас понадобится вот это точно. Двойной угол здесь вроде не понадобится. И там, по-моему, метод замены будет, я не уверен. Сейчас посмотрим. Перепишем. Да, это будет вот так вот. Минус корень из 2 синус в квадрате x. Плюс минус корень из 2 косинус в квадрате x равен нулю. Сократим. Останется косинус x минус корень из 2 косинус в квадрате x равен нулю. Вынесем косинус x за скобочку. Будет 1 минус корень из 2 косинус x. Тогда в первом случае косинус x равен нулю. Во втором случае 1 минус корень из 2 косинус x равен нулю. Перекинем направо и поделим на корень из 2. Получится косинус x равно 1 делить на корень из 2. Домножим на корень из 2, чтобы дробь была не иррациональной. И получится корень из 2 делить на 2. И в третьем синус x равен нулю. Итого у нас 3 варианта. 1, 2, 3. Давайте их решать. В первом случае получится косинус x, x равно плюс-минус π на 2 плюс 2πn, где n принадлежит z. Да, то есть мы просто, подставили, да, плюс-минус, аркосинус нуля. Аркосинус нуля это π на 2, а здесь все по формуле. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Да, еще знание арксинусов, аркосинусов. Да. Видите, буду дополнять. Арксинус, аркосинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Это все было, по-моему, на втором уроке. Либо на втором, либо на третьем. Там точно было. Я это 100% объяснял, по-моему, дважды даже. Значит, здесь что? Значит, x равно. Да. Корень из 2 на 2 это справа у нас. Это π на 4, да? Это плюс-минус π на 4. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Тут все стандартно. И синус x равен нулю, значит, x равно 2πn, где n принадлежит z. А в другом случае будет, так, это x1, x1, x2, x3, x4. Там на самом деле 6 ответов будет. Или нет? Да, 6 ответов. Здесь будет π плюс 2πn, где n принадлежит z. Вот это будет пункт А. Вопрос, было ли кому-то тяжело вот это? То есть пример сам по себе не самый простой. Вот пункт А был ли кому-то тяжелый? Ребят.
Илюш, в чем трудность возникала? Объясни. То есть забыл его вообще. Ну, значит, ты просто домашку не отрабатывал, раз ты забыл. А как, ну, типа, там дохренище нужно было прорешивать. В смысле, как ты мог забыть? Ну, то есть, вот нам дали пример, да? Вот нам дали пример. Нам нужно вот приравнять к нулю равно 0, да? У тебя правило третьего класса. Если один из множителей равен нулю, то и все произведение равно нулю. То есть, либо это равно нулю, либо это равно нулю. Мы пишем, что вот это равно нулю, вот левая часть, и что правая равна нулю. 10 сейчас только проходим. Что 10? 10 задание? Так вы это все должны были проходить уже в 10 классе. Это не, вы ничего не будете этого проходить. Типа уже конец декабря. Осталось типа 6 месяцев. Вы типа вот это уже должны щелкать. Мы просто должны нарабатывать первые 12 заданий, 13. Вот, мы уже должны щелкать. Как орешки. И уже работать на 15, 17, 19 и над скоростью первых 12. То есть вот наша сейчас работа должна быть. Вот это мы должны очень быстро делать. И как только мы закончим с вот этим, мы перейдем на 14 и будем работать, чтобы, ну, зафиксировать там 88-90 баллов. Там будем проходить, еще работать, у нас еще полгода есть. Но, блин, 13 это пока очень простое. То есть, просто объясни, в чем у тебя сложность возникла. Смотри, еще раз. Приравняли к нулю, вот. Тут синус, тут косинус. Надо как-то решить, да, нам это. То есть сделать везде, типа, либо синус, либо косинус. Видим, что намешается корень из двух. И здесь корень из двух. Воспользуйтесь основным тригонометрическим тождеством. Убрали синусы. Получились только косинусы. Вынесли косинусы. Это приравняли к нулю, это приравняли к нулю. Получилось вот это и вот это. И из третьего получилось вот это. Решили 3 примера. Получился ответ пункта А. Десятое не нужно проходить. Там нечего проходить. Там просто нужно цифры под формулу подставить. Все. Максимум, что можно его просто прорешивать иногда. Но там нет никакой теории. Там, то есть, там нет каких-то, типа, того, что нужно учить или понимать. Там не нужно ничего понимать. Там просто нужно цифры под формулу подставлять. Максимум небольшой опыт иметь, просто как в каких-то ситуациях поступать. И все. Но теории, инструментов никаких. Ладно, давайте дальше. Мы пункт Б не сделали. Значит, от 2π до 3,5π, да? 7 поделить на 2 будет 3,5. Берем табличку нашу вот эту. И давайте я вот это выпишу, чтобы нам проще было. И синус х равен 0. Пункт Б. Рисуем тригонометрический круг. И показываем 3 графика. Указываем, где у нас будет 2π. И 3,5π. Значит, что у нас? 3π. Вот здесь будет 3π. Вот здесь будет 7π на 2. То есть 3,5π, да? Значит, от 2π до сюда. Нам подходит промежуток. Вот он. Указываем графики. Значит, первый идет. Синус х равен 0. Проводим ось синуса. Сверху у нас единица. Снизу минус единица. Посередине 0. Вот он. Опускаем 2 точки на окружность. На окружность перпендикуляра. Получились 2 точки. Раз. Два. Сразу в пункт Б пишем ответы. 2π, 3π. Следующий график. Следующий график. Синий, например.
Проводим ось косинуса. У нас идет что? Косинус нуля. То есть мы вот сюда перпендикуляра опускаем. Вот. Получится два значения. Слушай, у нас там УДЗ же было. Я забыл про УДЗ. Синус х у нас меньше или равен нулю, то есть это все снизу только, да? А повлияет ли это на пункт А? Да, я думаю, да. Я и думаю, что-то 6 ответов до хрена будет. Да. Тогда давайте переделаем, наверное. Не, ну в принципе тут переделать не нужно, тут мы все верно делаем, мы просто сверху укажем точки, которые нам нужны, да. И что у нас будет последнее? Корень из 2 на 2, да? Корень из 2 на 2 это вот тут вот. Это вот здесь вот, да? Точки будут вот эти. Так, и теперь мы разберем у нас... То есть вот в пункте Б мы еще вот так вот сделаем. Да, что вот здесь вот не может быть, короче. То есть вот эта зона закрыта для нас. Поэтому то плюс π на 2 не подойдет, плюс π на 4 не подойдет, 2πn и π плюс 2πn подойдут. Вот, то есть ответ такой будет. Значит, здесь плюс π на 4 сверху не подходит, и плюс π на 2 не подходит, да? Потому что у нас сверху, вот здесь вот, плюс π на 4 не может быть, и здесь сверху плюс 2πn не может быть. Здесь может быть, здесь может быть. Понятно? Потому что у нас синус меньше нуля. То есть снизу, но только нас подстраивает. То есть давайте вот здесь тоже так заштрихуем, что здесь не подходит. Поэтому ответ пункта Б у нас 2π, она подходит. Она там меньше либо равно, да, 2π. 3π и 7π на 2, это снизу. Вот и все. Такие ответы будут. Вместо 6 ответов в итоге вышло из-за УДЗ всего 3. Про УДЗ всем понятно было, почему именно так? То есть вот смотрите. Окружность, да? Вот у нас синус. Вот у него единица. Вот у него 0, да? Вот у него минус единица, вот у него 0. И у нас в ОДЗ сказано, что синус х меньше либо равно нуля. То есть вот эта вся зона не может быть у нас, да? То есть синус у нас должен быть отрицательный. Либо нулю. То есть вот здесь вот может быть. Можем разбирать только вот эту, вот это место. Тут. Единственное, это подходит только вот здесь точка 7π на 2. Вот она, синенькая. Давайте вот вычеркнем вот тут вот. Так. Бэмс, бэмс, бэмс. И идем сделать следующее задание. Записывайте в тетрадочку. Да чаек поставлю. Мне еще час тут сидеть. И переоденусь. Жарко в толстовке.
Так. Ну что, поехали? Ну, то же самое, давайте... А, тут сразу квадратная будет, окей. Давайте вот ДЗ выпишем, да, что минус 7 косинусов х должно быть больше либо равно нулю, потому что под корнем не может быть отрицательного числа. 0 нам подойдет. Делим на минус 7. Когда мы делим на отрицательное число, знак неравенства меняется. Косинус х равен нулю. Вот ОДЗ. Потом его используем. В первом, так здесь у нас сразу выйдет косинус х равно нулю. Здесь выйдет 6 синусов в квадрате х плюс 5 синусов х минус 4 равен нулю. Делаем метод замены, про который я говорил. Синус х заменяем на y. Получится квадратное уравнение. 6y в квадрате плюс 5y минус 4 равен нулю. Дискриминант получится 25. Минус 4 на 4 на 6. На минус 4. 16 на 6. 96. 121, да? Окей. Будет минус 5 плюс 11 делить на 12. Это будет 6 двенадцатых, 1 вторая, да? А во втором случае минус 5 минус 11 делить на 12, это будет минус 16 18, 12, это там не подходит. Не подходит. Поэтому только 1 вторая. Пишем синус х равен 1 вторая, косинус х равен нулю. Так, здесь решаем. Одна вторая, что это у нас? Это 60 пи на 6, да? Это пи на 6 плюс 2 пн, где он принадлежит z. Ну, можете опять же писать, типа, аркосинус 1 второй плюс 2 пн, где он принадлежит z, да? Потом находить, что это пи на 6, просто мне это впадло очень делать. Вы можете это расписывать. И здесь будет π, это же самое, ну, берем π, ставим минус, и вот это просто копируем сюда. Вот. Получится 5π на 6. Тоже расписывать дважды не буду, чтобы мусорить. Здесь π на 6, там π минус π на 6, окей? Здесь будет x равно, мы уже расписывали сегодня про 0, это что? Это плюс-минус π на 2, где... плюс 2πn, где n принадлежит z. x3. И причем, что у нас косинус меньше либо равен нулю, нам эти вообще два не подойдут. А косинус меньше нуля это слева, да? Тогда вот это нам не подходит. Давайте выпишем пункт А. Давайте нарисуем окружность, чтобы вы понимали, да? Так, моя вебка там не мешается. Ну, чуть-чуть, не страшно. Проведем косинус, и вот здесь вот у нас будет нолик. Нолик. Слева будет минус 1, справа единица на косинусе, да? И нам подходит, нам не подходит, вот так вот. То есть вот это все не подходит, мы сюда не можем дойти. Поэтому вот это π на 6 не подходит. И вот здесь вот. Нет, здесь все подходит. Да, просто вот это не подходит. Итого ответ пункта А будет вот такой. π на 6 плюс 2πn, где принадлежит z, и плюс-минус π на 2.
Читаем пункт Б. От минус 2,5π до минус π. Давайте нарисуем это. Пункт Б. Рисуем окружность. Минус π. То есть вот у нас нолик, здесь будет минус π. Потом мы идем по часовой стрелке, да, минус π. Потом минус 2π. И минус 2,5π. То есть минус 5π на 2. Да? То есть отмечаем промежуток. Вот здесь вот. И показываем, что проводим косинус. Кривовато немножко сделал. Давайте вот здесь вот π на 2 будет. Что вот здесь нам не подходит. То есть здесь перекрыто все. Давайте построим эти графики. Что это будет? Это синус х равно 1/2. Синус х 1/2. Это вот здесь вот, да, синус? Это вот тут вот. И вот тут вот. Да? Нам подходит только вот эта точечка. И синус х равен 0. То есть это мы вот отсюда опускаем перпендикуляры. И вот до сюда. Это будет вот эта точечка и вот эта точечка. Напомню, что у нас от минус π вот до сюда. Волнистыми линиями такими. Поэтому нам подходит точка, пункт Б. Минус π. Ой, что я клуб снесу. Здесь что? Это минус 7π на 6. То есть мы к этому расстоянию еще вычитаем π на 6, да? Ну, либо к этому прибавляйте 5π на 6, как вам угодно. Либо к этому добавляйте 5π на 6, либо от этого вычитайте минус π на 6. Короче, это расстояние π на 6 главное. Потом сверху точка это у нас будет. Это минус 3π на 2. Ну, минус 1,5π, вот он. И вот это минус 1,5π, минус 2π, минус 2,5π. Либо минус 5π на 2. Просто в столбик поделите, будет 2,5. Проверяем ответ. Но я думаю, тут без ошибок. Да, все верно. Точка справа здесь выколотая. Оп, оп. Нам не подходит. По УДЗ. Так, давайте отодвинем, посмотрим, что у нас могло быть сложненького здесь. Где вам было сложно, ребят? То есть в каком из пунктов вам было трудно? Или нормально 13-е. То есть вообще вам изи, вы спокойно делаете. Всем привет, 6 человек сегодня, балдеж. Но это считается чуть выше среднего. Чуть выше среднего. Потому что здесь есть ОДЗ. И вот из-за этого одного числа у вас полностью может быть два ответа неверных. Понимаете? То есть вместо 2 баллов, да, даже если все это сделаете, получите 0. То есть давайте вот мы зафиксируем одну вещь. Что вот в пункте А особенно вы можете накосячить. Что вот это не подходит. Да? Объясняю, значит. Вот мы можем нарисовать это. Да, вот синус х 1/2. Вот мы провели синус, да?
Вот справа показываю. И вот у нас 1/2 на синусе. Мы опускаем 2 точки. Вот и вот. Вот эта точка нам подходит, потому что у нас косинус х должен быть меньше либо равен нулю. То есть он отрицательный должен быть. А косинус отрицательный вот тут вот. Вот тут вот. А вот эта точка нам не подходит. Понимаете? Потому что она больше нуля. И именно поэтому вот это уравнение мы не берем в ответ в пункте А. И вот эту точку мы не берем в пункте Б. Вот это вся суть ОДЗ. Понятно? А по примеру, что мы? Ну, выписали УДЗ, приравняли к нулю, сделали метод замены, решили квадратное уравнение, получилось 2 ответа. Второй здесь не подходит, потому что больше единицы, да? Ну, типа 16/12, типа больше единицы, он, значит, выходит за окружность, а это, значит, не подходит под тригонометрические всякие штуки. Вот. То есть у нас от -1 до 1 правило в окружности, потому что радиус единицы равен. Что? Потом решили синус, косинус. Ну, тут вроде все просто. Главное, вот я говорю, вот это и вот это тут, в этой задачке было. Давайте, думаю, пойдем дальше. Так. Чуть побыстрее сейчас буду. Я просто стараюсь еще объяснять, еще красивенько оформлять, еще спрашивать вас, поняли вы или нет. Поэтому немножко дольше мы это делаем, чем если я бы просто решал бы это тупо. То есть я вот могу показать, как я это бы решал, вот типа сам бы. Ну давайте вот просто для примера, да? Типа... Здесь просто тангенс x равен нулю. И тангенс x что? Меньше либо равно, да? То есть больше либо равно, меньше либо равно, окей. Значит, тангенс x равно нулю. Здесь будет косинус x равен нулю. Здесь будет 2 косинуса x равно 1/2, правильно? Ну, короче, 1/2. Это в квадрате? Нет, это без квадрата. Окей. Так, чё? X равно плюс-минус π на 2. Сейчас я все объясню, я просто покажу, как делать, как я обычно делаю. Π на 2, чё? Плюс 2πn. Здесь, значит, что это? 1/2 это что? Плюс-минус π на 3. И здесь x равно 0 это что? Тангенс нуля вообще может быть? Да, это просто 0, по-моему, будет, да? Короче, πn просто получится, да? Окей, вот пункт А сделали. Давайте вычеркнем теперь, что оно не подходит под УДЗ. У нас тангенс x меньше или равен нулю. Так, вот здесь посложнее. Тангенс у нас вот здесь вот. И он положительный. Значит, нам нужно, чтобы он был отрицательный, да? Отрицательный он вот здесь, вот в этой четверти и вот в этой. Значит, вот тут вот у нас вычеркнутое. Значит, вот тут вычеркнутое. Блин, я опять пытаюсь объяснять. Короче, нам подходят только вот эти значения. То есть из первой, из четвертой, из второй четверти. Так, значит, плюс-минус π на 2 нам подходят. Плюс-минус π на 3. Плюс нам не подходит π на 3. И пк нам подходит. Все, да? Получается, только одна не подошла. Окей, вот будет пункт А. Пункт Б. Окружность, опять же, только четвертая и вторая четверть нам подходит. ОДЗ... все? Надо уравнение было только решить? Подожди. В смысле? Блин, я задание не прочитал. Там нету пункта Б? Да, нету пункта Б. Так. А в чем подвох?
А, если у нас тангенс x равен нулю, тогда у нас косинус x не может быть равен нулю. Потому что тангенс это синус делить на косинус. Получается, что плюс-минус π на 2 не подходит. Правильно я понимаю? Блин, я думал, что это то же самое задание, хотя по-быстрому сделать. Оно... Окей, давайте, короче, нормально его разберу. Оно, походу, оно интересное, ну, типа, необычное, скажем так. Значит, здесь. Давайте заново разберу. Ну, я решил уже, просто поясню сейчас. Значит, вынесем здесь косинус, да? Косинус x вынесем. Здесь будет 2 косинуса x минус 1. Ну, здесь можно, в принципе, выписывать, можно нет. Да. А если у нас косинус x равен нулю? У нас единственное, что может отсюда выйти, это 0, правильно? У нас это правило. Потому что все остальное выйдет отрицательное, да? При умножении на 1. Хотя отрицательное, если выйдет. Не, может отрицательное число выйти. Я просто пытаюсь понять, обязательно ли условие, что косинус x не может быть равен нулю. Но, наверное, все-таки как у ДЗ. То есть... Да, наверное, все-таки как у ДЗ. Окей. Тогда окей, пишем. Первое, косинус x равен нулю. 2 косинуса x минус 1 равен нулю. То есть косинус x равен 1/2. И здесь тангенс x равно нулю. При том, что тангенс x должен быть меньше либо равен нулю. Ну да, смотрите, да, если косинус, в первом случае, если косинус равен нулю, тогда вот это не имеет смысла. А если это равен нулю, то косинус не может быть равен нулю. Короче, в любом случае косинус не может быть равен нулю, окей? Да. Значит, пишем тогда, что косинус x не имеет смысла, так как в одном случае, то есть первый случай, это если типа косинус x равен нулю, тогда вот это как бы равно нулю, да? Но если здесь будет 0, получится, что это минус 11 синусов делить на 0, понимаете? То есть неважно, что здесь не 0 получится, но оно не будет иметь смысла. Поэтому такого быть не может. Да? Даже если вы 0 умножите на то, что не имеет смысла, у вас не получится 0. Будет просто нет решений. И в другом случае, когда вот это равно нулю, да, то есть у вас должно быть 0 и делить на что-то. У вас не может быть косинус x равен нулю. Поэтому в другом будет синус делить на косинус, да, косинус тоже не равен нулю. Косинус x не равен нулю. Ну, как-то так. И разбираем тогда вот эти два оставшихся примера. Что получится? X равно плюс-минус π на 3, плюс 2πn, где n принадлежит z. А здесь будет x равно просто πn, где n принадлежит z.
И ответ будет, да, так как у нас ОДЗ, вот оно, ОДЗ. Еще раз поясню, да. Значит, смотрите, рисуем окружность. Вот у нас ось тангенса. Моя вебка не мешается. Вот у нас ось тангенса, смотрите. Она параллельна оси синусу. Вот она, слева идет, да. И тангенс у нас сверху положительный, да. То есть, например, вот здесь вот единичка, вот здесь минус единичка. Но смотрите как. Там же еще отражается, напомните, я про это рассказывал. То есть, смотрите. Вот если вот здесь вот у нас точка окружности, да. И давайте разобьем ее на 4 части. Окружность. То вот 3 вот этих значения, они будут отрицательными. И вот здесь будет отрицательный, да. То есть вот, смотрите, берем из центра, проводим сюда. Она отражается, она падает сюда. Вот она. Сюда проводим, она отражается и падает сюда. Сюда проводим, отражается сюда. А вот эти два значения, они будут положительные. И поэтому они нам не подходят. Мы их вот так вот закрашиваем. И поэтому плюс пи-натрий нам не подходит. Ответ будет минус пи-натрия плюс 2 pn, где n принадлежит z. И второй ответ это просто pn. Довольно сложное задание, я считаю. Тут нужно хорошо знать тангенс. Очень хорошо знать нужно тангенс. То есть все про него знать. Понимать, как он работает, понимать, как у него знаки, где положительные, где отрицательные. То есть это трудное задание, я считаю. Давайте дальше. Ну, я просто и стараюсь такие брать задания. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Че, может, чайку потянули? Синус 2х на синус. Смотрим на начальную функцию. Это что? Пи на 2 плюс угол. Это будет минус синус. Минус синус х, да? Равно корень из 3. Давайте напишем, что синус х не равен нулю. И можем спокойно домножать на него. Получится синус 2х равно корень из 3 синус х. Или минус будет, да? Раз мы домножаем, то будет минус. Окей? Перекидываем, получим синус. Разложим. Ну, давайте разложим. Сейчас, подождите. Перекинем сначала. Теперь разложим по двойному углу. Вынесем общий синус. Выпишем. Это ОДЗ. Она довольно простой здесь. Напишем, что синус х равен нулю. И что 2 косинуса х плюс корень из 3 равен нулю. В первом случае тогда у нас будет просто 2πn, где n принадлежит z. Во втором случае будет π плюс 2πn, где n принадлежит z. Во втором случае будет, что перекинем, поделим на 2, косинус х равно минус корень из 3 делить на 2, х равно плюс-минус π на 6. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Это пункт. Так, у нас хоть в одном случае синус х равен нулю? Да, по-моему, вот в этом, да? И в этом.
Стоп, не понял. А зачем мы к нулю тогда приравнивали его? Тогда не может быть, да? То есть на этом этапе. Че, я глупость, короче, написал, да. Тогда пункт А, только вот это. Правильно? Вроде да. Окей. Пункт А тогда только с косинусом, потому что у нас в ОДЗ здесь подходит. Я вообще забыл про... Что здесь синус х равно нулю. Окей, тогда пункт Б у нас. Рисуем окружность. Значит, минус π. Значит, здесь у нас 0. Вот минус π будет, да? По часовой стрелке идем. Потом минус 2π. Отмечаем это обязательно. И здесь будет минус 5π на 2. Сверху, если что, минус 3π на 2. Вот мы идем типа 0, минус π на 2, минус 2π на 2, минус 3π на 2, минус 4π на 2, минус 5π на 2. Каждый раз по четверти. И нам подходит промежуток от минус π на 2 по часовой стрелке до минус π на 2. Так. Синус х, ну, точечка выколотая. Оп, оп. И рисуем, что косинус. Проводим косинус. Оп. Ну, вот так, тут немножко кривовато. Так, что там? Минус корень из 3 на 2. Это вот здесь вот значение будет. Вот тут и вот тут. Здесь нам не подходит. А вот здесь, да, мы должны от минус... Ну, можете вот так вот записать. Минус 2π плюс вот это расстояние. Плюс 5π на 6. Итого ответ пункта Б будет 7π на 6. Можете сами посчитать, у вас получится такой ответ. Просто там общий знаменатель сделаете. Ответ пункта А вот в скобочках, ответ пункта Б вот в скобочках. Ну, вот это такое классический пример с ОДЗ-шкой. Очень простой. Тут не нужно никаких тангенсов знать, не знать, что такое, что тангенс это синус на косинус. Удалять там косинус х, вот это все продумывать тут ничего не надо. Так. Так, ну давайте вот это. Так, значит, ну сразу стоп, тут троечка. Че, раскроем, может быть? И мы можем поделить на 3. Нет, там единица все равно будет. Ну ладно, давайте раскроем. Пока посмотрим. Я еще потом что-нибудь придумаю. Что получится? Синус х в квадрате. 2 синус х в квадрате. Минус 3 котангенса х умножить на синус х. Я походу понял. Минус 3 равно нулю. Котангенс можем записать как косинус х делить на синус х. И вот вопрос. Если мы вот здесь сократим, ОДЗ не пропадет?
Я правильно делаю? Вот просто единственное, я думал, что здесь с УДЗшкой. Ну, вроде так. Окей. Ну, просто если там синус x равен нулю, то не имеет смысла. Поэтому, то есть вначале нужно было писать, окей, давайте это запишем, да, что котангенс это косинус делить на синус, а значит, что синус не может быть равен нулю. Давайте просто запишем вот так вот и все. Как в начале в УДЗ. А потом уже пофигу. Можем спокойно сокращать его, что угодно делать. Итого получится 2 синус в квадрате x минус 3 косинуса минус 3 равен нулю. Давайте минус 3 мы заменим на 2. Давайте вот так вот сделаем. 2 синус в квадрате x минус 3 косинус x минус 2 минус 1. А теперь сделаем вот так вот. Минус 3 косинуса x минус 2 представим через основное тригонометрическое тождество, да, мы уже сегодня юзали его. Плюс косинус в квадрате x минус 1 равен нулю. Раскроем скобки. Сократим. На минус 1 поделим, получится косинус в квадрате x плюс 3 косинус x плюс 1 равно нулю. Решаем, ну, сделаем метод замены. Получим y в квадрате плюс 3y плюс 1 равно нулю. Корень из 5 будет. Тут 2 косинуса. Тут 2 косинуса, прошу прощения. Тут 2 косинуса, тут 2, тут 2y. Это будет 1. Y первое будет минус 3. Минус 1, а в другом будет минус 3 плюс 1. Это будет минус 1 вторая, да? Ну, вроде так. Так. Тогда, что у нас получится? Косинус x равен минус единице. И косинус x равен минус 1 второй. Да, подставляем обратно. Давайте чуть поменьше это сделаем. ОДЗ вот здесь вот. Оформил чуть поприятнее так. Значит, смотрите, косинус x равен минус 1. Это у нас вот здесь вот. И здесь у нас синус x равен нулю, поэтому не подходит. Давайте запишем. Не подходит, так как синус x не равен нулю. Ну, типа, вот так, ну, вот так вот напишу. Ладно, не равно нулю, сейчас перечеркну. Потому что вот здесь вот он равен нулю. Понятно, да? Он всегда будет вот здесь равен нулю, в этой точке. Ну, мы это на пункте B отметим, чтобы вы заметили. Так, и тогда у нас что единственное получится? Это косинус x равен минус 1 вторая. Это x равно... Чё? Это 2π натрия? Плюс-минус 2π натрия плюс 2πn, где n принадлежит z. Рисуем окружность.
у нас, значит, от π на 2. Здесь будет 0, здесь будет минус π на 2. Здесь будет минус π. И здесь будет снова минус 3 π на 2. То есть целый круг. Вот она идет. Вот так вот. Понятно? От минус 3 π на 2 до минус π на 2. Целый круг, включительно причем. Так, мы рисуем косинус. Вот у нас минус 1/2, вот у нас идет значение. Это минус π. Ну, можно вот так вот, окей. Это минус 2 π на 3. Это 2 π на 3. Нам подходит... нам оба подходит, да? Нет, это не 2 π на 3. Это уже после вот этого. Это минус π. Не так. Это минус 2π, вот отсюда, если. Плюс 2 π на 3. Ну, короче, это 4 π на 3. Давайте я просто запишу минус 4 π на 3. Сейчас кого-нибудь запутаю еще. Вот мы, типа, идем. Минус 3 π на 2, минус 4 π на 3. Ну, типа... Блин, не так. Минус 2 π на 3, минус 3 π на 3, минус 4 π на 3. Вот так вот. Так вот проще. И где минус 1? Вот здесь вот. Точка, она не подходит. То есть это где косинус равен минус 1. Вот если косинус так провести, то здесь не подойдет. И ответ пункта Б у нас будет минус 2 π на 3 и минус 4 π на 3. Каких-то так. Пункт Б. Пункт А. Отметили. Есть ли какие-то вопросики или какие-то сложности, ребят, напишите. Или все изи. То есть, если вы, опять же, решаете со мной. Если вы не решаете со мной, у вас 100% ничего не получится. Я рот свой ставлю, что не получится. Ну, только если вы не в школе не ботаете 24/7. То есть, старайтесь решать со мной. Исправляться на моих ошибках. Типа... И когда вы, например, сами допускаете ошибку, смотреть, как у меня, и видеть, что вы сделали не так. Где вы ошибились и почему не так. Сейчас за чайком сгоняю. Не принес просто его. О, балдеж. Что, едем дальше? Погнали. 7 человек. Все на месте спортсмены. Напомню, мы делаем сегодня 13, разбираем всякие свойства. Напомню еще раз, кто только подошел. Чтобы вам делать 13, вам нужно все вот эти вещи. Вот мы это в начале урока выписывали. Знание тригонометрического круга, формула двойного угла, формула приведения арксинус, аркосинус, арктангенс, аркотангенс, решение уравнения синус х равно а, косинус х равно а. Все это есть в первых 3-4 уроках, если не ошибаюсь. Метод группировки отдельно, если вам нужно, я вам ссылочку скину. Напишите мне. ОДЗ, значит, это мы в неравенствах разбирали, посмотрите урок по неравенству. Метод замены мы делаем каждый раз. Тут ничего учить не нужно. Формула тангенса, котангенса, тангенс, вот я выписывал. Основу тригонометрической тоже здесь выписывал. И знание квадратных уравнений. Последнее видео у меня на YouTube, можете глянуть тоже. Если плохо решаете квадратные уравнения, там есть ДЗ и все к нему. По любым темам, если у вас вопросы, задавайте, всегда все помогу. А мы едем дальше. Так, оно сложное? Ух, нифига себе. Ну, давайте попробуем. Ага, я вылетел. Что-то там с тангенсом было прикольное какое-то. Ща. Что-то короткое. Во-во-во, 4, что-то там. 4 тангенс видел. Вот это, да? Да, вот это. Вот такой очень коротенький пример.
Давайте мы его сделаем. Ну, сразу напишем, что косинус x не равен нулю, да? Потому что тангенс — это синус на косинус. И, в принципе, все, ДЗ у нас больше никакого нету. Давайте перекинем влево. Получим 4 синуса в квадрате x минус синус делить на косинус. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Мы можем домножить на косинус в квадрате. Тогда слева получится двойной угол. А справа половина двойного угла. Сейчас. Если мы под общий знаменатель кинем, там двойной угол будет, то есть синус двойного угла минус синус х, да? И ничего мы не сможем сделать. Не, можем окей, вот так сделать. Можем вот так вот сделать. Закинуть просто под общий знаменатель, да, будет синус х на косинус х минус синус х равен нулю делить на косинус. Мы написали, что косинус х не равен нулю, ОДЗ. Да. И вынести сверху синус будет 4 косинуса х минус 1. Ну, в принципе, знаменатель нам не нужен. И тогда пишем, что синус х равен нулю и 4 косинуса х там в квадрате. Кстати, да, я квадрат или нет. Ну вот тут вот было в квадрате. Мы вынесли и стало... 4 синус косинус. Прошу прощения. А, 4 синус косинус х, да? Минус 1. 4 синус х косинус х минус 1 равно нулю. Тогда это будет 2 синус 2х. Минус 1 равно нулю. Тогда синус 2х равен 1/2. Правильно? А что-то мне казалось пример с тангенсом, нет? Нет, мне просто показалось, значит, окей. Ладно. Так. Тогда. Сейчас оформлю, тоже нормально. Оп. Оп. Опачки. Это ОДЗ. В первом получится вот это, во втором получится вот это. Формула двойного угла, если что. И теперь пишем, значит, x равно, это может еще раз 2πn, где n принадлежит z. Во втором случае то же самое, π плюс, это берем, просто копируем, вставляем сюда. π плюс это значение. π минус только значение, прошу прощения. Слушай, я там такой ошибки в случае не делал. Я мог просто... Я прошу прощения. Там минус, конечно же. Здесь просто... Здесь ну, плюс-минус это на самом деле не важно. То есть вот здесь вот это не важно. То есть что вы... То есть вот здесь вот это не влияет на знак. Потому что что вы добавите 2πn, что вы вычтете 2πn, это не имеет значения. Просто если конкретно какое-то значение, там обязательно должен минус стоять. Сейчас я быстренько пробегусь, чтобы ошибки не допустить. Косинус, косинус, здесь синус, синус х, так, косинус, так. Мне просто сказал, что где-то также копировал и мог допустить ошибку. Синус х, так, π на 4, здесь все верно. Косинус,
Вот, видите, здесь тоже плюс 2 пи, но я говорю, опять же, это не влияет на знак, да? То есть, что вы 2 пи добавите, что вы минус 2 вычтите, вы все равно будете в этой же точке. То есть, это не влияет на это. Ну, лучше, конечно, плюс 2 пи писать, но, опять же говорю, на знак это не повлияет. По-моему, это, ну, это не ошибка. Лучше, конечно, плюс 2 пи пишите всегда. Мы это на оформлении там в апреле, в мае скорее, поболтаем об этом. Так, что у нас в итоге? Это мы выписали. Окей, теперь x3. Вернее, так пишем. 2х равно... Здесь распишу лучше. Арксинус 1/2 плюс 2 πn, где n принадлежит z. То же самое. Только здесь π минус это значение. Что у нас получится? Получится... Аркосинус 1/2 это что у нас? Это π на 6, да? Π на 6 плюс 2 πn, π на 6... Давайте посчитаем это сразу. Я вот так вот это в системке лучше соединю. Вот так вот. Ну или вот так вот. Здесь будет что? Π минус π на 6 будет 5π на 6. Да? 5π на 6. Плюс 2 πn, где n принадлежит z. Итого. Теперь мы делим здесь на 2 и делим здесь на 2. Внимательно смотрим, да? Мы это делали, по-моему, в начале. Получится x равно π на 12 плюс pn, где n принадлежит z. То есть мы все делим на 2. И снизу будет x равно 5π на 12. Да, все верно. Плюс 2 πn, где n принадлежит z. Но вроде так. Вроде так. Да. Окей. О, только плюс не 2 πn, а плюс πn, да? Мы же поделили на 2 все. Окей, итого ответ пункта А у нас вот это и вот это. Выписали. Чуть-чуть поменьше, это, конечно, можно сделать. Чуть-чуть вот так поменьше. Чудесно. Пункт А выписали. Теперь пункт Б. От минус π до нуля. Рисуем большую окружность. Проводим синус. Проводим косинус. Минус π у нас вот здесь вот. 0 вот здесь вот. Это будет насрать. Это будет минус π на 2. Сверху мы не рассматриваем. Промежуток будет включительный. Отсюда до сюда. Точечки, что потом нужно будет записывать, это вот это, что они включительные. Мы потом об этом поговорим, когда будем про оформление говорить. Это насрать. Также мы в 15-м будем про оформление все это говорить. Пока что, главное, учитесь делать это. Там, если вы круглую скобку, квадратную скобку не напишете, ну, насрать пока на это, типа. Конечно, лучше правильно сначала учиться, но, блин, достаточно хотя бы вот научиться точки искать для начала вот здесь вот. Так, что у нас было? Синус х равен нулю. Это что? Это вот здесь вот, это вот это значение и вот это значение, да? Что нам, в принципе, в обоих случаях подходит, да? И в другом случае это будет π на 12 плюс πn. Смотрите, только π на 12 плюс πn. То есть... так, а как это... Ну, короче, она будет, смотрите, вот как бы... Вот π на 12 будет вот здесь вот. Давайте я так поясню. Вот если здесь там...
Вот если здесь 1/2 это π на 6, то π на 12 будет вот тут вот. Давайте я так покажу. Π на 12. Да? И, грубо говоря, у него вот такое зеркальное значение будет. То есть π плюс π на 12. Ну, в данном случае это будет минус π, и мы идем к нулю, это плюс π на 12. Окей? То есть вот как в тангенсе примерно. Она, если плюс πn, то она будет также зеркальная, типа. Если плюс 2πn, она просто целый круг делает. И плюс, и находим 5π на 12, да, 5π на 12. Это почти вот здесь вот, да, это вот тут вот будет. Ну, можете там вот по графику посмотреть, там что у нас было. Ну, короче, 5π на 12. Можете в столбик поделить, это чуть меньше половины, да? Вот есть, например, 6π на 12, да? Это π на 2. А это чуть меньше. То есть это чуть меньше расстояние, то оно вот здесь вот будет. Вот, это 5π на 12. Тогда π плюс 5π на 12 будет вот тут вот. Это минус π. И мы идем в положительную сторону, поэтому минус π плюс 5π на 12. Итого, пункт Б у нас это минус π, 0. Здесь что будет? Здесь будет минус 11 π на 12. И вот здесь вот будет 12 минус 5, это будет минус 7π на 12, если не ошибаюсь. Вот такие 4 ответа. Довольно интересный пункт Б. Из-за того 2х, короче, из-за этого. То есть мы делали с двойными углами вот такие примеры, но мы не делали пункт Б с ними. Как это можно сделать проще? Я на первом уроке по 13-му Б, по-моему, объяснял, что это задание можно делать подстановкой. То есть брать n равно 1, n равно 0, n равно минус 1 и подставлять. И у вас получится вот эти значения все. То есть это если вы вдруг не поняли, как вот они зеркалятся вот так вот. То есть, еще раз говорю, вот типа... Представьте, что здесь просто π написано, да? И вот у нас написано по формуле π на 12 плюс πn. То есть n равно единице, да? Она будет здесь. n равно 2, она будет здесь. n равно 3, она будет здесь. И она вот так, как тангенс, будет прыгать. Но если вам непонятно, проще подстановка, мне кажется, вам сделать. Либо постарайтесь как-то сами вникнуть. 8 минут, давайте еще один примерчик успеем. Выглядит очень тяжело. Я посмотрел так глазком ГДЗ. Там какое-то чуть ли не сечение строить надо. Так что, думаю, будет интересно. Но я не уверен, что мы за 8 минут успеем это сделать. Думаю, может, домой пойдет. Так, а котангенс двойного угла чему у нас равен? Это типа синус... Это типа косинус двойного угла на синус? Или там какая-то формула есть? Ну, я думаю... Не, ну... То есть я сейчас посмотрю, конечно, но... Если бы я не знал, я бы раскладывал по косинусу 2х на синус 2х. Так. Котангенс двойного угла. Нет, такой нету, да? А, нет, есть. Котангенс в квадрате А минус А на 2 котангенса А. Давайте попробуем через мое. Не хочу. Ну, какая-то фигня. Не хочу через котангенсы делать. Нафиг это надо. Давайте, значит, что? 1 плюс косинус 2х делить на синус 2х, да? Котангенс представили как косинус 2х на синус 2х. Здесь будет 1 делить двойной... Так, здесь тоже двойной угол. Меняется на синус 2х, а знак будет 3π на 2 и вычитаем.
Это будет минус, да? Это плохо. Был бы плюс, был бы балдеж. Ладно. Давайте минус вот сюда перекинем. Вот сюда минус перекинем. Окей, у нас есть общий знаменатель. Давайте кинем все влево. Что у нас получится? Получится синус 2х плюс косинус 2х минус 1. Плюс 1, когда мы перекинули, да? И делить все это на синус 2х равно нулю. Ну, можно написать, что синус х не равен нулю. Да, в принципе, это обязательно. Синус х не равен нулю. В принципе, от числителя можем избавиться сразу же. Что мы здесь будем делать? Что, раскладывать? А как нам лучше разложить? Ну, с первым понятно. 2 синус на косинус. Ну, давайте тут минус 2 косинуса в квадрате а минус 1, чтобы плюс 1 пропало, просто так сделаем. Это единички, минус единичка пропадает. Получится 2 синус х. Кстати, извините меня, что я иногда не пишу синус х и косинус х. Это неправильно, просто, ну, так я сокращаю время. Вы уж меня простите за это. Как ты общую черту деления сделал? Сделал общий знаменатель. Чувак. Ну, я домножил на синус х вот это. На синус 2х просто. Сделал общий знаменатель. Получится синус 2х на синус 2х. А здесь перекинул влево, у них и так общий знаменатель. А потому что, ну это, блин, это 5 класс. Если, значит, дробь равна нулю, можешь записать. Не, типа, окей, спрашивай, типа, но просто... Тебя, видишь, у тебя проблемы с базой, а не с тригонометрией. Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель нет. Понимаешь? То есть нам на знаменатель насрать. Нам главное, чтобы он нулю не был равен. А мы это учли. Мы это в УДЗ записали, что он не равен нулю. Поэтому можем спокойно убирать его. Потому что дробь равна нулю только когда числитель равен нулю. Поэтому просто убираем. Почему мы не могли здесь его убирать? Потому что не было общего знаменателя. А как только мы сделали общий знаменатель у всей дроби, можем нахрен его убрать. Так, давайте только поменьше это сделаю, вот этот текст. Ну, молодец, хоть что спрашиваешь. Тема, если что, обычные дроби и общий знаменатель есть у меня, опять же, на канале. Там, короче, путь к УГЭ вбей, плейлист у меня на YouTube. Там все есть, все вот эти темы. Квадратные уравнения, корни, неравенство, тригонометрия, квадратные уравнения, степени, дроби, обычные дроби, общий знаменатель. Все. Метод группировок, там все. Вот любую тему вбиваешь, почти, я работаю над этим, да, чтобы я догадывался, как ты это сделал. Окей. Так, давай быстренько вынесем Так, там квадрат. Да, тут квадрат. Давай вынесем косинус х. Стоп, а там синус минус косинус будет. Че за отстой? What you say? Ну ладно, окей, по отдельности это порешаем. Давайте пока вынесем. 2 косинус х. Тут Да. Будет синус х минус плюс косинус х, да? Нет, минус. Тогда 2 косинус х равен нулю. А здесь синус х минус косинус х равен нулю. Поделим. Что у нас там? Синус х не равен нулю, да? Тогда поделим на косинус.
Получится синус делить на синус на косинус. Минус косинус на косинус. Получится тангенс минус 1 равно 0. Тангенс x равно единице. Ну, это классический способ, да, чтобы избавиться от синуса от косинуса. Просто ты либо делишь на синус, либо на косинус. Но так как я на синус не могу делить, потому что он не равен нулю, да, я поделил на косинус. Так, итого. В первом выйдет косинус x равен нулю, во втором тангенс x равно единице. Слушай, а в чем сложность? А почему там такие сложные значения были? Я что-то не понял. Не-не, никаких свойств вообще нету. Сейчас я посмотрю, правильно я делал, просто я видел там какие-то суперсложные примеры. А что-то пока она решается просто. А почему 2х? Там 2х везде было. А я же разложил. Они просто по-другому сделали. Ладно, они по-другому сделали, они тупые. Решу ЕГЭ. Они все через двойной угол делали. Я не хочу так делать. Итого выйдет x равно плюс-минус π на 2, да? Да? Плюс-минус π на 2. Я делил еще на что там? На синус 2х. Так, а если я делю на синус 2х, это что? Значит, косинус х не может быть равен нулю. Точно. Тогда и косинус х не равен нулю. Вы поняли? Я понял, в чем прикол. Потому что такое синус... Я такой сижу, думаю, синус 2х. Ну, если типа х не равен нулю, типа, если х не равен нулю, то и 2х не будет равен нулю. А я забыл, что такое синус 2х. Синус 2х это 2 синус х на косинус х. То есть у нас это в знаменателе, понимаете? А значит, у нас ни косинус х, ни синус х не могут быть равны нулю. Поэтому это тоже в ОДЗ входит. Короче, проще вначале было сделать вот это не равно нулю и расписать это. Тогда это не подходит. Не подходит. Итого ответ будет у нас x равно π на 4 плюс πn. Где n принадлежит z. Так, а на решу ЕГЭ почему-то минус π на 4. Давайте проверим. Сейчас со знаком проверю. Подождите, что у нас там? Минус 1. Ага. Ну что, я верно знаки поменял. У самого этого плюс будет. Значит, здесь будет плюс. Значит, здесь будет плюс. Значит, здесь будет плюс. Значит, здесь будет плюс. Значит, здесь будет минус. Все, я заметил. Да, я знаки почему-то поменял. Вот тут вот ошибся. Знак поменял. Там 2 косинуса в квадрате минус 1. Косинус двойного угла. Вот здесь ошибся, короче. Со знаком. Будет минус π на 4. И это единственный ответ будет. Вот пункт будет пункта.
что у нас здесь записано? От минус 2π, это вот здесь вот, до минус π на 2. Минус π на 2 это у нас вот здесь вот, и идем по часовой стрелке. Вот так вот. Указываем минус π на 4 плюс πn. Ну, короче, проще показать тангенс 1, да? Тангенс минус 1. Вот так проводим. Здесь минус 1. И вот так вот она будет. Здесь не подходит, а здесь подойдет. Эта точка у нас, здесь минус π, это будет минус 5π на 4 точка. Ну, либо минус π на 4 будет минус 5π на 4. Ответ Б, минус 5π на 4. Проверяю ответ. Минус 5π на 4, потому что они совсем по-другому делали, они через двойной угол решили сделать. То есть, таким способом, вот, можно делать. Вообще, вот прикол тригонометрии в том, что тут можно сотни разными способами делать. То есть, например, в 17-м там к вам могут докопаться, в 14-м к вам могут докопаться, в 19-м, ну, не, в 19-м нет. Но вот в 13-м вообще можете как угодно делать, потому что тригонометрия, она любым способом получается. То есть в этом прикол. Главное просто знаками не накосячить, как я. Мне как раз по тригонометрии закидывают примеры, только украинцы какие-то. Не, братик, не хочу делать примеры на заказ. Хочу только объяснять. Так, ну что, давайте приступим. Решите уравнение. 2 синус х плюс 2 корень из 2 тангенс х равен 0. Давайте сразу в ОДЗ напишем, что тангенс, это что такое? Да? То есть давайте запишем прям подробно. Тангенс х не равен 0. Да? Ну, хотя нет. Такого я не могу писать. Нет, давайте тогда запишем, что тангенс х это синус х делить на косинус х. А значит, что ОДЗ косинус х не равен 0. Давайте вот это запишем. То есть вот у нас будет ОДЗ. И в принципе все остальное нам абсолютно пофигу. На всякий случай просто это записали. Как можем представить тангенс? Как синус на косинус? Так. Ну давайте окей, сделаем. Это будет 2 синуса х плюс корень из 2 синус делить на косинус х, да, равно 0. Сделаем общий знаменатель, домножим на косинус. Получим 2 синус х косинус х плюс корень из 2 синус х делить на косинус х равен 0. Так как косинус х не равен 0, мы записали в ОДЗ, можем от знаменателя просто избавиться. Вынести синус за скобочку. Останется у нас 2 косинус х плюс корень из 2 равен 0. Тогда в первом случае у нас синус х равен 0. А во втором случае 2 косинуса х плюс корень из 2 равны 0. Поделим все на 2 и перекинем вправо. Получим косинус х равно минус корень из 2 делить на 2. ОДЗ надо как-то оформлять? Нет. Если оно не... Смотри, даже если ОДЗ не повлияет на ответ, его вообще можно не писать. Ты должен просто пояснить, почему косинус х не равен 0. Не, ну, в принципе. Не, то, что как оформлять-то ОДЗ мы будем, да. Ну, пока что, я думаю, пофигу. Ну, ты просто можешь написать, да, типа, так как косинус х не равен 0, потому что, типа, это знаменатель. Ну, я думаю, не до такого не докопаются. Ну, то есть, вот, ты показал, что тангенс это синус на косинус, и косинус не равен 0. То есть, это факт. Это, ну, тут не нужно пояснять это. Короче, в данном случае нет. Но может возникнуть такие ситуации. Например, у тебя будет написано, там, косинус х равен, там, плюс 1 равен 0. И тогда ты должен доказать, там, что почему не равно. В данном случае нет. Также это можно было на вот этом этапе сделать. Просто написать косинус х не равен 0. То есть не обязательно было через тангенс расписывать это.
Так, давайте вот так вот это выделим и запишем, что синус x равен нулю. Тогда x равно x равно что? 2πn, где n принадлежит z. И x второе это π плюс 2πn, где n принадлежит z. Во втором примере у нас будет косинус x равен минус корень из 2 на 2. X равно плюс-минус 3π на 4. Могу показать, да? Может быть, вдруг кто забыл. Мы проводим косинус, да? Находим, где у нас корень из 2 на 2. Это вот здесь вот будет посерединке. После 1/2. Опускаем на окружность. И вот это расстояние. Это будет 3π на 4. Вот это расстояние будет минус 3π на 4. Поэтому пишем плюс-минус 3π на 4. Ну, это так, я пояснил просто на всякий случай. Плюс 2π, где n принадлежит z. Пункта мы сделали. Под УДЗ все подходит. Пункт Б. Также рисуем окружность. Так, там вебка моя, скорее всего, мешается. Так. Значит, от минус 3π, да, вот то есть у нас минус 2π, давайте здесь допишем. Здесь будет тогда что? По часовой стрелке идем. Это будет минус 3π. И минус 3π на 2, то есть это вот здесь вот будет, да? Минус 3π на 2. Могу чуть-чуть опустить, чтобы не мешалось. Вот так вот. Вот так вот могу сделать. Снизу тогда будет минус 5π на 2. Минус 5π на 2. Так, и нам подходит вот отсюда, и идем по часовой стрелке. Давайте отметим графики. Проведем, значит, синус x равен нулю. Проводим синус. Вот так, оп. Показываем, где он равен нулю. Сверху он равен единице, снизу он равен минус единице. Здесь он равен нулю. И опускаем перпендикуляры, да, то есть прямые углы на окружность. Получится две точечки, которые очень хорошо видно. Вот они. И сразу в пункт Б можем записать ответ минус 2π минус 3π. И второй график проведем. Это у нас что? Это косинус x равен минус корень из 2 на 2. Вот так проводим его. Вот, провели. Ну, вот как в прошлом. Вот сверху делали. Находим корень из 2 на 2. Он у нас вот тут вот. Вот. Опускаем перпендикуляры на окружность. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Вот эта точечка. Это минус 3π. Если мы идем по часовой стрелке, то мы вычитаем. Минус. Минус π на 4. И вот это. Ну, можно это записать так. Минус 2π. Минус 3π на 4. Короче, вот эта точка. Вы либо... Смотрите еще раз. Вы либо вычитаете вот отсюда, либо прибавляете сюда π на 4. Либо вычитаете отсюда минус 3π на 4, либо прибавляете сюда π на 4. Короче, эта точка будет, значит, что? Этот общий знаменатель, это будет минус 11π на 4. Ну, вот она идет, типа... минус 8π на 4, минус 9π на 4, минус 10π на 4, минус 11π на 4, минус 12π на 4. Минус 13π на 4, что как раз будет здесь, если сделать общий знаменатель. Это и будет ответ. Давайте проверим ГДЗ. Все верно. Идем следующий примерчик делать. Если что, мы разбираем специально... То есть это как бы сложные примеры. То есть это как бы сложно. Это я взял, где УДЗ есть. А обычно без УДЗ бывает. То есть давайте мы просто для примера возьмем без УДЗ. Может, там даже сложнее нам будет? Ну, сейчас посмотрим. Давайте без УДЗ возьму.
Вот обычные тригонометрические уравнения. И опущусь вниз. Давайте разные поберем. Так. Решите вот такое уравнение. Вам видно? Вроде чудесно. Так, ну, смотрите, вы, главное, не пугайтесь сразу, да, вот этой хери. Эта хрень называется... Вот помните, как разность квадратов у нас была, да? То есть... Типа там x в квадрате минус y в квадрате, это x минус y на x плюс y. Вот это то же самое, только это называется то ли разность косинуса, то ли разность синусов. Сейчас мы узнаем. Блин, я просто формул не знаю. Мне придется догадываться. А, подожди, это не то. Стоп, нет, там же одно умножить на другое, потом другое умножить на третье. На второе. А это именно разность квадратов. Это не двойной угол случаем, нет? То есть мы не можем это записать вот так вот, типа... косинус x минус 2 на синус в квадрате x минус 2. Мы не можем это так записать? Прям как разность квадратов тупо рассмотреть. А здесь будет синус x. Ну что с этим только делать? Ну то есть это... Так, интересно. А что мы можем здесь сделать? Есть какая-то идея у кого-то? Давайте пока нормально запишу. То есть мы вот это использовали как разность квадратов, да? Ну, здесь видно, вот, число минус число, на это же число плюс это число, да? И все это перемножить, это разность квадратов. То есть еще раз будет синус x плюс синус x плюс косинус в квадрате x делить на 2 минус синус в квадрате x делить на 2 равно нулю. Вот что мы можем здесь сделать, если у кого-то идеи какие-то? Ребят, ни у кого идей нету. То есть никто не знает... А, это же формула никакая. Какая формула? Это формула, да. Группировка нет. Тут разные аргументы. Нельзя с разными аргументами ничего делать. Я, по сути, эту группировку раскрыл, которая была. Ну, короче, не группировка. Лани Маффин, какая формула? Ну, пример очень простой, если что. Типа, вы, то есть, суперсложно не придумаете. Просто нужно как бы упростить это все. Косинус двойного угла. Верно. Я уже как раз подготовил в инете, забил вам формулы, вот. Да, это же просто вот. Только просто у нас вместо вот этого, да, как бы уже разложенный вариант, да, то есть у нас не типа 2а, а здесь а у нас типа а делить на 2 и а делить на 2. И как бы здесь выйдет просто а, понимаете? Ну, короче, в 2 раза меньше, чем обычно. Но в принципе это, да, формула двойного угла, вот она. Вот. Видите?
Поэтому у нас просто получится синус х плюс косинус х равно нулю. Очень простой пример. Давайте поделим на что? На косинус. Получится синус х плюс... синус х косинус х плюс косинус х на косинус х. Получится тангенс плюс 1 равно нулю. Тангенс равен минус 1. Ну, можем написать, что косинус не равен нулю, но это и так тангенс, да, типа, то есть тангенс не может быть, нет. Ну да, косинус равен нулю, он параллелен. Короче, здесь без УЗДЗ надо, да, потому что вот, опять же, вот тангенс, да, и типа он не может сюда смотреть это тангенс, поэтому в этих точках не будет точно, да, это можно не описать, если что, потому что он параллелен тангенсу, косинус. То есть, надеюсь, понятно, да? То есть, если в конце будет речь о тангенсе, то ограничения для косинуса можем не писать. Также, например, если идет речь о котангенсе, да, то нам пофигу, что там ограничения есть какие-то у синуса, да, вот здесь, например. Потому что он параллелен котангенсу, там он никак не будет, никаких точек точно не будет. Окей? Короче, без УДЗ здесь. Тангенс х равен минус 1, давайте х напишем. Это что? Минус 1 это снизу. Это минус π на 4 плюс πn, где n предлежит z. Пункт А мы сделали. Пункт Б. Кстати, ну, могу здесь вебку оставить. Ладно. Пункт Б. Нарисуем наш график. Давайте тангенс проведем. Вот так. Опа. Найдем, где минус 1. Да, вот здесь вот как бы у синуса минус 1, значит, вот здесь вот будет минус 1 у тангенса. Вот они, параллельно идут, да? И из центра проводим вот сюда линию. Ну, кружочек немножко кривоватый. Вот так вот. Вот вроде вот только чуть пониже теперь. Вот так вот. Ну, где-то вот тут центр будет, и вот только она вот так будет идти, продолжение. Поэтому будет две точки на окружности, это вот это и вот это. Промежуток у нас от π, π это вот здесь вот, до 5π на 2, то есть 2,5π. Вот здесь будет 2π, вот здесь будет 5π на 2. И идем против часовой стрелки. Можем записать, что вот эта точка, это минус 2, это 2π. Минус π на 4. А вот это... А здесь нет точки, поэтому насрать на нее. Пункт Б будет 7π на 4. Есть какие-то вопросики по заданию? То есть мы просто вот от этой точки, вот к этой точке, вычитаем вот это расстояние. И получится единственная красненькая точка 7π на 4. Давайте проверим ответ. Да, все верно. Нос чешется. Да, Илюш. Кстати, интересно, как... Стой, все понятно, да. Пункт Б. Так, давай. Что в пункте Б? Но не понимаю. Что не понимаешь? Как я нахожу точки? Как ответ тангенс? Ответ не тангенс. Нам нужно найти точку на окружности. Нет, вообще тангенса нет речи. Подожди, о чем ты? Ответ x. Мы x должны найти. Неважно. То есть x он не важен. Он где в тангенсе, в синусе, в косинусе. То есть он везде одинаковый будет. Одинаковое значение. Это же угол. Так, минус π на 4. Не понял, как минус π на 4 найти, да? Правильно понял? Вопрос еще раз твой. Ты не понял, как найти минус π на 4 в тангенсе, да? Все. Я вопрос тебя услышал, отвечаю. Значит, смотри. Рисуем окружность. Сейчас нормальную окружность нарисую, чтобы было хорошо видно.
Так, 5. Пофиг, ладно. Тогда в центр сделаю. Вот так вот. И сделаю окружность. Так. Давай. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Правильно сделал? 4, 6, 8, 10. Да, вроде все верно. Так, теперь фигачу окружность. Так, отлично. Вот такая окружность. Провожу ось тангенса. Она идет параллельно оси синусу. Вот она. Вот она идет. Потоньше сделаем. Вот идет ось тангенса. Она касается только вот этой точки. Вот здесь вот. Она касается только здесь. Сверху тангенс. Вот здесь вот у нас единица по синусу. Значит, и вот здесь вот параллельная линия, вот она, будет единица по тангенсу. Вот у нас минус единица по синусу. Значит, вот здесь вот, может линию вот так провести. Да, вот здесь вот. Вот здесь вот. Будет минус единица по синусу. Подожди, сейчас я это объясняю, я про тангенс говорю. Ты что, делал объяснение? Я вот подробно объясняю. Значит, вот минус единица. Нам нужно найти его на тангенсе. Значит, смотри, ставим в центре. Центр где у нас? Вот тут вот. Вот тут вот вроде центр. Берем центр, центральную точку. И вот точка минус 1. Мы проводим из центра вот к этой точке линию. В то же время в тангенсе линия рикошетится, потому что типа у нее нету левого значения, да, тангенса нету слева. Но в принципе насрать, тебе только про минус π на 4 надо узнать. Ладно, тогда не будем рикошетить. И осталось узнать, что это за точка. Вот, что это за точка. Значит, если вот ты посмотришь внимательно... Корень из 2 на 2 мы уже знаем значение, да? Подожди, а что мы там знали? Не, мы знали минус 1, окей. Блин, ну по 45 градусов угол объяснять. Сейчас, надо придумать, как от обратного объяснить. Я просто объяснял, как находить значение. Ну, блин, вот просто смотри, вот попроще. Я бы мог, конечно, там расписать типа так треугольник, типа, да, вот так вот нарисовать треугольник. Нет, вот так вот. Вот так нарисовать треугольник. Сказать, что вот эта сторона x, вот эта сторона y, и что сторону x поделить на y будет минус 1, вернее 1. Тогда сторона x и y равна, тогда треугольник равнобедренный, здесь углы по 45 градусов. А раз углы 45 градусов, значит это половина. Ну, в принципе, кстати, нормальное объяснение. Ну, кстати, можно, да, можно это. Ну, если попроще говорить. Короче, это четверть от половинки окружности. Вот если окружность поделить на 4 части, вот, это более наглядный, да? Вот, ровно пополам ее. Вот, то у тебя 4 части будет. Раз, два, три, 4. Да? Ты берешь одну точку, вот, один заштрихованный сектор из 4. Значит, π на 4. Вот и все. Просто мы идем в противоположную сторону, будет минус π на 4. Вот и все. То есть еще раз. Вот, ты провел линию. И, ну, вот видишь, что это можно поделить на 4 одинаковых отрезка. Значит, это ты берешь... Если бы вот здесь вот была бы точка, да? Вот здесь вот. То ты взял 1, 2, 3. Ты взял 3 кусочка из 4. 3 π на 4. Понятно? Ну, короче, я это, по-моему, на первом уроке объяснял. Или на втором. Надеюсь, нормально ты дояснил. Все, едем дальше. Давайте. Отвлекся слишком сильно. Ну, ничего страшного. Зато Илюша пояснил.
Самое забавное, что на решу г через неравенство сделано, самое тупорылое, что может быть только. Там так пояснять надо криво. Очень много видел, как моих учеников не слушали меня, не делали через тригонометрический круг, а делали через неравенство. Может быть, вас в школе объясняли через неравенство. Это очень косячная тема. Там легко можно потерять баллы. Делайте обязательно через тригонометрический круг. Просто мой совет вам. Так, следующий пример. И даже через неравенство мы не будем разбирать. Это трата времени просто. Так. Что здесь делаем? Так, ну можем двойной угол разложить. Давайте формулу приведения посчитаем. Ага, стоп, а хрен мы посчитаем. Она же не табличная, да? Типа разложим, можем разложить. Типа синус 7π на 12 на косинус x и минус синус x на косинус 7π на 12. Что мы с этого дальше будем делать? А пятерка зачем тут? Так, походу интересный пример. Во-первых, тут не табличное значение сразу видно. Во-вторых, непонятно, как раскрыть скобки. Ну, я думаю, что по синусу квадрату надо разложить. Нифига ты гений, Айдар. Ё-моё. Вот это ты гений, точняк. Я забыл вообще про это. Да, мы можем представить 7π на 12 как 6π на 12 плюс π на 12. Нифига ты гений. Подожди, а что ты... Так x это аргумент. А π на 12 тогда что это будет? То есть мы представим, что x плюс π на 12 это аргумент. Ну да, окей, давай так сделаем. Красавчик. Да. Только ты что-то через умножение поставил? Может, вообще не то имел в виду? Не, наверное, то. Значит, 8 синус 6π на 12 плюс π на 12 плюс x. Но все равно не табличное же будет. Да. Да, тогда что получится? Это будет 8. Это как бы π на 2, да? Это будет 8 косинусов. Так. Синус после π на 2. Ну, короче, там положительное будет. 8 косинусов π на 12 плюс x, да? И давайте здесь разложим. Будет минус 2 корня из 3 косинус 2х. Что, по косинусу разложим? Давайте... Сейчас. Не обнаружено, чудесно. Так, давайте по 2 косинус в квадрате тогда. Минус, что это получается, 4? 4 корня из 3. 4 корня из 3 косинус в квадрате минус 2 корня из 3 равно 0. Ага, минус 5 равно 0. И здесь 8. Айдар, или ты что-то другое предлагал? Блин, тут все равно аргумент разный будет. А как сделать одинаковый аргумент? Или никак, или просто на пофиг? Для чего-то пятерка нужна по-любому. То есть не просто так 5. Потому что
В уравнении, скорее всего, будет в конце... Я понял. В уравнении в конце не может быть, типа, больше единицы, да? Значит, пятерку мы должны как-то представить. Скорее всего, то есть целое число можно представить через основное тригонометрическое тождество. Либо как-то использовать через двойной угол. Но если мы это раскрыли, двойной угол, а может его оставить? А давайте мы его оставим. А здесь напишем минус 5. И давайте мы сделаем... О! Я придумал. Давайте мы минус 5 представим как минус 4 на минус 1. Вынесем вот здесь четверку. Там же косинус в квадрате, да? Я вот эта ошибка, что я квадрат не написал. Да, тут же синус в квадрате был. Вот из-за этого я не заметил, из-за того, что я квадрат не написал. Четверку вынесем, будет 2 косинус в квадрате π на 12 плюс х минус 1 минус 2 корня из 3 косинус 2х минус 1 равен 0. А вот это у нас просто двойной угол. Понятно? Поэтому получится 4 умножить на косинус π на 6. Правильно? А косинус π на 6... причем 2, да? Подожди. Нет, косинус 2х. Или косинус в квадрате? Нет, без квадрата. Корень из 3 на 2. Подожди. Нет. Что там в формуле? Там 2 косинус в квадрате х. То есть аргумент такой остается. То есть он удваивается просто, да? То есть это будет... Я тупой. Я что-то какие-то π на 6. Это будет π на 6 плюс 2х, правильно? Вот. Минус 2 корня из 3 косинус 2х. Вот. А теперь мы разложим это вот как раз по той формуле. Блин, там корень из 3 на 2 будет мешаться. Ну ладно. То есть будет 4 скобка. Вот сейчас мы раскладываем вот это. Вот это раскладываем. То есть вот это двойной угол. А это не помню, как это называется. Типа сумма косинусов. Или как-то так. Как-то так формула называется. Короче, она звучит так. Косинус первого числа умножить на косинус, по-моему, второго числа минус синус первого числа умножить на синус второго числа. Все остальное переписываем. Блин, хороший пример. Тут столько всяких свойств используется. Прям хороший. Так. Что у нас здесь? Получится 4 корень из 3 на 2 на косинус 2х. Минус 1/2 на синус 2х. 2 корня из 3. Я думал корень из 2, а я думаю как корень из 3. Вот же, она с этим сократится, скорее всего. Минус 1 равен 0. Так, теперь раскроем скобочки. Что это будет? Будет 2 корня из 3 косинус 2х. Минус 2 синус 2х. Минус 2 корня из 3 косинус
2х минус 1 равен нулю. И вот это у нас сократится, да? Бам, бам. Получится минус 2 синус 2х минус 1. Получим, вправо кинем, будет 2 синус 2х равен минус 1. Получится синус 2х равен минус 1 вторая. И тогда у нас... Давайте это запишем. Это будет 2х равно. Тут распишем лучше арксинус минус 1 второй плюс 2πn, где n принадлежит z. Второй будет 2х равно π минус вот это значение. В первом случае... А это единственный ответ? Да, это единственный ответ. Получится 2х... 2х равно арксинус снизу минус 1 вторая. Это что? Это минус π на 6, да? Это минус π на 6 плюс 2πn, где n принадлежит z. А снизу будет 2х равно минус 5π на 6 плюс 2πn, где n принадлежит z. Поделим все на 2. Получим в первом, получим минус π на 12 плюс pn, где n принадлежит z. А во втором случае будет минус 5π на 12 плюс pn, где n принадлежит z. Это пункт А. Как вам примерчик, чуваки? Нормально? Я думаю, что такой же дам вам в аналог. Аналогов нету. Класс. Ну, что-нибудь придумаю. Вот этот пример очень клевый. Значит, давайте разберем. Мы еще не доделали его, сейчас мы доделаем обязательно. Что мы использовали? Значит, сначала мы разложили вот здесь вот 7π на 12. Нам Айдар помог. Как 6π на 12 и π на 12. Вот это мы представили как аргумент. Да, то есть вот это аргумент. А вот это как бы значение в формуле приведения. Использовали формулу приведения. Формула приведения. Дальше мы перекинули минус 5 влево. Разложили минус 5 на минус 4 и на минус 1, чтобы вот это дальше вместе закинуть. И давайте я так подчеркну тоненькой линией. Вот так вот. Чтобы сделать из этого двойной угол. Вынесли четверку общую, сделали двойной угол. Ну, правую сторону здесь вообще не трогали, да? Сделали двойной угол. Потом разложили на сумму косинусов. Вот она сумма косинусов. Посчитали все здесь. Вот, и раскрыли скобки. Получилось вот это. И вот эту часть мы правую вообще не трогали. Да. Вот, мы ее вообще не трогали. И просто здесь вот сократилось вот с этим. Осталось вот это. Перекинули. Поделили на 2. Получилось синус 2х равно минус 1 вторая. Ну и дорешали. Тут уже все просто. Остался пункт Б. Так, а где-то моя вебка не мешает? Нет, отлично. Рисуем окружность. Большую. Давайте сразу проведем синус. Так, сейчас от минус 3,5π до 2,5π. Хорошо. Давайте сейчас приближу, потом отдалем. Минус 2, да, значит, минус 2π. Минус 5π на 2. Минус 7π на 2. И мы идем по часовой стрелке. Вот здесь у нас... минус 3π. Вот здесь смотрите внимательно, потому что значения не табличные. Задание тяжелое очень. Потому что не табличные значения. Мы проводим
Один график, всего лишь один. Синус 2х равен минус... А, нет, лучше 2 провести на самом деле. Лучше провести 2. Чтобы не запутать вас. Да, лучше просто по отдельности сделать их. Минус π на 12 плюс πn. Вы можете сделать это подстановкой, я сделаю это именно графиком. Минус π на 12. Это то же самое, что минус π на 6, да, то есть это где-то вот тут вот. Вот тут вот. И мы опускаем это на перпендикуляр. Только не так немножко, как обычно. Она, по-моему, кстати, вот так вот будет. Нет, вот так вот. Нет, она же к центру идет, да? Нет, да-да-да. Она вот так вот идет к центру. Вот. И от центра пойдет вот сюда. Давайте запишем, что вот это расстояние, это минус 2π, и мы идем по часовой стрелке, это будет минус π на 12. Тогда вот это расстояние синеньким, это минус 3π, и мы идем по часовой стрелке, значит мы вычитаем это расстояние, минус π на 12. Это вот только, это только верхнее. То же самое теперь... минус 5π на 12. Это почти половина. Это вот здесь вот. Это если мы поделим на 12 отделений, да? Вот смотрите. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, да? Вот 12 отделений. Раз, 2, 3, 4, 5. Вот тут вот будет пятое значение. Понятно, да? Что такое 5π на 12? Вот. То есть мы взяли 5 отделений, вот она, вот здесь вот, и ведем к центру. Вот так вот. И также она будет вот здесь вот, вот она. Там также можно бы сверху было бы разделить. Значит, смотрите, что здесь. Красным я показываю. Вот, показываю красным. Вот. Это минус 2π. Мы идем по часовой стрелке. Значит, минус 5π на 12. Следующее. Беру, давайте не розовый, а оранжевый маркер. Аккуратненько, тоненьким. Вот иду вот здесь вот. Минус 3π. Мы идем по часовой стрелке. Я вычитаю это расстояние. Минус 5π на 12. И теперь осталось выписать 4 ответа. Пункт Б. Первое. Минус 2π минус π на 12. Делаем общий знаменатель. Это будет... минус 25π на 12. Следующее. Здесь минус 2π минус 5π на 12. Это что? 24 минус 29π на 12. Здесь 36 и 1 будет минус 37. Правильно? 37π на 12. И четвертый ответ... 36 минус 5, еще это будет минус 41 π на 12. Ребят, я очень... Давайте... Что у нас по времени? 45 минут еще? Давайте, пожалуйста, вот очень разберемся в этом примере. Он реально вот... Сейчас. Да, как-нибудь. Я хочу, чтобы вы каждое действие в этом примере поняли, потому что это квинтэссенция того, что может, ну, кроме там какого-нибудь тангенса, это самое сложное, вот что может быть, встретиться, вот здесь вот есть. Здесь есть все. Здесь есть двойной угол, здесь есть сумма косинусов, здесь есть формула приведения, раскрытие, там всякие группировки, вот группировки были, вынес там вот минус 5 разложить на минус 4, минус 1. Тут есть все. И двойной угол в конце, и вот эти линии, и тут нестандартные точки, не табличные. Нет? Поэтому давайте вот разберемся, в каких моментах вам было непонятно. Я готов на это потратить даже минут 15-20. Серьезно, потому что пример очень стоит того. Охренительный пример. Очень клевый. Вот я ниже вижу пример, и чувствую, что он абсолютно такой же. Блин, я бы очень хотел вот дать ДЗ, но я думаю, мы разберем его сейчас.
А есть аналог к следующему примеру? Нету аналогов больше. Что за отстой? Только здесь равно 5, кстати, вот тут. Равно 5. А, ну там я не вычел, ладно, пофигу. Можно такое сделать. Может быть, какие-то моменты вам непонятны. Или... вот, например, как точки я нашел, например, может быть, вам непонятны. Давайте вот как-то разберемся. Ну, потому что, правда, очень тяжелый пример с очень много всяких действий, которые нужно... которые нужно опыт иметь, чтобы к ним перейти. Поэтому задавайте вопросы, где вам непонятно. Потому что я уверен, что пункт Б вот из вас большинство бы не сделало. То есть вы бы, мне кажется, не нашли бы эти точки. Ну, мне так кажется. Я поэтому и жду, вот, чтобы вы спрашивали, типа, чё, где, как. Ну, пока вопросов нету, давайте я еще раз подытожу, что мы сделали. Мы выписали пример. Довели наше состояние до формулы приведения. Так, как можно как понять то, что нужно 3π минус что-то там? Я понял. Смотри. Ну, на самом деле, неважно откуда. То есть, ну, давай, я понял вопрос. Я понял вопрос. То есть, неважно, откуда вычитать или прибавлять. Давай я скопирую. Давай полностью скопирую вот это. Так. Это нам не нужно. Это нам не нужно. У синуса нам нужна? Да, у синуса нам, наверное, нужна. Как понять, что нужно 3π минус что-то вычитать? Значит, смотри. Сначала вот. У нас идет решение уравнения, да? Синус 2х синус 2х равно минус 1/2, да? Мы находим, что 2х равно... ну, короче, там х равно... Минус вот эта хрень равна. То есть само расстояние, смотри, само расстояние это минус π на 12. Вот это само расстояние. И к нему мы уже добавляем пишки. Вот πn, я это объяснял на первых уроках по тригонометрии, что πn это просто мы добавляем кружочки. То есть, например, да, вот на альтернативном пути объясню, да, например, есть π на 4 плюс 2πn, да, например. То есть вот π на 4, да, π на 4, вот здесь нолик, да. И если мы вот эту точку можем представить как 0 плюс π на 4, да. И, допустим, я добавлю, вот пройду целый круг, вот так, бам, и пройду весь круг. Уже будет новый круг. Здесь будет не 0, а 2π. То есть, это уже точка, где будет не π на 4, а эта точка будет 2π и плюс π на 4. То есть, я к вот этой точке, которая стоит вот здесь вот, добавляю вот это само расстояние. То есть, вот оно, вот это расстояние, а вот это просто количество оборотов, которое мы сделаем. Окей? Теперь давайте вернемся, ну, то есть про обороты, надеюсь, понятно. Так вот, само расстояние минус π на 12, я его показал зелененьким, вот здесь, вот оно, зелененьким, посмотрите. Вот это маленькое такое расстояние, минус π на 12. Вот минус π на 6, оно было бы где-то таким, да? Минус π на 12 вот таким. Надеюсь, вот про минус π на 12 само понятно, что это такое. Теперь, да? То есть, вот у вас есть круг.
да, у вас, вот в начале, что я написал, здесь минус 2π, и вот есть точка, да, минус, ну, неизвестно какая-то точка, да, мы знаем только, что это расстояние, можем записать минус π на 12, тут какое-то расстояние. У нас есть два варианта, ну как дойти до этой точки? Ну вот, либо вот так вот, либо вот здесь вот минус 3π, либо мы от этой точки пройдем вот так вот. Это чуть посложнее просто выписывать нужно. Это смотри, то есть нужно минус 3π, получается плюс π, то есть вот мы как бы дошли до сюда, да, и потом обратно возвращаемся на расстояние π на 12, вот это, вот сюда как бы. То есть можно так, но в то же время это просто будет минус 2π. Мы от исходных точек просто двигаемся к нашей точке. Давайте вот разберем вот этот случай. То есть запомнили, главное, что наше расстояние минус π на 12. Да? Вот будет следующая точка, вот тут вот. Вот тут вот. И у нас есть два варианта. Вот это минус 2π, ее можно по-другому представить. Это можно представить как минус 4π. То есть вот она, минус 3π, вот здесь будет минус 4π. И у нас два варианта. Либо от минус 3π пойти вот сюда, в положительную сторону. То есть минус 3π, минус π на 12. Либо мы можем пойти вот рыженькой. Вот отсюда, вот так вот. От минус 4π мы как бы добавляем оставшееся расстояние, да, то есть если как бы прошли π на 12, то оставшееся расстояние будет 11 плюс 11 π на 12, так как мы идем против часовой стрелки. А смысл поменяется, если будет π на 12 плюс 2π. Так, подожди. π на 12 плюс 2π? С плюсами? Ну тут везде минусы же, конечно, поменяется. Или ты неправильный вопрос просто поставил? Ну тут везде минусы, конечно, поменяется. Это тут нужно конкретную точку найти. Это как найдите x, ты пишешь минус 4, а в ответе там плюс 4. То есть, ну конечно, это разные ответы просто. Или я твоего вопроса не понял? Но смысл не поменяется, если ты вот к тому, что типа либо отсюда идти, вот это расстояние большое, да, там минус 3π на 12 плюс π на... Нет, это не то, это не то. Это минус 4π плюс 11π на 12. Либо минус 3π минус π на 12. И в том и в другом случае будет минус 37π на 12. Либо 48 минус 11, либо 36 плюс 1. В итоге будет везде 37, минус 37π на 12. Вам главное просто понять, что π на 12 это расстояние. То есть вот такой маленький отрезочек. И вы либо просто вычитаете его, либо добавляете куда-то, и все. Ладно, давайте еще один примерчик сделаем. И потом еще тоже поразбираем его. Он абсолютно вот такой же. Там куча всякой хрени такой же есть. Обожаю. Не понял. Ты сегодня как YouTube, что ли, не будешь работать? У меня не грузит ядро, чуваки. Блин. Сейчас перезайду. У меня вылетело. Понял. Все нормально, все в порядке. Работаем-с.
Так, ну давайте. То же самое, да? Сделаем до двойного угла доведем. Давайте все перепишем. Представим это как 4π на 8. А здесь будет как бы плюс x минус π на 8. Все понимают, что я сейчас сделал? То есть, откуда вот это появилось, всем понятно? То есть я 3π на 8, вот справа поясняю. А, там вебка моя, да. Не, наверное. Мешается. Тихо. Вот. 3π на 8 представил как 4π на 8 минус π на 8. Понятно? Потому что вот, ну просто вот это формула приведения. Вот видите, это можно сократить. Это будет π на 2. Надеюсь, понятно, вот так, как я представил. Значит, можно в скобочках довел до формулы приведения. Так, давайте перепишем это все. Получится тогда что у нас? Это как бы это π на 2, да? Это мы меняем сразу на синус. Π на 2 плюс какой-то угол. Это будет плюс. А, нет, там косинус. Не, точно минус тогда. Тогда точно минус. Точно минус, правильно? Да. То есть будет минус синус в квадрате x минус π на 8. И равно вот это. Хорошо. Теперь использовали формулу приведения. Теперь что? Разложим. Че в раз сделал? Как от пива на 8 я избавился? Через двойной угол, да? Да, через двойной угол это что мне нужно? Это мне нужно... Это мне нужно 1/2, получается, да? Мне нужно разложить вот это как 1/2 плюс 1,5. Если я правильно понял. Перекидываю 1/2 туда. Это будет... Ну, здесь двойку сразу представим как 1/2 плюс 1,5. Ну, 3/2 хорошо запишу. Так, 1/2 перекинул. И у нас получится минус синус в квадрате x минус π на 8 минус 1/2. Теперь там косинус был, подожди. Нет, там такая же формула, да? Да, там такая же формула. Только один минус, да? Так, подожди, там знаки должны быть разные. Я точно со знаком не накосячил, получается? Просто тогда никак не получится. С корнем из 2 играться?
кстати, 4 синуса. Там, кстати, 4 синуса. Да, все, тогда, стоп, подожди, тогда можно спокойно двойку перекидывать. Да, можно без этого. Я просто четверку не увидел, я понял. Можно было спокойно двойку перекидывать, будет минус 2 просто. Минус 2. И просто вынести? Ну, будет же... Там же знаки разные будут. А, можно представить по-хитрому. Можно минус 2 представить как 4. Как 4 минус 2? Нет. Нет. Минус 4 плюс 2. Да? Можем минус 2 представить как минус 4. Блин, да, но мне... Я уверен, точно там так надо. Не нравится мне. Ладно, давайте, если что, я потом исправлю, ладно. Окей, я представлю минус 2 тогда как минус 4 плюс 2. Минус 4 плюс 2, да. Вот здесь вот. Тогда плюс 2 я вынесу. Здесь вынесу минус 2. Будет 2 синуса в квадрате x минус x на 8 минус 2. И еще минус 4. Равно корень из 2. Возможно, я где-то со знаком накосячил, потому что мне не нравится, что нужно было так представлять криво. Что здесь будет? Корень из 2 синус 2х минус 2. И здесь будет 2 косинус 2х минус π на 4. Минус 4 равно корень из 2. Получится минус 2 косинус 2х на косинус π на 4 минус синус 2х умножить на синус π на 4. Получится минус 2. Косинус π на 4 это что? Корень из 2 на 2? Так, здесь будет минус косинус, минус корень из 2 косинус 2х. И здесь будет плюс. Там плюс может быть между скобочками. Да, там плюс тогда. Значит, тогда здесь будет минус. Корень из 2, да, 2 и 2 по знаменателю сокращается, будет синус 2х, и не теряем минус 4 вот эту, которое не должно было быть. Но я что-то, значит, знаками накосячил. Сокращаем, получим минус корень из 2 косинус 2х, минус 4 равно корень из 2 минус 4, которое не должно было быть. И там получится косинус 2х равно минус 1. А что за минус 4? Что я не так со знаками накосячил? Ну, грубо говоря, потому что синус минус 45 градусов это то же самое, что минус синус 45 градусов. Понятно?
Ну, то же самое, что синус минус π на 4, как минус синус π на 4, понимаете? Надеюсь, понятно для вас вот это. Поэтому здесь будет плюс синус π на 4, и здесь будет минус 2. Здесь будет минус 2, и все, а здесь плюс, 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 плюс. Чудесно. Так. Да, вот теперь все четенько. Отлично. Тогда делим на минус 2. На минус корень из 2. На минус корень из 2. Получится, что косинус 2х равен минус корень из 2 делить на корень из 2. Тогда косинус 2х равен минус 1. Чудесно. Получится косинус 2х равен минус 1. Тогда 2х равно плюс-минус аркосинус минус единицы плюс 2πn, где n принадлежит z. Тогда 2х равно плюс-минус, минус 1 это что? Это π, да? Плюс-минус π плюс 2πn, где n принадлежит z. Да? Тогда делим все на 2. Получится x равно плюс-минус π на 2 плюс πn, где n принадлежит z. Тут на самом деле попроще пункт b будет, чем в прошлом. Прошлый, конечно, был прямо элитой такой. Давайте распишем вот действие, которое мы здесь сделали. Что мы, значит, делали? Значит, я могу... Это, кстати, сбоку здесь писать. Знаете, как на русском языке, типа, пояснение. Вывел минус из аргумента. То есть вот так вот. Слушай, это получится? Не, все верно. Я и дальше плюс π на 4, кстати, писал. Ну да, нет, там без разницы, в принципе, плюс-минус. Просто формула разная будет. Короче, пофигу. Я вроде все исправил. Да. Короче, ниже я все правильно писал. Так, вывели минус из аргумента. Дальше что? Перенесли двойку для двойного угла. Здесь делаем двойной угол. Так. Раскрываем. А это у нас что? Это косинус разность. Косинус суммы. Тут, по-моему, плюс должен быть, да? Тут плюс. Косинус суммы. Сейчас я точно уточню. Да. Да, это косинус. Сейчас. Синус суммы. Там же косинус. Подожди. А почему у меня здесь косинус? Ё-моё. Ну, в принципе, это ничего не поменяет, но это, конечно, косяк. Потому что там плюсы, типа, разницы никакой нет, но здесь синус должен был быть. Почему косинус-то? Синус. Конечно же, синус.
Ну да, окей, ладно, это ничего не поменяло. Только синус суммы. Синус суммы разложили. Здесь синус суммы раскрыли. Сократили противоположное. Ну и тут все ясно. Так, ладно, пункт Б. Пи у нас вот тут вот. 5π на 12, это 2π. Это 2,5π. 5π на 12. Идем против часовой стрелки, значит в плюс. Снизу у нас будет 3π на 2. Проведем косинус. Но я думаю, что он нам не нужен. Нам нужно конкретное значение только. Значит, π на 2 плюс πn. Да, тут на самом деле пофигу. Тут на самом деле легче подставлять. Значит, π на 2. Просто π на 2. Потом минус π на 2. Еще π добавляем. Это будет π. Короче, да, здесь проще вот еще подставить. Потому что тут трудно наглядно делать. Давайте n возьмем 1 и n возьмем 2. Получится плюс-минус π на 2 плюс 2πn плюс-минус π на 2 плюс πn. Да? Просто не πn, а π и n. И просто π, да? Тогда получится в первом случае x1 это будет 5π на 2. 3π на 2. Это x2. x3 это будет 3π на 2. И x4 будет π на 2. Итого нам подходит всего два ответа. Это будет вот это и вот это. Ну, можно было вот так вот провести его, типа пополам, и вот так вот она бы отсюда отошла бы. Но, мне кажется, проще тут пацановка объяснить. С этими вот двойными углами, чтобы не геморроиться, потому что они меняют структуру немножко графика, и вот. Две точечки будут. Ответ пункта Б. 3π на 2. 5π на 2. Давайте посмотрим ответ. Правильно я сделал. Да, все верно. Я понял, подожди. Стоп. Нет, все верно. Ну, единственное... можно убрать π на 2... Вот здесь можно плюс-минус убрать, но я думаю, что это не важно. Потому что, типа, это одна и та же точка. Что ты к π на 2, типа, добавишь π, что ты вычтешь из нее π, типа, одна и та же точка будет. Вот поэтому здесь 4 точки, а в итоге 2 вышло. Да, я думаю, плюс-минус можно убрать. Только в данном случае, потому что там одна точка всего выйдет. То есть, что ты вот так дойдешь, что ты вот так вот к ней дойдешь. Все равно ты π добавляешь, либо вычитаешь на одинаковое расстояние от центра. Поэтому плюс-минус можно убрать. Ну чё, 13 минут. В принципе, можем пораньше сегодня закончить. Смотрите сами. Мы либо можем еще одно какое-нибудь задание сделать. В принципе, можно какое-нибудь коротенькое сделать. Давайте еще коротенькое какое-нибудь сделаем, и я вас отпущу. Ну вот, например, звучит прикольно. Звучит хайпово. Не двинитесь даже с места. Давайте такой пример. Так, все видно, 1080 поставил, чудесно. Так, косинус 3х минус синус 7х минус π на 2 на косинус 5х. Давайте для начала избавимся от формулы приведения. Да, вот здесь вот. Что это будет? Π на 2 это меняется у нас знак на косинус.
да, окружность у нас минус π на 2 снизу, и мы добавляем какой-то угол, да, то есть это будет четвертая четверть. Значит, знак будет положительный. Ну, в принципе, он что здесь положительный, поэтому... То есть получится минус косинус 7х. Хотя она в 7 раз больше. Так. Мы смотрим же вначале на синус, я тупой. Да-да, он же снизу будет. Я тупой, на синус смотрим, да, будет минус. Тогда в итоге будет плюс. Ой-ой. Да, косинус 3х. Меняем на косинус, смотрим на начальную функцию, будет минус. Минус на минус будет плюс. Равно косинус 5х. Так, если честно, я сейчас ничего не знаю, как делать. Я так это... Сейчас буду по ходу размышлять. Но мне кажется, что нужно как-то раскладывать 3х, как-то раскладывать 7х. И что-то с ними делать. Давайте перекинем... Если у вас есть какие-то идеи, если вы делали подобные примеры, кидайте. Я просто давно уже такие не трогал. Они очень редко бывают, типа... То есть, если вот вы делали варианты Ларина или какие-нибудь из, ну, знаете, тестиков типа суперсложные 13-е, тогда да, там такие часто встречаются. Но я вот давно не делал. Я помню, что я решал такие. Но сейчас что-нибудь придумаем. Давайте перекинем косинус 5х. Минус косинус 5х. Я думаю, что нужно, например, 3х можно оставить или нет. Или, например, записать 3х, например, 5 минус 2, а вот это 5 плюс 2. Нет? Ну, типа того. То есть, например, вот так вот. Косинус. То есть цифру 3 разложить как 5х минус 2х, да? А здесь как косинус 5х плюс 2х, да? Я не знаю еще, что получится, но просто тогда мы хотя бы одинаковые сделаем. Видите, здесь тоже пятерочка, может быть, что-то получится. То есть, ну, понятно, да, что 5х минус 2х дает 3х, да, а 5х плюс 2х дает 7х. Так, теперь мы пользуемся формулами сейчас. Косинус суммы разности. Сейчас я ее сюда выложу. Вот она. Где она? Вот она. Надеюсь, там видно будет. Так, нам нужен косинус, нам нижняя нужна. Что у нас получится? Давайте раскладывать. Получится косинус 5х на косинус 2х. Если у нас стоит минус, значит будет плюс, да? Если минус, то будет плюс. Плюс синус 5х на синус 2х, да? Это мы разложили вот это. Теперь раскладываем вторую. Там стоит плюсик. Это будет плюс косинус 5х на косинус 2х. Минус, да, был плюс, значит, то есть, видите, плюс, да, здесь плюс, значит, будет минус. То есть, противоположный знак будет от скобок. Минус синус 5х. Я понял, они сократятся, то есть, синусов не будет. На синус 2х. И все это еще минус косинус 5х. Давайте я подчеркну, и чтобы моя вебка не мешалась. Нормально. Подчеркну, что к чему относится. Вот это, значит, это у нас вот это. Вот это у нас, это вот это. И вот это, вот это. Чтобы вы просто не терялись. Равно нулю. Теперь, вот это мы можем сократить. Фиолетовым маркером сокращаю, да. А вот это, галочку ставлю. И вот это можем сложить, они одинаковые. То есть, да, арбуз плюс арбуз будет 2 арбуза. Получится 2 косинус 5х на косинус 2х. Это мы сложили вот две галочки. И минус косинус... Слушайте, он не такой сложный, как я думал. Блин.
Ответ выглядел очень тяжело. Я думаю, буду сидеть полчаса его делать. Вынесем общее за скобочку, да? Косинус 5х вынесем за скобку. Останется 2 косинуса 2х минус 1 равно 0. И тогда расписываем два примера. В первом случае у нас косинус 5х равен 0. В другом случае у нас 2 косинуса 2х минус 1 равно 0. Делим, перекидываем направо, делим на 2, будет косинус 2х равен 1/2. Так, давайте мы как-то... поменьше чуть сделаем. Так, нормально, да? Балдеж. Так, и теперь отделим вот эту часть. Вот так вот. Да? Вниз b, пункт b сделаем. И пишем в первом случае косинус 5х равен 0. Тогда 5х равно, что у нас? Плюс-минус π на 2 плюс 2πn, где n принадлежит z. Делим все на 5. Х равно плюс-минус π на 10 плюс πn делить на 5. Pn делить... — 2πn делить на 5. Ну, можно вот так вот. 2πn делить на 5. Можно вот так вот сделать. Давайте общий знаменатель сразу сделаем, чтобы проще было. 4πn делить на 10. Да? То есть 2πn просто перейдем к общему знаменателю, чтобы потом проще считать было. 4, плюс 4πn делен на 10. Где n принадлежит z. Это мы решили первое уравнение. Так, и второе. Это у нас будет косинус 2х равно 1/2. Тогда 2х равно 1/2. Это что у нас? Это π на 3 плюс-минус π на 3 плюс 2πn, где n принадлежит z. Тогда x равно, делим на 2, плюс-минус π на 6 плюс πn, где n принадлежит z. Окей, второй ответ простой. Это мы сделали пункт А. Вот и вот. Да, пункт А. Теперь делаем пункт Б. Но, насколько я видел в ответе, он был веселый. Поэтому сейчас вы увидите. Но вообще, единственное, да, тут, ну, наверное, кому-то, может быть, сложно было 3х вот представить и 7х. Вам было это понятно, как я представил? То есть это вот единственный сложный момент. Как я вот представил 3х и 7х. Что 3 я представил как 5 минус 2, а 7 я представил как 5 плюс 2. Это вот единственный сложный момент, который тут был. Блин, а я думал, что пример тяжелый будет. Вам понятно это было? Так, что там? От минус π до π на 2. Давайте нарисуем окружность. Минус π у нас находится вот тут вот. И π на 2 у нас находится вот здесь вот. То есть вот такой промежуток. Вот такой промежуток. И знаете что? Здесь я, наверное, не буду делать, как я обычно, наложением графиков. Потому что график косинус 5х, да, я думаю, вы не умеете делать. И поэтому будем пользоваться первым способом, подстановкой. Поэтому берем и пишем вот такую фразу. Она пишется всегда одна и та же. Мы будем при оформлении это обговаривать. Сейчас скажу, как она звучит. Нет, не так.
Отберем корни при помощи тригонометрической вот. Вот такую фразу мы должны писать. То есть пишем пункт Б. И пишем, отберем корни при помощи тригонометрической окружности. Вот, это я скопировал, если что, просто. Вот. Это, короче, обязательно писать нужно, если вы будете, типа, ну, подставлять, да? Я объясню, значит, как мы делали подстановкой. Берем, например, что у нас? Ну, давайте возьмем n равно 1. Да, допустим, n равно... Давайте 0. 0 проще будет сначала. n равно 0. Да, и подставляем вот эти пункты А здесь. x1, x2. Тогда x1 равно плюс π на 10. Ну, тут 0 будет, да? x2 будет минус π на 10. А здесь будет что? Вот здесь вот будет. Это плюс π на 6, минус π на 6. x3. Это π на 6. x4 минус π на 6. Дальше. Пишем. Да, вот это вот так вот отчеркнули. Следующее пишем. n равно единице. Давайте, ну, n равно единице. Хорошо. Что у нас получится при единице? Это будет π на 10. Так, x5 давайте расписывать, наверное, да? Это плюс π на 10. Плюс 4π делить на 10. Это будет 5π на 10. То есть π на 2. Вам видно нормально? Ну, я мелко пишу, просто здесь очень много расписывать нужно. Если, ну, раскрыть, вроде нормально видно, да? π на 10 плюс 4π на 10, видно? Да, вроде нормально. Так, это x5. x6 то же самое, да? Вот мы вот сюда подставим, только будет минус π на 10, да? Единичку подставили вместо n. Будет минус π на 10 плюс 4π на 10. Получится, минус π плюс 4π будет 3π на 10. И это не сокращается, будет такое значение. x7. Это мы подставляем вот сюда. n равно единицу. Получится так, 7π на 6. 7π на 6, что нам не подходит, да? И x8 это будет минус π на 6 плюс π. Это будет 5π на 6, что нам вроде тоже не подходит. Да? Так, отсекли. Давайте окружность чуть передвину. И поменьше ее сделаю. Вот так вот. Подставляем n равно 2, да, под наши пункты А. Что у нас будет? x9, да? Не, 2 не подойдет точно. 2 там... Ну, мы проверим. Давайте сначала n равно минус 1, да? Это будет x9, x10, x11, x12. Тут очень много ответов пункта Б будет. Так, значит, минус 1, значит, будет что? Плюс π на 10. Минус 4π на 10. И в другом случае будет минус π на 10, минус 4π на 10. Здесь будет минус 5π на 10. Это будет минус π на 2, что нам подойдет. И здесь будет минус 3π на 10. Да? Минус... Ну, на самом деле, они, походу, зеркалиться будут все-таки. Но особо разбираться в 5х я не хочу. И второе. Так, это π на 6 минус π. Я думаю, она тоже будет зеркалиться, да? Это будет минус 5π на 6. И минус π на 6 минус π. Это будет минус 7π на 6. Так, а есть смысл 2 подставлять? Например, минус... Нет, по-моему, нет смысла. Сейчас, подожди, с минусом, подожди. По-моему, минус 2 есть смысл подставить. Ну, в правую точно нет, там в обоих случаях будет задница.
А вот в левую формулу, по-моему, минус 2 можно подставить. Да, давайте мы подставим это. n равно минус 2. Х 13. Это будет плюс π на 10 минус 8π на 10. Х 14 это будет минус π на 10 минус 8π на 10. В первом случае это будет минус 7π на 10. В другом случае это будет минус 9π на 10. Так, 0 мы подставили, 1 подставили. Так, вот 2 есть смысл? 2 это будет 8π минус π. Это 7π на 10. Это не подойдет точно. Так, вот сюда 2 нет, минус 2 нет. По-моему, это все. Давайте выпишем ответы. Значит, что нам подходит? Давайте обводить будем. π на 10 подходит. Минус π на 10 подходит. Π на 6 подходит. Минус π на 6 подходит. Π на 2. Скобки какие у нас? Круглые. Поэтому не подходит. Да? Не подходит. 3π на 10 подходит. 7π на 6 не подходит. 5π на 6 не подходит. Минус 3π на 10 подходит. Минус π на 2 подходит. Минус 5π на 6 подходит. Минус 7π на 6 не подходит. Минус 7π на 10 подходит. Минус 9π на 10 подходит. Итого у нас 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ответов. Давайте проверю. Решу ОГЭ. Просто посчитаю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, давайте выпишем их. Пункт Б у нас будет минус 9π на 10. Минус 5π на 6. Минус 7π на 10. Минус π на 2. Минус 3π на 10. Минус π на 6. Π на 6. Π на 10. Минус π на 10 я не выписал. Минус π на 10 еще. Да? Так, 5, 5. 10 ответов. Давайте проверю. Значит, смотрим. Ответ. Минус 9π на 10, минус 5π на 6, минус 7π на 10, минус π на 2, минус 3π на 10, минус π на 6, минус π на 10, π на 10, π на 6 и 3π на 10. 3π на 10 у меня есть. А где 3π на 10? А, вот он. А я его почему не выписал? Что-то дублируется, значит. Подожди, а почему у меня 5? А, да-да, вот 10 ответа как раз не хватает. 3π на 10, вот он. Вот 10 ответов. Вот такой пункт Б. Обычно у нас 2-3 точечки, да, здесь 10 точек у нас в пункте Б. Такое необычное задание. Как вы видите, да, здесь было бы очень трудно, да, делать классическим нам способом, то есть накладывать график на окружность, да. В данном случае, да, в таких исключениях приходится пользоваться подстановкой. Поэтому умейте и тем способом делать. Но мне все-таки кажется, что они бы дублировались. То есть, примерно бы они выглядели вот так вот, типа, вот так вот, там, типа вот так вот. Ну, или типа того. Но я не уверен. То есть, типа, вот плюс 4 π на 10 вообще непонятно, то есть, как он будет работать. Ну, примерно понятно, то есть, он будет добавлять каждый раз 4 π на 10, но это нужно точно на окружности строить. Короче, проще подстановкой сделать. Сколько мы делали его? Ну, почти полчаса. Нормально. Давайте еще одно. Вот я тоже видел. На Решу ЕГЭ вообще пояснений нету, как его делать. Там просто, можно сказать, сразу ответ. Давайте разберем его. Но я думаю, что в принципе ничего сложного в 13-м быть не может. Надеюсь, вам было вот понятно еще раз, как мы разложили 5х.
То есть, если какие-то вопросы есть, задавайте, пожалуйста, потому что, ну, сложные примеры, то есть, реально... Вот так вот. Балдец. И давайте сделаем этот примерчик. Что здесь нам, значит, нужно? Но мы видим, что разные знаменатели, да? Нам нужно сделать общий знаменатель. Мы можем... То есть у нас есть такая штука, как основное тригонометрическое тождество. Формулу сейчас ее покажу. Сегодня будет много такой базовой фигни. Может быть, кому-то это нужно будет. На ней строится вся тригонометрия. Вот на этой штуке, на вот этой формуле. И если мы, например, косинус перекинем, то получится что? Синус в квадрате альфа равен 1 минус косинус в квадрате альфа. То есть, еще раз, мы вот это можем заменить как синус х. Понятно? Поэтому просто переписываем, пишем, что 7 делить на синус в квадрате х плюс 9 делить на синус х равно 10. Всем понятно это? Просто заменили вот это как синус по основному тригонометрическому тождеству. То есть, вот еще раз косинус вот здесь взяли, вот так, оп, и перекинули на правую сторону. Ладно, надеюсь, это понятно, но это несложно. Сделаем общий знаменатель, да? Смотрите, здесь синус в квадрате х, да? То есть, что такое синус в квадрате х? Я могу расписать. Сегодня буду все расписывать, сегодня я добрый очень. Синус в квадрате х это синус на синус. Да, потому что квадрат показывает, что число можно само на себя дважды перемножить. А здесь 9 делить на синус х равно 10. То есть, что нам здесь не хватает? Давайте десяточку влево перекинем сразу. Что нам здесь не хватает? Здесь не хватает синуса. А здесь что не хватает? А здесь не хватает синуса в квадрате х. Ну, то есть синус на синус. Получится. Я могу расписать. Я не буду спешить сегодня. Я не буду сегодня спешить. 7 делить на синус х, синус х. Эту дробь мы не трогаем. Вторая дробь. Это будет 9 умножить на синус х, да? Мы домножили на синус х вторую дробь. То есть сейчас никакой тригонометрии мы не делаем. Мы просто делаем общий знаменатель. Здесь будет минус 10, и мы домножили на синус в квадрате х. Ну, то есть на синус х на синус х. Могу так расписать, если вам будет понятней. Главное, чтобы у нас был общий знаменатель. У нас везде теперь общий знаменатель. Запишем под одну дробь все это. Давайте запишем под одну дробь. Что у нас получится? 7 плюс 9 синусов х минус 10. Ну, это запишу как синус в квадрате уже, хорошо? Синус в квадрате х равен нулю. А в знаменателе у нас просто синус в квадрате х. То есть, смотрите, у нас дробь равна нулю, когда... Можете это записать, давайте текстом запишу. Я сегодня буду все расписывать. Дробь равна нулю. Это, кстати, в 17-м тоже нужно будет. И в 15-м тоже нужно будет. Когда числитель равен нулю, а знаменатель нет. То есть пишем, что синус в квадрате х не равен нулю. А вот это приравниваем к нулю. Смотрите, если поменять местами, да, вот чтобы степень как бы, ну вот так вот, вот так, короче, вот это первое, вот это второе, вот это третье, то это будет просто квадратное уравнение, да. Но чтобы сделать нам квадратное уравнение, давайте запишем синус х по-другому, чтобы попроще выглядело просто. Синус х заменим, на самом деле можно и так делать, но просто для красоты
Я заменю, сделаю такой метод замещения. Запишу опять же метод замены. То есть заменяю синус x как y. Что у нас получится? 7 плюс 9y минус 10y в квадрате равно нулю. Поменяю их местами, чтобы вам было более наглядно. То есть было более наглядно, как выглядит квадратное уравнение. Минус 10y в квадрате плюс 9y плюс 7. Я опять же ничего не делал. Я только местами поменял. Знаки ничего не делал. Максимум поделю на минус 1. Опять же, вы можете этого не делать. Это не обязательно. Просто мне не нравится, когда отрицательное. Очень много всяких приколов есть из-за этого. Что получится? 10y в квадрате минус 9y минус 7. Знаки поменяются, когда поделим на минус 1. Тогда а равно у нас 10. Все сегодня расписываю. Сегодня расписываю все. b равно минус 9. c равно минус 7. У кого проблемы с квадратными уравнениями, куча там ДЗшки по квадратным уравнениям, у вас есть файлики. Что? Дискриминант будет равен. Все расписываю. Минус 9 на минус 9 в квадрате, минус 4 на 10 и на минус 7. Получится 81 минус 40 на минус 7 плюс 280. Да? Вроде да. То есть это будет 361. Это 19, да? Так, что будет? Это будет 9. Y1 равно 9 плюс корень из 361 делить на 2 умножить на 10. Y2 это 9. Ну, только, конечно, за то, что я расписываю, мы меньше сделаем сегодня. Но я ориентируюсь сегодня на самых тупых. Так что, если вы самый тупой, добро пожаловать. Будет корень из 361, да? Раз на конце единичка, то это что-то умножить на что-то, на конце единичка, да? А что на что дает единичку на конце? Это единица и девятка. 9 на 9 81 и 1 на 1 1. Но почему это не 11? Потому что 361 очень близко к 400. А 400 это 20 в квадрате. Да? Корень 400 это 20. Значит 361 это рядом с 20. Значит 19. Понятно? Ну, просто чтобы не заучивать корня. Делить на 20. Здесь будет 9 минус 19 делить на 20. Здесь будет 28 делить на 20. Это больше единицы. Напомню, что у нас синус и косинус входят в промежутки от минус 1 до 1. Потому что радиус в окружности у нас равен 1. И дальше он не может выходить. Поэтому здесь нет решения. То есть не подходит. Потому что 28 поделить на 20 будет больше, чем единица. Нам это не подходит. А здесь будет минус 10 двадцатых. Это минус 1/2, если сократить. Это нам подходит. Так, давайте это все уменьшим. Чуть-чуть. Вот так вот. Сейчас я пытаюсь покрасивее сделать. Чудесно. Так, и раз у нас синус x равен y, мы вот сюда вот так подставляем это, да, получится вот так отделим. И здесь будем уже решать. Здесь будет синус x равно минус 1/2. И останется решить маленький примерчик.
Давайте здесь его решим. Синус х равно 1/2. Напомню, для всех маленьких и кто не смотрел вообще занятия по вебинарам, по тригонометрии, напомню. Значит, уравнение вида синус х решается по такой формуле. Х равно арк синус числа а плюс 2πn, где n принадлежит z. Только, да, x. x1, x2 это π минус вот это значение. Ой-ой-ой, вылетел. Π минус это значение. Так, прошу прощения. Где у нас там? Вот. Π минус вот это значение. То есть вот по такому, вот эта формула. Если кому нужна вдруг, если кто вдруг ее потерял, запишите ее себе. Я его здесь сбоку оставлю. Мы сейчас будем ей пользоваться. Пишем, что x1, x2 равно арк синус минус 1/2 плюс 2πn, где n принадлежит z. И здесь будет π минус вот это значение. Чудесно. Тогда x1 будет равно. Давайте нарисуем окружность, чтобы лучше понимать, где у нас вот синус, да. Вот у нас нолик на синусе, да, посерединке. Снизу у нас, как у y, минус 1 значение. Значит, минус 1/2 ровно посередине будет. Вот тут вот, видите? Ровно посередине. Ну, можно чуть-чуть повыше вот тут взять. Опускаем на окружность. И что это будет за значение? Это будет значение у нас минус π на 6. Плюс πn, где n принадлежит z. Плюс 2πn, где n принадлежит z. А второе значение, это будет π минус π на 6. π минус π на 6. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Тогда это значение будет x2. Давайте x1 перепишем. Блин, я в итоге блинчики свои не ел. Они остыли. Тогда, если посчитать вот здесь вот, да? Штаны упали у пишки. То будет π минус π на 6 будет сколько? 7π на 6. Вот такой будет ответ пункта А. Ответ пункта А. Если какие-то... Давайте чуть-чуть отдалю и спрошу вас, есть ли у вас какие-то вопросики по пункту А? Давайте вот сейчас настал тот момент, да, 5 месяцев до ЕГЭ. Вот давайте вопросы, что вам непонятно. То есть вы же бабки за это платите. Задавайте, не бойтесь. Задавайте вопросы. Вы говорите, я не понимаю здесь. Я вот тупой, и я не понимаю. И будем сидеть, да, вот хоть 10 занятий подряд, и будем сидеть, вот эту хрень проходить. Вы же, ну, то есть вы же мне говорите, я не понимаю 13-е, как делать. Там Илюша, например, говорил, там еще кто-то говорил. Я там, ну, девчонки, там кто-то, 13-е, проблема, постоянно с ними там сидим, 13-е делаем. Вот здесь чуть побольше сделаю. То есть... На каком этапе, я просто пытаюсь понять, на каком этапе сложно. На общем знаменателе, на еще что-то. Я уверен, что пункт А сложнее, чем пункт Б. То есть здесь пункт Б очень простой. Вот. То есть, ну вот это же, это вообще, вот это элементарная часть. Ну вот очень сомневаюсь, что вот здесь вот где-то ошибки. Тут просто под формулу нужно все подставить. Тут меняется только вот это значение. Вот оно. Все остальное вот оно. Вот все, что меняется. Вот все, что меняется. Вот. Все остальное, что здесь написано, это тупо формула.
Вот меняется одно значение, вот оно, вот оно. Вот все остальное всегда 100% одно и то же. Только вот это значение меняется, вот оно. Вот тут очень сомневаюсь, что есть какие-то ошибки. Вот где-то вот тут вот. Вот я предполагаю, что вот либо на вот этом этапе, либо, возможно, на вот где-то вот здесь вот, то есть вот тут вот, на вот этом этапе. Я вот пытаюсь понять, где у вас могли возникнуть ошибки. Я пока блинчик заточу. Можете, если вам все понятно, можете к пункту Б приступать пока что. Пункт Б. Ну, я вопросов не вижу, поэтому просто идем дальше, что чуваки. Давайте. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я с радостью отвечу. Пункт Б. Значит, рисуем кружочек. Там вебка не замечает, ну вроде нет. Давайте найдем, где у нас минус 3π. Смотрите, вот у нас 0. Если мы идем против часовой стрелки, это будет π. Если мы идем по часовой стрелке, будет минус π. Еще по часовой стрелке будет минус 2π. Еще по часовой стрелке будет минус 3π. Да? Окей. Минус 3π нашли. Это самое маленькое число здесь. И теперь идем. Нам нужно минус 3π на 2. Значит, что здесь? Здесь минус 2π. Здесь. Вот она будет как раз 1,5, да? Вот минус 3. Минус 2,5. Минус 5π на 2. И минус 3π на 2. Это как бы минус 1,5. Ну, можете 3 на 2 в столбик поделить, да? Это 1,5 будет. Мне вот десятичными дробями проще понимать. То есть вот минус 3, минус 2,5, минус 2, минус 1,5. Вот наш промежуток в пункте Б. Отштрихуем его. И накинем наш график синус х равно минус 1/2. Нарисуем синус. Вот он у нас идет. Вот у нас 0. Снизу, как я вам говорил, уже минус 1/2. Вот она, минус 1/2. Давайте поближе, потом отдалим. Вот минус 1/2. И опускаем точки. Вот будет первая точка. Вот будет вторая точка. Первая точка. Это минус 2π. Вот. И мы идем в отрицательную сторону. Минус π на 6. А здесь мы идем в положительную сторону. Смотрите внимательно. Будет минус 3π. Что? Если мы идем в положительную сторону. Плюс π на 6. Итого ответ пункт Б. Это минус 2π минус π на 6. Это будет сколько? 12. Минус 13π на 6. А вот это значение. Это будет минус 18π на 6 плюс π на 6. Это будет минус 17π на 6. Вот ответ пункта Б. Есть ли какие-то вопросики? Это нам даже не понадобилось. Вот какое-то такое-то вот такое у нас задание номер
13. Абсолютно стандартное. То есть оно не простое, оно просто обычное. Они не отличаются, просто 13 обычное. Оно вот один в один такое же будет у вас на экзамене. Оно ничем отличаться не будет, это точно. Ну, не точно, они могут, конечно, что-нибудь придумать, но, скорее всего, не будет. Go next. Давайте попроще что-нибудь. С ОДЗшкой. Так. Я не уверен, что это делал. Блин, ну... Я шучу попроще. Тут здесь сложное. Ну, давайте окей, более-менее сложно это делать. Так, это Ларин пошел, нам Ларин не нужен, ладно. Ну, окей. Ща. Не, ладно, давайте без ТЗ, короче, ладно. Что-то я не хочу сегодня тяжелое делать. Сегодня хочу простые поделать примеры. Ну вот, например. Ну, вот такое классическое. Я его не делал только что. Там просто пункт Б такой же абсолютно. Не. Другой пример. Хорошо. Вот такой пример. Запишите его. А я пока заточу блинчик. Смотрите, пример сразу похож на квадратное уравнение, да? То есть что-то, косинус и обычное число. Только нужно двойной угол разложить. Давайте я выпишу вам формулу двойного угла. Возможно, плохо видно будет. Сейчас. Вот такие формулы двойного угла. И давайте используем ту, в которой нету синуса. Не хочу, например, я с синусом играться, да? Например, можем использовать вот эту формулу. Вот эту. Самую последнюю. Что у нас тогда получится? 2 косинус в квадрате x минус 1 минус 5 корней из 2 косинус x минус 5 равно 0. Ну, минус 1, минус 5 сложим. Будет минус 6 равно 0. Сделаем, как в прошлом примере, у нас метод замены, да, чтобы нам косинус не мешал. Запишем просто косинус x как другую буковку. Метод замены. Записали. Теперь у нас получится квадратное уравнение. Y в квадрате. 2y в квадрате. Минус 5 корней из 2. Нас вот эта штука не пугает.
минус 6 равно 0. Число А у нас равно 2. Число b у нас равно минус 5 корней из 2. Число c у нас равно минус 6. Дискриминант будет равен минус 5 корней из 2 в квадрате. Минус 4 умножить на 2 умножить на минус 6. Получится 5 на 5 25 и на 2 50. Минус 4 на 2 минус 8. Минус 8 на минус 6. Минус 8 на минус 6, 48, плюс 48. Это плохо. И это 98. Это можно представить как... Это как 49 умножить на 2. Получится корень из 49 умножить на корень из 2. Получится 7 умножить на корень из 2. То есть будет 7 корней из 2. Вот так вот. Тут чуть посложнее, конечно, с корнями. Итого, значит, y первое получится 5 корней из 2. Плюс, да? Потому что в формуле у нас минус b. А здесь как бы минус стоит, минус на минус будет плюс. Плюс 7 корней из 2 делить на 4. Там 2 умножить на 2 снизу будет. Здесь будет y второе 5 корней из 2 минус 7 корней из 2. Но я предполагаю, что верхнее нам не подойдет. Оно слишком большое будет. Здесь что будет? 12 корней из 2 делить на 4. Это будет 3 корня из 2. Это больше, чем 1. Нам это не подходит. Не подходит. Ну, как в прошлом было. А здесь будет минус 2 корня из 2 делить на 4. Поделим на 2. Будет минус корень из 2 делить на 2. Это нам подходит. Классическое табличное значение. Возвращаем метод замены. Получится косинус x равно минус корень из 2 на 2. X равно плюс-минус арк косинус минус корень из 2 на 2. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Тут все стандартно. Тут никогда ничего не меняется, кроме вот этой циферки. X равно плюс-минус. Давайте узнаем, что такое аркосинус корень из 2 на 2. Нарисуем косинус. Вот у нас 0. Вот минус 1. И корень из 2 на 2 где-то вот тут вот находится. Он между минус корень из 3 на 2 и между минус 1 второй. Мы берем только первую и вторую четверть. Это значение будет вот тут вот. Это значение 3π на 4. А здесь будет минус 3π на 4. Плюс 2πn, где n принадлежит z. Пункт А мы сделали. Вот он, пункт А. Есть ли какие-то вопросики по пункту А? Ну, тут единственное, тут сложное вот квадратное уравнение, типа. Ну, то есть, тут немножко надо уметь квадратное уравнение решать. Например... Ну, и понимать, как из корня выводить целую часть. Да? Как вот здесь у тебя 98 представила. Вот это сложный момент. Вообще не бойтесь корней. В тригонометрии это нормальное дело. То есть это не редкость какая-то, что там корни будут. Ну что, и дальше. Пункт А сделали. Давайте пункт Б почитаем. Там такая же окружность, но давайте еще раз ее нарисуем. Пункт Б. Рисуем окружность. Отмечаем минус 3π. Напоминаю еще раз. 0, да? Минус π. Минус 2π. Минус 3π. Понятно? Обозначаем точечку минус 3π.
Тогда это будет минус 2,5π. Минус 5π на 2. Это будет минус 2π. На самом деле тут достаточно будет. Вот так вот. И вот здесь будет минус 3π на 2. Показываем промежуток. Ну, абсолютно идентично, как бы в прошлом задании. Дальше. Показываем график. У нас косинус х равно минус корень из 2 на 2. Вот он. Вот у нас розовеньким отметил. Проводим косинус. Вот так. Оп. Здесь у нас значение 0. Здесь у нас значение минус 1. Корень из 2 на 2 будет вот тут вот. Получилась вот эта точечка. Смотрите, либо вы записываете, что эта точка это минус 2π. Ну, да, лучше так. Окей, минус 2π. И вы идете в положительную сторону. Ой, по часовой стрелке. Значит, вы вычитаете. То есть минус 3π на 4. Понятно? Ну вот и все. Ну, либо вы могли, конечно, сюда прибавить π на 4, но это немножко уже разбираться нужно. Но лучше вот так вот. Вот просто вычли минус 3π на 4. Что получится? Пункт Б. Это 8, это минус 11π на 4 будет ответ. Вот и все. Есть какие-то вопросики? Еще раз. Значит, разложили косинус 2х так, чтобы у нас не было синуса. Давайте я поменьше чуть сделаю. Балдеж, вот так вот. Разложили 2х, чтобы не было синуса. Сделали метод, то есть, ну, сложили минус 1, минус 5, да? Сделали метод замены. Получилось вот такое квадратное уравнение. Решили его, у нас получилось два ответа, вот они. Первый ответ нам не подходит, потому что он больше единицы, да? А у нас, как бы, y это косинус x, он может быть только от минус единицы до единицы. Это 1000 раз объяснял. Поэтому подходит нам только ответ номер 2. Подставили его под метод замены обратный, да? И решили просто уравнение. Получился вот такой ответик. Это ответ пункта А. Вот. Отметили промежуток, который у нас подходит вот здесь в пункте Б. Наложили график косинус х равно минус корень из 2 на 2. И выбрали точку, которая нам подходит. Эта точка это от минус 2π, вот от этой точки. Мы вычли минус 3π на 4. Вот это расстояние. И получилось расстояние минус 11π на 4. Как-то так. А я пока закину колбаску в последний блинчик. Я очень надеюсь, что вы понимаете, что я говорю. А если не понимаете, то это грустно очень. Что по времени, кстати? У нас еще 50 минут. Ладно. Будем сидеть делать. Что? Есть какие-то вопросики, задавайте. Я пока пример поищу. На самом деле, делать варианты намного как-то прикольнее, потому что ты поэтапно что-то делаешь, ты идешь от менее так скучного, потом к интересному, что-то неожиданное. У нас, кстати, вариант будет, сейчас я покажу. Это мы будем разбирать 14-го, тихо, ща. Там про Навального, сейчас покажу. А где я его сохранял? Так. Ладно, сейчас текстом напишу. Навальный.
Сейчас загрузка гляну. Во. Смотрите. Ну, это мы в 14 разберем. Ой, а вам не видно? Блин. Щам. А я могу прямо этот документ сюда кинуть? Это фипи. Сейчас, одну секунду. Вот как-то так сделать. Во. Первое задание. В 7:40 Алексей Навальный вылетел рейсом Томск-Москва, который должен был прибыть в аэропорт в 8:10. Разница во времени 4 часа. Сколько должен был быть лететь самолет в воздухе, если в России не используя химическое оружие? Задание номер 1. Второе. В ходе химической реакции количество химического оружия группы «Новичок». Короче, там вот такой вариантик. Мы будем разбирать, но будем разбирать 14-го. Поэтому... Ну, там то же самое, что в ЕГЭ, просто немножко адаптировано так под 2020 год. Уже 21. Так, ладно. Ну, посмотрим 14-го, поделаем. Ладно, сегодня тупо 13-е. Давайте... Мне просто лень самому за два варианта выбирать. Вот давайте на бум. То есть я вот тыкаю вариант. О, например, вариант 12. Так. Блин, тут не тригонометрия. Ща. Вариант 5. Так. Ну, вот тангенсы. Ну, давайте. Блин, ну ладно. Блин, это тяжелый пример. Ну, ладно. Давайте поделаем тяжелый пример. Я постараюсь медленно его объяснять потихонечку. В принципе, мы же делали тяжелые примеры, поэтому... Просто не хотел сегодня их разбирать. Ну ладно. Начало очень простое, концовка тяжелая. Давайте. Хотя, не, ладно, не очень сложно, но пофигу. Такое уравнение. Делаем метод замены. Как мы делаем в каждом примере. В каждом, да? Тангенс x заменяем как y. Что получится? Y в квадрате плюс 5y плюс 6. Самое простое квадратное уравнение, которое может быть. Давайте я сразу посчитаю. Там будет y минус 3 на y плюс 3 на y плюс 2. Тогда y равен минус 3. Можете сами посчитать, там очень простое квадратное уравнение. Здесь я не буду останавливаться. Это 7 класс. С начала 8. Вот, два ответа. Минус 3, минус 2. В тангенсе и в котангенсе у нас... Ничего себе, собака там орет. Я испугался. В тангенсе и котангенсе у нас никаких ограничений нету. Поэтому берем оба значения. Что у нас получится? Тангенс x равно минус 3. Тангенс... Собака, хорош орать. Тангенс x равно 2. Осталось... То есть пункт А мы уже сделали на самом деле. X равно что будет? Арктангенс минус 3 плюс пк, ну плюс pn, где n принадлежит z. И x второе, да, вот здесь вот, арктангенс минус 2 плюс пк, где n принадлежит z. Ну и k принадлежит z, неважно. Вот пункт А. Вот мы его сделали. Ну типа, это сложно. Там чуть-чуть посложнее пункт Б. Но, то есть, ну, это, по-моему, вообще изи. Это я просто на бум вариант. Я даже не выбирал сложность сейчас. То есть вот это задание 13. Метод замены. То есть, еще раз, что вам нужно здесь знать? Метод замены решения квадратных уравнений. И вот это число, просто вот эти два числа в ответе вернуть в метод замены и подставить под формулу решения уравнений с тангенсом.
Просто вот оно, вот оно. Вот сюда минус 3, минус 2. Все, это и есть ответ. У них нет табличных значений, это ответ есть. Нету в тангенсе минус 2, минус 3. Есть минус 1 только. А вот пункт Б тяжелее. Вот пункт Б реально тяжелый, сейчас будем его разбирать. Тут нужно немножко разбираться в тригонометрическом круге. То есть понимать, что где находится. Давайте большой его нарисуем. Очень большой. Аккуратный. Как мой мозг. Так, 4, 8. 4. 8. 8. 4. Вроде верно. Ну, опять же, так делать не нужно. Для нормальных людей есть циркуль. Ну, вот такой пойдет. Чудесно. Прекрасный круг. Прекрасный. Так. Сейчас. Ну, вот так вот это. Что мы теперь делаем? Во-первых, найдем точки от минус 2π. Это вот тут вот, да? До минус π на 2. То есть, это вот здесь вот будет. Ой, это будет вот здесь вот. Это будет вот здесь. Вот она идет вот так вот к минус 2π. Отметим промежуток. Очень тоненько. Вот так отметили, да? Чудесно. Теперь нам нужно вот эти два графика очень тяжелых отметить. Давайте нарисуем тангенс зеленым цветом. Тангенс у нас идет параллельно синусу. Вот так вот он проходит. На самом деле, тут подстановкой не сделаешь, да? Да, тут подстановка не сделаешь. Вот, кстати, вот как вариант, кто любит делать подстановкой, тут подстановка просто нельзя сделать. То есть, ну, можно, но вам доказывать нужно. Короче, вот. Тут подстановкой, например, вообще нельзя сделать. И неравенством, по-моему, тоже здесь нельзя сделать. Сейчас я посмотрю. Не, ну здесь отобрали, кстати. Ну, не отобрали, они просто на рисунок посмотрели. Короче, ладно. Короче, вот именно через графики, как я делаю обычно, да, очень просто сделать. Давайте покажу, как это делать. Смотрите. Внимательно смотрим на тангенс. На тангенсе, да, я вот здесь вот минус 2π даже влево сдвину. Вот сюда сдвину, вот сюда. На тангенсе обозначу его значение. Вот здесь вот у нас значение 0. Вот здесь вот пунктирчиком маленьким. Значение какое у нас на тангенсе? Это плюс 1. Вот здесь вот пунктирчиком обозначу значение минус 1. Значит, где будет минус 2? Где будет минус 2? Оно будет ниже. То есть, вот берем вот такое же расстояние, вот оно, да? И вот где-то берем такое же расстояние. Вот где-то вот тут вот. Да, вот где-то вот тут будет минус 2. Берем еще где-то вот такое же расстояние. Будет минус 3. Понятно? Это просто минус 2, минус 3 на тангенсе. Понимаете? Это не какой-то арктангенс минус 3. А теперь мы из центра, вот центр у нас, проводим точки вот сюда. Проводим точки вот сюда, и у нас получаются два значения. Раз, два. И в то же время, я вам когда рассказывал про тангенс и котангенс, помните, что у нас они зеркалятся. То есть мы вот эту зеркалим вот сюда. А вот эту зеркалим вот сюда. Давайте распишем про каждую, то есть у нас получилось в итоге 4 точки. Сейчас мы про каждую распишем.
Что такое арктангенс минус 2? Я обозначу сейчас синим цветом. Вот это расстояние синим цветом. Это расстояние арктангенс минус 2. Потому что мы, когда находим арктангенс минус 2, мы смотрим только на первую и четвертую четверть. Вот она. Первую, четвертую четверть. Только на вот это вот само расстояние, это будет вот эта синяя линия. Это арктангенс минус 2. Арктангенс минус 2. А вот это значение будет. Да? Другая стрелка, не буду ее показывать, иначе все тут замажется. Это будет арктангенс минус 3. Окей? Вот это значение. Вот если вот так вот, короче, вот она, вот так вот. Это будет арктангенс минус 3. Могу, в принципе, вот так вот сделать. Ладно. Тогда что будут... Вот, просто в чем прикол? В том, что эти там две точки не нужны, они очень простые. А что будет за вот эти точки? Если у кого-то какие-то идеи, я бы очень хотел от вас услышать, что это за точки. Это одно из сложнейших, что может встретиться в пункте Б. То есть, серьезно, вот это одно из самых сложнейших, что может встретиться в пункте Б. Если вы скажете ответ, это будет очень круто. Есть ли какие-то у вас идеи по тому, как нам добраться к этим точкам, вот этим двум? Я вас очень прошу, постарайтесь. Подумайте. Как можно добраться до вот этих голубых точек? Потому что это и будет ответ пункта Б. Немножко намекну. Если вот это минус 2π, то вот это расстояние будет минус π. Да, блин. Вот так сделаем. Чтобы более нагляднее было. Как добраться? Давайте даже отмечу их. Отмечу эту синий. Как найти синюю точку? И как найти зеленую точку? Нет ни у кого никаких идей. Девчонки, Илюши, Олег. Другие ребята, кто еще сидят тут. Там Максим. Айдарчик. Как добраться до синей, до зеленой точки? Блин, мне в итоге придется на YouTube обрезать, наверное, этот момент, чтобы не было так скучно. Просто я очень хочу, чтобы вы ответили. Очень хочу. Сделайте мне подарочек на Новый год. Ответьте, плиз.
бабло пришло. Кайф. Хочу подарочек. Чтобы вы ответили. Как добраться к синей зеленой точке? Хотя бы предположения какие-то. Хотя бы скажите глупость какую-нибудь. Можно на фон пока Ведьмака включить. Пока мы сидим, думаем, мыслительный процесс улучшит. Ща. Раз. Купил мужик шляпу, она ему как раз. Илюх, а можно ответить? Ты же умный, ты же самый умный был, типа, чел, ну. Как дойти до точечки синенькой? Вот, например, чтобы, смотрите, вот чтобы, например, вот окружность есть, да? Вот есть точечка π на 6, да? Типа, вот от нуля, чтобы к π на 6 пройти, нужно вот, ну, как бы 0 плюс вот это расстояние, π на 6. Вот, пройти вот это расстояние. А вот как до вот этой точки дойти? А где Ведьмак-то? Ща. Π на 2 плюс от минус π вычитать. Так, смотрите. Еще раз я напомню, да? Если мы идем против часовой стрелки, вот так вот, мы плюсуем, мы добавляем. Если мы идем по часовой стрелке, да, вот как часы двигаются, мы вычитаем. То есть, сами смотрите, если вы идете от какой-то точки по часовой стрелке, вы вычитаете. Если вы идете против часовой стрелки, да, только наоборот, неправильно, против часовой стрелки, вы прибавляете. То есть, ну, попробуй, Макс, попробуй вычитать. Если ты от минус π, да, то есть ты отсюда, не буду намекать. Так, давай прочитаем, что Лани Маффин написал. Так, π на 2 плюс π на 6. Так. Подожди. Вопрос, а где здесь π на 2 и где здесь π на 6? Окей, вижу минус π на 2. Вижу минус π на 2. Но это же значения не табличные вообще. Минус π плюс π на 6. Смотри. Вот минус π, точка, да? И если ты добавишь плюс π на 6, мы пройдем по часовой стрелке. Понимаешь? Вот сюда. Вот, смотри. Вот если мы вот так идем, это, видимо, идем в плюс. Если мы идем вот так вот, это мы вычитаем. Ну вот, Макс был близок. Макс был близок. Только смотри. Если там было бы сказано, например, тангенс. Что там? Корень из 3 на 3. Вот тангенс корень из 3 на 3, он у нас π на 6. Понимаешь? А у нас сказано тангенс минус 3. То есть такого значения нету. Минус π минус арктангенс 2. Красава, Макс. Лучший. Верно. Давай поясню для Илюши и для остальных. Смотри. То есть такого там значения нету. Да? Оно не табличное. То есть... Вот знаешь, как есть корень из 4, это 2. Есть корень из 1, это 1. А вот корень из 3 нету. Это не табличное значение. Мы просто так и оставляем его, как бы корень из 3. Как бы так и оставляем. Так вот. Вот это расстояние, вот я показывал. Синее, да? Вот оно. Это арктангенс минус 2. Значит, чтобы прийти к этой точке, мы от минус π вычитаем, раз мы идем по часовой стрелке, вычитаем вот это расстояние. Красава, Макс. Но вот это одно из самых сложных, что может встретиться. Это минус π. Раз мы идем по часовой стрелке, то мы просто берем и вот это расстояние вычитаем. Вот это расстояние, вот эту стрелочку. Арктангенс минус 2. А зеленая стрелочка тогда, это что будет? Что-то она сжалась как-то. А зеленая стрелочка это будет?
Это будет минус π минус арктангенс минус 3. Вот она, зеленая стрелочка. Вот это же расстояние мы вычитаем. Еще раз, почему мы вычитаем? Мы идем, вот если бы мы шли сюда, мы бы прибавляли. Если мы идем сюда, мы вычитаем. По часовой стрелке. Вот, по часовой стрелке. Вот. Это мы вычитаем. Против часовой стрелки мы прибавляем. Мы идем по часовой стрелке, значит мы вычитаем. Значит здесь минус. То есть мы от этой точки вычитаем вот это расстояние. Вот это синенькое. Вот оно. Вот это расстояние. То есть вот смотри, я могу наложить ее прям. Беру стрелку. Вот она. Сейчас еще раз. Ну, блин. Так, сейчас ставлю. Вот, смотри. Я беру вот эту синюю стрелку. Это расстояние, да? Мы запомнили. И просто накладываю ее сюда. Опа, вот она получилась, понимаешь? То есть я вот к этой точке добавляю вот это расстояние. Вот оно, арктангенс минус 2. И вот к этой точке, вот оно, зеленое, видишь? Я беру и добавляю вот это расстояние. Вот оно. Ну, тут чуть-чуть покривее. Вот, ну, короче, оно так будет. Я добавил к вот этой точке, вот к этой точке добавил вот это расстояние. Просто, еще раз, например, арктангенс минус 1 это расстояние минус корень из 2 на 2. Не, вру, это минус π на 4. Минус π на 4. Это табличное значение. А арктангенс минус 2 это не табличное, такого нету. Поэтому мы так и записываем просто его. Вот и все. Это не будет ни π на 6, ни π на 4, ни π на 3. Оно не табличное, такого нету. Поэтому мы так и оставляем его. Мы просто это расстояние вычитаем. Ну, короче, как смог, объяснил. Ну, главное, Макс понял. Я доволен. Хотя бы один человек понял, что это такое. Ну, говорю, опять же, пункт Б здесь тяжелый. Пункт А очень простой. Итого записываем в пункт Б. Первая точка. Это минус π. Минус арктангенс. Минус 2. А вторая точка. Это минус π. Минус арктангенс. Минус 3. Такой будет ответ. Это вот такие две точки. Поехали дальше. Что по времени? 26 минут? Окей. Думаю, еще один примерчик какой-нибудь успеем сделать. Так, опять на бум. Давайте на бум. Все открылось. Третий вариант. Тут нет тригонометрии. Там, скорее всего, четвертый вариант, да. Тут нет тригонометрии. Да блин, надо будет не тригонометрию тогда поделать. Раз ее так много. Так, вот тригонометрия. Окей. Давайте. Блин, жестко, конечно, я этот пример зря взял. Ну, зато кому-то это, возможно, было полезно. Слишком просто сложно для первого дня. Вот такой примерчик. Давайте возьмем наши формулы двойного угла. Ой, это не то. Вот они. И формула приведения. Я напомню. Формула приведения у нас как? Если π на 2 или 3 π на 2 мы меняем сразу на косинус. π на 2 у нас вот здесь вот. Мы добавляем какой-то угол. Это будет вторая четверть. Вот здесь вот. Смотрим на начальный график. И на синусе у нас здесь будет 3 положительных значения. Поэтому будет плюс косинус х. А косинус 2х давайте разложим по вот этой формуле, чтобы не было синусов. Окей? По вот этой формуле, опять же нижней. Получится 2 косинус в квадрате х минус 1 равно косинус х. Еще раз. Слева воспользуйтесь формулой двойного угла. Здесь воспользуйтесь формулой приведения. Надеюсь, это понятно. Перекинем все влево.
Получится 2 косинус в квадрате х минус косинус х минус единица равно нулю. Метод замены сделаем, как делаем в каждом примере. Косинус х заменим на буковку t. Получится 2t квадрате минус t минус 1 равно нулю. Можете сами сделать квадратное уравнение. Там оно будет довольно простым. Или не будет простым? Нет, наверное, не будет простым. Хорошо, тогда я посчитаю дискриминант. Будет 1 плюс 8. Будет 9. Получится t1 равно 1 плюс 3 делить на 4. Это будет 1. И в другом будет 1 минус 3 делить на 4 будет минус 1 вторая. Т вторая. Метод замены. Возвращаем. Получится у нас косинус х равно 1. Косинус х равно минус 1 второй. Получится х равно плюс-минус r косинус единички плюс 2πn, где n принадлежит z. Здесь будет х равно плюс-минус r косинус 1 минус 1 второй плюс 2πn, где n принадлежит z. Что здесь будет? Х равно косинус единицы, это что, справа? Да, это 0 будет, да? Это будет просто 2πn, где n принадлежит z. А здесь будет плюс-минус... Чем? Минус 1 вторая это слева, да? Это минус 2π на 3. Нет, 2π на 3 просто будет, да? Вроде да. 2π на 3 плюс 2πn, где n принадлежит z. Пункт А сделали. Ну, опять же, да, могу показать для... Просто мы это будем в пункте Б делать, я поэтому решил это не писать. Но я могу показать. Проводим косинус. Да, единичка у нас вот тут вот. А вот здесь 0. Да? И здесь минус 1 вторая. Вот оно, значение будет 2π на 3. А вот здесь значение будет 0. Да? На окружности именно. На окружности там будет 0. То есть, если вот убрать, да, отсюда мы стартуем. Вот она. А вот здесь значение будет 2π на 3. Надеюсь, понятно. Так, делаем пункт Б. Похоже, он тоже очень простой. Опять же, проводим косинус. Минус 2π у нас будет слева. Тут вот единственное, можете где накосячить, это ответить минус 2π, ответить минус π и пойти вот так вот. Но смотрите, какая логика. Мы от минус π идем по часовой, то есть, чтобы уменьшалось у нас, мы идем по часовой стрелке, понимаете? Поэтому мы идем вот так вот, а не по низу, да? Потому что если мы вот так пойдем, она будет увеличиваться, то есть здесь будет 0, окей? И также от минус 2π, да? Если мы вот так вот пойдем, она будет как бы еще меньше становиться, то есть будет минус 3π. А вот так вот она будет уменьшаться, потому что мы идем против часовой стрелки, окей? Поэтому вот этот промежуточек нам подходит. Точки закрашены. Первое у нас будет это минус 1, это вот здесь вот, да? И минус 1 вторая, это вот тут вот. Что это будет за точка? Это будет минус π, как вот мы делали в прошлом задании. Только здесь табличное значение. Минус π. Нет, я наврал, да? Нам нужно вот это расстояние, да? Это будет минус 2π. Да, то есть если само расстояние у нас вот, да, вот оно. То есть здесь будет минус 2π, что мы идем в положительную сторону, плюс 2π на 3. Если мы шли вот так, это было бы минус 2π на 3. Но мы идем в положительную сторону, поэтому что это будет? Пункт, значит, вот эта точка это минус 2π, а вторая точка будет... Что это?
Это минус 4 пи натрия. И, ну, вот здесь вот нам не подходит она, да? Здесь не подходит. Блин, да. Оп. Вот так пойдет. Вот будет пункт Б.